а любимых не отдают. Дополнять ничего не буду, разве что с учетом вышесказанного. Мои особые поздравления всем триумфаторам, особенно, без обид, всем победителям от ОНТ. Но еще хочу отметить один важный момент церемонии, который дает ответ на вопрос. Вот мы, журналисты белорусских госсми, все же конкуренты скорее или скорее партнеры? За доли телесмотрения и аудиторию мы, конечно, конкурируем, но председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков о своих коллегах, руководителях телеканала СТВ и Белтерадиокомпаний. Мы бы не справились без тех, кто сидит в этом зале, и я говорю не об ОНТшниках. Без вот такого вечно сурового, а еще теперь объединившегося с Союзом женщин Осенко Александром Александровичем, который четко видит, что как надо стимулировать коллег, и уже сам, несмотря на недолгий срок работы в качестве руководителя конкурирующего телеканала, уже делает классные проекты, о чем предыдущая номинация и говорит. И, естественно, без постоянно несколько ироничного, немножко ехидного взгляда Ивана Михайловича, который умеет делать проекты, которые начинают почковать друг друга. Фактор Бай, фактор 60+. Да, ну скоро будет там еще какой-нибудь фактор. Но на самом деле классные проекты. И поверьте мне, если бы вот вас не было, мы бы работали несколько хуже. Но вы есть. И поэтому мы будем работать еще лучше. У себя в телеграм-канале «Главный.тур», на который, кстати, стоило бы всем подписаться, я на прошлой неделе критиковал тех менеджеров среднего звена, которые на диалоговых площадках с молодежью, этой самой молодежи, пишут дурацкие или менее дурацкие вопросы, которые молодежь должна выучить и задать высокому гостю с разной степенью актерской игры, чтобы высокий гость на них как-то триумфально ответил. На мой взгляд, это совершенно точно не нужно никому. Ни молодежи, ни этим самым менеджерам среднего звена, ни высоким гостям, которые всегда понимают, что вопрос звучит кем-то детям написанный, но почему-то не всегда этому смущающимся. Ни стране это не нужно, ни президенту, никому. Нужно это только тем, кто предпочитает не работать, а создавать иллюзию работы. Когда я об этом говорю, я ж не критикую ради критики. Я это делаю потому, что хочу, чтобы в моей стране все было самым лучшим. Это есть у меня в характере от природы, но этому же я еще и сильно учусь у моего президента. Я очень такой жадный, самолюбивый человек. Я хочу, чтобы у нас было все лучшее. И журналисты хочу, чтобы у нас были лучше. И я тоже хочу, чтобы наши поля были самыми зелеными, наши реки самыми голубыми, а озера самыми чистыми. Или я искренне хочу, чтобы вот наши тракторы были самыми лучшими, и чтобы за ними выстраивались очереди. И я верю, что таких людей, как президент, у нас много. Но если я условно знаю, что в нашем тракторе есть проблема, то от того, насколько громко и часто я буду говорить в эфире, что наш трактор самый лучший, самым лучшим он от этого не станет. Он лучше, конечно, потому что он свой родненький, но это не значит, что он объективно лучший по сути. С критикой, правда, нужно быть осторожным. Она всегда имеет право быть, но не всегда она к месту. Критика может стимулировать развитие, а может стимулировать стагнацию, смотря какая, смотря где. Хотя зритель, конечно, с куда большим интересом будет смотреть, как я разношу в пух и прах, допустим, вот какую-то отечественную сеялку, чем если я ее буду хвалить. Ну вот такая человеческая природа. А теперь, почему я не журналист, а я пропагандист или сотрудник государственной пропаганды? Потому что моя работа первична. Это даже не новости, не информирование населения и не развлечение его чем-то острым и жареным. Моя работа – транслировать государственную позицию страны и, естественно, ее лидера внутри государства и на внешний контур, защищая таким образом в медиа интересы государства и интересы его граждан. И быть пропагандистом – это лучшая работа в мире, потому что она делает жизни людей лучше. Даже если не все это понимают, не все согласны и не все оценят. На прошлой неделе президент участвовал в медиафоруме, где говорил о том, какой должна быть эта самая государственная пропаганда. Если коротко, она должна быть умной. Ну что вы все время трепете эту Украину? Вы же не забывайте о том, что когда-то нам придется с ними налаживать отношения. Это соседская наша страна. Это родная нам страна. И я убежден, что те, кто говорит,
жестко об Украине, не понимают, что подавляющее большинство в Украине нормальные люди. Но там информационно-психологические операции, СМИ и прочее забиты сегодня, ну, не только национально ориентированными людьми, но просто нацистами. А когда мы их начинаем бомбить, молотить, плохо воспринимают обычные люди. Это я вам не только свое мнение высказываю. Мы мониторим ситуацию в Украине, и мы видим, и как они говорят, ну зачем нас батька так, батька? Поэтому будьте очень аккуратны, продумывайте все. Выйти на экран и лепить там все подряд, извините мне за это слово, понося все и вся вокруг, считая, что ты уже во всем разобрался, опасная тенденция. Подумайте над этим. И это ведь не только про журналистику. Задача государства и тех, кто принимает решения в государстве, это не сделать хуже врагу, не ярко поставить его на место и не замочить его публичным острым словом. Это все всего лишь инструмент. А задача сделать лучше своему государству и своим людям. Это то, чем успешно занимается Александр Григорьевич Лукашенко 30 лет. В медиа в том числе. И в медиа бывают разные времена. Бывает, когда Зеленский гнида, а бывает и когда Владимир Александрович. А на формулировки никак не влияют интересы Зеленского, Украины или украинцев. И я даже скажу, что лишь во вторую очередь влияют интересы Путина, России и россиян. Приоритетны государственные интересы суверенной Беларуси и ее граждан. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. Дні Мінска пройдуть у Москве на ВДНХ 7 по 28 чэрвеня. Сталіца завяршае марафон дзён рэгіёнаў Беларусі. Кожны дзень на выставе будзе тэматычным. Так, Мінск медыцынскі, Мінск культурны, Мінск турыстычны, Мінск будаўнічы, Мінск адукацыйны і іншыя. Арганізатары рыхтуюць модныя паказы, канцэрты. В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воссоздали атмосферу монгольского общенационального фестиваля «Наадам» – национального праздника в честь создания единой монгольской империи. Его отмечают в июле. Вокальные и хореографические номера вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба. Главы государств понаблюдали за стрельбой мастеров. Позже вместе с монгольским коллегой опробовал лук и президент Беларуси. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Лучшие меткие стрелки. 3 лет монгольские. Страны смотрят еще дальше. Накануне стороны договорились о поставках белорусской техники. Но уже сегодня Александр Лукашенко подарил своему коллеге 2 трактора. Универсальные, специально под потребности региона. А в хозяйстве у белорусского лидера появятся 2 монгольских скакуна. Им уже дали клички «Мир» и «Хутки». Спасибо. Очень дорогой подарок. Потому что Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Традиционный, давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Это более мощный. У меня дома не такой. У меня 150 сил, а этот 200. Это для таких крупных полей. Очень мощный. Трактор относительно несложный для специалистов. Но тот, кто не видел такой техники, надо обучать.
Накануне Минск и Улан-Батор определили ключевые направления кооперации на ближайших 3 года. Подписана дорожная карта сотрудничества. Это итог большого переговорного дня лидеров Беларуси и Монголии. Страны связывают крепкие дружественные связи еще с советских времен. В последнее время торговля нуждается в активизации, и наш президент убежден, для этого есть все, что необходимо. И обоюдный интерес, и политическая воля. Впереди у Беларуси и Монголии качественно новый этап развития отношений. Подписано 14 различных документов о сотрудничестве в разных направлениях. Они станут базисом для укрепления контактов в промышленности, АПК, торговле и гуманитарной сфере. Командировка президента продолжается. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер 1 менее часа назад приземлился в Иркутске. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС. Об этом заявил председатель коллегии ЕЭК. Сегодня заседание Межправсовета ЕАЭС в расширенном составе проходит в Несвежском замке. Что еще обсуждали премьеры, расскажет Антон Малюта. Он работает в Несвеже, и у него последние новости о союзной повестке. Коллеги, добрый день. Да, можем смело говорить, что к этой минуте Межправсовет ЕАЭС уже завершился. Финальной точкой стало заседание в расширенном составе. Выступили все премьеры. От Армении это вице-премьер, также премьер-министр Азербайджана в качестве почетного гостя, премьер Узбекистана в качестве представителя страны-наблюдателя, и по видеосвязи подключился премьер Кубы. Вообще много говорили о юбилейной дате. 29 мая мы отметили 10 лет ЕАЭС. Были поздравления, и, как сказал белорусский премьер, это нынешний Межправсовет, как такое время подвести промежуточные итоги. За 10 лет наш союзный ВВП вырос на 12% и сегодня составляет 2,4 триллиона долларов. Главное, что растут доходы населения, растет взаимная торговля и растут денежные расчеты в национальных валютах. На сегодня это уже 80%. То есть достижения действительно есть, и они очень явные, но говорили, конечно, еще о проблемах. Позицию белорусской стороны обозначил премьер. Темы многие перекочевали из вчерашнего узкого состава в сегодняшний расширенный. Это промышленная кооперация, продовольственная безопасность. Говорили также о таможенном регулировании, едином таможенном пространстве, что не должно быть никаких барьеров. Также говорили о международном позиционировании Союза. Нужно создавать зоны свободной торговли только с теми странами, кто в этом действительно заинтересован и отвечает взаимностью. На сегодня такие перспективные партнеры – это ОАЭ, Индонезия и Монголия. Ну и, конечно, цифровизация всех процессов тоже кое-где, не будем скрывать, тормозим. И на этом тоже акцентировал внимание Роман Головченко. Давайте послушаем. Важно продолжить развитие цифровых инструментов реализации 4 свобод. Убежден, что пришло время поставить точку и окончательно решить вопрос взаимным признанием электронной цифровой подписи. Эта тема, на наш взгляд, явно перезрела. Промедление с ее решением будет означать возможность эрозии интеграционных процессов в Союзе. Дальше двигаться просто невозможно. Но оцифровывая те или иные процессы, мы не должны забывать об обязательствах по предоставлению поставщикам из стран Союза национального режима. Предлагаю поручить комиссии совместно с уполномоченными органами государств плотнее работать над решением этого вопроса и в целом ускорить внедрение всех согласованных общих процессов. Как и было запланировано, премьерам доложили о конкуренции на трансграничных рынках, а также о сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Завершился Межправсовет подписанием документов. К журналистам вышел председатель коллегии ЕЭК. Он еще раз подвел итоги и обозначил, что следующий Межправсовет состоится осенью, в конце сентября, в начале октября в городе Ереване. Ну, о подробностях этого Межправсовета, который проходил в Беларуси, сразу и в Великом Камне, и здесь в Несвеже, мы еще расскажем в следующих выпусках новостей. И, конечно, сегодня в «Панораме». Коллеги, вам слово. Спасибо, Антон. Беларусь принимает Межправсовет ЕАЭС. А сейчас перенесемся на площадку китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Здесь стартует главный сельскохозяйственный форум «Белагро». Посетители смогут ознакомиться с передовыми направлениями и разнообразием сельхозтехники. Форум традиционно соберет не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. Чем отметится Белагро в нынешнем году, знаем у нашего корреспондента Ольги Онищенко. Она на связи со студией. Ольга, добрый день. Вам слово.
Добрый день, коллеги. Всю текущую неделю, пожалуй, самая большая открытая площадка приглашает всех, для кого аграрное дело – дело жизни. Здесь те, кто развивает животноводство, переработку, повышает урожайность, наши ученые, производители техники, комплектующих и просто любители работать на своей земле. Белагро никогда не закрывала двери, так скажем, для чайников, для тех, кто в душе и на деле дачник со всеми вытекающими, подобрать рассаду или, например, присмотреться к техническим новинкам. Вход здесь свободный. Надо сказать, Белагро – это всегда о том, что будет в полях завтра, какие машины, технологии, как будет работать наша наука. То есть все последние достижения везут первым делом сюда. И все точно знают, здесь это увидит большое число специалистов, зарубежных гостей. МТЗ, например, обещает показать рекордное число техники. Все, что заявлено, или новое, или обновленное, массовый потребитель все это увидит впервые. А МАЗ, например, презентует новый тягач, авто действительно нового поколения на гибридной платформе с электромеханической трансмиссией. Но Белагро – это не только себя показать, много гостей, никакие санкции это не изменили. Впервые Казахстан, Кыргызстан, Монголия, всего 11 стран, 3 десятка делегаций, широкое российское представительство, 13 регионов здесь будет. Мы видим повышенный интерес со стороны России сотрудничать в ВПК. Наверняка этот запрос получит продолжение. Ну и, конечно, неизменные фишки Белагро. Здесь выберут лучшую корову, мы ждем дефиле, определят лучшего пахаря. Всем желающим можно будет попробовать уху. Здесь будет работать рыбацкая деревня. Много очень развлечений для детей. Не только словом Белагро все возрасты покорны, но организаторы этого и хотят, чтобы это был действительно народный праздник, который способен привить любовь к своей земле и показать, чем мы богаты технически и технологически. Белагро это умеет. Коллеги. Спасибо, Ольга. На площадке Великого Камня стартует главный сельскохозяйственный форум «Белагро». Никаких контактов с Россией. Белый дом запретил экс-разведчику и военному эксперту Скотту Риттеру вылететь на Петербургский международный экономический форум. Целью его визита должен был стать поиск путей налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако Риттер так и не сел на рейс. Сотрудники пограничной службы пресекли ему путь, отобрали багаж, вывели из аэропорта и изъяли паспорт. На расспросы потерпевшего служащие ответили: таков приказ Госдепартамента. Паспорт Риттеру так и не был возвращен. Экс-разведчик заявил, что возможное решение будет искать в суде. С посадки на самолет также был снят верховный экс-судья Нью-Джерси, который, как и Риттер, следовал на форум Санкт-Петербург. Усилив свое присутствие в морских водах Северной Европы и Балтики, стартовали новые морские учения членов НАТО. Так называемые страны Объединенного экспедиционного корпуса, в числе которых Эстония, Нидерланды, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания под руководством Великобритании будут налаживать функционирование подводной инфраструктуры и морского транспорта. За распространение детского порно задержан несовершеннолетний студент столичного вуза. Как сообщили в МВД, молодой человек 17 лет создал и администрировал приватный телеграм-канал. На протяжении 5 месяцев он скачивал из интернета ролики с детским порно и выкладывал их на своем ресурсе, доступ к которому предоставлял желающим за деньги. В поле зрения оперативников в сфере нравов Октябрьского РУВД Могилева попал 17-летний студент одного из вузов Минска, который создал и администрировал приватный телеграм-канал по распространению детского порно-контента. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать покупателей запрещенных файлов. А буквально накануне были задержаны минские школьники, которые не только распространяли порно в интернете, но и снимали запрещенный контент. Первым идею реализовал 16-летний подросток. Позже ему стали помогать учащиеся колледжа и 3 школьных друга, в том числе 15-летний парень и девушка 17 лет. Спустя время последняя стала выступать в роли актрисы тематического контента. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Привести в порядок парковые зоны, въезды в город, Каркасная улица, а также природные оазисы. В Минске благоустройство зеленых территорий. В покосе травы задействовано почти 250 единиц техники. Параллельно идет работа и во дворах. Специалистам предстоит привести в порядок более 6 тысяч гектаров. Половина работ уже выполнена. Спустя время последняя стала выступать в роли актрисы тематического контента. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
Привести в порядок парковые зоны, въезды в город, Каркасная улица, а также природные оазисы. В Минске благоустройство зеленых территорий. В покосе травы задействовано почти 250 единиц техники. Параллельно идет работа и во дворах. Специалистам предстоит привести в порядок более 6 тысяч гектаров. Половина работ уже выполнена. С наступлением благоприятного периода для покоса, скажем, это отрастание травы свыше 15 сантиметров, предприятия системы Минзеленстрой начали данную работу. Парковая территория выкашивается от дорожки 5 метров. Остальная территория остается невыкашенным. Бульвары и скверы точно так же выкашиваются в полном объеме. В общем, задействовано более 260 единиц техники, соответственно, и это же количество у нас задействовано на косьбу рабочих. Особое внимание также уделяется зеленым зонам вдоль МКАДа. Составлен график покоса на сезон. К благоустройству участков будут возвращаться каждые 2 недели. Раскадровка французского искусства 17, 18, 19 веков от Национального художественного. Музей расширяет экспозиционные широты и рад эстетам онлайн. Так, Гранд-галерея запускает марафон из 4 лекций на своем YouTube-канале. Цикл открывает повествование о классицизме. Все о стиле, построенном на канонах античного искусства, образе короля солнца Людовика XIV в живописи, а еще облике дворцово-паркового ансамбля «Версаль» упаковали в полуторачасовое повествование. О творцах и творениях говорит ведущий научный сотрудник Елена Шапошникова. В музее она трудится более 40 лет. Вообще характерно для европейского искусства XVII века то, что искусство развивается в рамках национальных художественных школ. То есть во Франции уже складывается своя какая-то школа, и это не какое-то одно направление. Там были и произведения там, на мифологические темы, которые писались по заказу короля Людовика XIII. У него был и свой придворный живописец, и первый живописец короля был. И были так называемые живописцы реального мира. В частности, вот такой самый известный художник, наверное, это Луи Линен. 8 июня Национальный художественный анонсирует инклюзивный проект Play Art. Музейный гид для детей с особенностями и без объединит в единый маршрут лекционное занятие, классы по гончарному мастерству и интерактивный театральный показ. Далее новости спорта. Мы же в эфире в 13 часов. До встречи. Арина Соболенко уверенно идет по турнирной сетке «Ролан-Гаррос». Белорусская теннисистка уже шагнула в четвертьфинал, где встретится с обидчицей Викторией Азаренко, россиянкой Мирой Андреевой, которая занимает 38-ю строчку рейтинга ВТА. Ранее девушки пересекались трижды, и во всех матчах победу праздновала Соболенко. Напомню, накануне в поединке 4-го круга белоруска обыграла 24-й номер мирового рейтинга – американку Эмму Навара 6-2, 6-3. За 1 час и 11 минут на корте Арина не допустила ни одной двойной ошибки и совершила 4 подачи на вылет. Параллельно в мужском чемпионате Новак Джокович с большим трудом оформил путевку в четвертьфинал, выбив из борьбы 24-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундолла. Для победы сербскому теннисисту понадобилось почти 5 часов и 5 сетов. 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. На счету Джоковича 6 подач на вылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейкпоинтов. Следующий соперник первой ракетки мира – Каспер Руд. Сёння у аўторак 4 чэрвеня. Надвор'е на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса. Месцамі чакаюцца дажджы, навальніцы, падчас якіх парывісты вецер. У Брэсце кароткачасовы дождж, навальніца плюс 24. У Гродні 25 цяпла без істотных ападкаў. У Віцебску істотных ападкаў не чакаецца, 27 вышэй за 0. У Магілёве магчымы кароткачасовы дождж, навальніца 27 цяпла. У Гомелі 28 з плюсам, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца.
У Мінску 26 цяпла, месцамі па горадзе кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў сераду невялікі дождж плюс 23, у чацвер 25 вышэй за 0. Надвор'е ў суседніх краінах. У Москве плюс 24, Вільнюсе 25 цяпла, Варшаве 23 з плюсам, у Киеве плюс 27 градусаў. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы і Берліне плюс 23, Вене плюс 22, Рыме 25 цяпла. Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск. Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Марина Мороз. Здравствуйте. И сегодня в программе. Машина времени. Кто держал в страхе белорусских дальнобойщиков? Лихие 90-е какие. Пробьют и все.
а дома семьи. Звериный инстинкт. Она кормила его 10 лет. В ответ пес загрыз ее. Она, в общем, страшно любила, что он злой. И кто разбудил зверя в человеке? Расскажем не только об этом. Но начнем мы именно с агрессии животной. Агрессия – природный рефлекс, который есть у всех собак. А речь дальше пойдет именно о собаках. В 50% случаев укус – это борьба за лидерство. Собака показывает, она главная. Еще 50% укусов – защита, когда собака считает, что другого выхода нет. Что именно стало причиной трагедии в Лидском районе, выясняют следователи. Пес загрыз собственную хозяйку. 6 декабря 2017 года. Алабай напал на жительницу Заславля. Женщина серьезно пострадала. 6 ноября 2018 собака напала на детей в Гомеле. 14 марта 2019 пес напал на 7-летнего мальчика в Гродно и покусал ему лицо. 28 декабря 2021 смертельные травмы. Алабай покусал хозяина под Барановичами. 10 мая 23 Стаффорд загрыз хозяина на глазах его 3-летней дочери. Спустя 10 дней Алабай загрыз женщину во дворе частного дома в Бобруйском районе. 27 мая этого года. Лидский район. Новая жертва. Дворняга убила пенсионерку. Все произойдет вот здесь, во дворе собственного дома. Собственная собака вдруг мертвой хваткой вцепится в свою пожилую хозяйку. Невольной свидетельницей этого ужаса станет подруга женщины. Она же сможет отогнать разъяренного пса и вызвать скорую. Но будет уже слишком поздно. Медики констатируют смерть. Она когда ту калитку открыла, он сразу ей в ноги бросился. Ну, а я услышал, что уже эта подруга кричит на меня, это самое, зовет. Я прибежал, она его водой облила, он туда убежал. Она калитку закрыла, я сбегал домой, принес это самое, просто не разорвал, но уже... Она, скорее всего, умерла, нет потери крови, от шока. Раны были серьезные. Укушенные рваные раны голени, голеностопных суставов, травматическая ампутация ногтевой фаланги пальца правой кисти, обильная потеря крови. Для 71-летней пенсионерки эта жуткая собачья выходка стала последней, но далеко не первой. Животное длительное время проживало у женщины. При этом хозяйка опасалась собаку из-за ее агрессивного поведения. Ранее она уже кусала пенсионерку. Эта собака вообще дурной был. Это самое. Он уже когда-то ее покусал был. Потом гражданский муж ее был. Он вообще вот тут во. Эта собака его повалил. Хорошо, что было зимой, он был в одних штанах. Он с него сапоги стянул. И вот покуда сапоги это я рвал, как собаки. Тогда он убежал в дом. У нее же он везде, и вон в доме колы стоят, везде колы. Она сама его боялась. Зачем же тогда держать больше десятка лет рядом с собой такого зверя? Она, в общем, страшно любила, что он злой. Она всю жизнь боялась, что ее ограбят. У нее же все под замками. Ну и вот получили, он был привитый, он был с паспортом. Еду давала она ему с палкой. Она вдова. Ну, гражданский муж 3 года назад умер. Ну, а сейчас жила одна. Я ей картошку окучивал. И она говорит, как надоело это жить, хочу к Антону. Вот тебе говорит. Сразу после трагедии собаку по протоколу ликвидируют. Как именно все произошло и, главное, почему пес так безжалостно расправился с женщиной, выясняют следователи. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые способствовали гибели женщины. Пока же можно лишь предполагать, что именно стало причиной такой ярой собачьей агрессии и за что этот пес точил на свою хозяйку зуб. Но правда ли, что такую свирепость она создала своими руками? Все сугубо индивидуально. Собаки разные в любом случае. И ты никогда не поймешь, что у собаки в голове находится. Все зависит от человека. У каждой собаки свой характер.
тому же есть несколько видов агрессии, то есть зооагрессия бывает, агрессия, потому что территория. Там люди защищают свою территорию. Там зооагрессия – это агрессия на животных, также бывает пищевая агрессия. Есть и агрессивные собаки по натуре просто по себе. Но даже самого страшного зверя, продолжают кинологи, приручить можно, если с рождения щенка уделять должное внимание его воспитанию, если ответственно подходить к тренировкам. Это не значит, что ваша собака должна идти лапа в лапу со служебной, но она точно обязана знать команды. Сидеть, лежать, стоять с места. Вот такой команды нет, это хорошая команда и самое главное, которая должна быть. Поэтому надо все равно дрессировать. Может и сам дрессировать, может и с помощью кинолога. Время и терпение нам. И каждому человеку, независимо от того, есть у него собака или нет, обязательно нужно знать, как от разъяренного пса защититься. А ситуации, когда, например, на улице чужая собака вдруг налетает на прохожего, мы уже рассказывали в одной из наших программ. Да, при просмотре тактика поведения, демонстрируемая кинологом, выглядит забавной. Не до смеха, правда, если в оскалившуюся морду смотришь ты сам. На меня нападает собака. Что я должна сделать в эту секунду? Остановитесь. А дальше? Видели, что делают коты? Нет. Нет? Коты становятся в такую каракатицу, превращаются в большую и начинают вот неестественно двигаться. И полубоком вот так прям. Это очень сильно пугает собак. То есть человек должен также повторить? Вы должны стать объемнее. Вы должны стать вот больше. Так? Вот, к примеру, стать больше. И что, я ее идти на нее. И идти. Конечно. Конечно. А если она скачет и прыгнет она будет в лицо? показывать, она не прыгнет в лицо. То есть, если я стану так, она мне вот в лицо так. уже не прыгнет? Вот. Не прям вот так, а вот так. Все, я знаю. Вот. И шире. Вы стали больше. Сумка вот такая. Пакеты у вас от магазина. И вы вот так идете. А бить можно ее? В этот момент нет. Ваша задача в этот момент оказать ей такое психологическое давление, да, от которого она стопорнется вот так. Типа, что происходит? То есть быть доминантом. Пытаться. Что еще можно? Медленно отходить спиной назад, ни в коем случае не глядя в глаза собаке. В любой подобной ситуации сохранять спокойствие и помнить, собака, с точки зрения анатомии, это хищник, который по природе своей хочет кусаться. И лишь воспитание не позволит ему разинуть на вас пасть. Но если с домашними животными и их инстинктивной яростью все понятно, то почему звериная агрессия порой просыпается в людях? В Сморгонском районе убит мужчина. В своем деревенском доме на продажу он гнал самогон. В один из дней в гости к нему заглянет постоянный клиент, но приятели вдруг поругаются и ссора перерастет в кровавый конфликт. В результате которого покупатель ножом причинил смертельные травмы изготовителю самогона, а затем скрылся. На место происшествия незамедлительно выбыла следственная оперативная группа. Буквально по крупицам правоохранители восстановили события того дня. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». По подозрению в убийстве местного жителя задержан его 33-летний знакомый. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению преступления. Рассказал следователям, что пришел к знакомому, чтобы в очередной раз попросить в долг спиртное. В тот момент потерпевший стал требовать возврата денег за ранее переданный самогон. Между ними завязался конфликт, в ходе которого фигурант нанес местному жителю не менее 3 ударов ножом. Уголовного прошлого у подозреваемого не оказалось, как и официального места работы. Известно, что он бродяжничал и злоупотреблял алкоголем. К сожалению, по горячим следам задержать преступников оперативникам удается не всегда. Однако ни одно такое уголовное дело не списывается в архив. Работа не останавливается, даже если случилось все 10, 20 или 30 лет назад. У страшных преступлений нет срока давности. Пинск, 2008 год. В одной из многоэтажек жильцы в подъезде найдут изувеченное тело женщины. Милицию вызовут сразу же, но найти причастного к этому зверству, а также установить все обстоятельства кровавого вечера получится лишь спустя 16 лет. В ту ночь в квартире, которая пользовалась репутацией притон, происходило застолье. Среди гостей находились потерпевшая и 41-летний злоумышленник. После того, как остальные
собутыльники разошлись, фигурант попытался ухаживать за женщиной, но получил отказ. Алкоголь спровоцирует ярость, и он силой получит свое. Ударит женщину по голове и изнасилует. И на этом не остановится. Свою жертву он добьет на лестничной клетке. Причинил ей тяжкие телесные повреждения, от которых женщина скончалась. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сбежит и несколько лет будет прятаться от закона. Скрывался и в нашей стране, и в России, постоянно меняя место жительства. Все это время работа над раскрытием дела не прекращалась. Благодаря кропотливому труду сыщиков, следователей и экспертов удалось установить личность преступника и его местонахождение. Оказалось, что подозреваемый проживает в одной из деревень Пинского района. При силовой поддержке ОМОН он был задержан. Фигуранту грозит до 25 лет тюрьмы или исключительная мера наказания – смертная казнь. А это уже Будокошелевский район. Летом прошлого года при проведении земляных работ в одном из садовых товариществ дачники вдруг откопают кости. Человеческие. Следом подключатся оперативники, которые найдут того, кто к этим костям причастен. Мужчина. Сегодня ему 50. Скелет этот как раз из его прошлого. Осенью 1999 года около продуктового магазина в Гомельском районе он познакомился с ранее неизвестным мужчиной. Выяснилось, что тому негде жить. С семьей связь утеряна, и зарабатывает он на жизнь случайным образом. Тогда фигурант предложил новому знакомому пожить у него в частном доме, помогая по хозяйству. Знакомство обмоют, не отходя от магазина. Дальше электричка и приусадебный участок фигуранта, где в строительном вагончике нового приятеля найдет смерть. Фигурант, который на тот момент имел за плечами 2 судимости, испугавшись уголовной ответственности, закопал тело в огороде. В настоящее время назначены экспертизы, проводятся следственные и оперативно-следственные мероприятия по установлению полных обстоятельств произошедшего, а также рассматривается криминальная версия обнаружения захоронения. «Ночные потрошители». Нет, это не новый хоррор, то есть фильм ужасов на ваших экранах. Это кошмар последних месяцев для белорусских дальнобойщиков. Не брезгала банда, орудовавшая на дорогах ни товаром, ни топливом, которое она сливала там же с обворованных фур. Их план был дерзок и обкатан не раз за последние полвека. Они даже успели нагнать жути на всю округу. Разогнались они, конечно, знатно, но тем эффектнее тормозили их оперативники УГРО. Лихие 90-е какие. Красивая поездка. Это финал истории, которая начнется так же эффектно, как и закончится. 5 мужчин из Орши однажды решат: мир криминала уж им-то точно покорится. Тем более идея, чего кривить душой, не нова. Обчищать припаркованные вдоль трасс фуры. Они промышляли в Брестской, Могилевской, Минской и Гомельской областях. На дело выезжали по ночам на неприметном микроавтобусе, прихватив с собой балаклавы и радиостанции. Действовали потрошители по ночам, выбирали фуры с белорусскими номерами, взламывали и выносили весь груз. От техники до продуктов не гнушались сливать даже солярку. Свой микроавтобус тоже ведь нужно заправлять. Похищенные сбывали на территории России, либо делили между собой и использовали в личных целях. Попадутся они с поличным. Как раз везли очередную партию ворованного товара. Товарищ командир, ездили в гости. Красивая поездка. Будем надеяться, что наблюдающий рулет последний. В настоящее время известно о 6 эпизодах преступной деятельности. За кражи в особо крупном возбуждено уголовное дело. Каждому участнику банды потрошителей фур грозит до 7 лет тюрьмы. И дальнобойщики, наконец, выдохнули. Если бы у меня такая ситуация произошла, я даже с машины не вышел бы. По одной причине, потому что жизнь дороже, чем то, что там лежит. Могут убить. То есть лучше не вылазить. Если нету никого, вообще не вылазить. А если кто-то где-то рядом и все спят, по сигналу, чтобы все, всех разбудить, что у них там в голове. Пробьют и все. А дома семьи. Это только кажется, что быть дальнобойщиком легко и просто. Крути себе баранку, шофер. На самом деле, одна из самых сложных, тяжелых и опасных профессий. Не только потому, что обворовать могут. Вопрос личной ответственности, концентрация внимания и выносливость. Больше 10 часов за рулем выдержит далеко не каждый. У нас в стране, настолько спокойная обстановка в этом плане, что водители уже привыкли к тому, что я ложусь на любой стоянке в лесу, скажем так, и спокойно
сплю. Организм уставший. Ты ложишься, и ты просто вырубаешься и не чувствуешь уже ничего. Да? Там колышется машина, не колышется. Я вот работал по Европе 4 года. Там постоянно, вот Франция, там постоянно надо было закрываться, даже вообще не вылазить. Вот и камеры стояли везде, то есть все равно воровали. Но в Беларуси, как бы, я не знаю, что это такое. Вообще, как бы, даже шок немного, что в Беларуси так лазит. Тревожная кнопка снова в эфире ОНТ. И вторую часть программы начнем с народного. Отдыхать, не работать. С наступлением лета такое состояние просыпается у каждого второго. Жаркий сезон наступает не только на огородах, но и у туроператоров. Горящие путевки, топ-маршруты, отели, яхты, море и пляж. На чемоданах успели посидеть десятки белорусов по всей стране. И это самое впечатляющее из их несостоявшегося отдыха. История про обман за 500 000 рублей, даже не под пальмами. Потому что туристы до них так и не добрались. Зато закон добрался до мошенницы. Историй таких не то чтобы на каждом углу, но раз в несколько лет выстреливают. Это приключилось в Горецком районе. Именно там проживала фигурантка уголовного дела о мошенничестве. Но вот пострадавших от ее услуг почти сотня по всей Беларуси. 91 человек, купившийся на рекламу о красивом отдыхе. Прошлым летом мы с мужем решили отдохнуть в Турции. Внесли предоплату в 100% размере и ожидали отдых. Но когда пришло время оформления документов и получения билета, показалось, что с нами никто не хочет связываться. Частное турагентство осуществляет свою деятельность с 2013 года. Многие из потерпевших неоднократно пользовались его услугами. Поэтому, обращаясь в очередной раз к предпринимателю по поводу предстоящего отдыха, ни у кого из клиентов не было никаких сомнений. Что показало следствие? С марта 2022 года по июль 2023 предприниматель сферы туристических услуг обещала выгодные условия и райский отдых. По факту нагло обманывала клиентов, присваивая чужие деньги. Согласно договорам оказания туристических услуг, отдых потерпевших был запланирован. Обговорены все условия. Однако улететь за границу им так и не довелось. Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Ее турфирма работала по самым топовым направлениям. Хозяйка агентства через мессенджеры, по телефону и лично убеждала клиентов. Она организует все в лучшем виде. Собирайте чемоданы. Хотя уже на этапе заключения договоров знала, обязательства из-за финансовых проблем она не выполнит. Вместо бронирования отелей все полученные деньги уходили на оплату путевок предыдущих клиентов. Из-за несостоявшегося отдыха владелица турагентства обещала вернуть деньги. Оформляла расписки, но на протяжении долгого времени ничего не менялось. Мы стали звонить, но никто не подходил к телефону. Пришло уже время запланированного отдыха, но с нами так никто и не вышел на связь. Пришлось обратиться в милицию. И еще немного о цифрах. Сумма ущерба, а это только оплата услуг агентства, составила 550 тысяч рублей. Больше 500 000, без учета трат, отдыху сопутствующих, плюс моральный ущерб. Даже если поделить по среднему, каждый из потерпевших потерял по 6 тысяч рублей. Ну, часть мы скопили, а часть пришлось сдать в кредит, который мы еще выплачиваем на сегодняшний день. Никаких извинений мы не получили и так и не съездили в долгожданный отпуск. Все это называется мошенничество в особо крупном размере. Приговор суда по заслугам: 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф. Расследование уголовного дела завершено. Наркоторговлю тоже можно в какой-то степени приравнять к условному мошенничеству. Дилеры обещают своим шестеркам-закладчикам по 2000 американских в неделю, безопасности и дом в каком-нибудь там мифическом Майами. Торгаши наркоманам обещают кайф космический, новые грани возможного и максимально раскрытый потенциал. Врут по факту по кругу. Первых находят и сажают, и сроки, в отличие от обещаний, исполняют от звонка до звонка. Вторых находят тоже, иногда мертвыми,
Потому что наркотики – это в любом случае смерть, физическая или моральная. Гомельские оперативники совместно с инспекторами Витебской госавтоинспекции с поличным возьмут 51-летнего иностранца. За что? Перевозил в личном автомобиле свыше 2,6 килограмм особо опасного психотропного вещества параметилэфедрон. Фигурант успел проработать несколько месяцев. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В руки гомельского наркоконтроля на неделю попадутся еще 2 оптово-розничных минеров. При себе и в машине у них найдут больше 1,5 килограммов психотропа. Фигуранты арестованы. За незаконный оборот психотропных веществ в составе организованной группы им грозит до 20 лет лишения свободы. Это Витебск. С поличным в оперативные сети попадутся сразу 3 наркокурьеров. И здесь... Молодые люди 29 и 32 лет, а также 23-летняя девушка, жители города Витебска, около 1 месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. В день задержания они как раз забирали очередную партию наркотика. 1 килограмм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП, после чего должны были разложить его по тайникам в лесопарковых зонах Витебской области. При себе есть что-нибудь? Говорим. В портфеле. Что? Не знаю, черный пакет, сверток какой-то. При них по месту жительства и в тайниках на территории областного центра оперативниками обнаружено еще 210 граммов психотропа. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Не получится взлететь по преступной карьерной лестнице, и у столичных друзей-курьеров проработали меньше недели, успев разложить по тайникам 70 граммов гашиша. Фигуранты официально не трудоустроены. Ранее к уголовной ответственности не привлекались. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Раскладывал закладку. Вину свою признаю. Гашиш столичные оперативники найдут и в одном из ресторанов города. Траву бармены и официанты изымут прямо на рабочем месте. В Октябрьском районе служебная собака обнаружила у посетителя кафе разовую дозу марихуаны. Установлено, что он выращивал коноплю дома и угощал наркотиками друзей. Планировали продать гашиш еще в одном районе столицы, и эти парни возьмут их с поличным. При содействии отдела ГАИ в парке задержан мичанин, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и хранил при себе психотроп. И все это оперативники столичного наркоконтроля выявили за 2 недели рейда по местам отдыха молодежи. Сотрудники совместно с коллегами проверили около 300 увеселительных заведений. Результатом рейда возбуждено 10 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков среди молодежи, будут продолжены. Впереди летние каникулы, а потому родителям подростков не выдохнуть, а приготовиться, быть рядом со своими детьми, не спускать на тормозах воспитания и помнить, даже сидя дома с телефоном в руках, ваш ребенок уже может быть вовлечен в преступление. Когда они трезвеют или возвращаются в адекватное состояние, практически все как один хватаются за голову с одним лишь вопросом: что же я натворил? Они просят прощения, клянутся, что никогда больше, и тоже обещают: отпустите, это было в последний раз. И очень обижаются, когда в ответ слышат: нет, вы нарушили закон. Как дети малые, судя по поступкам, точно. Верно. Речь о хулиганах и воришках. Внимание на экран. В одном из столичных магазинов разгоряченный алкоголем мужчина устанет стоять в очереди. Вопрос решит кулаками. Сначала дедушку толкнет, а когда за него вступится кассир, забежит за прилавок и ударит сотрудницу по лицу. Не кулаками, бутылкой вооружится иностранная гостья в столице. Очень уж ей не понравился взгляд незнакомца. Она скажет: эмоции закон парирует. Особо злостное хулиганство девушке грозит до 10 лет тюрьмы. Нахулиганит на неделе и мужчина в Калинковичах. Его приятель откажется выходить на улицу. Возмутительно. В отместку. Он пройдется баллонным ключом по машине друга, после и вовсе зеркало снесет. Допрыгаются по крышам чужих машин до уголовного дела, и 3 подростков в Орше отмечали 16-летие друга. Ударно. Бутылку водки запили 5 литрами пива и пустились в пляс. Групповой эстрадный номер потянул на злостное хулиганство. Ущерб 10 тысяч рублей. Вместо выхода на бис до 6 лет лишения свободы.
И снова столица, и снова пьяный хулиган. Мужчина поссорится с женой, в бешенстве выскочит из квартиры. Под руку ему сначала попадутся почтовые ящики. Следом камера наблюдения. Но не только хулиганили на неделе, не переставали и воровать. В Минске же мужчина ночами проникал на стройобъекты и похищал оттуда инструмент. Днем, проходя мимо, наблюдал за строителями, куда они клали инструменты для того, чтобы потом похитить. В настоящее время известно о 2 эпизодах хищений на общую сумму около 3000 рублей. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Возбуждены уголовные дела за кражи. А эта фигурантка наследила в автобусе. Одна пассажирка оставила на сиденье пакет с новыми вещами, вторая не упустила возможность приодеться. Нашли, задержали, факт воровства показали и про уголовное дело тоже рассказали. Попадется на краже вот этот мужчина в одном из брестских продуктовых. Забегая вперед, скажем, ущерб больше 400 рублей. Подтвердят это и камеры. Засветился почти на каждой. После посещения торгового зала мужчина, спрятав пакет с товаром, прошел узел кассового расчета и направился по месту жительства. В беседе с правоохранителями мужчина признал свою вину и пояснил, что планировал использовать похищенное для личного пользования. Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную повторно. А вот эти двое и доигрались, и докатились. Один, выгуливая ночью собаку, прихватит с собой детский самокат, забытый на площадке. Второй стащит электросамокат, и тоже у ребенка. Оба найдены, в отношении обоих возбуждены уголовные дела за кражи. И это все на сегодня. Спокойных и нетревожных вам выходных. Будьте бдительны и берегите себя. Тревожная кнопка продолжает утренний эфир ОНТ. В студии Марина Мороз. Здравствуйте. Начнем с обзора трагических происшествий. В столице беспечность взрослых в очередной раз довела до беды. Из окна выпал ребенок. 1,5-годовалая малышка залезла на диван, с него на подоконник. Окно маленьких детей вне зоны видимости даже на короткий промежуток времени. Помните, что москитные сетки на окнах не предназначены для предотвращения выпадения детей.
Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Белорусское радио. Первый национальный канал. У Беларусі 13 гадзін. З выпускам навін у студыі Алена Демідовіч вітаю вас. Па выніках пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета ў пашыраным складзе, якое завяршылася ў Нясвіжы, кіраўнікі дэлегацыі падпісалі 5 сумесных дакументаў. Створаная за гэтыя гады інтэграцыйная платформа дазваляе эфектыўна пераадольваць самыя складаныя выклікі, заявіў прэм'ер-міністр нашай краіны Роман Галученко. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Ярослав Даніленко. Аліна, добрый дзень. Сапраўды завяршыліся асноўныя мерапрыемствы другога дня Еўразійскага міжрадсавета. Сустрэча прайшла ў знакавы момант, заўважыў прэм'ер-міністр нашай краіны. Зусім нядаўна Саюз адзначыў 10-гадовы юбілей. Тетива из шелка. Президента оценили стрельбу мастеров. Вместе с монгольским коллегой опробовал лук и Александр Лукашенко. Наилучшие меткие стрелки. 3 лет монгольские. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Обменялись президенты и подарками. Александру Лукашенко презентовали монгольских скакунов. Спасибо. Очень дорогой подарок. Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Второй трактор более мощный и функциональный, на 200 лошадиных сил. Техника хорошая, отметил Александр Лукашенко. Это 80-й, а это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Советую научиться. Очень хорошая техника. Очень. Пашет, обрабатывает почву, косит. Корма можно заготавливать. Возить, транспортировка. Очень тяжелый прицеп можно прицепить. Хорошая техника. Этот трактор подходит для крупных полей. А еще в комплектации кондиционер, что так важно для работы монгольских аграриях в условиях степи. Молодец!
кондиционер. Посещение культурного центра стало, по сути, финальным пунктом программы государственного визита Александра Лукашенко в Монголию. Он получился плодотворным и насыщенным. Из международного аэропорта Чингисхан белорусский борт номер 1 взял курс на Иркутск. Александра Лукашенко утра повстретили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе и губернатор Иркутской области. Достижения от взаимного сотрудничества очевидны, однако важно и дальше динамично двигаться вперед во всех сферах, от промышленной кооперации до цифровизации экономики. Перспективы евразийской интеграции обсуждают в Несвеже. Сегодня заседание Межправсовета в расширенном составе. Партнеры сошлись во мнении, задача Союза амбициозная, что требует от всех государств еще более слаженного и продуктивного взаимодействия. ЕАЭС уже доказал устойчивость и эффективность, а темпы экономического роста выше среднемировых. ЕАЭС становится все более влиятельным игроком на международной арене, и чтобы сохранить тренд, важно четко выполнять намеченное. Союз стал полноправным субъектом международного права и продолжает набирать вес на мировой арене. Расширяется география международных связей и контактов с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Горизонты развития экономической интеграции в Союзе определены в декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 и 2045 годов, подписанной лидерами наших государств в декабре прошлого года. Ну а нам предстоит провести масштабную работу по достижению поставленных целей. Союз приносит реальную выгоду каждому из участников объединения. Во всех государствах пятерки видим положительную динамику основных макроэкономических показателей. С момента создания Союза объем взаимной торговли вырос практически в 2 раза, сельхозпроизводство более чем на четверть, а промышленное на 20 с лишним %. В текущем квартале эти два индикатора прибавили еще около 1,5–5,5% соответственно. А по итогам прошлого года валовой внутренний продукт пятерки, вы знаете все хорошо эти цифры, увеличился на 3,8%, обогнав мировые темпы, средние мировые темпы роста. Совершенствование таможенного регулирования, борьба с недобросовестной конкуренцией, сближение законодательств – те направления, которым в ближайшее время уделят особое внимание. Все больше государств заинтересованы и в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, а поэтому развитие и модернизация транспортной и логистической инфраструктуры также среди приоритетов. Израиль обстрелял территорию Ливана фосфорными боеприпасами. Удар нанесен по предполагаемому размещению группировки «Хизбалла». Кадры публикует информационное агентство. Перед этим «Хизбалла» нанесла удар по северу Израиля. Возникло более 20 неконтролируемых пожаров, часть в непосредственной близости от населенных пунктов. Израильский город Кирьят-Шмона объят огнем. Министр нацбезопасности Израиля прокомментировал ситуацию так, цитата: «Пришло время сжечь Ливан, и пора вернуть эту страну в каменный век». Между тем в мире разгорается скандал. В правительстве Швейцарии заявили, что арестуют членов правительства Израиля и Хамас, если они приедут в Швейцарию и получат санкцию Международного уголовного суда, который начал процедуру выдачи соответствующих ордеров. Свобода и демократия. Один из беженцев смог снять на телефон, что происходит на польской границе. Часть беженцев смогла преодолеть польский забор и попала в руки местных силовиков. То, что происходит, жесткое избиение. Беженцы даже не пытаются сопротивляться, получая удары дубинками и ногами. Случай не первый и не единичный. Покалеченных беженцев поляки и прибалты выталкивают в Беларусь. Польша превращает свою границу в карательную полосу. Помимо забора создается так называемая буферная зона. Территория, где запрещено находиться посторонним. Это означает, что о страданиях беженцев и зверствах и убийствах силовиков может никто не узнать. Против зон выступают правозащитники. Сегодня они выйдут на акцию протеста. Намерены сегодня восстать и польские фермеры. Обещают заблокировать КПП на границе и не пускать в страну грузовики из Украины. Из-за поставок дешевой сельхозпродукции оказались на грани разорения. В этот раз обещают блокировать границу месяц. Бастуют также французские и испанские фермеры. Они осадили погранпереходы и потребовали избавить их от нечестной конкуренции со стороны украинских сельхозпроизводителей. Недовольны и стремительным ростом цен на топливо.
Дело государственной важности – мелиорация земель. За пятилетку с 21 по 25 годы в сельхозоборот будет введено в 2 раза больше земель, чем в предыдущем. Каждый клочок должен использоваться на благо страны. Требования нашего президента. Сегодня без малого 40% угодий осушены и активно используются. Здесь производится треть сельхозпродукции и более половины кормов. По сути, золотой фонд государства и наша продовольственная безопасность. Для сохранения этой территории продолжается реконструкция мелиоративных сооружений, закупка новой техники. В помощь и современные технологии, беспилотники и 3D-снимки. Сегодня задача не только сберечь, но и постепенно расширять площади плодородных земель. Президентом республики поставлена задача 2 мая текущего года на встрече с активом руководящих кадров АПК обеспечить рост валовой продукции в текущем году не менее 6-7% и выйти на валютную выручку в размере 9 миллиардов долларов США. Для того, чтобы это сделать, необходимо, конечно же, получить продукцию с нашей земли. Предварительным расчетом вот 753 тысячи, которые находятся сегодня под кустарниками и лесами, значит, 138 тысяч гектар можно сегодня ввести в сельхозоборот. Это земли, которые имеют высокий бонитет свой, и в которые можно влаживать сегодня деньги и получать можно отдачу. Завтра в Любанском райисполкоме заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Рассмотрят положение дел в районе и практическую реализацию законодательства в мелиорации. Стихийное бедствие. На Шри-Ланке масштабное наводнение. Дожди не прекращаются с выходных. Закрыты школы. В несколько регионов в целях безопасности приостановлена подача электроэнергии. Уже есть информация про 12 жертв стихии. Около 100 человек пострадали, еще несколько без вести пропали. Из опасных районов эвакуировано 24 тысячи пострадавших. Ведутся спасательные работы. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома. Олег Шебека расскажет о спортивных событиях. Олег, тебе слово. Валер, спасибо. Итак, минский стадион «Динамо» готовится принять матч сборных Беларуси и России. Подробности далее. Большой футбол возвращается в Беларусь. Всего несколько дней осталось до матча нашей сборной и команды России. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» 7 июня и начнется в 20 часов. Билеты уже в продаже. А тот, у кого не будет возможности попасть на игру, сможет увидеть ее в прямом эфире нашего телеканала. Последний раз сборная Беларуси играла на домашнем поле в ноябре 2021 года. С тех пор у команды обновился не только состав, но и сменился главный тренер. Теперь сборной руководит Карлос Салас. Против россиян наша команда в последний раз играла 9 лет назад. Всего же соперники встречались 4 раза. Дважды сильнее были россияне и дважды команды сыграли в ничью. Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала». Эта информация подтверждена официально. Соглашение рассчитано на 5 лет. Переход, которого долго ждали, наконец состоялся. Еще в 2017 году появились первые слухи о том, что француза ждут в Мадриде. В 2022 году Мбаппе уже фактически согласился уйти из ПСЖ, но в последний момент передумал и остался. Сколько будет получать Мбаппе в новой команде, неизвестно. Эта информация не разглашается, но есть сообщение, что ради этого трансфера футболист пошел на понижение заработной платы. Мбаппе уверен, что деньги не главное в этом вопросе, и, став игроком «Реала», он сможет выйти на новый уровень. Женская сборная Беларуси по гандболу готовится провести товарищеские матчи с командой Ирана. Уже завтра наша дружина отправится в Тегеран, где 7 и 8 июня состоятся поединки. Главный тренер Валерий Пивницкий пригласил на сбор 20 гандболисток, которые представляют чемпионаты Беларуси и России. Последние товарищеские матчи наша команда провела против сборной России в апреле. В 2 встречах сильнее были россиянки. В Национальной хоккейной лиге опубликовали финальный рейтинг драфту 2024 года. Известное издание «The Athletic» поставило белорусского защитника Артема Левшунова на 3-е место. Неделю назад эксперты из этого же издания ставили его на 2-ю позицию, но в целом попадание в топ-10 говорит о том, что шансы стать игроком лучшей лиги мира очень высоки. Драфт пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. На этом у меня все новости спорта. Олег, спасибо. Следующий выпуск в 16 часов. Увидимся.
Упали, нас ударили. Валер, я не знаю, как проходило ваше детство, но мое детство проходило очень часто в деревне, особенно летом. А там, знаете ли, всевозможные передряги и приключения. В общем, есть что, как говорится, вспомнить. И, честно говорю, без травм не обходилось. А все потому, что дети очень любят совать нос туда, куда не следует. И через секунду уже на этом самом носу какая-то ссадина или укус. Поэтому наши родители и волнуются, когда мы идем покорять природу. Эх, вот уж этот нос. Хотя, честно говоря, переживать не стоит. Главное вовремя оказать правильную помощь. И вот как это сделать, подскажет эксперт нашей программы, врач оториноларинголог Дарья Курбасова у нас в гостях. Проходите, пожалуйста, к нам. Даша, нос – это не просто украшение на нашем лице, его функция огромная. Давайте расскажем об этом подробнее. Чтобы рассказать о том, как функционирует наш нос, стоит коснуться немножко анатомии. Значит, у нас есть наружный нос, у нас есть околоносовые пазухи, которые в этот нос открываются. Стоит сказать, что наружный нос состоит из двух основных частей – из костной части и из хрящевой части. Точно так же, как и перегородка носа, которая состоит из костной и хрящевой частей. Также в полости наружного носа находится еще и орган обоняния, благодаря которому мы чувствуем запахи и даже немножко вкус еды. Зависит от этого самого органа. Собственно, и анатомия нашего носа связана с тем, почему такие обильные носовые кровотечения могут случаться при травмах носа. Потому что вся система носа и его пазух кровоснабжается посредством бассейна наружной сонной артерии. А вот расскажите, пожалуйста, если мы получили травму, связанную именно с ударом в нос, неважно, упали, нас ударили, какие могут быть последствия, если не обратить внимания на эту травму, оставить все как есть? Нос может сломаться, надломиться, может произойти все, что угодно с формой носа. Соответственно, все это будет влиять на наше носовое дыхание, даже на фонацию, потому что наш нос тоже формирует то, как мы звучим. Соответственно, если вовремя форму носа не поправить, у нас будет косметический дефект, у пациента будет нарушение носового дыхания и даже храп. Также, когда нарушается поток воздуха в полости носа, в околоносовых пазухах, у нас больше становится причин для развития воспалительных процессов в носу и околоносовых пазухах. А значит, процесс хронизации тоже будет не то что гарантирован, но может возникнуть у этого пациента. И действительно, есть чего бояться. Поэтому у нашего гостя возникает беспокойство, когда ему приходится ребенка отправлять на каникулы в деревню. Выходите, поделитесь своей историей. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. Николай, рассказывайте, у вас-то лично у самого травмы бывали носа? Ну, конечно, в детстве бывали, но сейчас я хотел бы поговорить о своем сыне. Ему 6 лет, он мальчик очень активный. Ну, как и я был в детстве, любит футбол, любит велосипед. И лето он обычно проводит у бабушки в деревне. Была ситуация, он в лесу упал. У него очень сильно пошла кровь из носа, и мы никак ее не могли остановить, потому что не было ни льда, ничего, к сожалению. Хоть ты плачь. Как все-таки помогать? Какой оказать первую помощь? И начнем мы с симптомов, правда, Оль? Нам нужно понимать, что есть проблема с носом. Какие симптомы возникают при травме носа? Итак, обращаем внимание на гематому. Дарья, а сразу место удара темнеет, например? Надо сказать, что гематома наружного носа, то есть то, что мы видим на крыльях носа или возле глаз, да, это не так страшно. Страшно вовремя не заметить гематому перегородки носа. Это достаточно коварное состояние, которое не всегда себя ярко проявляет во взрослом возрасте. Однако у деток малого возраста проявляет себя достаточно ярко, поскольку носик маленький, и любой отек дает о себе знать. Также стоит сказать, что если разлетая гематома под глазами, сразу под двумя, это факт, который указывает нам, что лор-врачам только не обойтись. Да? То есть здесь нужно обязательно будет показать ребенка неврологу, а возможно даже нейрохирургу, чтобы исключить перелом основания черепа. С гематомой все понятно? Да. Идем дальше. Затрудненное дыхание. Вот ваш малыш, когда получил травму носа, он жаловался на то, что ему трудно дышать? К счастью, не жаловался, но если бы жаловался, наверное, пришлось бы вызывать врача или везти его куда-то в больницу, потому что сами бы мы не справились. Обычно это частый симптом, поскольку затрудненное дыхание может быть вызвано отеком мягких тканей. Да? Соответственно, чем сильнее удар, тем больше отекают наши ткани. Но почему важно показаться врачу? Потому что затрудненное дыхание может быть вызвано переломом костей носа,
гематомы перегородки носа, о которой мы уже сказали, а также иногда попадают инородные тела. Например, если человек ударился о дерево, да, то какие-то щепки могли попасть в нос. Так, идем дальше. С затрудненным дыханием все понятно, с этим не шутят, если что, сразу к врачу. Далее, кровотечение. Нос очень хорошо кровоснабжается. Очень много сосудов, которые отвечают за питание нашего носа. Соответственно, уж слишком много сосудов может быть повреждено во время травм. Соответственно, когда происходит обильное кровотечение, мы голову назад не запрокидываем. Нет. Наша задача сесть ровно прямо, наклонить немножко корпус вперед и хорошо высморкаться. Почему это важно? Поскольку у нас в желчном тракте нет ферментов, чтобы переварить кровь. И у пациента возникает рвота. А мы только-только остановили кровотечение, и тут снова рвотные массы начинают Да еще и его кровяные. возобновлять. Поэтому, когда мы наклоняемся вперед, мы больше можем дышать ртом, и, соответственно, это будет успокаивать пациента. Ну, отечность, я так полагаю, будет очень сильная, да? Нос буквально раздувается. Ну, конечно, тут все опять-таки индивидуально, но отечность носа присутствует, и надо сказать, что в первые сутки этот отек только нарастает. Не сразу после травмы, но в первые 24 часа. Поэтому если на утро человек проснулся, а у него нос стал еще больше, не пугаемся, это нормальное течение процесса. Итак, еще один кирпичик, связанный с травмой носа, это сильная боль. То есть прям нос болит или вообще все лицо болит, Дарья? Кто хоть раз получал в нос, может представить, что это за боль. Она действительно очень неприятная. И я скажу так, дезморализующая мгновенно. То есть ты ничего буквально первое время делать не можешь. Но сильную боль важно купировать, да, то есть терпеть ее не нужно. Но прежде чем самостоятельно дать ибупрофен, анальгин, парацетамол, стоит оценить состояние человека. Если кровотечение достаточно сильное, а мы дадим еще ибупрофен, то кровоточивость этот препарат может усилить. Поэтому, если вы сомневаетесь, давать или не давать обезболивающее, лучше сначала обратиться к врачу. На что стоит обратить внимание и что будет испытывать человек, если у него перелом случился, и как его отличить от ушиба? Итак, если человек испытывает головокружение, если возникает тошнота, если есть кровоподтеки, о которых мы говорили, Оля, если есть заторможенность и ухудшение зрения, все ли это симптомы перелома носа или есть еще что-то? Если все это присутствует у человека, который получил удар в нос, мы обязательно такого человека должны показать доктору-неврологу и, возможно, даже доктору-нейрохирургу, потому что это все может быть связано с закрытой или открытой черепно-мозговой травмой. Но, говоря про перелом носа, для того, чтобы определить, есть у человека он или нет, обязательно нужен осмотр лор-врача и дополнительное рентгенологическое исследование. Перелом носа виден практически всегда, когда что-то куда-то смещается. Но не проще ли взять самому, вот вправить, пока там и так боль-то ощущаешь? И мы в фильмах видели очень Валера, часто. ты так вправлял нос? Себе не вправлял. Ну, у меня поломан, но я себе не вправлял. Возможно ли это делать? Вот нет возможности к лору ехать. Можно так поступать? Или это чревато какими-то последствиями? Пальцевая репозиция – это неплохой метод, который может помочь не дать носу лежать на щеке, грубо говоря, так. Но если мы все-таки хотим, чтобы внешний компонент все-таки был удовлетворительный, то, боюсь, этого может быть недостаточно. Николай, давайте вместе с вами научимся правильно останавливать кровотечение, как у совсем маленьких детей, так и у более взрослых, ну и у взрослых в принципе. У меня тут есть некоторый реквизит. Это бинт, это перекись водорода, это вата, ватные диски, которые есть у каждой хозяйки, а также ватные палочки. Как вы думаете, что понадобится для того, чтобы остановить носовое кровотечение? Ну, наверное, перекись и вата. Мы просто делаем турунду, как я понял, Да, смачиваем и перекись. смачиваем перекись, засовываем в нос. Мне кажется, это было бы более оптимально, чем палочки или бинт. В целом Николай прав. На самом деле наша задача в первый момент, да, если мы говорим про маленького ребенка, постараться его успокоить. Задача не из простых, но это очень важно, поскольку ребенок, если будет продолжать плакать, то остановить кровоточивость будет достаточно сложно. Значит, если ребенок уже в том возрасте, когда он умеет высмаркиваться, мы его успокаиваем, даем высморкать нос и прижимаем крылья носа к перегородке минут на 5-10, да. Буквально вот так перекрываем ему дыхание через нос. Да, вы абсолютно правы. И в этот промежуток времени мы стараемся переложить холод на переносицу, предварительно холодный предмет обернув какой-нибудь тканью, для того, чтобы не вызвать никаких негативных реакций на холод.
Значит, если мы видим, что кровоточивость не останавливается, мы действительно можем взять кусочек ваты, скрутить турунду, смочить перекисью водорода и вставить в нос, и также прижать крылья носа к перегородке. Если за минут 5-7 кровь не останавливается, мы вызываем скорую медицинскую помощь, либо самостоятельно обращаемся в любой стационар для того, чтобы остановить вот эту кровоточивость. Говоря про деток маленького возраста, до 3 лет дети крайне редко ломают нос, потому что у них в основном все представлено хрящевой тканью, она достаточно хорошо амортизирует механические удары. Но у детей в таком возрасте гораздо чаще возникает гематома перегородки носа. Это состояние, которое в детском возрасте лечится в стационарных условиях, то есть нужно госпитализироваться в больницу. Почему? Потому что вот эта гематома – это кровь между слизистой перегородки и надхрящницей. Соответственно, если мы ее оттуда не уберем, не раздренируем, то вся эта кровь может нагноиться, расплавить перегородку носа, да и в целом мы понимаем, что гнойные процессы в голове – это не очень хорошо для близлежащих органов. Все-таки запрокидывать голову, когда у вас кровотечение из носа, не то что не стоит, а просто запрещено. А вот за все эти эффективные рекомендации мы благодарим эксперта нашей программы, врача оториноларинголога Дарью Курбасову. Спасибо. Благодарю вас. Хорошего дня. Здоровы. Может заглушать интуицию. Ну, чтобы... А знаете, вот, Катя, я вас слушаю, и прям, вы понимаете, вот нумерология и Бог вот равны, потому что интуиция – это Бог, во-первых, говорят правильно, потому что и еще в народе есть такая поговорка: первая мысль от Бога, вторая от сатаны. Да. Вот то, что вы говорите, то есть интуицию надо к ней прислушиваться, не анализировать. Однозначно нет, потому как... Ну, если мы возьмем, допустим, вот будем говорить такими категориями: душа и физическое тело. И мы вместе одна классная команда на эту жизнь. То есть там моя душа пришла в мое красивое тело, ваша душа в ваше прекрасное тело, и ваша прекрасная душа в ваше прекрасное тело пришла, да? И вот мы такие команды, значит, здесь играем в эту жизнь, да? И если мы посмотрим вот через эту вот призму вот всей истории, ну как еще душа может с телом общаться? Ну как? Да, через интуицию. Конечно. А как эту интуицию научиться чувствовать? Знаками. Тут начинается. Вот, я вижу одинаковые цифры, это, наверное, какой-то знак. Я отвечаю так: но если ты считаешь, что это для тебя знак, значит, это для тебя знак. А какие ты цифры видишь? И мне человек говорит: ну вот, допустим, 11. Есть такие как бы стандартные цифровые коды, которые видят люди. Они как бы, да, можно найти информацию, что они означают, а есть, когда человек видит цифровые коды, ну вот совершенно нелогичный цифровой ряд. Например, там 1532. И он постоянно это видит. И я понимаю, что для этого человека в его цифровом коде однозначно будет ответ. И через его цифровую матрицу я понимаю, что ему, скажем так, хочет сказать его интуиция. То есть по факту цифровая симуляция, в которой мы живем, она нас учит. Вот вы родились в свой день рождения, у вас задачи на эту жизнь цифровые, а у матрицы она как часть мироздания, помощник Бога, ну давайте уже будем так говорить, да? А значит, у нее задача, она учитель, ей нужно научить. У вас, допустим, 15-я энергия, она по 15-й будет учить. И поверьте, она научит. И вас научит по вашей 11-й, и меня по моей 17-й тоже научит. И если мы эти уроки не понимаем, как их проходить, она нас каждый раз и учит жестче и жестче. И каждый раз, да, нам устраивает такой событийный ряд, когда мы приходим на каком-то этапе жизни, мы понимаем, что да, все, я все понял в этой жизни. Как правило, 35, а если уже после 35 не получается догнать, как говорится, свою суть, тогда уже после 40 и говорят: вот человек помудрел, повзрослел. Да. Нет, он уроки прошел. Он просто себя понял. Он просто к себе пришел. Вот вы говорите, Светлана, что я уже все про себя поняла. Я только хотела сказать, что да, 29.11 у меня день рождения. Конечно, мы же задали вопросы такие тоже Екатерине перед эфиром. Екатерина сказала, что вот по этим цифрам я могу весь мир обнять, помочь и так далее, выслушать и так далее. Но есть обратная сторона, это агрессия, гнев. Там бывает и так далее. Именно скрытая агрессия. Скрытая, да. Так что слушатель никогда...
ТВ продолжают новости. В студии Юлия Алексеюк. Здравствуйте и коротко о главном к этому часу. Обмен подарками, совместный труд и досуг лидеров. Как завершился государственный визит президента в Монголию. И ключ на старт, куда дальше отправился Александр Лукашенко. Актуальная тема развития евразийского пространства. В Несвеже прошло заседание Межправительственного совета, на чем заострили внимание. Необычный подарок преподнесли детскому дому семейного типа в агрогородке Вейна. Как новогодние желания исполняются летом и почему польза будет двойной, расскажем. Зарубежная командировка Александра Лукашенко продолжается. Следующая точка маршрута – Иркутская область. Крупнейший регион России, транспортная, культурная, экономическая и научная столица Восточной Сибири, известная своими промышленными и добывающими руду, уголь, золото, нефть и газ предприятиями. И, конечно, природными красотами – тайгой и озером Байкал. Посетить область несколько лет назад главу нашего государства пригласил губернатор во время своего визита в Минск. И вот график совпал. Борт номер 1 приземлился в воздушной гавани Иркутска несколько часов назад. Александра Лукашенко у трапа встречал глава региона Игорь Кобзев. Между Иркутской областью и Республикой Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны взаимодействуют и в промышленной, и в аграрной сферах. Мы стабильно поставляем в регион карьерные самосвалы, БелАЗ и грузовики МАЗ, сельхозтехнику, речь о комбайнах Гомсельмаш и тракторах МТЗ. По данным на прошлый год, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Приангарья доля тракторов белорусского производства составляла 64%. А вот городской транспорт отечественного производства здесь встретишь нечасто. Поставки до сегодняшнего момента носили исключительно единичный характер. В Иркутскую область России Александр Лукашенко направился прямо из Монголии, где находился несколько дней с государственным визитом. Это утро президенты двух стран провели в загородном центре монгольской культуры. Сразу по прибытии лидеры высадили на его территории деревья, сибирские ели, а затем стали зрителями красочного представления. Создали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля «Наадам», во время которого устраиваются состязания в традиционных видах спорта. После культурной программы Александру Лукашенко продемонстрировали традиционный монгольский лук для стрельбы. Главы государств сперва понаблюдали за выступлением лучников, а после и сами проверили свою меткость. Обменялись лидеры во время встречи не только впечатлениями, но и подарками. Нашему президенту подарили пару монгольских скакунов, которым уже даже дали клички «Мир» и «Худкий». А в ответ Александр Лукашенко презентовал своему монгольскому коллеге 2 трактора «Беларус». Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили, но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Напомню, с государственным визитом в Монголии Александр Лукашенко был с 1 по 4 июня. В роли президента белорусский лидер посетил страну впервые. Итогом прошедших официальных переговоров стало подписание ряда важных документов. Среди них дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет. Прискорбно, что наши ближайшие соседи не настроены на конструктивный диалог. Литва
решила дополнительно вооружиться. В стране будет построен завод по производству снарядов. Стоимость проекта оценивается в 200 миллионов евро. Довольно чувствительная сумма для бюджета, но Вильнюс придумал, как найти выход. Немецкий оборонный концерн. Он не только выделит средства, но и сам построит завод. Планируется, что предприятие будет выпускать до 100 тысяч снарядов в год. В Литве на радостях тут же присвоили проекту статус государственного значения. Строительство должно начаться уже осенью. В Вильнюсе заявили, что это важный шаг на пути вооружения армии Литвы, которая сможет получить бесперебойный доступ к боеприпасам, а также создать их запас, необходимый для защиты от якобы исходящей с востока угрозы. Все это дурно пахнет. Самое подходящее описание предстоящей Олимпиады в Париже. Оказались под угрозой срыва. На этот раз из-за загрязнения главной водной артерии города Сены. В реку попало около 50 миллионов литров коричневой зловонной воды со всевозможными отходами. Более того, оказалось, что сточные воды сливались в течение нескольких недель из-за поломки систем на насосной станции. Проблему заметили только тогда, когда жители пожаловались на ужасную вонь. Но на этом неприятности для организаторов не закончились. Сена является своего рода олимпийским объектом. На церемонии открытия на ней состоится парад с участием 180 лодок. Также на реке должны пройти соревнования по плаванию и триатлону. Но эксперты утверждают, что очистить реку до начала стартов просто невозможно. Концентрация болезнетворных бактерий в воде уже превысила норму в 2 раза. Чтобы не получить в награду за участие в Олимпийских играх брюшной тиф или гепатит, некоторые пловцы решили вакцинироваться. Развитие экономик, рост благосостояния граждан. Актуальные темы развития евразийского пространства обсудили в Несвеже. Созданная за эти годы интеграционная платформа позволяет эффективно преодолевать самые сложные вызовы. Об этом заявил премьер-министр Головченко на заседании Межправительственного совета в расширенном составе. За 10 лет ВВП стран объединения увеличился более чем на 12%, и по итогам прошлого года оценивается почти в $2,5 триллиона. Развивается взаимная торговля. За последние десятилетия объем товарооборота практически удвоился. Сегодня приоритетное направление для расширения сотрудничества – промышленная кооперация. Беларусь со своей стороны создает все условия для развития взаимодействия промышленных предприятий с целью производства совместного продукта под евразийским брендом. Наши страны вышли на финальную стадию реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Позитивные результаты очевидны по множеству запланированных мероприятий. При этом ряд мероприятий еще в стадии проработки, и есть опасения, что они не будут выполнены до конца 2025 года из-за пролонгации сроков, отсутствия консенсуса и так далее. Вместе с тем, стратегические направления развития – это документ, утвержденный главами государств. И наша задача – обеспечить его полное исполнение. Главы делегации «пятерки» обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Среди них транспортная инфраструктура, таможенно-тарифное регулирование и климатическая повестка. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представила доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений. Нами проанализировано около 90 различных рынков, где сделаны выводы о состоянии конкуренции на этих рынках. В случаях, когда мы наблюдаем нарушение конкурентного права, неконкурентное поведение субъектов рынка, мы корректируем их поведение. Нынешнее заседание Межправительственного совета стало 39-м по счету с начала работы ЕАЭС. По итогам встречи подписан ряд многосторонних документов. Один из них касается оценки влияния решений ЕЭК на бизнес. Теперь ее будут проходить проекты международных договоров, а не только проекты решения экономической комиссии, как это было ранее. Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет осенью в Ереване.
22 дня до важного события. Готовность к проведению мероприятий 11-го форума регионов Беларуси и России подробно обсудили на совещании в Совете Республики. Встреча прошла под руководством Натальи Качановой. Среди участников дискуссии сенаторы, руководства Витебской области, Полоцка, Новополоцка, работники секретариата Совета Республики. На повестке дня отчет Витебского облисполкома об уже проделанной работе, мероприятиях, которые еще не завершены, и обсуждение проблемных вопросов подготовки. Напомню, форум регионов Беларуси и России будет проходить 27-28 июня. Запланировано проведение 9 секций. Продовольственная безопасность Беларуси обеспечена почти на 100%. Благодаря развитию такой стратегической для государства отрасли, как АПК, наша страна является лидером по производству сельхозпродуктов на душу населения. Лучшие достижения агропромышленной отрасли представлены сегодня на 34-й международной специализированной выставке «Белагро-2024». Она открылась в индустриальном парке «Великий камень». В масштабном форуме принимают участие порядка 500 компаний из 11 стран. Площадка в этом году достигла рекордных размеров. На 32 тысячах квадратных метров представлены более 240 единиц техники, которые используются во всех отраслях сельского хозяйства. Также посетители могут ознакомиться с новинками машиностроения, пищевой и легкой промышленности, а еще передовыми направлениями в развитии растениеводства и животноводства. Сегодня демонстрируется и то, что уже делается и используется у нас на полях и на фермах. Ну и, конечно же, новое, что будет в перспективе использовано в агропромышленном комплексе. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов. В современном мире уделяется огромное внимание в области автоматизации сельхозработ, в том числе использование беспилотных технологий, технологий точного земледелия. И, конечно же, Министерство промышленности ведет целый ряд разработок в этой области. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. Выставка продлится до 9 июня. Запланирована широкая деловая программа. За время проведения Белорусской промышленной недели ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов о поставках белорусских товаров за рубеж. И в продолжение темы. Необычный подарок получила семья Журовых из агрогородка Вейна Могилевского района. Детскому дому семейного типа, где воспитывается 2 своих детей и 8 приемных, местные власти совместно с Могилевским госпредприятием передали козу альпийской породы. Ее привезли с единственной в стране государственной фермы, которая открылась в прошлом году в Могилеве. Светлана Журова о козе в хозяйстве мечтала давно и о своем желании обмолвилась зимой, когда семью с Новым годом приехали поздравлять депутаты и представители Могилевского райисполкома. Так мечта стала явью. Детей много, и много надо молока, они все любят молоко, поэтому это хорошо. Ну, то, что она, конечно, породистая, чистокровная, это вообще шикарный подарок такой, я такого мечтать не могла. Вкусовые качества молока, они отличаются от других пород, то есть молоко слаще и обладает гипоаллергенным свойством, то есть очень полезное для детей. Назвали нового питомца «Звездочка». К слову, подарок оказался сюрпризом. Через 5 месяцев в семейном хозяйстве будет уже не одна коза. К этому часу это вся информация. Далее обзор спортивных событий. Следующий выпуск новостей в 4:30. Оставайтесь на СТВ. Белорусский велогонщик Денис Марчук выиграл 3-й этап многодневки «Золото Ладоги». Вторым финишировал Иван Кормщиков, на 3-м месте Никита Шульченко. Оба спортсмена из Самарской области. Многодневная гонка «Золото Ладоги» завершится 8 июня. Маршрут проходит по дорогам Ленинградской области Республики Карелия, а финальный этап состоится в Санкт-Петербурге. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. В матче 1/8 финала он в 5 сетах обыграл представителя Аргентины, 27-ю ракетку планеты Франсиско Серундала со счетом 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. Сербский теннисист установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Виктория над аргентинцем стала для Джоковича 370-й в рамках турнира в серии «Большого шлема». По данному показателю
состязатель он обошел бывшую первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского Реала. Стороны заключили контракт на 5 лет. Звездный нападающий переходит на Сантьяго Бернабеу как свободный агент. Срок действия его контракта с ПСЖ подойдет к концу 30 июня. Мбаппе в Реале будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, в течение 5 лет ему выплатят в качестве бонуса еще 150 миллионов евро. Лидер сборной Франции примет участие в чемпионате Европы 2024, но не поедет на Олимпийский футбольный турнир. Руководство Ювентуса и тренер Массимилиано Аллегри достигли соглашения о расторжении контракта. Специалист был уволен из клуба после победного для туринцев финала Кубка Италии против Аталанты. Руководство старой сеньоры обвинило наставника в неприемлемом поведении, что и стало причиной для немедленной отставки. Аллегри был недоволен таким решением. Он собирался подать на клуб в суд и потребовать компенсацию за оставшийся год соглашения. Теперь стороны урегулировали отношения и достигли договоренности по условиям расторжения контракта. Если вы чувствуете, что это для вас какой-то знак, то это для вас определенно какой-то знак. А дальше вы уже ищете того человека, который вам этот знак расшифрует. Поэтому... Вот у меня, кстати, в Инстаграм я периодически устраиваю такие разборы, кто какое видит число, и как бы уже индивидуально отвечаю клиентам. Но очень редко, потому что я не инстаграмный. Ну, наверное, придется вести Инстаграм. Ну, ладно. Так, добрый день. Очень беспокоит судьба дочери. 6-е, 11-е, 87-е. Тут важно понимать, в каком направлении судьба беспокоит, то есть что сейчас с человеком, вопрос, да, то есть нужен конкретный вопрос, и я буду понимать, каким алгоритмом считать. То есть либо у человека она потеряшка, не может найти себя в плане реализации. Сегодня, 4 июня, в Беларуси прогнозируют переменную облачность. Днем преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 14-17 градусов тепла, днем ожидается до плюс 25. В городах Минской области ожидается облачная с прояснениями погода, а также осадки в виде дождей. В ночное время прогнозируют до плюс 16 градусов. Днем столбики термометров покажут 24-25 градусов со знаком плюс. В столице в ближайшие дни ожидается дождливая погода. 4 июня температура воздуха составит плюс 24. 5 и 6 июня прогнозируют 23 градуса тепла. Что может быть романтичнее истории любви, рассказанной нам в кино? Молодой пылкий юноша звонит своей возлюбленной по 20 раз на день, ждет ее после работы, чтобы довести домой, и узнает подробности личной жизни у знакомых. И все это для того, чтобы добиться взаимности. Но есть одна проблема. И знаешь какая? Просто девушке этот парень не симпатичен совсем. И планов у нее на него нет никаких. И когда она ему мягко, вежливо намекает на то, что он вторгается в ее личное пространство, он делает вид, что ничего не понимает и продолжает настаивать на своем. Все это может говорить о таком явлении, как сталкинг, навязчивом преследовании и нежелательном внимании к другому человеку. Прямо сейчас мы приглашаем сюда, к нам на площадку, семейного психолога Екатерину Хромкову, которая все объяснит нам подробно и доходчиво. Кать, когда я слышу слово «сталкинг», у меня первая ассоциация – это преследование какого-то незнакомого человека. Я читала, что по статистике более 50% преследований наблюдается от близких людей. Например, от бывших молодых людей, с которыми мы встречались, и они не могут успокоиться и оставить нас в покое. Когда наступает тот момент, обыкновенный человек с виду не склонный к насилию вдруг становится таким преследователем, практически маньяком. Что побуждает людей вести себя таким образом? Во-первых, это жажда мести. Вот правда, бывшие партнеры, бывшие мужья, какие-то любимые люди или подруги, жены. Их одолевает столь мощная ярость в ответ на расставание, что тот метод, который они избирают, это сталкинг. Вторая причина – это очень сильная собственная жажда любви и жажда внимания. И человек определяет по каким-то только ему ведомым критериям, что вот именно этот объект станет тем самым, кто подарит неимоверную любовь, и начинает преследовать этого человека. И точно так же, еще из одной причин, может быть культурные особенности данной территории. Как, например,
Нет женщины – это просто плохо сказанное «да». Давай разберем, как человеку понять, что его преследуют, что вот сталкингом уже практически занимаются в его сторону. Может быть, сразу в начале отношений вообще можно заподозрить, что это непростой человек, у него есть серьезная наклонность к сталкингу. Катя, как вычислить этого опасного человека? Ну, например, постоянные звонки по 20 раз в день. Это уже сталкинг или еще нет? Да, есть такие коротенькие вспышки в поведении, которые могут уже вас насторожить. Например, вы говорите «нет», а человек это игнорирует. Например, вы просите оставить вас на какое-то время в покое, а человек все равно навязывает свое внимание и даже может каким-то образом обижаться. И есть еще один очень интересный критерий, который описывается в литературе. Например, вы вместе проводите время, вы дома у вас в гостях, и вдруг этот человек как бы случайно наступает на лапу вашему коту, потому что вы не так ответили. Или случайно разбивает, якобы случайно, вашу чашку, потому что вы сказали «нет». То есть вот такие вот тоненькие маркеры могут вас уже насторожить и предупредить вас о том, что следует быть более аккуратным. Катя, давай еще раз повторим основные, так скажем, предвестники сталкинга или основные проявления сталкинга. Так. Это навязчивые звонки, а также смс-ки. То есть человек следит за вами в соцсетях, постоянно написывает. К сожалению, на данный момент времени соцсети стали благодатной почвой для того, чтобы сталкинг развивался. Потому что за человеком можно следить, можно ставить сердечки каждому сообщению или каждой картинке, можно подписываться к совместным друзьям, в совместные группы, можно комментировать абсолютно каждую фразу, которую вы разместили в своей соцсети, и даже можно публиковать ваши фотографии без вашего желания. И поэтому, конечно, это такая территория, на которой сталкинг сейчас может цвести буйным цветом. Ну, также физическое преследование, то есть постоянное нахождение там, где находится предмет сталкинга. Да, и жертвы сталкинга часто говорят, что они замечают того, кто за ними следит, просто везде, даже в тех местах, где этот человек якобы не мог бы оказаться. Кафе, работа. Жертвы сталкинга даже могут оказываться в той ситуации, что они, например, с друзьями или со своими новыми партнерами идут в кино и обнаруживают на сеансе того, кто за ними следит. И так далее и тому подобное. То есть в каждом месте вы рискуете встретить этого человека. Обратите внимание на человека, который распространяет слухи о вас. Они могут писать какие-то посты в социальных сетях. К сожалению, они могут звонить вашим партнерам, вашим друзьям и вашим близким и рассказывать про вас какие-то гнусные истории, которых не происходило в реальности. Их задача – опорочить вас для того, чтобы у вас было как можно меньше взаимодействия, для того, чтобы случились конфликты с близкими, и, соответственно, вы были в более уязвимом положении. Постоянные подарки. Вот мне сразу вопрос. Их вообще принимать, эти подарки, или выкидывать? Несмотря на то, что сталкер для усиления отношения, для усиления воздействия может дарить подарки самые, что ни на есть, прекрасные и желанные, это то, что принимать нельзя ни в коем случае, потому что тогда вы этому человеку даете понять, что вы согласны, и тогда никакой ваш отказ уже не будет воспринят всерьез. Порча имущества, ну и как крайнее проявление, это угроза жизни или угроза самоубийством, чтобы человек не обратил на тебя внимание. Да, сталкер может портить ваши машины, он может делать какие-то повреждения вашим личным вещам. К сожалению, может причинять вред вашим питомцам, если вы гуляете с ними на улице. Ну и крайняя форма – это угроза повреждения себя или самоубийства, если вы не обратите внимания. Как быть, если вы стали жертвой сталкинга, ну или кого-то из ваших знакомых, друзей преследует какой-то вот такой навязчивый тип? С таким вопросом к нам обратилась гостья нашей программы. Давайте пообщаемся с ней. Проходите к нам. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, кто из ваших знакомых стал жертвой сталкинга и как вот эти проявления вы увидели? Моя близкая подруга. Естественно, она сама не смогла прийти, вынести это на общественность, но она живет в аду уже больше года. Мы хотим знать подробности, чтобы как-то помочь вашей подруге. Это ее молодой человек, бывший, с которым вот они расстались более года назад. То есть ситуацию расставания приняла только одна сторона? Да. Это ваша подруга? Да. А в чем выражается его навязчивое внимание? Ну вот, как говорила Екатерина, постоянные подарки, охапки цветов. Он хочет доказать, что... Он все равно самый лучший для Да, нее. что она потеряла на самом деле, да. А она принимает эти подарки? Первое время она принимала, ну, как бы по старой памяти, наверное. Но сейчас уже это становится действительно навязчивым и даже неудобным. Она хотела бы создать новые отношения, но не может.
это сделать. А что еще настораживает? Может быть, какие-то угрозы с его стороны поступают в адрес подруги? Ну вот, как вы говорили про самоубийство, даже иногда такое, что если ты не вернешься ко мне, то я причиню себе какой-то вред. А скажите, пожалуйста, как в такой ситуации ваша подруга себя чувствует? Что с ней происходит? уже не очень хорошо по сравнению с тем, как было раньше. Уже даже на работу с трудом ходит, она в постоянном каком-то подавленном состоянии. На встречи с друзьями практически не ходит, замыкается в себе. Очень хочется ей помочь, потому что она очень жизнерадостный человек. Аня, поэтому нужно срочно действовать вашей подруге, передавайте ей наши советы, иначе, если с ее стороны не будет кардинальных действий, то она может столкнуться с рядом проблем очень серьезных, связанных с ее здоровьем. А это депрессия, например. Также это зависимость. Также сюда мы отнесем психосоматику. То есть я понимаю, что, наверное, может развиться тревожное расстройство какое-нибудь, какие-то сердечные даже проблемы. И ПТСР. А что это такое, знает наш прекрасный специалист. Синдром, да, как я понимаю? Посттравматическое стрессовое расстройство. Мы в психологии знаем, что когда человек проживает столь длительный стрессовый период, в его состоянии происходят очень сложные изменения, очень сложные патологические состояния могут быть для него характерны. И это действительно депрессивное либо тревожное расстройство. Мы говорим про посттравматическое стрессовое расстройство со всем перечнем симптомов, который для него характерен, потому что наша жертва находится под воздействием очень мощного травматического опыта. Наша жертва может быть регулярно напугана, особенно если мы говорим про который применяет такие серьезные методы, как повреждение имущества, запугивание и так далее. Зависимости тоже могут быть характерны, потому что наша жертва пытается справиться со своим эмоциональным состоянием и может начать злоупотреблять алкоголем, либо никотином, либо какими-то другими приемами пытаться себя спасти. Эта ситуацию не решает, а состояние нашей жертвы ухудшается. Поэтому, если вы вдруг оказались в такой ситуации, очень сомнительно, что ваше эмоциональное и физическое состояние, и почему мы говорим про психосоматику? Психосоматика – это воздействие эмоциональных факторов на ваше здоровье. Ваше здоровье может ухудшиться под воздействием эмоциональных факторов. Так вот, если вы не будете обращать на это внимание, к сожалению, помимо всего прочего, вы еще и рискуете оказаться на приеме очень серьезных специалистов. Поэтому не оставляйте это на потом и не оставляйте это без должного пристального внимания. Вот мы уже подошли к тому, что нужно делать, если вы столкнулись со сталкингом. Аня, я буду задавать вопросы, а вы ответите, вы согласны или не согласны с тем, что нужно делать, если вы с этим столкнулись. Итак, замалчивать ситуацию, как вы думаете? Никому не рассказывать, все пройдет самостоятельно. Я думаю, ни в коем случае нельзя замалчивать. Это неправильное решение. Если жертва замалчивает, то сталкер получает такое негласное разрешение продолжать делать все то, что он делает. И поэтому, несмотря на то, что на нашей территории нет правовых мер, которые бы в должной мере могли помочь и как-то спастись в этой ситуации, тем не менее, вы должны делиться с вашими близкими, вы должны рассказывать правоохранительным органам, вы должны рассказывать всем тем, кто может вам помочь. Итак, замалчивать ситуацию нельзя. Не общаться со сталкером. Как вы думаете, это правильное решение будет? Или все-таки ему нужно объяснять, дорогой, не преследуй? Он не понимает, поэтому не стоит общаться, нужно прекратить общение. Все общение со сталкером, в общем-то, завершается после первых нескольких раз. Ведь вы уже сказали ему: «Нет, я не хочу». Или ей: «Пожалуйста, не звони мне, не пиши мне сообщения». Сталкер не понимает прямые послания, сталкер не понимает прямое «нет», и сталкер относится к прямому «нет» как к перевертышу, как к заигрыванию. И поэтому, если вы взаимодействуете со сталкером, он, наоборот, может подпитываться. Можно ли себя накручивать, Аня, как вы думаете? Женщины это постоянно делают, но не нужно. Как я уже говорила, это ситуация мощного дистресса, и чем больше вы себя накручиваете, чем больше вы поддерживаете свое тревожное состояние, чем больше вы думаете об этом, тем тяжелее вам становится. И поэтому очень важно, чтобы вы рассказывали разным людям, применяли разнообразные методы самопомощи, обращались к специалистам, если уже почувствуете у себя первые симптомы нарушающегося физического и эмоционального благополучия и благосостояния. Потому что, находясь в накрученном состоянии, вы точно не сможете вести себя как-то эффективно, адекватно, не сможете эту ситуацию анализировать, и тогда вы для сталкера еще более сладкая жертва, вы уже попали в его сети. Аня, вы считаете, вы сильная женщина, волевая? Я да. Я сильная. Вот вы бы
вот если с таким столкнулись бы, обращались бы к психологу, вообще собирали бы доказательства сталкинга? Или подумали, да я справлюсь с этим сама? Ну, когда пытаешься справиться и не получается, нужно обратиться к специалисту. Кать, когда нужно обращаться? Когда нужно собирать доказательства? Надо ли их собирать? И когда обращаться к психологу-юристу? Не знаю, вот год прошел. Пора, не пора? Как правило, вот эта граница, эта оценка, безусловно, субъективная. Но она становится более осязаемой, более понятной, когда из игривого состояния вы оказались в состоянии испуга и тревоги. Когда вам уже кажется, что действия сталкера могут причинить вам вред, что в них есть какая-то чрезмерность, какая-то особенность. И, конечно, с этой самой минуты следует начинать с того, что вы фиксируете все эти ситуации. Вы скрините сообщения, вы делаете фотографии, если заметили сталкера в тех местах, где его не должно быть. Вы собираете весь тот ворох информации, который потом может вам пригодиться, если вы обратитесь к специалистам-юристам, либо к правоохранительным органам. Я еще всегда рекомендую тем людям, которые, к сожалению, стали жертвами сталкинга, попросить друзей и близких быть помощниками и даже завести такие приемы, как, например, тревожная кнопка. Так. Когда вы уже встречаете сталкера, когда вы понимаете, что вам как-то сложно, страшно, опасно, вы звоните кому-то из близких, и ваш близкий человек готов к вам приехать, готов быть с вами на связи, например, если вы идете по улице в одиночестве. То есть это такое обзаведение каркасом помогающих вам людей. В такой ситуации важно обращаться к специалистам, психологам и психотерапевтам для того, чтобы для начала снизить последствия дистресса продолжительного, а потом восстановить снова свою веру в отношения и желание в эти отношения вступать. Ань, ну как минимум с вами вашей подруге точно повезло, что вы такая неравнодушная и заботливая. Передавайте привет, и мы верим, что вот все получится у нее. Спасибо большое. Тем более такие прекрасные советы дала наш замечательный специалист. Да, действительно, за эти советы мы благодарим эксперта нашей программы, психолога, семейного психолога Екатерину Хромкову. Спасибо вам и хорошего дня. Спасибо. До встречи. Приветствую. Вечер жаркий. Ну, то есть должен быть добрый. Но если жара – это для кого-то добрые новости, то добрый вечер вам жаркий. Хоть лично я, Лавров, какой за международную информацию, в том числе и в нашей с вами традиционной рубрике «Лавров за гранью», кое-что отвечаю, так я бы хотел, конечно, чтобы нынче попрохладней было. Причем и в глобальном плане, и во всех прочих смыслах тоже. Но тут уж как есть. И вот как оно есть, мы с вами как раз обычно разом и разбирались. Вот и сегодня не вижу повода, почему бы не. А значит, будем. Буквально точно так же, как всегда, только по-другому. То есть, как вы уже догадались, посреди жары настало таки то самое время для нашей уже традиционной пресс-конференции «Наоборот». Это когда вы в прессу вопросы волнующие слали, ну и некоторые меня в комментариях на Ютубе. А я сейчас говорю вам таки здравствуйте, и ответы от имени прессы вам же выдать намерен. И, как говаривал один международно известный полемист, уже даду. Хотя, конечно, сделать мне это в этот раз получится потруднее, ведь обычно вопросы от вас и даже посылы разнообразием отличались. А сейчас чуть не каждый первый – это перефраз классического фильма ДМБ. В смысле, а могут ли бахнуть? И вот прежде чем общими усилиями не слишком педалировать мысль, что могут, обязательно могут, и не раз, я вам скажу даже больше. Тут у нас там проблем с показаниями не то что по будущему, но и по прошлому времени взяло и прорвалось. Ведь на днях другой полемист-международник, до наших дней, к сожалению, доживший, взял и заявил, что в мире было 2 мировые, и обе для борьбы с фашизмом, и обе они, в смысле американцы, выиграли. Причем во второй раз они одной лишь высадкой на наш континент его весь и спасли. Из чего можно сделать вывод? И тоже 2. Во-первых, Байден от нашего континента не отстанет, не зря ж спасал. А во-вторых, когда такие люди у руля, стоит ли ожидать спокойного полета по баллистической траектории?
А вот чего ожидать, вы спрашивали? Так Лавров за гранью, я отвечаю. И начну с ответа пользователю YouTube и нашему, даже, кажется, постоянному внештатному корреспонденту и собеседнику по переписке Ирине. Решатся ли фон дер Ляйен и Макрон выполнить угрозы, какие звучали в последние месяцы? Это при том, что чего только оттуда в последние месяцы не звучало. На что можно ответить несколькими вариантами фразы «шоб нет тогда». И все они будут в разной степени искренними и верными не до конца. Ведь, с одной стороны, у той же Урсулы на ястребином ее носу выборы в Европарламент, какие как раз ее партия может не так, чтобы очень выиграть. Потому что она сама утверждает, что только по итогам прошлого года из ее ЕС сбежало в Штаты около 300 ярдов капитала. А за такое под подбородком не чешут. А вот по клюву могут и вломить. Возможно, даже ногами. Да и у мини-Наполеона, в смысле Маню, тоже срок вполне крайний. А потому не пролезь он в Еврокатку или на пост генсека какой-нибудь НАТО. Так тут же найдутся во Франции и те, кому до него докопаться будет надо. И потому выполнить угрозы эскалации конфликта, войска там послать или всем позволить поударять своим подшефным, своим гешефтным оружием вглубь территории врага, они не очень могут. А бла-бла, что могут, они обязаны. С другой стороны, тот же самопровозглашенный министр ихней обороны и по совместительству убийца-садовник Боррель тут давеча обмолвился, что однозначно согласны дать добро на удары по России, цитата, «1,5 страны». И раз Польша подтвердила, что она «да», то не очень понятно, кого Жозеп за половинку «же» в семье евро считает. При этом, даже если взглянуть в самый полный список тех, кто безусловно согласен поиграть своими мускулами чужими руками, но при соблюдении условий, конечно, а это Британия, Канада, Голландия, Франция и Прибалты с Чехией оптом, то видно, что угрожать Москве позволяют себе или очень далекие от места событий страны, или самые недалекие. Так что, если что, готовиться нужно. А то дуракам, как известно, закон не писан. Но с третьей и самой главной, тот же Боррель признал, что даже уже ими всеми одобренное выделение 5 миллиардов от ЕС сейчас блокировано 7 разными юридическими документами. Более того, один правнук министра в правительстве Литвы образца 1941 года, нынешний министр очень странных иностранных дел Ландсбергис, подсчитал, что 40% резолюций ЕС по Киеву блокирует один только Будапешт. За что ему спасибо. И понятно, что с таким единством единой Европы кашу они все варить могут еще очень долго. А вот заваривать каждый раз новую, а кто ж им запретит или посадит? Они ж без 5 минут не политики, а памятники евро и натовской бюрократии. А вот то, что будут гадить втайне, слать по чуть-чуть солдат со споротыми лычками и прочее, так это они и уже, и к гадалке не ходи. Кстати, о НАТО. Тут Андрей из Минска по телефону обеспокоился. Шольц сказал, что вступление Киева в НАТО не произойдет в ближайшем будущем. А когда это будущее произойдет? На что можно ответить прямо: а Шольц его не знает. Но Турцию в ЕС уже 30 лет принимают и никак. Вот про 30 Шольц и бла-бла. А Европа, как известно, старушка. И что-что, а не торопиться умеет. С другой стороны, тут наша любимая премьер США Эстонии Кая Каллас как-то сказала в интервью, что Путин всеми силами ее на пост генсека не пускает. Так что НАТО пока другими серьезными вещами занято. Понимать надо. О чем Киеву перед юбилейным саммитом в Вашингтоне опять и сказали. А вот Евгений и тоже по телефону поинтересовался не делом войны, а переделом мира.
Правда ли, что Россия отказалась ехать на саммит, который пройдет в Швейцарии в июне? И почему так? На что можно сказать прямо, а неправда. Потому что, во-первых, Киев, какой под саммит, шикарную гостишку, популярную у парочек, снял. Москву туда принципиально не звал. А во-вторых, все, кого он туда заманивал, пока тоже ехать как-то не порвались. Ни Индия, ни Китай, ни даже Байден. За чей счет банкет и заказывали. К тому же, после того, как Джон Кирби в Белом доме подтвердил, что именно Белый дом формулу мира Зеленского разрабатывал, зачем ее с Зеленским, а не с Белым домом обсуждать, совершенно не ясно. Зато туда точно приедет кто-то из ООН. Это как раз на неделе подтвердили с формулировкой «приедем понаблюдать». Как будто в последнее время ООН хоть чем-то другим, хоть где-то в мире занимается. Да и эстонка Кая будет там наверняка. Что все вместе как бы намекает. Делать в Москве там нечего и больше России делать нечего, чем от такого недосаммита отказываться. Ну и на финал порция критики в послании от Павла в Ютубе, с моей точки зрения, на все. Выразил полное несогласие и поинтересовался, чего это я, Лавров, о дипломатии и международных событиях разговариваю. Мол, мне, Лаврову бы, только, цитата, «поселковые темы разбирать». На что я отвечу так. Про то, в чем не разбираюсь, про сельское хозяйство, не гугу. И вообще, веду себя как вышеупомянутый Байден. Ну, с разбора слов какого я начал. Так вот, он тогда приехал на поминальное мероприятие. Речь толкнул, потом убедился, что поминают не его, и уснул. То есть, что от сонного ожидали, то и сделал. Так вот, Павел Д. От меня ответов на международные вопросы ждали. Я их и дал, а на другое не замахивался. Разве что скажу о погоде. Жарко в мире. Что да, то да. Поэтому уже ухожу. До следующего раза. Дмитрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Марсель Ильич. Я заранее обозначу скептикам, которые скажут, вот Марков устроил тут между собойчик, позвал своего первого заместителя, как будто больше позвать некого на программу. Но в этом году май месяц оказался богат на медийные события. 7 мая – День телевидения и радио. Завтра национальная телевершина, наш профессиональный такой праздник. И главное событие – это 4-й медиафорум, прошедший во вторник в Могилеве и впервые с участием нашего президента. На форуме нашлось место и для личного, и для государственного. Вы там присутствовали, да, и для узкопрофессионального. Ну и как это не обсудить с профессионалом и участником. Подчеркиваю, и участником. Итак, Дмитрий Бочков. Почти 20 лет на экранах Белорусского ТВ. При этом немногие знают, что за кадром вы еще и первый заместитель председателя ОНТ. Уже 6 лет как? Почти 7 даже. Почти 7. 4 июля. Тем более. Ну вот давайте прямо. В том числе придется воплощать все тезисы президента, которые были сказаны на медиафоруме, в жизнь. И в своей программе, и в коллективе. В Могилеве президент вспомнил, как тоже хотел стать журналистом. Ну, как хорошо, что стал президентом. Точно. А как в этой профессии пришли вы? Во-первых, когда я слушал президента, он уже несколько раз касался этой истории, о том, как он относил стихотворения, и их не принимали. Он всегда сам иронизирует по этому поводу, но картинка такая живописная.
Я вот в этот раз, когда слушал, ставил себе на мысли, если позволите, с этого начну, что, в общем-то, если ты смотришь, как президент держит аудиторию, в этот раз мы в очередной раз убедились, смотришь, как стремятся к нему журналисты каждый раз, ну, кроме того, что он является первоисточником, то есть он не просто символизирует власть, он ее воплощает в жизнь. Значит, если он сказал, это не просто мнение, это действие, которое мы либо видим, либо увидим завтра. Поэтому это приковывает внимание. Ну и, наконец, все мы прекрасно знаем, что если ты хочешь получить охваты, ты должен упоминать президента. А еще больше этим пользуются оппоненты власти. То есть они знают, если у них падают просмотры, упоминай президента, и тебя будут смотреть. В этом смысле журналистика сопровождает его президентство постоянно. И далеко он от этого не ушел. Что касается меня, то долгое время я считал, что попал в профессию совершенно случайно. По крайней мере, тогда мне это казалось. Я в школе заканчивал физико-математический класс. Как и мои одноклассники, собирался пойти на экономический факультет. Но не получилось. Не случилось, не поступил я. И, как сейчас помню, стоял, там, по списку проводил пальцем факультетов и специальностей. И остановился так, журналистика. Журналистика, что... К чему учат журналистов? Вот как это быть журналистом? Вот запала эта мысль, и я попал таки вот на эту стезю, стал обучаться. А потом, правда, я старше начал анализировать, что происходило, и понимаю, что всегда интересовался там общественными процессами, историей, всегда внимательно смотрел новости, знал политиков. Мне было это просто интересно наблюдать за этим. Кроме того, там в старших классах стали привлекать там, к проведению каких-то вечеров школьных. И получается, как это выражение, случайности не случайные. Так и получилось в моей жизни. И когда я там, с 3-го курса работал в газетах, потом работал на радио. И помню, когда меня пригласили на пробы на телеканал, в одной из программ уходил ведущий, им срочно нужна была замена. Меня пригласили. Я пришел, и я впервые, вот ни в газете, ни на радио такого не было, я почувствовал, что я в своей тарелке. То есть я не понимаю про эту сферу, может быть, многого. В первый раз оказался перед камерой. Но я вот чувствую, как я здесь должен быть. Вот прям внутренне, как будто вот какая-то программка распаковалась, разархивировалась. И я помню, вот закончились пробы, заходит в студию режиссер и руководитель той программы. Это было на БТ? Это было на БТ, это был телеканал «ЛАД». И первое, что я слышу, они спрашивают, что я буду делать послезавтра. Что я делаю послезавтра? И на мой немой такой вопрос, что это значит, они говорят, послезавтра у тебя прямой эфир. Да, и, в общем-то, послезавтра действительно был мой первый день на телевидении и прямой эфир. И, собственно, с того момента как бы вот началось мое знакомство с телевидением. Там, через год я уже вел ток-шоу в прямом эфире на этом канале. Потом я понял, что нужно переходить в высшую лигу. Пошел в агентство теленовостей, меня взяли, но действительно высшая лига сразу показала, что здесь твои предыдущие заслуги не имеют никакого значения. Хотя вот я сейчас как руководитель понимаю, что, в общем-то, 2 года работы в прямом эфире плюс опыт ведения ток-шоу, ну, его можно было бы использовать. Это же бэкграунд. Так? Это бэкграунд серьезно. Но, тем не менее, и я благодарю своих тех руководителей и коллег за эту школу. Они приняли другое решение. Мне сказали, ок, ты подходишь, но идешь на утренние новости. И 2 года я просыпался в 4 утра и с понедельника по пятницу приезжал к первому новостному эфиру и вел новости. Потом было дневные новости, потом панорама, итоговая программа. Ранее мы познакомились с вами, Марат Сергеевич. Это отдельная страница для многих из моих коллег. Это не для красного словца. Ну, Дмитрий Александрович, опытный зритель ведь помнит вас как конкурента Малахова и Корчевникова, да? Социальное ток-шоу тоже ваш конек, да? Было такое. Было. Но один со временем и дальше продолжает дело Шурыгиной, а второй ушел в религию и на канал «Спас». Вы и вовсе, ну, скажем, в политическое направление и в руководящую работу. Почему? Произошло это... Ну, это было желание такое? Или это произошло Не вот было так? отторжения. Я никогда не ставил перед собой такой цели, что я буду работать там только с политикой, или я вот обязательно должен стать руководителем. Все происходило естественным образом. Когда ты находишься в своей сфере и занимаешься своим делом, и стараешься к нему подходить ответственно, с уважением и к этому делу, и к тем, кто были до тебя, к тем, кто будут после тебя, оно само складывается в определенный путь. И в какой-то момент вот этот набор приобретенных навыков и опыта привел меня
как я уже рассказал, вот в новости, а новости все-таки это основа, это пульс времени. А что есть политика? Это, собственно, сама жизнь. Она складывается из разных сфер совершенно. И дальше опыт присутствия в кадре, работы с разными темами. Много раз вел дебаты, то есть это политическая часть. Организовывал, то есть запускал какие-то проекты. И исходя из этого уже возникло, сказали, ты уже пробовал, давай попробуй на следующем уровне. Доверили руководить сначала небольшим каким-то процессом, потом более крупным. Вот сейчас я занимаюсь таким достаточно масштабным направлением, сложным, ответственным, интересным. То есть это все происходило естественным образом. Мне просто интересно, как вы решаете вопрос со своей же цитатой. Если хочешь быть с детьми на одной волне, ты должен быть интереснее, чем Инстаграм. Вот как вы решаете это и как отец, и как руководитель? Я бы сейчас скорректировал, нужно быть интереснее, чем ТикТок. Потому что согласен. Сейчас да. Так стремительно развиваются социальные сети и наши реалии, что приходится вносить эти корректировки. Но суть не меняется. Это большая проблема. В этом плане, к большому сожалению, я не могу считаться таким эталонным родителем. Потому что, знаете, когда ты занимаешься воспитанием, ты должен понимать, что вот просто распоряжение отдавать, поешь, сделай уроки, сделай то, заправь кровать. Так воспитание не работает. Воспитание работает только на собственном примере. А собственный пример – это время. То есть, он говорит, если ты говоришь одно, а делаешь совершенно другое, то можешь перечеркнуть все то время, потраченное на слова. Поэтому стараешься максимально и в работе, и подходе к работе. Это, допустим, в отношении, например, как мне кажется, сына, ему 16 лет, он считывает это направление отношения к работе, отношения к семье, поиск баланса. И это необходимая часть жизни. Мы пришли сюда не только для того, чтобы съесть определенное количество еды или получим другое удовольствие, прочитать определенное количество книг. Мы пришли для того, чтобы и получить некий опыт, и послужить, и набыться с людьми, которые вокруг тебя. Поэтому все это человек должен умудриться как-то сбалансировать в своей жизни. Я очень к этому стремлюсь, но, к большому сожалению, нужно сказать, что на этом пути я скорее ученик, чем человек, который может раздавать советы. Я для себя, в первую очередь, говорю о том, что если ты хочешь быть полезен, интересен детям, ты должен быть интереснее, чем ТикТок. Но для этого, как минимум, ты должен уделять им больше времени, чем с ними находится ТикТок или Инстаграм. А это, согласитесь, для сложно. руководителя это сложно. Это очень сложно. Во вторник президент отметил, что время выдвинуло профессию журналистов на передовую. Поэтому давайте мы обсудим и тактику, и технику, и стратегию. Вот часто говорят, что госсми диктует повестку. Но параллельно есть мнение, что повестке мы следуем. И глобально иногда звучит, что мы и есть повестка. А вот вам какое определение ближе? Вы знаете, они все имеют отношение к истине. Потому что еще один из самых таких известных исследователей медиа много-много лет назад, когда на эре развития телевидения Маршал Маклюэн сказал, что средство массовой информации само является информацией. Потому что если мы возьмем одну и ту же новость, которая будет сформулирована совершенно одними и теми же словами, но поместим одно, например, в госмедиа, второе в какое-то, допустим, ведомственное или нейтральное, а третье дадим в оппоненты, оппозиционное, они будут восприниматься аудиторией по-разному, хотя звучать будут одинаково. В этом смысле, конечно, это один аспект. Второй аспект. СМИ – это очень важное связующее звено между, назову это очень условно, народом и властью. Без СМИ этой коммуникации не может быть. СМИ доносят основные смыслы, идеологические направления, курс, который определяет государство. Параллельно обратная связь должна идти от населения. Это к вопросу, например, критических материалах, о которых говорил президент. То есть не критика ради критики, а обратная связь. То есть в каком направлении нужно усилить работу. Где, наоборот, можно ослабить внимание и переключиться на другие задачи. И есть еще один такой чисто прикладной случай, когда ты наблюдаешь, что пишут наши оппоненты, то на первом месте стоит президент, на втором его решение, его назначение. Дальше идут чиновники, госсми. Мы на днях наблюдали, что они пишут персонально про вас, про кого-то из нас. Своей деятельности они, если и освещают ее, то уделяют такое мизерное внимание, стараются сделать так быстро, чтобы ни в коем случае не обвалить доли своих телесмотрений, показателей просмотров. А это говорит о том, что наша повестка, на ней кормятся и они. Это чистый факт.
То есть в данном случае это не мое мнение, я вижу, чем они насыщают свои проекты. Так что в этом смысле, конечно, повестку мы и диктуем, и находимся в ней, когда связуем власть и народ. Ну, мы скоро покажем ведь немножко их повестку в интересном смысле, да, мы же обещали это сделать. Потому что то, что сейчас происходит там, в стане беглых, бардаком назвать это мягко слишком. Вообще удивительно, Марат Сергеевич, что ты видишь, какая у них грызня между собой. То есть они не могут даже по банальным, простым способам договориться. Единственное, что их объединяет, это белорусская власть. Даже их она объединяет. Ну, это для них хлеб. Если у них этот хлеб забрать, они же сами говорят, да, чем больше будет продолжаться борьба, да, против белорусской власти, им не нужна победа, им нужен процесс. Вот, тем больше будет... Но в этом процессе давайте не будем забывать и про критику самих себя в том числе. Да? Ну, раз вы уже затронули эту тему, президент обозначил, да, критика должна быть, но не критиканство. Не нужно замалчивать острые темы, и вертикаль обязана реагировать на критику в СМИ. А вот где эта грань между критикой и критиканством? И каждому ли журналисту по силам справиться с задачей сделать качественный критический сюжет? Грань проходит сугубо в плоскости пользы. Критика должна быть для того, чтобы, во-первых, выявить недостаток. Часто нам помогают это сделать наши зрители. Они обращают внимание на какой-то процесс, явление, какой-то недостаток, обращаются на горячую линию. То есть критические материалы у нас выходят регулярно. У нас есть рубрика в новостях «Горячая линия», у нас есть в программе «Народный ГОСТ», мы регулярно обращаемся к этой теме. Но критика никогда не может сводиться к выяснению личных отношений. То есть это уже за гранью не только журналистской этики, это непозволительно. С первого курса журналиста учат этому. А второе – это нарушение закона. То есть ты не имеешь права пользоваться служебным положением для того, чтобы выяснять отношения с кем-то из чиновников, ведомства. Это не задача СМИ. Это как раз-таки уже журналистика не является. Задача, то есть идет наш, условно говоря, локомотив, и мы наблюдаем, как на отдельных его участках, звеньях, узлах происходит эта работа. И когда ты видишь, что идет сбой, ты должен на это указать внимание. Более того, вот в процессе этого аудита ты выявляешь, что некоторые, очевидно, находятся не на своем месте. Потому что, когда мы делаем критический сюжет, у нас золотое правило. И вы, Марат Сергеевич, регулярно на это обращайте внимание, когда мы касаемся особенно сложных тем, которые будут с резонансом, чтобы все стороны обязательно имели возможность высказать свою точку зрения. Это золотое правило. Совершенно верно. И мы его придерживаемся неукоснительно. И когда кто-то из чиновников, это происходит нечасто, я сразу должен сказать, но кто-то пытается избежать этого, мы никогда сразу не бросаемся, говорим, вот нам отказали, или отказываемся от этого. Нет, мы стараемся выйти на этих руководителей, проговорить с ним ситуацию, что это важно. Но вам важно, видите, понимаете, две задачи. Одно показать, безусловно, для нас, как для СМИ, это важно, потому что проблемные материалы смотрят всегда хорошо. То есть с этой точки зрения нам доверяют, во-первых, люди. А президент правильно сказал, если нет к вам интереса и доверия, вы бессмысленны. Но самое главное, чтобы устранить недостаток, вот в этом задача Госмедиа. Не только хайпануть на теме, но внести свой вклад. То есть вот это, я считаю, это такая миссия государственных медиа. Знаете, я, наверное, подтвержу. Давно заметил одну простую вещь. Ведь не может быть так, что в системе все плохо. Да, как нам иногда пытались навязать это. Ведь даже когда ты показываешь, извините, захудалую ферму, проблема, как правило, в руководителе. Как правило, в организации работы. Потому что совсем рядом, на той же земле, в той же области или в том же районе, да, есть другое хозяйство с аналогичными условиями и возможностями, с аналогичным финансированием, но при этом абсолютно по-другому работающее. Ответственные отношения, когда есть. Я в этом плане согласен. Нам надо всегда, показывая плохое, надо четко обозначать. Так есть же и другие Президент примеры. коснулся, Марат Сергеевич, еще одной важной темы. Полностью, абсолютно с этим согласен, на практике сталкиваемся. Когда он говорит, что, и мы это видим часто, люди, которые пишут нам письма, звонят на горячую линию, им зачастую важно не то, чтобы вот прибежал какой-то чиновник и срочно там заделал ту яму. Им важно, чтобы их голос был услышан. Они выбирали там местные советы депутатов, они голосовали за депутатов, и они хотят уважения, они хотят чувство собственного достоинства. Вообще с этого складывается и в том числе глобальные процессы революции,
массовое движение. Вот есть очень интересная работа, она нашумевшая, Эрика Хоффера «Человек убежденный». И он в какой-то момент приходит к выводу о том, что одна из главных таких проблем у человека – это чувство, вернее, его, может быть, даже не только проблем, а стремлений, чувство собственного достоинства. И когда он испытывает страх от того, что он утратит чувство собственного достоинства, он пытается компенсировать этот страх участием в массовых движениях, в политических каких-то кампаниях, партиях. Но при этом он становится частью массы. Он теряет индивидуальность, теряет критическое мышление. И уходит, как говорит Хоффер, от фундаментальных бытийных вопросов. Добро и зло, смысл существования и так далее. То есть, поэтому в данном случае задача и власти, и медиа не создать условия, когда человек подумает, что чувство его собственного достоинства было подвергнуто неуважению. И мы сами создаем себе проблемы, и негодование человека будет справедливым, если он увидит, что на его запрос нет ответа. Это недопустимо, тем более при нашей форме государственного управления, идеологии и модели, которую транслирует президент. Хорошо. Ну вот вы обозначаете интересные вещи, связанные именно с тем, как и государство, и президент, в общем-то, инициируют и проводят даже в определенной степени информационную политику. Но президент в Могилеве обозначил новый классный тезис. Необходим национальный информационный стиль вещания. Вот как вы для себя это поняли? И главное, как мы будем это исполнять? Я думал об этом, потому что, с одной стороны, это очевидно. Да? С одной стороны, очевидно, это есть прикладное звучание. То есть мы должны четко понимать, кто мы есть, какова наша идеология, наша цель. Исходя из этого, мы должны следить за тем, чтобы в наше информационное пространство не просто не попадали зарубежные там, фильмы, книги. Ну, это глупо будет, если мы побежим по книжным магазинам и будем сжигать там, зарубежную классику. Никто к этому не призывает, об этом даже не намекают. Но то, что вы должны ходить в книжные магазины и замечать ту литературу, которая, мягко говоря, не соответствует нашим ценностям и нашим традициям, а вредит, используя пресловутое окно Вертона, от неприемлемого до нормы, за этим мы должны следить обязательно. То есть вот этот национальный стиль заключается в том, что мы можем, а в эпоху интернета мы не можем закрыть все шлюзы и находиться в вакууме. Понятно, что проникновение информации происходит. Но мы должны выстроить таким образом эти фильтры, которые, с одной стороны, позволят людям обогащаться мировой культурой, какими-то трендами, но, с другой стороны, не размывать наши основы. Чтобы, условно говоря, вот французы, вот мы на днях смеялись, когда увидели, что там один из руководителей парижской мэрии гордился и хвастался тем, что трансвестит, вот он с ним встречается, он будет нести на открытии Олимпиаде факел. Но они исходят из того, что подавляющее большинство населения такие же. 30 лет назад французы не могли себе даже этого представить. Да. Но постепенно, капелька за капелькой размывали их основы. Вот мы этого не должны допустить. И в этом смысле, в том числе, и основы. Это что касается прикладного. Так. А что касается широкого звучания, вы знаете, Марат Сергеевич, я себя захватил. Я видел, что вы тоже записывал. Есть прикладные вещи, которые касаются чисто нашего цеха телевизионного и вообще журналистского. Я не буду их зрителям приводить, потому что они узкие, они, может быть, не будут интересны. Но так президент разбирается, как устроена наша сфера, вот он на какие-то моменты обратил внимание. Я вот себе выписал: информационная война, прелюдия горячей. А это вопрос к нам. То есть, почему нужен этот вот национальный стиль, да? Потому что если мы не управляем на этой площадке, значит, кто-то будет на ней управлять за нас. Ставка на правду. Вот это очень важный момент. Президент говорит о том, что да, против нас бьют ложью и фейками, но мы можем работать только в плоскости правды. Вот этот ведь уровень мастерства, который должен быть у нас. И, с другой стороны, для журналиста это всегда просто и хорошо. Когда ты правда, ты знаешь, что сила на твоей стороне. Президент нас на это ориентирует. А при этом мы хоть и говорили про грызню, которая находится в лагере беглых, но при этом надо понимать, что наши оппоненты настоящие, которые стоят за их спинами... За их спинами. Да, в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе. Они, во-первых, очень хорошо образованы. Они имеют колоссальный опыт проведения в жизнь мягкой силы в виде средств массовой информации, НКО, НПО. И они не пожалеют ни сил, ни средств для того, чтобы продолжить свое дело. Но они имеют неограниченный ресурс. Интернет – это вызов, но и возможность, сказал президент, рассказал удивительную историю с Фиделем Кастро, как они общались на эту тему. Ну и то, что касается не только СМИ, но и всех нас, неравнодушных, и, кстати, к национальному стилю тоже имеет отношение, когда мы говорим, вот для чего мы? Вот какова наша задача сейчас? Я думаю, что нам достаточно сосредоточиться на этой мысли. Наша главная задача – сохранить страну и сберечь мир.
Вот я думаю, что этих задач достаточно для того, чтобы ты четко понимал, на каких столпах должен стоять этот стиль. Он не значит, что будешь бегать за каждым, там, заглядывать в каждый телефон. Нет, стиль, что вот наше направление, мы в него идем. Чем мне понравился разговор с президентом? Ну, во-первых, всегда ты имеешь возможность задать вопрос, ведь не все попадает как в трансляцию, в камеру. Президент в этом плане открыт. Любой может задать ему любой вопрос. Но он классно считывает еще. Считывает. Ну вот мы говорили вначале, что вот эта вот публичность, журналистика в таком эталонном смысле, она не ушла далеко от него. Он задает курс. Знаете, есть такое выражение у Сенеки, он когда-то произнес его, что у корабля без курса не бывает попутного ветра. Вот президент, он каждый раз использует любую возможность для того, чтобы вместе с людьми находясь, указывать, куда мы идем, с чем мы идем и на что мы опираемся. Вот это, мне кажется, общая основа национального стиля. Раз уже президент попросил не обходить острые, неудобные темы, вот самое насущное. 14-й пакет санкций, очевидно, не последний, и перед 25-м годом можно ожидать очередного ужесточения. Давайте вот представим себе ситуацию, что у госсми окончательно заблокированы основные инструменты, да? YouTube, Instagram. Или мы сами это заблокируем, да? Потому что так надо будет сделать. И остается из российского Одноклассники, Рутуб, ВКонтакте. Да, ну, остается ТикТок китайский, да, Телеграм, возможно. Что дальше? Чем мы будем и оперировать? Какими инструментами? И как, самое главное, эту проблему решать? Донесение информации не только для своего населения, да, где мы обязаны доминировать на информационном поле, но и на разные зарубежные площадки, на их площадках, куда мы должны доносить правдивую информацию о себе и о том, что здесь происходит. Каким образом? Это очень важная работа, которой не просто надо заниматься, мы ей уже занимаемся. Потому что всем совершенно очевидно, что информационный суверенитет – это краеугольный камень национального суверенитета. Без него сегодня просто невозможно. Но вы абсолютно правы, что высока вероятность того, что в какой-то момент вот эти западные площадки просто исключат нас из своего вещания. Прецедентов достаточно. По большому счету мы перманентно находимся в состоянии, когда против нас эти инструменты применяются. Потому что люди, которые не сталкиваются, они думают, что это очень демократичненько, там видосики, зашел и все. Нас помечают зачем-то. Хотя я считаю, что пометка, что нас финансирует правительство Республики Беларусь, как они пишут, это бонус для нас. Это дополнительный способ верификации. Люди понимают, этим можно доверять. Это не где-то из подворотни, это серьезное издание. Но, во-первых, мы должны переосмыслить собственные медиа. В каком смысле? В том, что с 2019 года аудитории, в том зрителей, вносилась мысль, что телек умер. 8 лет уже я это слышу. То это не существует. Причем те, кто нам вносили эту мысль, очень четко знали и видят сейчас результаты измерений. Что телевидение в нашей стране, как и в Российской Федерации, доминирует на информационном поле. И с 2020 года наша аудитория приросла, у нее появился совершенно четкий запрос на общественно-политическое вещание. И более того, мы заметили тенденцию, что вечерние новости – это самое смотрибельное, что есть у нас. Не развлекательные проекты, даже не криминальные программы, которые всегда пользуются большой популярностью. А вечерний выпуск в 20:30 на ОНТ – это самый смотрибельный проект. Почему? Потому что люди насмотрятся, начитаются в Телеграме, везде. Всего, но вечером им надо убедиться, что это правда. И они включают телеканал для того, чтобы верифицировать. Наш телеканал, наших коллег на других кнопках, для того, чтобы понять, что вот это действительно имело место. Это факт, на который мы опираемся, мы видим, когда опираемся на цифры. И я думаю, что все, кто занимаются медиа в нашей стране, они должны понимать, что этот ресурс у нас останется всегда. Его невозможно отключить. Телевидение, радио, издания. Конечно, нужно создавать сайты. Вот на своем пространстве мы должны в первую очередь работать со своей аудиторией. Вы абсолютно правильно сказали. Знаете, когда часто бываешь в регионах и слышишь, как они на волне того, что вот растут подписчики, просмотры, вот какая-то районка, нужно нарастить, а сколько у вас тысяч там? Говорит, маловато, 35 тысяч для районки. Говорит, маловато, вот надо больше. Давайте котиков, собачек. Я вот в такие моменты всегда возмущаюсь, говорю, зачем вы сбиваете людям курс? Ведь зачем районке, там, российская аудитория, там, американская, зарубежная, им нужно плотно контактировать с жителями этого района. Ведь районки читают очень хорошо. Люди хотят истории о себе.
Поэтому, когда в районке, которая печатается, там, условно говоря, 10 тысяч тираж газеты, а у них подписчиков 35 тысяч, это более чем выполнение задач. И мы, в первую очередь, должны ориентироваться на собственную аудиторию, но не ограничиться ею. Потому что мы же видим, как сегодня наш образ пытаются транслировать. Наш образ России – это враг. И объясняет своей аудитории, что вот мы такие-сякие, не понимая про нас. В этом смысле, конечно, мы должны на внешнюю аудиторию доносить. Это второй вопрос. Конечно, работать с Российской Федерацией. Это достаточно широкая, большая аудитория, с ней взаимодействовать. К сожалению, ТикТок не до конца китайский, потому что мы видим, что он тоже блокирует, потому что он во многом зависит от западной конъюнктуры. И очень много зависит от модераторов, которые Совершенно сидят верно. там. С ними можно работать, разбираться. Я знаю, что и наше ведомство, которое курирует нашу сферу, эту работу ведут. Но есть еще одно направление, большая тенденция, неважно сказать, что сегодня в мире формируются два глобальных блока экономико-технологических. Условно, Соединенные Штаты и Китай. В силу огромных рынков, финансовых ресурсов, накопления технологий, они будут законодательными на будущее. А другие страны, в силу того, что у них нет объективно вот этого набора, они будут задаваться очень болезненным вопросом. Каким кусочком своего суверенитета они готовы пожертвовать для того, чтобы обеспечить технологический и информационный суверенитет? И дальше будут определять, к Америке или к Пекину. Кому прислониться, да? И критерий отбора, выбора будет соотноситься с ценностями. Совпадают, не совпадают. Вот одни транслируют некую унификацию, размытие национального, набор непонятных либеральных каких-то штампов. И вторые, слышим Си Цзиньпина, который говорит о том, что мы предлагаем там сообщество единой судьбы, мы предлагаем диалог цивилизаций, предлагаем, что вот, и мы понимаем, что мы там себя видим, мы там свою субъектность не потеряем, там голос наш будет услышан. И это критерий нашего выбора. То есть, соответственно, мы неизбежно придем к этому. И в последние годы, завершая ответ на ваш вопрос, мы идем в этом направлении. Белорусов приглашают, например, в Китай. Вот в прошлом году мы представляли Беларусь на Международном коммуникационном форуме, выступали с докладом от Беларуси, где предложили в рамках нового шелкового пути, вот эта инициатива «Один пояс, один путь», мы уже в июле вступаем в качестве полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества. В рамках вот этих глобальных блоков создавать общие вещательные союзы. Ну, логично. Ведь если мы их в долгую, одного подписания контрактов недостаточно. Важно, чтобы наши народы понимали, знали друг друга, слышали друг друга. И в кулуарах, когда вот я выходил, общался с коллегами из разных стран, в том числе из европейских, которые присутствовали на этом форуме, они говорили, это правильное направление. Нам, Китай, страны Азии, они, даже Африки, Латинская Америка, которые присутствовали там, им это надо. Ведь с той же проблемой сталкиваются и другие государства. Их не слышно, а им есть что сказать миру. Хорошо, но медиахолдинг. Вы сразу от одного слова прекрасно понимаете, о чем я хочу спросить. Я не раз слышал мнение и белорусов, и россиян, что руководить холдингом должен именно белорус. И доводы вроде адекватные. Белорусы выстояли в условиях гиперболизированной информационной атаки 2020 года, умеют делать качественный контент в условиях ограниченного бюджета и гораздо меньшим количеством кадров. Но, с другой стороны, у нас размах, конечно, не тот. Ну и с российской медийной братьей и бюрократией тоже надо уметь работать. Вот, а вы как считаете? Такой непростой вопрос, потому что фактор руководителя имеет определяющее значение. Уметь собрать команду и ее направить, вести ее за собой, это очень важно. Это фактор, который нельзя оставлять в сторону. Но что касается холдингов, который не может быть монолитен, потому что он в данном случае при всей близости ментальной, культурной, идеологической, исторической с Россией, мы прекрасно понимаем, что будут работать разные команды. И мне кажется, что в данном случае на первом месте все-таки не то, какая национальность будет у того, кто возглавит этот холдинг, как то, насколько близко и в одном направлении будут смотреть команды, которые будут реализовывать конкретные проекты. В этом смысле, я думаю, можно смотреть, вернее, даже так, нужно смотреть не столько на то, из Москвы приехал человек или из Минска, сколько на то, как он умеет интегрировать и сближать разные команды в работе над общей задачей. И как он понимает важность того, что действительно это общее информационное пространство. Потому что для этого холдинг создается не для того, чтобы отдельно выделить Беларусь, отдельно выделить Россию, а то, к чему нас сближают два лидера,
к тому, что мы были вот этим по-настоящему единым государством, как это два государства, одно отечество, то есть учитывая вот все обстоятельства, которые у нас есть. Ну, примеры с лидеров как раз-то и надо брать. Они четко показывают, как это делать. Ну, я тем более так и понимаю, когда президент России говорит о том, что мы будем защищать территорию Беларуси как и территорию Российской Федерации, я это переношу и на информационное поле. Согласен. Вечный вопрос. Пока вопрос про беглых, да? У нас про беглых, иноагентов у них. Я, наверное, все-таки достаточно авторитарный руководитель и не представляю, как в наше здание снова могут зайти те люди, которые даже не просто предали, это вообще, а которые просто струсили. Как я могу сказать оператору снимать такого человека, да, там, режиссеру делать картинку для этого человека? Ну, есть, конечно, и пограничные случаи. Как, например, участники голой вечеринки у Ивлеевой, да? Та же Ивлеева позже активно призывала голосовать там за Путина, отметила день рождения на Донбассе и вроде как закруглилась, да? А вот кого из тех, по-вашему, кто зашел не в ту дверь, да, все-таки, ну, скажем так, можно рассматривать на возвращение? И надо ли сейчас? Угу. Ну, во-первых, Арсений Сергеевич, в этой логике вы не авторитарный руководитель, а адекватный. Это адекватная реакция на то, что если человек нарушил какие-то этические даже кодексы, я уже не говорю про нарушение закона, в данном случае мы даже не должны участвовать. Работают соответствующие процессуальные какие-то нормы. Не, ну, понимаете, когда девочка 23 года приходит и говорит: Марат Сергеевич, я хочу сесть в эфир, да, готова сесть в эфир в самый тяжелый момент, а мужик, который до этого работал в эфире, бегает по коридорам и прячется, чтобы его только не вытащили, и плакать начинает. Но это бред. Какое доверие потом к нему будет? Да, доверия уже не будет. Вообще вопрос там, прощения, знаете, многие говорят, вот по-христиански мы должны уметь там прощать, да, но речь идет про духовное прощение. То есть мы должны, иди с Богом, что называется. Но мы говорим про процесс, мы говорим про то время, обстоятельства, которые есть, ответственность, которая присутствует. Во-первых, нужно задать четкие критерии. Мне кажется, сегодня они заданы. Если ты оступился, ну, сегодня даже комиссия организована, которая для людей, которые переосмыслили свои нарушения, они проходят через эту комиссию, возвращаются. Но если это было предательство в чистом виде, в 2020 году мы с вами насмотрелись на такие примеры, когда предавали там, не руководство, там, не абстрактные какие-то институты, а конкретных своих же коллег. То есть они утром с ними встретились, вечером они стучали им в окна, выходи, ты ответишь. За что? Вот такое невозможно простить с точки зрения вернуть все на круги своя. Нет, так уже не будет. Так не должно быть, потому что это несправедливо. Ну, в этом смысле, мне кажется, четкий критерий. Что касается вечеринки, ну, там вообще как бы на грани норм и ценностей. Ну, это, да, больше такое моральное. Они, мне кажется, составляющее. попытались повторить то, что когда-то легко проходило. А время прошло, и они этого не поняли. Что время сейчас другое. Так вот, сейчас время другое во многих вопросах. Ну поэтому... да, оно не только выбрало нас, оно же еще и определяет. Оно спросит с нас обязательно. Да, и вот сейчас нас. оно Красиво. спросит из других. Да. Президент обозначил, что противника нельзя недооценивать. Вы тоже эту тему затронули, да? Что работают против нас профессионалы, и это не те вот эти петрушки, которые на чьи-то руки надеты, да? Это спецслужбы. Очевидно, ЦИПСО. Это все, что делают целые люди в погонах. Да, работают. совершенно понятно. Но при этом сложно не заметить, как измельчали оппозиционные СМИ после 2020 года. Ну, Белсат из-за этого, скорее всего, лишили финансирования. Да? Зеркало преснопамятное там, или нивки всякие, они пестрят между собойчиками или инсайдами о том, где отдохнул там, культурный корреспондент государственного канала, пропагандист и так далее. При этом врут, очевидно врут, не проверяют факты. Я приведу один простой пример, да, как про меня пишут, что я, прослужив 13 лет в армии, дослужился до должности заместитель командира взвода. Люди, которые это пишут, они настолько тупы, что даже не понимают, что это сержантская должность. И ее проходят, когда учатся в военном училище, да, или служат срочную службу в армии. Ну, это бред. Ну, ладно, это как пример. Но будет нечестным не сказать, что раньше оппоненты работали гораздо эффективнее. Это правда, да. Это правда. Я часто слышу, что нужно создавать собственный аналог информационного портала. Ну, по типу Тутбая в хорошие времена, да, когда он еще был интересен. Вот пора или возможны варианты?
Возможны варианты. Вообще две мысли почему-то, вы об этом рассказывали. Две мысли на этот счет пришло. Первое, ты понимаешь, что насколько либеральное было информационное поле до 2020 года. Мы продолжаем еще иногда либеральничать, к сожалению. Когда ты вспомнишь, какие СМИ существовали тогда, что они писали, с какой охотой многие чиновники шли именно к ним, а не к государственным медиа. Мы даже были свидетелями приемов, там, рождественский, новогодний прием, когда на почетных местах сидели представители оппозиционных медиа. Такое тоже было. Когда у них было прекрасное финансирование, не было проблем с рекламой, они могли критиковать кого угодно. Президента, пожалуйста. Не особо загоняться по поводу опровержения ошибок. Они, конечно, могут быть в информационной работе, но для этого есть такой инструмент, как опровержение. Ты можешь опровергнуть. Не загонялись. Я думаю, что они сами развалили вот ту систему. По большому счету, Тутбай, если бы продолжал заниматься журналистикой в 2020 году, соблюдать соответствующие законы, он бы существовал и сейчас. И зарабатывал бы И сейчас. зарабатывал на деньги. Но они развалили свои редакции, многочисленные редакции большие, и попутно чуть не развалили страну. И когда они отправились потом в Варшаву, в Вильнюс, им показали, как работают независимые, в кавычках, медиа. Где они сейчас? Их не видно, не слышно. У них очень жесткая повестка. Многие ушли из профессии там, в подсобные рабочие на стройку. Потому что тот режим, в который им предложили окунуться, он не похож на то, что было до 2020 года в Беларуси. Это первая мысль. А вторая мысль. Вы знаете, Марат Сергеевич, я думаю, что... время ушло, время другое. То есть сегодня нету как бы такого жизненного пространства для таких вот ресурсов, той ниши, которую занимали эти издания. Вот сейчас такой, знаете, момент истины. Мы видим, что все государства сейчас мира, которые еще могут себе это позволить, они срочно защищают свое информационное пространство. Вот эти законы об иноагентах. Посмотрите, вот начал совсем недавно Кыргызстан это делать. Блинкен попытался осадить, сказать, это некрасиво, мы это не одобряем. И Жапаров четко осадил. Это наше внутреннее дело, мы это сделаем. И сделали. Респект. Хватило самостоятельности. И что происходит сейчас с Грузией? С большим сожалением смотришь на то, что происходит с грузинами. Они занимаются очень важным делом сейчас. Они защищают свое внутреннее поле. На самом деле безобидным законом, который просто маркирует СМИ там, или фонды, которые финансируются из-за рубежа. В Америке ФАРа закон с 1938 года гораздо жестче. Он дает реальные уголовные сроки за это. И не получается. Их угрожают. И чем им угрожают? Вы не попадете в Европейский Союз. Во-первых, их годами кормили, что они станут членами Европейского Союза, а когда они подали голос, им сказали, вы туда не попадете. И знаете, в чем момент истины, Марат Сергеевич, еще? В том, что, знаете, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. И вот когда лет 30 назад, 25, мы оказались на распутье после развала Советского Союза, вот было два пути. Один путь, он был такой по красной ковровой дорожке. Софиты, камеры, аплодисменты. Ты идешь к своему Оскару. Тебе аплодируют страны Запада, весь цивилизованный мир. И ты думаешь, что ты идешь на праздник, на торжественный ужин в твою честь. И ты не понимаешь, что туда ты приглашен не как... трусиках. Обязательно. Но ты не понимаешь, что туда приглашен не как гость, а как блюдо. И был другой путь вот на этом распутье. Он тернистый. Он путь, когда в тебя будут подбрасывать камни, пинать, тебя будут пугать санкциями, показывать пальцем, что ты не такой, как все. Но ты приходишь через какое-то время к сегодняшнему дню и наблюдаешь. Приезд в Китай. Шольц. Какой-то замзамыч местный встречает его. Никакой красной ковровой дорожки. И формальные какие-то обсуждения встречи. И приезжает Лукашенко, который шел по второму тернистому пути самостоятельному, вместе со всем народом, вместе со всеми нами. Рота почетного караула. Фанфары, красная ковровая дорожка. И с первых минут Си Цзиньпин, крупнейший лидер мира, крупнейшее, сильнейшее государство планеты, говорит, ко мне приехал наш друг. Вот это время, иногда нужно запастись терпением, чтобы посмотреть, к чему приведет твой путь. И мы наблюдаем сейчас, в общем-то, то, что Грузия, Украина пожинают плоды тех цветных революций, когда они уж совсем свернули не туда. С большим сожалением об этом говорим, потому что если бы Грузия и Украина пошли другим путем тогда, это было бы другое СНГ. Не было никакой войны. Это было... Европа была бы в мире в процветании. Потому что одна из главных целей
Запада развалить не столько даже Россию там, и Китай. Одна из первых целей — развалить Европу, и им это, как мне кажется, практически удалось. Дмитрий Александрович, такой образ великолепный, скажу прямо. А вот давайте дорожкой и закончим наш сегодняшний почетный, я надеюсь, разговор. Не в качестве блюда. Да, вот завтра состоится вторая после 2020 года телевершина. Первая была в прямом смысле убойной. Наград в авторской журналистике было много и по заслугам. Действительно, тем людям, которые стали на защиту страны. Мне кажется, в следующий раз уже можно и нужно вводить новые номинации. Или возвращать некоторые старые. Ну, типа лучший ведущий развлекательной программы. Ведь за 4 года после побега корпоративщиков, которые, как президент образно сказал, так у корыца-то хорошо кушали, да? И нас еще учили жизни. А вот, может быть, еще лучше в номинации ввести сюжет про жизнь, про простого белоруса, да? А чтобы вы вернули или добавили в нашу телевизионную вершину. Ведь, согласитесь, что бы ни говорили, каждый из нас всегда будет гордиться вот этой статуэткой у себя на столе. Конечно. Абсолютно согласен с развлекательной частью, потому что многие говорили, что вот больше не будет у нас развлекательных проектов, а так получилось, что прошло совсем мало времени, и бабахнули просто такие проекты, там, как X-Factor у коллег. У нас «Звездный путь». Понимаете, он рвет такие доли, никогда не показывали. Никогда не было проектов с такими долями. Поэтому не удалось. И стоит отметить ребят, которые классно, пришло новое поколение развлекательных ведущих, очень классно это делают. Красиво, стильно, интеллигентно и при этом хорошо. Вот в рамках нашего национального стиля. Нам не свойственна какая-то грубость, там, шутки ниже плинтуса, понебратство какое-то. Вот белорусы несут в себе такое внутреннее природное чувство собственного достоинства. И вот ребята, которые появляются, молодые люди, они его транслируют очень удачно и красиво. И заслуживают статуэтки. Поэтому поддерживаю, чтобы в следующий раз такая номинация появилась. Что касается обычных людей, знаете, Марат Сергеевич, на самом деле у нас такая форма государственного устройства, что у нас все обычные люди. Но я вот не вижу нас избранных, я вам честно скажу, искренне. Кто у нас? У нас чиновники, вы идешь в магазин, там, за продукт, встречаешь какого-нибудь министра там, или вице-премьера в магазине, там, в кинотеатре, там, на улице. Поэтому в каком-то смысле все новости всегда про обычных людей. А вот про людей интересных, которые, находясь в, может быть, таких непубличных обстоятельствах, делают очень важную для всего государства работу, вот находить таких людей и продвигать, как говорил президент, например, в том числе искать новых лидеров мнений, новых экспертов, которые вот где-то находятся, и они, я абсолютно уверен, они не находятся в забвении. Они как бы влияют на аудиторию вот в своем районе, в своем регионе. Их надо масштабировать, находить. Это очень важное направление, мы обязательно будем с этим работать. Другое дело, что не каждый способен оказаться перед камерой, потому что, как говорил психолог Альберт Эллис, да, что две фобии ключевых у человека. Это страх смерти и страх публичных выступлений. Причем сам Эллис говорил, что страх публичных выступлений на первом месте. Да. Отсюда остракизм, помните, в Древней Греции изгоняли из там, полиса, и человек считал, что лучше умереть, чем быть изгнанным от человеческого пространства. Что касается телевершины, вы знаете, это очень почетно получить эту награду, но у журналистов такой поток постоянно, и такая ответственность перед аудиторией, особенно когда ты много лет работаешь. Ведь самое главное, чтобы тебя оценил твой зритель. И эта гонка каждый раз, вот каждый раз программы, ты каждый раз волнуешься. Каждый день. И каждый раз ты переживаешь в конце, когда смотришь программу, думаешь, что здесь ты не докрутил. И очень переживаешь. Потому что и это не красивая, значит, такая сейчас форма, поза моя, чтобы мы переживаем за каждого зрителя. Мы действительно боремся за каждого зрителя. Нам это важно, потому что многие зрители нас поддержали в 2020 году. Они дали нам респект. И во многом благодаря им мы сейчас прирастаем. А идея в том, что есть эта цикличность. Вот ты в понедельник планируешь информационную неделю, там будут новости, вечерние выпуски, какие-то аналитические проекты, потом итоговая программа, где мы все собираем, выдаем главное за неделю, и потом случается утро понедельника, и ты по новой идешь. В этом смысле как бы зритель — это ключевое. И за телевершину мы боремся каждый день, каждую неделю. Поэтому иногда в конце недели думаешь, вот этот материал, этот сюжет,
заслуживает телевершины. Но проходит время, этот же автор делает еще круче сюжет. Это бесконечный процесс. Поэтому все, кто получит статуэтки в этот раз, я искренне поздравляю. А те, кто не получит, ни в коем случае не должны расстраиваться. Просто так случилось. Тогда встретимся завтра на Красной дорожке. До встречи, Марат Сергеевич. Спасибо. Спасибо вам. У Беларусі 15 гадзін. З выпускам навін у студыі Алена Демідовіч вітаю вас. Завяршыўся дзяржаўны візіт прэзідэнта Беларусі ў Манголію. Пасля Александр Лукашенко накіраваўся ў рабочую паездку ў Іркутскую вобласць. Гэта найбуйнейшы рэгіён Расіі, транспартная, культурная, эканамічная і навуковая сталіца ўсходняй Сібіры, вядомая здабычамі выкапняў, а таксама прыроднымі прыгажосцямі, тайгой і возерам Байкал. Наведаць вобласць некалькі гадоў таму кіраўніка нашай дзяржавы запрасіў губернатар падчас свайго візіту ў Мінск. Борт нумар 1 прызямліўся ў паветранай гавані Іркутска. Александра Лукашенко ля трапа сустракаў кіраўнік рэгіёну Ігар Кобзеў. Паміж Іркутскай вобласцю і Беларусю падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве. Бакі ўзаемадзейнічаюць і ў прамысловай, і ў аграрнай сферах. Летась у сельскагаспадарчых арганізацыях і фермерскіх гаспадарках Прыангар'я доля трактароў беларускай вытворчасці складала 64%. Падрабязнасці слухаць у наступных інфармацыйных выпусках. Нагадаем, аператыўную інфармацыю з месца падзеі, таксама карысныя нататкі, можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале «Радио Нижнее падкрэсліванне 1». Самае цікавае, што адбываецца ў нашым эфіры, можна не толькі пачуць, а і ўбачыць на YouTube-канале Беларускага радыё. Пашыранае пасяджэнне Міжурадавага савета ЕАЭС прайшло нясвіжы. Падпісаны пакет дакументаў, накіраваных на далейшае ўмацаванне інтэграцыі. Створаная за гэтыя гады платформа дазваляе эфектыўна пераадольваць самыя складаныя выклікі, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі. Зараз, па словах Рамана Галочынкі, надышоў час вырашаць пытанне з узаемным прызнаннем электроннага лічбавага подпісу. Важно продолжить развитие цифровых инструментов реализации 4 свобод. Убежден, что пришло время поставить точку и окончательно решить вопрос взаимным признанием. Вы смотрите новости. В студии Татьяна Некрасова. Добрый день и коротко о главном. Надежное партнерство, давние отношения, прочные связи. Президент Беларуси с рабочим визитом в Иркутске. Что в сфере взаимных интересов, расскажем. Возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и видеть успехи партнеров. В Беларуси открылся самый масштабный аграрный форум. Налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном под запретом. Белый дом не позволил военному эксперту Скотту Риттеру вылететь в Санкт-Петербург. И родные трибуны в помощи на удачу. Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищескому матчу с россиянами. Покажем как. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер 1 приземлился в Иркутске. Беларусь и Иркутская область имеют давние и прочные взаимоотношения. Этот российский регион для нас важный партнер, как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах. Также для Иркутской области может представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили и пассажирский транспорт. В поле взаимных интересов и лесное хозяйство, и строительство. Как известно, Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию собственного авиастроения. Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача реализовать масштабные проекты по наращиванию объемов выпуска судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к решению этой задачи. Они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов и агрегатов.
Самолет белорусского лидера прилетел в Россию прямиком из международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе. В Монголии Александр Лукашенко, напомним, находился с государственным визитом. Промышленность, АПК, торговля, гуманитарная сфера. Стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие по самым разным направлениям. В копилке двусторонних соглашений около 20 миллионов долларов. Достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК. Во время визита Александр Лукашенко также ознакомился с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии. Сегодня утром лидеры стран общались в неформальной обстановке в загородном центре монгольской культуры. Сразу по прибытии президенты на территории центра посадили деревья, сибирские ели. В честь высокого гостя из Беларуси для глав государства создали атмосферу монгольского общенационального фестиваля «Наадам» – национального праздника в честь создания единой монгольской империи. Его отмечают в июле. Вокальные и хореографические номера вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Один из них – борьба. Главы государств понаблюдали за стрельбой мастеров. Позже вместе с монгольским коллегой опробовал лук и президент Беларуси. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Лучшие меткие стрелки. 3 лет монгольские. Президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему коллеге 2 трактора специально под потребности региона. А в хозяйстве у белорусского лидера появятся 2 монгольских скакуна. Им уже дали клички «Мир» и «Хутки». Спасибо. Очень дорогой подарок. Потому что... Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Традиционный, давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Это более мощный. У меня дома не такой. У меня 150 сил, а этот 200. Это для таких крупных полей. Очень мощный. Трактор относительно несложный для специалистов, но тот, кто не видел такой техники, надо обучать. Молодец! Кондиционер, все там. Вот на эти трактора сейчас очень большой спрос, то это вот перспективный для Монголии трактор. Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью, поэтому ты будешь очень востребован тут. Страны связывают крепкие дружественные связи еще с советских времен. В последние годы торговля нуждается в активизации. И наш президент убежден, для этого есть все, что необходимо. И обоюдный интерес, и политическая воля. Впереди у Беларуси и Монголии качественно новый этап развития отношений. Межправсовет ЕАЭС завершился. 2-дневный марафон принимала наша страна. Мероприятия прошли сразу в 2 точках – в индустриальном парке Великий Камень и Несвежском замке. Финальной точкой стало заседание в расширенном составе. По его итогам подписано 5 документов, которые касаются разных сфер. От конкуренции на транснациональных рынках до сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Кроме того, премьеры стран «пятерки» поделились видением, какие еще в Союзе остаются проблемы. Один из главных вопросов – цифровизация. Пришло время решить вопрос с взаимным признанием электронной цифровой подписи ЕАЭС. А также нужно активизировать работу по соглашениям о зонах свободной торговли с третьими странами. При этом, несмотря на определенные успехи, развитие некоторых переговорных треков притормозилось. Полагаю, что пришло время более критично посмотреть на ситуацию. Если кто-то из партнеров сегодня не готов или передумал, может стоит оценить, насколько целесообразно вести дальше работу и распылять переговорный ресурс. Убежден, сегодня хватает в мире государств, готовых с нами взаимовыгодно сотрудничать. На наш взгляд, требуется ускорение по тем направлениям, где мы взяли хороший темп. Это, по нашей оценке, прежде всего Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Монголия.
Евразийский экономический союз недавно отпраздновал десятилетие. Двухдневный межправсовет стал поводом подвести предварительные итоги. Так, за это время союзный ВВП вырос более чем на 12%. Растет и взаимная торговля, а также повышается доля расчета в национальных валютах. Во всех странах строятся новые инфраструктурные объекты. Сейчас приоритетным являются 11 масштабных проектов по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог. В этом году будет продолжена реализация мероприятий комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров. Продолжится работа по цифровизации железнодорожных перевозок. Отмечается высокий уровень использования электронных документов при осуществлении перевозок между нашими странами. В зависимости от направления этот показатель достигает 90%. Например, между Казахстаном и Россией доля безбумажных перевозок выросла в 2 раза. И, как стало известно, Иран подал запрос для получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Заявка будет рассмотрена в ближайшее время. А следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет осенью в Ереване. Возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и увидеть успехи партнеров. В Беларуси открылся самый масштабный аграрный форум. Здесь все, от машин и технологий будущего до саженцев и семян. Вход свободный для всех. С площадки Белагро на связи со студией наша съемочная группа и Ольга Онищенко. Ольга, добрый день. Расскажите, о чем пойдет речь и чем заполнены километры экспозиций. Добрый день, коллеги. Самый известный, самый насыщенный, ну и, конечно, самый масштабный аграрный форум Беларуси открыт. Всю неделю в ежедневном режиме здесь будут говорить о том, каким будет агропром будущего. От машинной технологии до, казалось бы, деталей, сортов и семян. Хотя, как известно, в аграрном деле мелочей нет. Это постоянный нон-стоп в развитии практики, науки. Это погоня за урожайностью, лучшими машинами, диктат технологий. Все это по последнему слову есть здесь, на Белагро. Беларусь не только демонстрирует свои достижения, но и приглашает показать себя другим странам, делегациям, компаниям. В эти дни на Белагро заявлены 11 государств, почти 30 делегаций. Число предприятий вообще не сосчитать, их сотни. Россия обязательно, участников страны-соседки вообще считают отдельно. Каждый российский регион как свое маленькое государство со своими приоритетами и видами на сотрудничество. Причем переговоры организуют прямо здесь, благо места всем хватит. Масштаб выставки в нынешнем году вообще рекордный, больше 30 тысяч квадратных метров. Открывая Белагро, организаторы скажут, выставке, несмотря ни на что, удается сохранять международный статус. Наш опыт и технологии, как и прежде, интересны и востребованы в разных странах. Конечно же, без нового, без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. На ней устанавливаются современные датчики контроля внесения, дозированного внесения различного рода удобрений и добавок в почву. С каждым годом этим процессам будет уделяться еще больше внимания, а учитывая то, что механизация – это важный аспект в условиях дефицита кадровых ресурсов, понятно, что этот тренд будет устойчиво двигаться вперед. Впереди большая деловая программа. Белагро — это не только показать, но еще и обсудить аграрную политику, услышать мнение и взгляд зарубежных коллег. В санкционное время многие вопросы легче и эффективнее, конечно же, решать сообща. Плюс Белагро — это и большая развлекательная программа, конкурсы и дегустации. Здесь можно и уху попробовать, и племенных животных себе присмотреть, и саженцы выбрать. Словом, вход свободный, ждут всех до конца текущей недели, в том числе и в выходные. Единственное, берите, конечно, удобную обувь. В Белагро — это километры экспозиций. Коллеги. Спасибо. На связи со студией с форума Белагро была наш корреспондент Ольга Онищенко. НАТО демонстративно готовится к эскалации украинского конфликта. Военный блок разрабатывает карту многочисленных коридоров для переброски американских военных для прямого столкновения с Россией, сообщает издание «Телеграф».
По его данным, войска США должны будут высадиться в голландских портах, затем на поездах направиться через Германию в Польшу. В случае вторжения России в одну из стран НАТО американские солдаты будут доставлены в порт Роттердама, затем переброшены на восток. Если и этот план не выгорит, то планируется задействовать инфраструктуру Италии, Греции, Турции, Болгарии, Румынии и стран Прибалтики. Сообщается, что командование НАТО последние 5 лет активно проводило проверки тылового обеспечения и логистики новых коридоров для переброски американских войск. Никаких контактов с Россией. Белый дом запретил экс-разведчику и военному эксперту Скотту Риттеру вылететь на Петербургский международный экономический форум. Целью его визита должен был стать поиск путей налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако Риттер так и не сел на рейс. Сотрудники пограничной службы пресекли ему путь, отобрали багаж, вывели из аэропорта и изъяли паспорт. На расспросы потерпевшего служащие ответили лишь «таков приказ Госдепартамента». Паспорт Риттеру так и не был возвращен. Экс-разведчик заявил, что возможное решение будет искать в суде. С посадки на самолет также был снят верховный экс-судья Нью-Джерси, который, как и Риттер, следовал на форум в Санкт-Петербург. Праздник непослушания на политической арене. Так оценил мировую повестку известный дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев. В студии программы «Скажи, не молчи» обсудили с ним престиж госзаказов. Почему делать полезные проекты для страны модно? Вспомнили яркие публичные выступления Артемия, от дебатов с Алексеем Навальным до фееричного разговора с художником Павлом Шевелевым. Проверили его политическую интуицию, опираясь на материалы его блога, который YouTube заблокировал. А также поговорили о бредовых идеях белорусской оппозиции и его личном отношении к управленческим методам главы государства Александра Лукашенко. Я вижу, что человек делает дело, что он все равно на своем месте, что он очень сильно защищает свои интересы. Это, во-первых, очень круто, хотя люди это не ценят. Им кажется, что это диктатура, а мне кажется, что он просто не разбазарил все то добро, которое ему досталось. Когда вот пошли все эти протесты, естественно, моя реакция была такая, что это абсолютно безобразие, так нельзя, власть так не свергают. Если бы это происходило в Америке, получили бы по башке сразу. И, собственно, после этого, когда случилась история с Капитолием, это было прям... Там дали по башке гораздо раньше, не рассусоливая, не размазывая это все на 3 дня. Беларуси. Как за пару месяцев восстановить аудиторию в 1 миллион подписчиков и набрать просмотры? Будет ли Артемий Лебедев делать свой видеохостинг? И планирует ли многодетный отец пополнение в семействе? Об этом и не только в полной версии интервью на YouTube. Пора активного детского отдыха. В Брестском регионе в летний сезон планируют оздоровить более 65 тысяч мальчишек и девчонок. Сегодня смена стартовала и в Орленке. Ребята начали заезжать с утра. Всего здесь 10 отрядов и более 200 отдыхающих от 6 до 14 лет. Каждый день расписан буквально по минутам. И вожатые отмечают, скучать не придется. Программа насыщенная. Учли особенности каждой возрастной группы. К слову, в лагере ребята под круглосуточным наблюдением не только вожатых, но и правоохранителей. Я приехала из города Бреста. В Орленке я отдыхаю уже 4-й раз. Здесь очень весело, разные конкурсы, квесты. Нахожу много новых друзей. В этом году встретилась с подругой, которая отдыхала в прошлом году, попали в один отряд. Лазертаг играем, пинербол, соревнования всякие спортивные. Книжки в библиотеке еще есть, у нас там читаем. Ребята тут очень классные, все хорошие. Здесь очень-очень-очень-очень-очень классно. Будут функционировать, как и каждый год, лагеря дневного пребывания в наших школах, где получат оздоровление более 60% детей, которые планируются к оздоровлению. Ну, хочу, наверное, все-таки остановиться на наших загородных оздоровительных лагерях. Их будет открыто в этом году 23. На 1 лагерь больше, чем в прошлые годы. В Драгичинском районе мы открываем еще 1 лагерь на 73 места, который будет называться «Зорница». В этом сезоне в Брестской области на удешевление стоимости путевки из республиканского бюджета было выделено более 9 миллионов рублей. Столько же запланировано из различных источников финансирования на благоустройство и улучшение материально-технической базы загородных лагерей. Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу против команды России. Сегодня, во 2-й день сборов, тренировка «Белых крылов» какое-то время была открыта для прессы. Все вызванные игроки в строю и готовы преподнести сюрприз в поединке с нашими восточными соседями. Этот матч для белорусов станет первым домашним за 3 года. И родные трибуны, уверены футболисты, могут стать главным козырем нашей команды. Это всегда событие в любом случае. И делюсь всегда, когда вызывают с родителями, с любимыми людьми. Вот. Поэтому очень важно представлять страну на международной арене. Я думаю, что не только у меня, но и у остальных ребят семьи придут поддержать. И это приятная ответственность, которую хочется уже побыстрее испытать. Хочется
сыграть на родном стадионе, на родной земле. Против хорошей сборной играем, поэтому хочется порадовать болельщиков, себя и сделать праздник. И я верю, что будет полный стадион и будет хорошая атмосфера. К этой минуте реализовано 16 тысяч билетов, а национальный олимпийский стадион «Динамо» вмещает немногим более 22. То есть билеты в продаже еще есть, но с каждым часом их становится все меньше. Стартовый свисток матча «Беларусь-Россия» прозвучит в пятницу в 8 вечера. Спортивную тему продолжат мои коллеги, ну а прямо сейчас к нам присоединилась Елизавета Лашкевич. Она готова рассказать о новостях Минского региона. Елизавета, добрый день, что нового у вас? Татьяна, приветствую. У нас эстафета мира и воинской славы. Сегодня Борисову передали вымпел как символ патриотической акции. И 3 спектакля в один вечер. Балетное лето в Большом продолжается с гастролями на этот раз. Узнаем. Спасибо. Ну а мы снова в эфире в 17 часов. До встречи. Первый матч в борьбе за бронзу. В Орше стартует серия за 3-е место чемпионата Беларуси по мини-футболу. Местный Витен при родных трибунах примет принципиального для себя соперника – команду Минск. Для дружины это 4-я встреча в нынешнем сезоне. Ранее во всех поединках с Викторией уходили энергетики. Удастся ли столичным взять реванш? Узнаем из прямой трансляции на телеканале «Беларусь». Напомню, серия в борьбе за бронзу продлится с команд. Коко Гауф – первая полуфиналистка. В четвертьфинале американская теннисистка в 3 сетах обыграла 9-й номер рейтинга ВТА. Забота – это помощь в мелочах, о которой мы иногда даже не догадываемся или не замечаем. Эфир на телеканале «Беларусь-1» працягваюць навіны сталіцы Мінскай вобласці. З вами ў прамым эфіры Елизавета Лашкевич. Дзень добры і пра асноўныя падзеі коротка. Эстафета міру і воінскай славы. Барысаву сёння перадалі сімвалічны вымпел, які кручыць па Мінскай вобласці. Яркае свята з інтэрактыўнымі пляцоўкамі, фотазонамі, майстар-класамі, старт дзіцячай летняй аздараўленчай кампаніі ў цэнтральным рэгіёне. 3 спектаклі за один вечер. Балетное лето ў вялікім працягваецца з гастролямі ў Мінску. Тэатр імя Якабсуна з Санкт-Петербурга. Усе дарогі вядуць у Вялікі камень. У індустрыяльным парку сёння пачала працу міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагра». Амаль 5000 кампаній з 11 краін.
Адзін з акцэнтаў харчовая бяспека на экспазіцыі, флагманскія прадпрыемствы мяса-малочнай галіны, а таксама пачаткоўцы рынку. Асобны сектар машынабудавання, толькі ў прадпрыемстваў структуры Мінпрама амаль 200 навінак. Маштабна прадстаўлены МТЗ, Гомсельмаш, заводы холдинга Амкадар. Дарэчы, адно з іх ноу-хау шырока захопная сеялка Верас. Асобна прадстаўлены распрацоўкі беларускіх навукоўцаў. Гэта, напрыклад, новая машина для упаковки бульбы у папяровые пакеты. На выставке «Белагра» в этом году мы представили полностью все 3 новых машины. Это компьютерно-весовая станция, наша белорусская, произведенная в Беларуси, уже с белорусскими комплектующими, с белорусской программой, с белорусскими взвешивающими платформами. И 2 наших фасовочных машины. Это упаковка в бумагу, что будет очень востребовано на нашем рынке и будет очень продаваться в ближайшее время. И премиум-упаковка в сетку «Домик». Также мы можем сами наблюдать, что данная упаковка уже представлена в наших магазинах, как в Минске, так и в других городах. Будзе працаваць кожны дзень до конца гэтага тыдня. Для тых жа, хто не быў у Вялікім Камені, гэта нагода пазнаёміцца і з самім індустрыяльным паркам. Прамысловы, навуковы, творчы патэнцыял моладзі знаходзіць прымяненне ў розных галінах эканомікі, асаблівы попыт на крэатыўных кіраўнікоў да 31 года. У цэнтральным рэгіёне падвялі вынікі конкурсу «Малады лідар Мінскай вобласці». Лепшых у сваіх прафесіях павіншавалі ў Смалявічах на сцэне школы нумар 5, новыя для гэтага горада-спадарожніка. Больш за дзясятак намінацый ад адукацыі, аховы здароўя да АПК і лясной гаспадаркі. Усяго паступіла звыш 30 заявак. Тут жа свае дасягненні прэзентавалі навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа, а таксама такія флагманскія прадпрыемствы і БелАЗ. Мне, как молодому ученому, молодому учителю, хочется внести свой вклад в развитие нашей страны, образования, и поэтому я занимаюсь мотивацией учащихся к учебе, к своему предмету химии, разработала электронный образовательный ресурс, который я успешно реализовываю 2-й год. Для меня это очень почетно, когда они поступают в университеты, приходят в школу выпускники. Радует, что они все практикоприменимы, эти проекты. Радует, что они все воплощаются в своих организациях, на своих предприятиях. Молодежь вокруг них объединяется. Адзначу, у Смалявічах адбылося і пасяджэнне Савета працоўнай моладзі. Абмеркавалі ў тым ліку і праект патрыятычнага форуму «Час выбраў нас», які пройдзе ў гэтым месяцы. Эстафета міру і воінскай славы. Сёння Барысаў далучыўся да маштабнай патрыятычнай акцыі. У горад даставілі сімвалічны вымпел, які пакрысе крочыць па райцэнтрах Мінскай вобласці. Ва ўрачыстай атмасферы дэлегацыя з Лагойска перадала знак пашаны суседзям. Ля помніка легендарнаму экіпажу героя Савецкага Саюза лейтенанта Паўла Рака сабралася моладзь, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, ветэраны, салдаты і духавенства. Разам усклалі кветкі, хвілінай маўчання ушанавалі памяць ахвяр военного лихолетия. Мы учимся в 7-й школе города Борисова. Вот мы вступили в военно-политический класс в начале 8 класса. То есть после 7 класса у нас летом был как лагерь. Мы там обучались разбирать автоматы, проходить полосу препятствий. Вообще сам процесс тут очень интересный. Наша семья, она в военной сфере работает, вот, и поэтому нам очень нравится это действие. Мы очень гордимся, что у нас берут на такие мероприятия ответственные. То есть, нам это нравится. Мы сегодня принимаем эстафету мира и воинской славы. Мы всегда должны чтить память наших предков. Мы в Борисском регионе в этом году возобновили аллею героев Борисовщины. Это у нас их 40. Из них 11 уроженцы города Борисова. У нас почва для патриотического воспитания мощная. И у нас действующие войска. Северо-западное оперативное командование. Печанский, знакомый вам, 72-й объединенный учебный центр. Я восхищен подвигом этих людей. А все эти солдаты этого, экипажа навечно занесены в списки почетных солдат 72-го объединенного учебного центра. Смысл моей жизни – передать патриотизм молодому поколению. Акцыя «Эстафета міру і воінскай славы» сёлетняя патрыятычная прэм'ера. Прымеркавалі яе да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З 15 красавіка з герба Салігорска на сімвалічным вымпеле паступова з'яўляецца геральдыка кожнага райцэнтра Мінскай вобласці. Кульмінацыя патрыятычнага марафону 3 ліпеня ля кургана славы.
У цэнтральным рэгіёне дадзены старт дзіцячай летняй аздараўленчай кампаніі. Яркае абласное свята з інтэрактыўнымі пляцоўкамі, фотазонамі, займальнымі майстар-класамі прайшло ў чэрвені. Розныя раёны Мінскай вобласці прэзентавалі наведвальнікам летнія лагеры, праграмы, фарматы аздараўлення. Гэта дапамагло дзецям і бацькам вызначыцца з выбарам месца адпачынку. В Вилейском районе представлены, наверное, все виды детских оздоровительных лагерей. Это, в первую очередь, стационарный лагерь «Сказка», который находится в замечательном сосновом лесу. Это школьные лагеря, лагеря летнего трудового отдыха, палаточные лагеря. Это спортивные лагеря. Они проводят время весело, ярко, задорно. У нас открывается оздоровительная кампания. И чтобы она была запоминающей для детей, яркой и безопасность, здесь проходят презентации всех оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, которые находятся в структуре системы образования Минской области. В этом году будем отмечать тех людей, которые долгие годы работают в системе летнего оздоровления. И других педагогов настроить на плодотворную, интересную и результативную работу. Фінал свята ў зале Доме культуры. Менавіта там свае заслужаныя ўзнагароды атрымалі пераможцы абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу сацыяльнай рэкламы, сямейнага ўладкавання дзяцей, сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, сям'я для дзіцяці. У нас очень дружная семья. Мы участвовали в много разных других конкурсах и тоже побеждали. Мы хотели показать, что это не так страшно, как представляют себе люди, что это дети какие-то не такие, что они там не умеют смеяться, не умеют бегать, не проявляют своих эмоций. Это такие же дети, поэтому мы через этот ролик хотели как-то показать все-таки обществу, что все возможно. Узнагароды атрымалі навучэнцы, 12 дыпломаў уручылі пераможцам абласнога конкурсу творчых работ «Вялікі подзвіг у гісторыі маёй сям'і». Убачыць 3 спектаклі ў якабсонаўскай пластыцы за адзін вечар. Балетнае лета ў Вялікім працягваецца. Гастрольную эстафету прымае тэатр балета імя Леаніда Якабсона. Напярэдадні піцерская трупа прымярала беларускую сцэну. Прадаўжальнікі традыцыі ленінградскага мадэрн-балета танцавалі ў Вялікім у 2013 годзе. Сёння паказ візітнага трыа спектакляў на 598 тактаў кампазітара Баха, паставу харэаграфію сучасных самадураў. У яго ж прачытанні трэцяе аддзялення. Там эстэты пачуюць 18 хвілін гарэзлівых прыпевак Радзівона Шчадрына. І кульмінацыя ў цэнтры вечара аднаактны балет «Радэн». Гэта 7 адноўленых мініяцюр, задуманых самім Якабсонам. 3 спектаклі пройдуць сёння пад фанаграму, але на авансцэне ўвесь склад салістаў тэатра. Сярод іх і Апалон, Дзяніс Клімук. З беларуса ляпілі цэнтральную фігуру, што сустракае гледачоў над парадным уваходам. Это моя родная сцена, поэтому у меня немножко такие, знаете, волнительные чувства всегда, когда я приезжаю на свою сцену, на которой я родился и сформировался, по сути. Наш знаменитый цикл роденовских миниатюр, не совсем танцевальные, это пластические миниатюры. Практически 50 лет назад, когда они были поставлены, они вызвали фурор, восторг, в том числе осуждение со стороны цензуры, потому что Якабсон вывел на сцену практически обнаженных артистов и показал красоту, эстетику обнаженного тела человеческого. Нагадаю, гастролі праходзяць у рамках балетнага лета ў Вялікім. Форум завершыцца гала-канцэртам зорак балета 9 чэрвеня. Дзеці, джаз і народныя інструменты, музычнае свята «Дзеці спяваюць джаз» у 5-й раз прайшло ў Белдзярж-філармоніі. Юныя таленты ад 8 до 18 гадоў выконвалі джазавыя хіты пад акампанемент Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча. Але для салістаў музычнай школы арт-вакал рэпертуар Эллы Фіцджеральд, Джорджа Бенсона і Дюка Эллінгтона вучэбная праграма, то для народнага аркестра джазавая праграма стала прэм'ернай. Дети прекрасные, они настолько подвижные, они настолько благодарные. И эти горящие глазки их смотришь,
просто на удивление, потому что дети заинтересованы, они живут в этом. И это оркестр, особенно с самой первой репетиции почувствовал. Если уж оркестр аплодирует каждому ребенку, значит, это достиг результата. Джаз – это импровизация, легко сказать, импровизирую. На самом деле это большой труд, это знания в первую очередь. Поэтому в нашей школе дети изучают игру на музыкальных инструментах, сольфеджио, основы формы, основы джазовой гармонии и уже учатся импровизировать, имея какие-то фундаментальные базовые знания и навыки, которые позволяют им это делать. Но когда они уже начинают это делать, остановить их невозможно. Горжусь абсолютно всеми, потому что у каждого изначально своя стартовая точка разная. И я не могу сказать, что я горжусь только лауреатами или победителями, потому что каждый ребенок, который совершает свой рост, для меня ценен. Джазовыя аранжыроўкі для народных інструментаў былі зроблены спецыяльна для гэтага канцэрта. На гэтым усё, больш навін на нашым сайце tvr.by. Прыемнага дня і да сустрэчы ў 18 гадзін. Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 5 чэрвеня будуць вызначаць актыўныя атмасферныя франты. На большай частцы краіны дажджы і навальніцы, падчас якіх парывісты вецер, месцамі моцныя ліўні. У Брэсце часам дождж і навальніца, уначы плюс 13, удзень 24 вышэй за 0. У Гродні кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, уначы плюс 13, удзень 25 цяпла. У Віцебску уначы без істотных ападкаў плюс 12, удзень кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, 26 вышэй за 0. У Магілёве уначы ападкі малаверагодны, плюс 13, удзень часам дождж, навальніца і 25 цяпла. У Гомелі часам дождж, навальніца, начная тэмпература паветра плюс 14, дзённая 25 з плюсам. У Мінску уначы без істотных ападкаў плюс 12, удзень 23 цяпла, часам дождж, навальніца, месцамі моцныя ліўні. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у чацвер плюс 23, у пятніцу 21 вышэй за 0. Надвор'е ў суседніх краінах у Маскве плюс 28, Вільнюсе і Кіеве 24 цяпла, Варшаве 25 з плюсам. Надвор'е ў заходняй Еўропе, у Парыжы плюс 19, Берліне 20 вышэй за 0, Вене і Рыме 26 цяпла. Очень плодотворно работает с нами, и продукция, вафли они покупают. Импортозамещение? Только за этот год. 4000 тонн продукции было выпущено импортозамещающего. Мы проходили уже по линиям, мы видели, что линия по производству ноги – это импортозамещающая линия. То есть мы там выпускаем продукты, которые заменяют Марс, Сникерс лучше. Хочу сказать, что эти продукты, чем Марс и Сникерс, потому что они выпускаются у нас экологически чистого сырья. Продукты шоколад мы выпускаем, производим с переработки самих какао-продуктов. Мы покупаем какао-бобы, их обрабатываем. Они проходят процесс, который для того, чтобы получить шоколад, какао-тертый, какао-масло, какао-порошок. Далее происходит уже рецептурное смешивание и получается продукт. То есть мы сами производим, перерабатываем какао-продукты для того, чтобы наш шоколад был натуральным. Не добавляем никаких заменителей. Фирменная торговля. Где закупаете сырье? Сырье, какао-бобы, да. Кот-д'Ивуар, Гана, Африка. Но сейчас очень, возможно, правильный вопрос. Какао-бобы в этом году очень подорожали. Подорожали, вы, наверное, слышали, более чем в 4 раза. То есть, конечно, это увеличение себестоимости продукции, но на фабрике мы работаем над тем, чтобы в первую очередь не снизить качество, потому что мы все знаем, что этот год у нас объявлен годом качества. Ну и фабрика «Спартак» не может не выпускать некачественную продукцию. Мы делаем все возможное для того, чтобы цена на полке не была поднята в 3-4 раза. То есть... Но опять-таки хороший шоколад не может быть дешевый, верно?
хороший шоколад, который выпускает фабрика «Спартак», он всегда качественный, а если он дешевый, то это не «Спартак». Может быть, и некачественный, да. Может быть, новое оборудование у вас появилось в последнее время? В прошлом году у нас поставлена линия, запущена на производство линия по производству шоколада. Шоколад импортозамещающий, это шоколад, аналог шоколада Линд. Производительность этой линии 1,5 тонны в час. Мы можем обеспечить внутренний рынок полностью, поэтому приобретайте, дегустируйте, пробуйте нашу продукцию, она самая качественная, в этом я могу вас уверить, потому что у нас коллектив, который любит свою работу, который приходит для того, чтобы создавать то, что сейчас востребовано, актуально, и, конечно, все для вас. Ну и фирменная торговля. Фирменная торговля. В прошлом году у нас мы открыли 2 фирменных магазина. Фирменная торговля у нас занимает 11% всего выпуска продукции. То есть через фирменную сеть у нас продается весь ассортимент кондитерских изделий. В Минске открылись не так давно магазин фирменный в Первом национальном центре. В столице есть достаточно много. На сайте есть вся информация. И мы стараемся, чтобы эти магазины были интересные, чтобы там можно было провести вечер, провести каких-то 5 минут, которые есть свободные, за чашечкой горячего шоколада, который всегда есть в наших фирменных магазинах, горький, молочный. Зроблена у Беларусі. Пашыраецца геаграфія экспарту салодкую прадукцыю ведаюць нават у экзатычных краінах. Гэта расказаў начальнік экспартнай групы фабрыкі Олег Крывянкоў. Асноўны рынок России и Китай, заключены новые контракты с Казахстаном. Ну, если брать по соотношению, удельному весу, то Россия занимает порядка где-то 65%. Процент, всегда меняется, но примерно 65 по прошлому году. 65 Россия, 18 Китай, 7%, 6,5% Монголия, и все остальные страны, уже все остальное. Везде самое популярное это топ продаж шоколад. То есть он получается логистически самое удобное для перевозки тара, плюс он высокомаржинальный, плюс, скажем так, это самый показатель качества. То есть если в остальных карамели, мучной группе, там еще можно где-то экспериментировать, и кто-то нас подделает, кстати, нас в Китае уже давно подделывают, это тоже как показатель качества. Нас в России тоже пытаются подделать, но там много своих производителей, поэтому они нас подделывают с точки зрения, знаете, захождения в какие-то сети, и потом, когда сеть начинает продаваться хорошо, нас начинают примерно подделать под СТМами и так далее и тому подобное. Значит, и что сказать, мучная группа это, в принципе, продукт, который не дальнего логистического, так сказать, направления, а шоколад с учетом срока годности можно реализовать по всему миру, что мы и делаем. Значит, сейчас конкретно поставлена задача президентом и концерном, рассматриваем Африку. По Африке есть сложности работы, потому что они не хотят работать по 100% предоплате, хотят работать по СИФу. А ввиду того, что сложности в экономическом смысле, каких-то гарантий очень сложно найти у наших потенциальных клиентов, потому что можно потом их долго искать по всей Африке. Они хотят работать по СИФу, то есть чтобы мы привезли, несли ответственность до порта или до точки выгрузки, потом они собираются с нами рассчитаться. Мы все понимаем, что такое рассчитаться, поэтому долго можно искать этих людей, и либо они откажутся от продукта, и нам нужно обратно его везти, либо нам нужно будет давать им скидку 50-60, то есть за бесценок продавать. Что и то, и другое невыгодно для нас. Поэтому пока мы проводим переговоры, опять же, Персидский залив, там примерно такие же условия, но за них поручаются там, скажем так, серьезные люди. Сейчас война, то есть мы провели переговоры, дошли до определенной точки соприкосновения, началась война, все наши переговоры отодвинули. Такая ситуация уже была многократно, и в том числе, например, с Северной Африкой, Судан, например, С точки зрения взаимоотношений и с точки зрения, например, нашей продукции там,
Им, конечно, шоколад не так нужен, потому что компании, которые будут хранить, не так много. Им необходимо дешевый продукт. Мы нашли с ними, значит, возможность работать, но у них, опять же, тоже были события. Но мы прорабатываем все вопросы. Один из ключевых – это Китай. Значит, но по России это наши братья. Корыстный опыт. Нагадаю, вы слухали спецыяльны праект «Знак якасці», яго вядучая Лізавета Лашкевіч. На сёння з вамі развітваюся, а вы заставайцеся на хвалі першага нацыянальнага. Знак якости. Специальный проект. Реклама. Я игровая приставка. Ищу нового хозяина. Полный комплект плюс 10 дисков с топовыми играми. В отличном состоянии. Прежний владелец арестован, а мне очень не хочется остаться бесхозной. Грустно терять то, о чем долго мечтал. Не упускай лучшие годы жизни. Не дай втянуть себя в наркоторговлю. Молодой дружный коллектив Белтелерадиокомпании приглашает в свою команду энергичных и уверенных в себе менеджеров и маркетологов в сфере рекламы. Телефон 017-389-60-44. Сайт tvr.by. Реклама на Першым национальном. Телефон рекламной службы 017 353 69 26. Татуировка в стиле Востока, ниже спины, символ луны. Без заголовка, в тебя плутовка, все звезды влюблены. Не подпускаешь, в прятки играешь, ищешь меня, ловишь меня. Не подпускаешь, мысли взрываешь, стратегию меняй. Подари мне поцелуй, не дотрога. Ну поймай мою волну, ради Бога. Подари мне поцелуй, не дотрога. Поиграй и побалуй ты немного. Вся в каплях света, в нежность одета, знает любой, это любовь. Почувствуй это, словно конфета, растает ночь с тобой. Тянем минуты, все будет круто, просто поверь в тайную дверь. И почему-то любви маршруты пересеклись теперь. Подари мне поцелуй, не дотрога. Ну поймай мою волну, ради Бога. Подари мне поцелуй, не дотрога. Поиграй и побалуй ты немного.
правильный настрой на правильной хвали. Так, ахваля наша першы нацыянальны канал беларускага радыё першы, шаноўныя сябры. Ну, але на гадзінніку амаль што 16 ўжо, літаральна 10 хвілін застаецца. І таму мы з вами развітваемся. Мы ў праграме «Настрой». У нас яшчэ колькі ёсць інфармацыі для вас. Але хочется сказаць, што з вами былі ўжо вядучая Святлана Мятлева і Лідія Заблоцкая. За пультам мы пакідаем гукарэжысёра Алексея Рыбина. У нас есть еще СМС. Да, такие приятные нам слова как раз тут всем. Очень мудрая и интересная подача материала. Разнообразные темы и вопросы, великолепные наши современники, насыщенное и глубокое наполнение. Светик, семицветик, приветик. Приветик. И Лидушка, складушка, веселушка. Сладушка, наверное, думаю. Ну ладно, пусть будет сладушка. С наилучшими пожеланиями бодрости на все органы креатива и гениальности всякой мысли. Благодарю и шлю свой теплый привет за музыку добрую, дякую, чароўны. И вось мы з унучком пришли у зоны адпачынку, так загуляўся, што ішоў і просто спаў на хаду. Так міла, але мімо магазина не прайшлі. Мороженое з пакуса ўжо і бацькі забралі, а я вольная пабыць сабой, чаго і вам смачна жадаю. Дзякуй вялікі, Надзея, за добрыя пажаданні і наогул дзякуй усім вам, шаноўныя сябры, за тое, што былі з намі гэтыя 3 гадзіны. Дарэчы, у нас одно пытаннічка засталося яшчэ не агучаным. Ну, мы зададзім усё ж такі, паўторым гэтае пытанне нашай госці Кацярыне Кліндухавай, выберем і напэўна, просто напишем вам. Прабачце, што так атрымалася. Госця хуценька неяк так уцякла, таму што просто не было калі, шаноўныя сябры, выбраць гэтае самае пытанне, таму што да апошняй хвілінкі мы з вами размаўлялі. Так, і да вечара, напэўна, мы маглі проста вось сядзець і разглядваць кожную дату нараджэння нашых слухачоў, бо тут, мне здаецца, Кацярына бясплатныя кансультацыі просто нават раздавала. Направо і налево, як гэта так атрымліваецца лоўка, я б сказала, так? Ну што, шаноўныя сябры, мы з вами развітваемся ўжо вельмі хутка, роўна ў 16:00 у нашым эфіры праграма, якая называецца «Такі дзень», як заўсёды з нашымі калегамі з інфармацыйнага аддзела будзеце нейкія абмяркоўваць пытанні такія важныя, надзённыя, а пакуль што ў нашым эфіры «Будьце здаровыя», рубрика так называецца, і мы, напэўна, з пажаданнямі здароўя развітаемся, так, Ліда? Так, вельмі крэпкага. Моцнага. Моцнага, дзякуй, Света. Моцнага менавіта здароўя, шаноўныя сябры. Потому что моцное, оно разное бывает. Так что про здоровье. Да, всем хорошего дня. Будьте здоровые. Шчырае прывітанне ўсім, хто зараз на хвалі першага нацыянальнага канала беларускага радыё. У эфіры праграма «Будьце здаровыя», у студыі Настасія Ермалюк. У Беларусі, як і ва ўсім свеце, спажыванне новых відаў нікаціназмяшчальнай прадукцыі электронных цыгарэт вышэйшае у дзяцей, у падлеткаў, чым у дарослага насельніцтва. Больш за 15% навучэнцаў ва ўзросце ад 13 до 15 гадоў выкарыстоўваюць электронныя цыгарэты. А што да дарослых ва ўзросце ад 18 до 29 гадоў, гэты від прадукцыі спажывае больш за 13% чалавек. Такая ўзроставая група найбольш актыўная сярод усяго насельніцтва. Пра гэта і не толькі расказала загадчык аддзела грамадскага здароўя і сацыяльна-гігіенічнага маніторынгу Рэспубліканскага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі грамадскага здароўя Анастасія Косова. Физическая и психологическая зависимость. То есть у потребителя табака формируется привыкание, как устойчивый, скажем так, рефлекс, тип условного рефлекса. Это касается психологического компонента зависимости. Касательно физиологического компонента зависимости, то тут возникает привыкание к никотину, и, соответственно, после отмены никотин-содержащего изделия формируется ломка или синдром отмены. Чем раньше возраст потребления, тем сложнее отказаться от зависимого поведения в дальнейшем. То есть вейпы, которые тоже кажутся подросткам и детям привлекательными и, казалось бы, безвредными менее, чем сигареты, на самом деле являются тоже пагубными. От них формируется синдром зависимости, как и от никотина, от обычных сигарет. Если до 20 лет сформировалась зависимость, то очень-очень сложно от нее избавиться. Касательно лечения психологической зависимости, предлагается когнитивно-поведенческая терапия. Она направлена на то, чтобы сформировать новые условные рефлексы, формировать новые типы поведения. Потому что, скажем так, зависимость очень часто возникает, когда человек хочет влиться в компанию, начинает курить. Он начинает курить, чтобы избавиться от тревоги, напряжения.
Но в соответствии, если возникает отмена, то возникает тревога, раздражительность, напряжение, беспокойство, может возникать бессонница. Поэтому физической зависимостью, лечением физической зависимости занимается врач-психиатр-нарколог. Он подбирает, скажем так, пластыри, спреи, таблетки. Все это присутствует. Могут быть выписаны успокоительные средства, седативные, снотворные, потому что человеку очень трудно, может быть, заснуть от беспокойства, депрессивного настроения при отказе от никотина. Минский городской наркологический центр клинический, он тоже осуществляет лечение, даже у них открыт дневной стационар. Можно туда обращаться за помощью, и они помогут в рамках своего курса отказаться от данной зависимости. Что это именно не привычка, а зависимость, потому что она включена в международную классификацию заболеваний, в раздел психических и поведенческих расстройств. Кальян тоже является вредным изделием, поскольку табак нагревается. Он затрагивает все органы и системы организма, как при потреблении других паровых систем или никотин-содержащих изделий. То есть он тоже вреден, и формирование зависимости к потреблению кальяна как такового может сформироваться привычка тоже в определенных условиях, например, в кафе, ресторанах, постоянно заказывать кальян и употреблять его в компании друзей, и уже не видеть возможности общения без потребления, да, то есть и такого времяпрепровождения. Разный ритуал может быть, поскольку это изделие продается, скажем так, в свободном доступе. Человек и дома может его постоянно потреблять, как просто ритуал привычки, там, в пятницу, например, вечером, как способ расслабления, тоже ухода от каких-то мыслей, чувств, желаний. На гэтым у мяне пакуль усё. Сачыце за парадамі спецыялістаў і будьце здаровыя. Будьте здоровые. Наш хит-парад. Музыка, которую выбираем мы. На дне стакана любовь не такая, как пишут в романах, нам лгут. Есть и тут. Мы ходим по лезвию, а кто-то по краю. Придумали страхи и в них утопаем. Не верь, стучи в закрытую дверь. Зависли мы, осколки пустоты, открытые космосы нашей души. Кричи, молчи, в глаза мои смотри, открытые миры нашей любви. Преследуем цели покорно и скромно, проходим проверку, а что с нее толку? Стреляй, сомнения убивай. Когда все раскроются в мире секреты, и твой лотерейный билет станет первым, слетай. Шанс не отпускай. Зависли мы, осколки пустоты, открытые космосы нашей души. Кричи, молчи, в глаза мои смотри, открытые миры нашей любви.
осколки пустоты, открытые космосы нашей души. Кричи, молчи, глаза мои смотри, открытые миры нашей любви. Зависли мы. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, академический хор Белтелерадиокомпании. Десятилетия студийной работы, тысячи гастрольных километров, уникальное голосовое звучание, богатый фонд редких произведений, репертуар из композиций различных эпох, стилей и жанров – все это хор Белтелерадиокомпании. Высокое исполнительское искусство артистов под управлением дирижера Виктора Ровда оценено в России, Польше, Словении, Италии, Ватикане. Хор – участник грандиозных современных шоу в Германии, Австрии и Швейцарии. Коллектив успешно сотрудничает с белорусскими композиторами, имеет широкий репертуар, выступает с сольными концертами. Контактные телефоны для сотрудничества 017 251 68 78 374 36 31. Вы не змаглі паслухаць любімую перадачу ў эфіры? Жадаеце вярнуцца да размовы, якая вас зацікавіла? Заходзьце на наш сайт radio.bel. У раздзеле «Перадачы» свежыя і архіўныя выпускі асноўных праектаў першага нацыянальнага. radio.bel. Слухайце нас онлайн. Будні на першым нацыянальным. Будем разом. Такі дзень. 16 гадзін у Беларусі. Вітаем усіх, хто з першым нацыянальным каналам беларускага радыё зараз. Сёння аўтор. В Россию. Глава государства посещает Иркутскую область, она в Восточной Сибири. Регион называют золотым звеном России, что говорит о мощном промышленном потенциале. По запасам драгоценного металла область на первом месте в стране. Добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство занимают в структуре валового регионального продукта более трети. Здесь самое крупное на востоке России – Кавыктинское газоконденсатное месторождение. А еще на границе Иркутской области и Бурятии самое знаменитое озеро России – Байкал. У Минска и Иркутска давние связи и общие интересы в экономике. Региону могут быть интересны наше горно-шахтное оборудование и карьерная техника. А еще Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию авиастроения. В Иркутске один из крупных авиазаводов, основан еще в 30-х. Сейчас задача нарастить объемы выпуска гражданских судов. И предприятия Беларуси уже активно подключились, помогают с поставкой авиакомпонентов, узлов и агрегатов. Минск и Иркутск разделяют практически 5000 километров. Разница во времени 5 часов, так же, как у белорусской столицы и Улан-Батора. В Монголии президент был с 4-дневным государственным визитом. Утром общение лидеров в формате без галстуков. После насыщенного переговорного понедельника в Улан-Баторе президенты отправились в загородный центр монгольской культуры. Символично, что сразу по прибытии посадили деревья сибирские ели. Затем стали участниками монгольского фестиваля «Наадам». Он проводится ежегодно в июле, но специально к государственному визиту белорусского президента воссоздана атмосфера праздника, чтобы показать высокому гостю самобытные традиции и обычаи монгольского народа. На столе угощения. Праздник – это чередование вокальных и хореографических номеров с традиционными видами спорта. Это борьба, скачки и стрельба из лука. Президенту показали традиционный монгольский лук для стрельбы. Стрелы делаются из оленьих рогов и бамбука, а тетива – из шелка.
президента оценили стрельбу мастеров. Вместе с монгольским коллегой опробовал лук и Александр Лукашенко. Наилучшие меткие стрелки. 3 лет монгольские. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Обменялись президенты подарками. Главе государства презентовали монгольских скакунов. Спасибо. Очень дорогой подарок. Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Второй трактор более мощный и функциональный. На 200 лошадиных сил. Техника хорошая, отметил президент. Это 80-й, а это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Советую научиться. Очень хорошая техника. Очень. Пашет, обрабатывает почву, косит. Корма можно заготавливать. Возить, транспортировка. Очень тяжелый прицеп можно прицепить. Хорошая техника. Этот трактор подходит для крупных полей. А еще в комплектации кондиционер, что так важно для работы монгольских аграриев в степях. Молодец! Кондиционер. Посещение культурного центра стало, по сути, финальным пунктом программы государственного визита президента в Монголию. Он получился плодотворным и насыщенным. Из международного аэропорта Чингисхан белорусский борт номер 1 взял курс на Иркутск. Главу государства у трапа встретили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе, губернатор Иркутской области и посол Беларуси в России. Уникальные разработки ученых, лучшая техника и продукты, а также высококлассные специалисты. Современное сельское хозяйство на выставке «Белагро». 34-я агропромышленная неделя открылась в индустриальном парке «Великий камень». Читать гостям акценты деловой программы узнаем у Никиты Пуликевича. Он на связи со студией. Никита, добрый день, ждем впечатлений. Елена, добрый день. Без сомнения, выставка «Белагро» – это демонстрация передового опыта нашей страны в агропроме. И это своего рода бренд Беларуси. Инновационные решения предлагают отечественные и зарубежные компании, их более 500. В топе интереса гостей, а выставка открыта и для простых белорусов. Конечно, продукция машиностроения, продовольствия, от вкусных конфет до нашей молочки, на чем сегодня Беларусь зарабатывает и обеспечивает свою продбезопасность. Что касается экспорта, то интерес к рынку стран-союзников, а также Африки, особым интересом пользуется продукция с сертификатом халяль, что позволяет экспортировать ее на арабский рынок. И хотя это важное направление всей отрасли, главная задача обеспечить внутренний рынок в условиях санкций и давления иметь свой приоритет. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве. От поставок комплектующих до новых видов пищевой продукции, конечно, для партнеров форум возможно заключить новый контракт. И впереди большая деловая программа выставки, а итоги подведут 9 числа. Напомню, вход для посетителей свободный. Традиционно на главной сцене выступления творческих коллективов республики и от станции метро Могилевская бесплатный автобус. Елена. Никит, спасибо. Еще больше подробностей с выставки «Белагро» в нашем вечернем эфире. Фермерский бунт в Европе с новой силой. Аграрии против разрушительной политики Брюсселя, которая угрожает сельскому хозяйству. Поляки обещают заблокировать КПП на границе и не пускать в страну грузовики из Украины.
Из-за поставок дешевой сельхозпродукции оказались на грани разорения. В этот раз обещают осаду на месяц. Бастуют также французские и испанские фермеры. Они заблокировали погранпереходы и потребовали избавить их от нечестной конкуренции со стороны украинских сельхозпроизводителей. Недовольные стремительным ростом цен на топливо, немецкие фермеры на грузовиках направились в Брюссель. Здесь же аграрии европейских стран организовали акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с правилами нового зеленого курса. Такой крик души перед выборами в Европарламент. Они стартуют завтра в Брюсселе. Свобода и демократия. Один из беженцев снял на телефон, что происходит на польской границе. Часть беженцев смогла преодолеть польский забор и попала в руки местных силовиков. То, что происходит, жестокое избиение. Беженцы даже не пытаются сопротивляться, получая удары дубинками и ногами. Случай не первый. Покалеченных беженцев поляки и прибалты выталкивают в Беларусь. Польша превращает свою границу в карательную полосу. Помимо забора создается так называемая буферная зона – территория, где запрещено находиться посторонним. Это означает, что о страданиях беженцев, зверствах и убийствах силовиков может никто не узнать. Против зон выступают правозащитники. Сегодня они выйдут на акцию протеста. В ЕАЭС необходимо ускорить развитие цифровой экономики и промкооперации. Перспективное направление сотрудничества Евразийской пятерки обсудили на Межправсовете в Несвеже. Задача амбициозная, но реальная. ЕАЭС уже доказал свою эффективность, однако, чтобы двигаться дальше, нужно полное устранение барьеров, сближение законодательства и еще более тесная интеграция. Это позволит Союзу стать еще более весомым игроком на международной арене и повысить привлекательность для сотрудничества с другими странами, интеграционными объединениями. В ходе наших встреч мы единогласно делаем акцент на принципиальной важности проводимой работы по международному позиционированию Союза и созданию дополнительных условий для доступа товаров ЕАЭС на зарубежные рынки посредством заключения соглашений о создании зон свободной торговли с третьими странами. При этом, несмотря на определенные успехи, развитие некоторых переговорных треков притормозилось. Полагаю, что пришло время более критично посмотреть на ситуацию. На наш взгляд, требуется ускорение по тем направлениям, где мы взяли хороший темп. Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы Союза стало, конечно, принятие главами наших государств пятерки декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Это наш ориентир на перспективу. Призываю вас активнее включиться в подготовку дорожной карты по выполнению декларации. У Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира и быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству независимых государств. Совершенствование таможенного регулирования, борьба с недобросовестной конкуренцией, развитие транспортной и логистической инфраструктуры – это направление, которому уделяют особое внимание. В частности, на встрече в Ереване, где осенью следующее заседание Межправсовета. Тель-Авив планирует спецоперацию против ливанской Хизбаллы, сообщают арабские СМИ. Предварительно она намечена на середину июня. Задача – разгромить группировку и вытеснить около полумиллиона жителей за реку Литани. Точечные удары уже наносят. Более того, Цахал обстреливает Ливан фосфорными боеприпасами. Кадры публикуют информагентство. Перед этим Хизбалла нанесла удар по северу Израиля. Возникли более 20 пожаров, часть в непосредственной близости от населенных пунктов. Министр нацбезопасности Израиля призвал сжечь Ливан и вернуть страну в каменный век. Мировая общественность возмущена. В Швейцарии заявили, что арестуют членов правительства Израиля и Хамас, если они не приедут в эту страну и получат санкцию Международного уголовного суда. Он начал процедуру выдачи соответствующих ордеров.
Украине отказывают в деньгах. Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила очередной пакет помощи. Речь о более чем 5 миллиардах долларов. Средства предназначались на военные цели и восстановление инфраструктуры. Между тем, ряд других западных стран провоцирует эскалацию конфликта. Речь о разрешении наносить удары западным оружием по территории России. Генсек НАТО приветствовал соответствующее решение. У нас были плодотворные обсуждения как раз этого вопроса на встрече министров иностранных дел в Праге на прошлой неделе. Я приветствую решения, принятые на днях некоторыми союзниками. Не буду вдаваться в детали или давать советы некоторым союзникам по телевизору. У нас хорошие внутренние обсуждения и дискуссии по этому вопросу в НАТО. Эксперты отмечают, что удары натовским оружием по территории России наносились и ранее, и вряд ли смогут изменить ход вооруженного противостояния, как и участие иностранных наемников и воинских контингентов. Так, французы уже на Украине, и президент Макрон призывает к аналогичным шагам партнеров по блоку. Но согласны далеко не все. Вице-премьер Италии заявил, ни одна итальянская бомба не попадет в Россию, и предложил Макрону ехать воевать самому и не морочить итальянцам голову. Маршрут памяти через деревни, которые повторили судьбу Хатыни. Совместный проект телеканала ОНТ и патриотов Беларуси продолжается. Сегодня автоколонна отправилась в Гродненскую область. Здесь все родное и близкое с детства. Я люблю всей душою землю свою. Депутаты, трудовые коллективы, активисты и молодежь. Более 30 экипажей. Сегодня трагические страницы открывали в Ивьевском районе. 8 деревень стали сестрами Хатыни. В 1942-м нацисты сожгли дотла скромную белорусскую деревушку на окраине Налибокской пущи. Мучительной смертью погибли 29 жителей, из них 9 детей. Сейчас деревни Юровские нет ни на одной карте. А трагедия напоминает камень на кладбище деревень в Хатыни. Сегодня акция в память о тех, кто погиб от рук карателей у братской могилы в деревне Бакшты. Участники автопробега зажгли свечи и возложили цветы к монументу. Это наша память, это наша гордость. Мы должны передавать это из поколения в поколение. Это были наши родственники, это были наши товарищи, это друзья наших родителей, дедушек, бабушек. Это все наши люди. Мы должны это знать, помнить и ценить. Люди помнят, те, кто родился здесь, и чествуют эту память. Вот когда юровских расстреляли, у нас есть такой день, называется «Головосек». И все люди тогда не работают. Дали такое обещание, что в этот день никто работать не будет. Памяти ради этих замученных людей. И видя, какой геноцид творили в земле, хочется, чтобы никогда больше это не повторилось. Потому что чуть ли не в каждой деревне 100, 200, 300, 500 человек. Есть деревни по 1500 просто сожженных мирных жителей, которые вообще ни в чем не виноваты. Маршрут памяти продолжится. На этой неделе автоколонна снова отправится к сестрам Хатыни в Могилевскую и Гродненскую область. Наш первый национальный аэропорт Минск победил в конкурсе «Лучший аэропорт года» среди стран СНГ. Конкурс проводит Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации стран Содружества. Наша воздушная гавань удостоена почетной грамоты и Кубка победителя за 23-й. Аэропорт Минск в ассоциации с 1997 года. Награда у нас не первая. В прошлом году гавань признана лучшей в динамичном развитии. Далее о спорте. Олег Шебека. Олег, добрый день. Какие подробности? Лен, добрый день. Итак, сборная Беларуси и России по футболу готовится к товарищескому матчу. Подробности далее. Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к товарищеским матчам. Любители игры номер 1 в ожидании настоящего спортивного праздника уже в эту пятницу. Наши футболисты сразятся с командой России. Для белорусской сборной это первый домашний поединок за 3 года. Матч пройдет на национальном стадионе «Динамо» и начнется в 8 часов вечера.
Это особенный матч. Для меня это первая игра в Беларуси, и я счастлив. Жду заполненные трибуны. Нам нужна поддержка болельщиков, и я уверен, что они нам помогут. Нас ждет интересный матч. Сборная России – хороший соперник. У них много игроков из топ-лиг. Мы знаем их потенциал. Но постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой. Для болельщиков это, наверное, в первую очередь будет праздник. Как вы уже и сказали, давно сборная Беларуси не играла домашний матч, уже больше 2 лет, наверное. Ожидаю хорошую погоду, хороший соперник, статусный все-таки Россия, статусный соперник. И будет много болельщиков, будет много всяких активностей перед игрой, поэтому я считаю, что болельщики придут отлично провести время. Я надеюсь, мы не подведем, порадуем тоже хорошей игрой, хорошим результатом. Сборная Беларуси и России ранее встречались 4 раза. Белорусы выиграли 1 матч, россияне побеждали дважды. Еще одна игра завершилась в ничью. После поединка с российскими футболистами подопечных Карлоса Алласа ждет еще одна товарищеская встреча 11 июня в Будапеште против сборной Израиля. Килиан Мбаппе стал игроком мадридского Реала. Эта информация подтверждена официально. Соглашение рассчитано на 5 лет. Переход которого долго ждали, наконец состоялся. Еще в 2017 году появились первые слухи о том, что француза ждут в Мадриде. В 2022 году Мбаппе уже фактически согласился уйти из ПСЖ, но в последний момент передумал и остался. Сколько будет получать Мбаппе в новой команде, неизвестно. Эта информация не разглашается, но есть сообщение, что ради этого трансфера футболист пошел на понижение заработной платы. Мбаппе уверен, что деньги не главное в этом вопросе, и став игроком Реала, он сможет выйти на новый уровень. Женская сборная Беларуси по гандболу готовится провести товарищеские матчи с командой Ирана. Уже завтра наша команда отправится в Тегеран, где 7 и 8 июня состоятся поединки. Главный тренер команды Валерий Пивницкий пригласил на сбор 20 гандболисток, которые представляют чемпионаты Беларуси и России. Последние товарищеские матчи наша команда провела против сборной России в апреле. В 2 встречах сильнее были россиянки. В Национальной хоккейной лиге опубликовали финальный рейтинг драфта 2024 года. Известное издание «The Athletic» поставило белорусского защитника Артема Левшунова на 3-е место. Неделю назад эксперты из этого же издания ставили его на 2-ю позицию. Но в целом попадание в топ-10 говорит о том, что шансы стать игроком лучшей лиги мира очень высоки. Драфт пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. На этом у меня все новости спорта. Олег, спасибо. В 6 вечера увидимся. До встречи в эфире. До свидания. Жаля Біб. Мы чакаем, што ўсе 27 членаў Еўрасаюза будуць поўнасцю прытрымлівацца прынцыпаў, на якіх заснаваны Еўрасаюз. Гэта неабходна, асабліва неабходна для будучага старшынства ў Еўрасаюзе. Улічваючы гэта, мы падтрымліваем строгае далейшае выкананне працэдуры па 7-м артыкуле адносна Венгрыі, сказала яна газеце «Палітыка». Патлумачу, згодна з 7-м артыкулам дагавора аб Еўрапейскім Саюзе, калі краіна рэгулярна і сур'ёзна парушае прынцыпы Еўрасаюза, то яна можа быць часова пазбаўлена права голасу. Незразумела, якія прынцыпы парушае Венгрыя, але ж вось такая яна еўрапейская дэмакратыя. Трэба сказаць, што Венгрыя зменіць Бельгію на пасадзе часовага старшыні Савета Еўропы.
дэр Ляйен пераабрацца на другі тэрмін, бо хоча ёй адпомсціць. Аб гэтым піша ТАСС са спасылкай на выданне «Палітіку». Як зазначаецца ў матэрыяле выдання, еўрапейскія чыноўнікі ў Брусэлі асцерагаюцца, што Мішэль можа намервацца зрынуць уласнага ворага фон дэр Ляйен, перашкодзіўшы перавыбранню яе пасля шматгадовага саперніцтва. Еўрапейскі чыноўнік, імя якога выданне не раскрывае, заявіў, што Мішэль хоча, каб фон дэр Ляйен адступілася, а ён змог заняць іншую высокую пасаду ў Брусэлі пасля выбараў у Еўрапарламент. І неназваны еўрапейскі дыпламат расказаў аб занепакоенасці многіх членаў ЕС. Яны апасаюцца, што Мішэль, які пасля выбараў у Еўрапарламент будзе кіраваць размеркаваннем вышэйшых пастоў у Еўрасаюзе на саміце кіраўнікоў дзяржаў ЕС, адпомсціць фон дэр Ляйен замест канструктыўных дзеянняў будзе менавіта вось гэтая самая помста. Неназваныя чыноўнікі ЕС таксама падкрэслілі, што Мішэль можа прэтэндаваць на пасаду кіраўніка еўрапейскай дыпламатыі, якую зараз займае Жозеп Барэль. Аднак, на думку дыпламатаў Еўрапейскага Саюза, верагоднасць таго, што Мішэль зойме гэтую пасаду, вельмі невысокая. Ну вось бачым, у іх там вельмі высокія адносіны такія сяброўскія у Еўрасавеце, у Еўрапарламенце таксама. Напердадні запланаваных на 4 ліпеня дэтэрміновых выбараў парламент Вялікабрытаніі ўсё вастрэй паўстае пытанне аб тым, якую спадчыну, у прыватнасці эканамічную, атрымае новы ўрад. Задача, якая будзе стаяць перад пераможцамі выбараў, апынецца самай сур'ёзнай, прынамсі, з 1950-х гадоў, папярэдзіў дырэктар брытанскага інстытута фіскальных даследаванняў Пол Джонсон, слова якога прыводзіць Блумберг. Паводле яго слоў, нізкі тэмп росту эканомікі і вялікі аб'ём дзярждоўгу Вялікабрытаніі прывялі да самага буйнога крызісу ў краіне за апошнія 70 гадоў. У мінулым годзе Нацыянальная статыстычная служба Злучанага Каралеўства паведаміла, што памер дзяржаўнага доўгу Вялікабрытаніі ўпершыню за 62 гады перавысіў памер валавога ўнутранага прадукту. У маі 23 года ён склаў 100,1% або 2 трыльёны 267 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў. Апошні раз памер доўгу да валавога ўнутранага прадукту перавышаў 100% у сакавіку 61 года мінулага стагоддзя. Гэта тлумачыцца павелічэннем запазычанасцяў дзяржаўнага сектара, якія склалі 20 мільярдаў фунтаў стэрлінгаў альбо 25,4 мільярдаў долараў. І да такой сітуацыі прывяла маштабная праграма ўрада па кампенсацыі насельніцтву расходаў на электраэнергію, ну і таксама рост заробкаў. Сур'ёзным тормозам эканомікі за апошнія 14 гадоў стаў у Великобритании стал слабый рост продуктивности працы. У выніку заработная плата там практычна не змянялася пасля фінансавага крызісу 7-9 гадоў з папраўкай на інфляцыю. Паводле леташных даных памер заробкаў у Великобритании скараціўся ў рэальным вылічэнні з кастрычніка па снежань 22 на 2,5% на фоне даволі высокіх тэмпаў інфляцыі. Значным ударам па брытанскай эканоміцы таксама сталі дзяржаўныя выдаткі, якія рэзка павялічыліся. Першапачаткова гэта адбылося ў 2020 годзе, калі ўрад адрэагаваў на пандэмію ковід, а потым сітуацыю пагоршылі субсідыі, звязаныя з рэзкім ростам цэн на энерганосьбіты, выкліканым канфліктам Расіі і Украіны. Цечныя тэмпы росту эканомікі невысокія, і рэальны валавы ўнутраны продукт для сакавіка 24-го за 3 месяцы вырос на 0,6% у параўнанні з тым жа перыядам год таму. На фоне ситуации, якая склалася, Пол Джонсон заклікаў усе палітычныя партыі Великобрытаніі быць сумленнымі ў дачыненні да цяжкага фінансавага выбару, які трэба зрабіць наступнаму ўраду. Паводле яго слоў, у новых улад ёсць 3 рэальныя варыянты выхаду з эканамічнага тупіку: прыняць балючае скарачэнне расходаў на дзяржаўныя паслугі, запланаваныя цяпер, узняць падаткі, які ўжо павінен дасягнуць амаль 80гадовага максімуму, або ўзяць больш пазык і яшчэ больш павялічыць дзярждоўг. Брытанскі кабінет міністраў, як піша выданне «Спектатар», ставіцца да сітуацыі са спакойным аптымізмам. Ну, чаго яшчэ чакаць ад брытанцаў? У надзеі, што сітуацыя хутка палепшыцца, а леташні спад будзе кароткім і малаважным. Згодна публікацыі, ўрад працягвае настойваць на ідэі аб нібыта паляпшэнні эканамічнай сітуацыі, каб пераканаць у гэтым грамадскасць. Але ж зрабіць гэта становіцца ўсё больш складана. Як зазначаецца ў матэрыяле выдання, доказаў таго, што рэцэсія засталася ў мінулым, наўрад ці будзе дастаткова, каб
пераканаць грамадскасць у тым, што сітуацыя выпраўляецца. Ну і яшчэ ў працяг гэтай тэмы адкрытым застаецца пытанне аб тым, каму менавіта давядзецца вырашаць пытанне, што назапасіліся ў эканоміцы краіны. На фоне існуючых вельмі сур'ёзных праблем рэйтынгі лейбарыстаў у параўнанні з кансерватарамі працягваюць упэўнена расці. Недаўняе пытанне грамадскай думкі, праведзенае для нядзельнай газеты, показала, што лейбарысцкая партыя павялічыла адрыў ад кансерватыўнай. За партыю Кіра Стармера, якая партия находится в оппозиции, готовы отдать свои голосы 45% респондентов, что на 4% пункты больше, чем по выніках папярэдняга пытання. 23-24 мая оно прайшло. Нягледзячы на такія песімістычныя для кансерватараў прагнозы, Сунак, верагодна, не страчвае надзеі прадэманстраваць добры вынік на выбарах. Як адзначыў прэм'ер, ён прыйшоў на пасаду прэм'ер-міністра ў кастрычніку 2022 года, перш за ўсё для таго, каб аднавіць эканамічную стабільнасць, якая з'яўляецца краевугольным каменем любога поспеху. Дзякуючы калектыўным ахвярам і ў партыях рабоце мы дабіліся двух важных дасягненняў для набыцця гэтай стабільнасці. Паказалі, што ўсё магчыма, калі мы працуем разам. Наша эканоміка зараз расце хутчэй, чым прадказвалася раней, апярэджваючы па тэмпах росту Германію, Францыю, Злучаныя Штаты. У першым квартале валавы ўнутраны прадукт каралеўства вырас на 0,6%. Зрэшты, шансаў у кансерватараў, мяркуючы па многіх даследаваннях, усё ж вельмі мала. Па выніках апошняга апытання кампаніі YouGov, праведзенага для тэлеканала Sky News, лейбарысты апярэджвалі кансерватараў на 27% пунктаў. Такі дзень. Эфир СТВ продолжают новости. В студии Юлия Алексеюк. Здравствуйте и коротко о главном к этому часу. Обмен подарками, совместный труд и досуг лидеров. Как завершился государственный визит президента в Монголию. И ключ на старт, куда дальше отправился Александр Лукашенко. Почему освещать проблемы нужно? Продолжение большого разговора о работе СМИ. Медиафорум среди представителей партии «Белая Русь» прошел в Минске. Чего добилась белорусская легкая промышленность вопреки или даже благодаря санкциям? И какие многообещающие планы в кейсе на ближайший год? Продолжается зарубежная командировка Александра Лукашенко. Сегодня в графике президента Иркутская область. Крупнейший регион России, транспортная, культурная, экономическая и научная столица Восточной Сибири. Известная своими промышленными, добывающими руду, уголь, золото, нефть и газ предприятиями. И, конечно, природными красотами, тайгой и озером Байкал. Посетить область несколько лет назад главу нашего государства пригласил губернатор во время своего визита в Минск. И вот график совпал. Борт номер 1 приземлился в воздушной гавани Иркутска несколько часов назад. Александра Лукашенко у трапа встречал глава региона Игорь Кобзев. Между Иркутской областью и Республикой Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны взаимодействуют и в промышленной, и в аграрной сферах. Мы стабильно поставляем в регион карьерные самосвалы, БелАЗ и грузовики МАЗ, сельхозтехнику, речь о комбайнах Гомсельмаш и тракторах МТЗ. По данным на прошлый год, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Приангарья доля тракторов белорусского производства составляла 64%. А вот городской транспорт отечественного производства здесь встретишь нечасто. Поставки до сегодняшнего момента носили исключительно единичный характер.
В Иркутскую область России Александр Лукашенко направился прямо из Монголии, где находился несколько дней с государственным визитом. Это утро президенты двух стран провели в загородном центре монгольской культуры. Сразу по прибытии лидеры высадили на его территории деревья – сибирские ели, а затем стали зрителями красочного представления. В центре воссоздали атмосферу ежегодно проводимого в июле монгольского общенационального фестиваля «Наадам», во время которого устраиваются состязания в традиционных видах спорта. После культурной программы Александру Лукашенко продемонстрировали традиционный монгольский лук для стрельбы. Главы государств сперва понаблюдали за выступлением лучников, а после и сами проверили свою меткость. Обменялись лидеры во время встречи не только впечатлениями, но и подарками. Нашему президенту подарили пару монгольских скакунов, которым уже даже дали клички «Мир» и «Хуткий». А в ответ Александр Лукашенко презентовал своему монгольскому коллеге два трактора «Беларус». Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили, но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Напомню, с государственным визитом в Монголии Александр Лукашенко был с 1 по 4 июня. В роли президента белорусский лидер посетил страну впервые. Итогом прошедших официальных переговоров стало подписание ряда важных документов. Среди них дорожная карта сотрудничества на ближайшие несколько лет. Развитие экономик, рост благосостояния граждан. Актуальные темы развития евразийского пространства обсудили в Несвеже. Созданная за эти годы интеграционная платформа позволяет эффективно преодолевать самые сложные вызовы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Межправительственного совета в расширенном составе. За 10 лет ВВП стран объединения увеличился более чем на 12%, и по итогам прошлого года оценивается почти в $2,5 триллиона. Развивается взаимная торговля. За последние десятилетия объем товарооборота практически удвоился. Сегодня приоритетное направление для расширения сотрудничества – промышленная кооперация. Беларусь со своей стороны создает все условия для развития взаимодействия промышленных предприятий с целью производства совместного продукта под евразийским брендом. Наши страны вышли на финальную стадию реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Позитивные результаты очевидны по множеству запланированных мероприятий. При этом ряд мероприятий еще в стадии проработки, и есть опасения, что они не будут выполнены до конца 2025 года из-за пролонгации сроков, отсутствия консенсуса и так далее. Вместе с тем, стратегические направления развития – это документ, утвержденный главами государств. И наша задача – обеспечить его полное исполнение. Главы делегаций «пятерки» обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Среди них транспортная инфраструктура, таможенно-тарифное регулирование и климатическая повестка. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представила доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений. По итогам встречи подписан ряд многосторонних документов. Нарушители на границе с Литвой. Минувшей ночью гродненские пограничники задержали 2 белорусов. В их автомобиле были обнаружены квадрокоптеры, 18 аккумуляторных батарей, ноутбук и радиостанция. Уже установлено, что один из мужчин привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Второй злоумышленник был неоднократно привлечен к ответственности за нарушение законодательства о государственной границе. При осмотре мест проживания
распознавания нарушителей выявлена мастерская, в которой находился целый арсенал. Различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядное устройство. Все предметы изъяты военнослужащими Гродненской погрангруппы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушения пограничного режима. Напомню, с 1 апреля вступил в силу указ, запрещающий ввоз, хранение, эксплуатацию и изготовление дронов, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения. Партнерство СМИ и власти на местах, открытый разговор о проблемах, защита информационного поля от фейков и полуправды. Медиафорум среди представителей партии «Белая Русь» прошел в Минске. Сегодняшняя встреча, по сути, продолжение большого разговора о работе СМИ, который провел на прошлой неделе Александр Лукашенко. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил работе местных изданий и сотрудничеству чиновников с журналистами. Так что сегодня среди участников форума специалисты по связям с общественностью, активисты и представители Белой Руси из регионов. Те, кто не понаслышке знает о местных проблемах и могут решать их в связке с журналистами. Продолжаем вот такой концептуальный разговор. Здесь очень важный такой форум, потому что здесь люди с мест, которые работают с местными проблемами, работают с местными администрациями. Очень много посылов прозвучало на медиафоруме именно по этой работе. Но мы вот это все вместе обсудим и будем учиться друг у друга. Спикерами форума выступили представители крупных республиканских СМИ, в том числе сотрудники нашего телеканала, которые немного рассказали об изнанке работы в медиасреде, специфике борьбы с фейками и поделились профессиональными приемами, которые позволяют привлечь и удержать внимание аудитории. Мне понравилось, что основной посыл сегодняшнего форума, медиафорума, это прежде всего то, что мы должны бороться за правду все вместе. То есть каждый на своих местах должны видеть эту правду, объяснять эту правду своим коллегам, сотрудникам. Я работаю с детьми, с молодежью, это тоже очень важно. Это такое поле, огромное поле для нашей работы. С регионами нужно работать, там тоже воспитываются классные кадры в сфере журналистики. Много вопросов было в отношении работы с исполнительными комитетами, с чиновниками, только подавая правдивую, честную информацию, совместно, единую, мы сможем показывать, что у нас есть. Кроме того, эксперты отметили важность здравой критики в СМИ как республиканских, так и региональных. О проблемах можно и нужно говорить, чтобы совместными силами найти решение. Главное, не превращать это в критиканство. Белорусские предприятия почти на 100% обеспечивают продовольственную безопасность страны. Благодаря развитию такой стратегической для государства отрасли, как АПК, наша страна является лидером по производству сельхозпродуктов на душу населения. Лучшие достижения агропромышленной отрасли представлены сегодня на 34-й международной специализированной выставке «Белагро-2024». Она открылась в индустриальном парке «Великий камень». Порядка 500 компаний из 11 стран принимают участие в масштабном форуме. Площадка в этом году достигла рекордных размеров. На 32 тысячах квадратных метров представлено около 300 моделей отечественной и зарубежной сельхозтехники, из которых более 170 новинки. Отдельные секторы выставки посвящены плодоводству и овощеводству, средствам защиты растений, оборудованию для животноводства и растениеводства, а также другим направлениям АПК. Сегодня демонстрироваться и то, что уже делается и используется у нас на полях и на фермах. Ну и, конечно же, новое, что будет в перспективе использовано в агропромышленном комплексе. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов. В современном мире уделяется огромное внимание в области автоматизации сельхозработ, в том числе использования беспилотных технологий, технологий точного земледелия. И, конечно же, Министерство промышленности ведет целый ряд разработок в этой области. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением.
Выставка продлится до 9 июня. Запланирована широкая деловая программа. За время проведения Белорусской промышленной недели ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов о поставках белорусских товаров за рубеж. Несмотря на все внешние вызовы и угрозы, легкая промышленность Беларуси продолжает успешно функционировать и достигать высоких результатов. Так, в первом квартале 2024 года выручка от продаж товаров и услуг, предоставляемых концерном Беллегпром, увеличилась более чем на 11%. Налажен экспорт в более чем 70 регионов России. Кроме того, на руку отечественному легпрому сыграли санкции недружественных стран. Мы значительно шире вышли на рынки стран Дальней Дуги и СНГ. В планах не только продолжать наращивать экспорт, но и открывать торговые точки за рубежом. Готовая кожа сегодня абсолютно конкурентоспособна на рынке Индии и Пакистана, Ирана. Если говорить о легкой промышленности и его таком серьезном векторе текстиле, который нам удалось сохранить, модернизировать и развивать, то мы сегодня структурно, конечно, ежегодно баланс в производственной матрице сдвигаем в сторону максимального увеличения производства готовых штучных изделий. Среди главных векторов развития легкой промышленности на будущий год онлайн-торговля. Планируется, что отечественные товары будут представлены на крупнейших интернет-площадках и маркетплейсах. В перспективе занять нишу детских товаров. Так, в столице планируется открытие крупного профильного магазина. К этому часу это вся информация. Далее обзор спортивных событий. Вечерний информационный канал в 7:30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго и хороших новостей. Белорусский лагонщик Денис Марчук выиграл третий этап многодневки «Золото Ладоги». Вторым финишировал Иван Кормщиков, на третьем месте Никита Шульченко. Оба спортсмена из Самарской области. Дистанция составляла 135 километров. Отмечу, спортсмены боролись не только с соперниками, но и с дождем и ветром. Многодневная гонка «Золото Ладоги» завершится 8 июня. Маршрут проходит по дорогам Ленинградской области, Республики Карелия, а финальный этап состоится в Санкт-Петербурге. В Москве стартует неделя легкой атлетики. Серия соревнований, которая традиционно включает в себя несколько турниров. Как и в прошлом году, участие здесь примут белорусы. Бороться за метры и секунды в ближайшие 6 дней будут 17 наших спортсменов. Сегодня состоятся всероссийские соревнования «Забег по Никольской». В программе 2 дистанции, на каждой из которых можно увидеть наших легкоатлетов. Это гладкий бег 60 метров и 60 метров с барьерами. За высокие позиции будут бороться белорусы Максим Грабаренко, Янина Луценко, Виталий Порохонько, Эльвира Грабаренко, Светлана Порохонько и Руслана Романовская. Международный союз конькобежцев накануне на своем сайте опубликовал обновленную версию рейтинга фигуристов. Ни один белорусский спортсмен не включен в этот список, поскольку необходимым условием было выступление на официальных международных соревнованиях на протяжении последних 2 лет. Напомню, российские и белорусские фигуристы не принимают участие в стартах под эгидой Международного союза конькобежцев с марта 2022 года. В ближайшие дни в Лас-Вегасе состоится 59-й конгресс главной международной организации, на котором в числе прочих вопросов будут обсуждаться и актуальные темы, касающиеся отечественных спортсменов. Пока по предварительной информации Международный союз конькобежцев не планирует допускать белорусских и российских фигуристов к соревнованиям в предстоящем сезоне. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. В матче 1/8 он обыграл представителя Аргентины, 27-ю ракетку планеты Франциско Серундола со счетом 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. Сербский теннисист установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Джокович одержал 370 викторий в рамках турнира в серии «Большого шлема». Эдмонтон Оилерс стал третьей сверхволевой командой в Национальной хоккейной лиге. Нефтяники накануне вышли в финал Кубка Стэнли, одержав победу в серии над Даллас Старс со счетом 4-2. Тем самым Эдмонтон стал только третьей дружиной, кому удавалось добраться до финала плей-офф, отставая от 8-й позиции более чем на 10 баллов по ходу сезона. Впервые за 18 лет коллектив из Эдмонтона пробился в финал Кубка Стэнли. Оспаривать трофей в этом году он будет с лучшей командой Восточной конференции Флоридой, которая еще ни разу не становилась чемпионом НХЛ. Решающая серия сезона стартует 9 июня.
Завтра, 5 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южной половине, утром и днем на большей части страны дожди и грозы. Местами пройдут сильные ливни. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 25 градусов. В городах Минской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 23 градусов. В столице в ближайшие дни будет облачная с прояснениями погода. Пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха от 20 до 23 градусов. Каждая женщина сводит с ума, и позабыть ее образ нельзя. Если ты встретил свою на пути, то постарайся и ее береги. В каждой любимой есть что-то свое, то, что в другой найти не дано. И аромат ее помнишь всегда. Лучшая женщина — это судьба. Женщина, которая приносит любовь. Женщина-загадка, женщина-вино. Женщина, которая приносит тепло. Женщина, которой не все равно. Женщина, как воздух, с ней так легко дарит ощущение света всего. Женщина смеется, женщина поет, женщина колдует, в счастье живет. Женщина, которая приносит любовь. Женщина-загадка, женщина-вино. Женщина, которая приносит тепло. Женщина, которой не все равно. Слухаем свое. Повторяю, как в бреду повстречались мы с тобою на беду. В небе месяц молодой взошел на беду свою. Я тебя нашел, и не спали соловьи этой ночью до зари. И тихонько мне шептали о любви моей. О моей любви может быть любовь, но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью. А кажется, может быть любовь, но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью. А
кажется, в небе звездном белый месяц сел на трон и усыпал все тропинки серебром. И кружилась до рассвета голова, и от губ твоих я сходил с ума. Но не знали соловьи, что нет правил у любви. И шептали, но не знали, где-то там вдали слезы капали. Может быть любовь, но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью окажется. Может быть любовь, но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью окажется. Но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью окажется. Может быть любовь, но так обманчиво. Может не любовь, но так заманчиво. Сладко целовать тебя. Целовать тебя, целовать тебя, Сладко целовать тебя, целовать тебя, целовать тебя. Сладко целовать тебя, но кажется, сахар этот горечью окажется. Ты гори, гори костер любви, пой гитара и струна. Если любишь, то навек люби, если пьешь, то ты до дна. Колесил я по свету, думал, что счастья нету. Встретил я ее и запела душа, так была она хороша. Встретил я ее и запела душа, так была она хороша. Ты гори, гори костер любви, пой гитара и струна. Если любишь, то навек люби, если пьешь, то пей до дна. Если любишь, то навек люби, если пьешь, то пей до дна. Возведу в небо замки для прекрасной цыганки. Воля мне нужна на сытные края, да любовь шальная твоя. Воля мне нужна на сытные края, да любовь шальная твоя. Ты гори, гори костер любви, пой гитара и струна. Если любишь, то навек люби, если пьешь, то пей до дна. Если любишь, то навек люби, если пьешь, то пей до дна. Говорили нам люди, что мы вместе не будем, но венчала нас кочевая звезда.
вместе мы теперь навсегда. Но венчала нас кочевая звезда, вместе мы теперь навсегда. Ты гори, гори любви. Пой, гитара, рви струна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то ты до дна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то ты до дна. Ты гори, гори костер любви. Пой, гитара, рви струна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то ты до дна. Если любишь, то навек люби. Если пьешь, то ты до дна. У Беларусі 17 гадзін. У студыі Сергей Верас, вітаю вас. Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Расію. Александр Лукашенко наведвае Іркутскую вобласць. Самалёт беларускага лідара прыляцеў туды з міжнароднага аэрапорта Чингисхан ва Улан-Батары. У Манголіі Александр Лукашенко знаходзіўся з дзяржаўным візітам, у час якога адбыліся афіцыйныя перагаворы прэзідэнтаў дзвюх краін у вузкім і пашыраным складах, дасягнуты дамоўленасці аб пашырэнні ўзаемадзеяння ў гандлёва-эканамічнай сферы, пастаўках на мангольскі рынак харчовай і прамысловай прадукцыі айчынных прадпрыемстваў, сумеснай рабоце па лініі АПК. Штогадовы аграпрамысловы тыдзень. Выстава Белагра адкрылася ў індустрыяльным парку Вялікі камень. Форум гэта і магчымасць заключыць новыя кантракты. Удзельнічаюць амаль 500 кампаній з 11 краін. Сярод іх і вядомыя беларускія бренды. Каля экспазіцыі Хомсельмаша спынілася наш карэспандэнт Святлана Башылава. Яна выходзіць на прамую сувязь са студыяй. Вітаем. Прывітанне, Сергей. Вялікі інтарэс сёння удзельнікаў выставы, гасцей да навінак адкрытага акцыянернага таварыства «Гомсельмаш». Прадстаўлены высокапрадукцыйныя камбайны. Менавіта на іх попыты на некаторыя экземпляры ўжо з'явіліся новыя гаспадары, якія заключылі кантракты і аплацілі, каб прямо з Белагра ехаць з камбайнамі. Побач са мной у гэтай хвіліны намеснік камерцыйнага дырэктара прадпрыемства Дмітрый Муляр. У мяне ёсць магчымасць пацікавіцца. В эфире новости сейчас. С вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер 1 приземлился в Иркутске. Беларусь и Иркутская область имеют давние и прочные взаимоотношения. Этот российский регион для нас важный партнер как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах. Также для Иркутской области может представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили, пассажирский транспорт. В поле взаимных интересов и лесное хозяйство, а также строительство. Как известно, Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию собственно авиастроения. Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача реализовать масштабные проекты по наращиванию объемов выпуска судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к решению этой задачи. Они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Все дороги ведут в Великий камень. В индустриальный парк продолжает прибывать все больше гостей. Здесь проходит форум Белагра. Почти 500 компаний из 11 стран. Международная специализированная выставка, к слову, уже 34-я, это бренд, по которому узнают нашу страну. А еще Белагра – это занимательно и вкусно, это место, где можно увидеть ноу-хау наших ученых. Плюс максимум технических новинок от ведущих брендов машиностроения. Чем удивляют наши флагманские предприятия? Новинки уже успел рассмотреть наш корреспондент Алексей Кондратенко. Он на прямой связи со студией из Великого Камня.
Только предприятия нашего Минпрома презентуют почти 200 новинок. Мы увидели самые яркие. Это, конечно, МТЗ, Гомсельмаш, Бобруйск, Агромаш. Широкомасштабный и солидно представленный холдинг Амкадор. Здесь и зерносушильные комплексы, универсальные погрузчики. А неподалеку находится и новинка предприятия из Дзержинска. Это широкозахватная пневматическая селка «Верос». О ней, к слову, узнаем из первых уст. И рядом со мной сейчас находится генеральный директор холдинга Андрей Юроцкий. Андрей Владимирович, расскажите о вашей интересной новинке. Это действительно почти новая машина, это даже недоработанная. Это сеялка пневматическая, широкозахватная, зерновая, с увеличенным бункером по отношению к предыдущей модели с 6 до 7 тысяч литров. Плюс самая главная особенность – это возможность несения удобрений вместе с зерном при севе зерновых каких-то культур. Порядка 40 делегаций из Российской Федерации у нас уже записаны в нашем перечне для посещений. Также мы ждем делегаций с Узбекистана и Казахстана. Ну, а я добавлю, что Белагро приглашает всех каждый день до конца этой недели приехать в Великий Камень, а это в 25 километрах от Минска. Хороший повод познакомиться и с самим индустриальным парком. Студия. Спасибо. На связи из Великого Камня был наш корреспондент Алексей Кондратенко. Достойная замена западным образованием. Анкара желает присоединиться к БРИКС. Об этом заявил глава МИД Турции. По словам Хакана Фидана, некоторые европейские государства выступают против присоединения его страны к ЕС. Поэтому турецкие власти рассматривают БРИКС в качестве альтернативной площадки для интеграции. Также глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что намерен посетить встречу глав МИД стран объединения в России. Ожидается, что на этом заседании одной из тем станет возможность присоединения Турецкой республики к семье БРИКС. Воинственное заявление Макрона об отправке войск в Украину не более чем блеф. С таким мнением выступил французский колумнист The Washington Post Лихи Хокстейдер. Журналист отмечает, что таким способом президент Франции думает запугать Россию. Автор уверен, французы в Украине вряд ли смогут предложить ВСУ хоть какую-то дополнительную ценность. При этом Макрон практически не подготовил общество к перспективе гибели сограждан в зоне конфликта. Более того, по мнению Хокстейдера, союзники Парижа по НАТО не поддержат ввод войск даже в случае гибели там французских инструкторов. Нарушители с беспилотниками задержаны на границе с Литвой. Минувшей ночью в Гродненском районе пограничники задержали 2 белорусов. В автомобиле и прицепе фигуранты перевозили 2 дрона, 18 аккумуляторов к ним, ноутбук и радиостанцию. Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и изготавливал беспилотники. Второй злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за нарушение госграницы. Дома у задержанных выявлена мастерская для кустарного изготовления дронов с целым арсеналом. Радиостанции, ноутбуки, различные микросхемы, гарнитуры, антенны, GPS-трекеры, аккумуляторы к беспилотникам и зарядные устройства. Напомню, с 1 апреля вступил в силу закон о госучете и эксплуатации гражданских беспилотников, который запрещает оборот дронов и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения. И это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов. Эфирный день на «Беларусь-1» продолжает «Белорусское времечко». Здравствуйте, я Константин Юманов. И, как всегда, по вторникам тему нашей программы определяют ваши сообщения. О чем мы будем говорить сегодня, расскажет моя коллега Алена Спиридович. Здравствуйте. Мы в ответе за тех, кого приручили. Именно так мы сегодня обозначили тему нашей программы. А говорить будем о котах, собаках и прочей живности. Домашней и бездомной, преданной и очень агрессивной иногда. В течение часа обсудим ситуации, что нужно знать и как себя вести, чтобы и мы, и наши питомцы чувствовали себя хорошо и жили мирно. Если у вас есть своя история, звоните по номерам, которые вы видите на экране. Пишите в наши мессенджеры. Анатолий Вечер сегодня отвечает за телефонные звонки. Здравствуйте. Сегодня у нас спецвыпуск. И в течение часа мы будем звонить зрителям, а также обратимся к специалистам, которые помогут разрешить эти проблемы. Если у вас есть ситуация, которую вы хотите обсудить, пишите в наши мессенджеры. А прямо сейчас давайте узнаем, о чем пойдет речь в нашей программе в течение ближайшего часа. Где семья из-за домашней собаки может стать бездомной?
Как справиться с агрессией питомца? И почему дикие животные потянулись к человеку? Забота – это помощь в мелочах, о которой мы иногда даже не догадываемся или не замечаем. В Белагропромбанке «Забота» – это карта, созданная с вниманием к тем, кому это важно. Белагропромбанк. Хореографы, реформаторы, легенды, спектакли посвящения. Эйфман, Якобсон, Елизарьев, Пятипа. Фестиваль «Балетное лето в Большом» со 2 по 9 июня. Генеральный партнер проекта – страховая компания «Белгосстрах». правонарушениях Республики Беларусь. В отношении его 57-летней родственницы и 43-летнего местного жителя составлены административные протоколы по статье 25.2. Помимо этого, следователям проводится проверка в рамках уголовного законодательства. В соответствии с законодательством сотрудник органов внутренних дел наделен определенными правами, в том числе требовать соблюдения порядка, задерживать граждан, совершивших правонарушения, и доставлять их в органы внутренних дел. А в случае необходимости применять физическую силу, спецсредства и табельное огнестрельное оружие. В свою очередь, граждане обязаны выполнять законные требования, предъявляемые к ним сотрудникам органов внутренних дел. У Магілёўскім раёне загінуў вадзіцель сельгаспрадпрыемства. Няшчасны выпадак адбыўся напярэдадні ў полі непадалёк ад вёскі Рэчкі-1. Папярэдне ўстаноўлена, што 32-гадовы вадзіцель ліквідаваў няспраўнасць у аўтамабілі МАЗ, на якім працаваў падчас нарыхтоўкі сенажу. Падчас рамонту велікагруз стаяў пад ухілам. У выніку машына пакацілася і пераехала мужчыну. Ад атрыманых траўм ён памёр. Пад коламі грузавіка яго знайшлі калегі. На месцы здарэння працавала следча-аператыўная група. Высветлілася, што нягледзячы на супрацьадкатныя упоры, якія былі ў вадзіцеля, ён іх не ўсталяваў. Стаяначны тормоз таксама быў выключаны. Магілёўскім міжраённым отделом следчего комитета. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Кстати, если у вас есть история, которая заслуживает того, чтобы мы обсудили ее в эфире, пишите к нам в мессенджеры и звоните по телефонам, которые видите на экране, в редакцию. Наши корреспонденты до 6 часов вечера ждут и обязательно вас выслушают. Ну а начнем мы с истории, которая случилась не так давно и потрясла многих. Собака напала на свою хозяйку. От полученных укусов 70-летняя пенсионерка скончалась. Ну, история ужасная. Говорят, что хозяйка жаловалась соседке на агрессивность собаки. С чего вдруг собака начинает вести себя агрессивно не только по отношению к посторонним, но и по отношению к своей хозяйке или к своему хозяину? Что в этом случае надо сделать? Можно ли перевоспитать такую собаку? Об этом мы поговорим со специалистами. Ну а специалист майор Андрей Александрович Тисецкий, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных сил Республики Беларусь. Андрей Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот самый первый вопрос, да? Ну, знаете, вот эту ситуацию в Лидском районе, когда собака хозяйку порвала. Скажите, да, это что? Это недостатки воспитания собаку, то есть не занимались ей. Это порода вот такая. Что, откуда вот может причина? Быть? Да. Ну, вообще, склонности у пород к определенной агрессии существуют. Есть склонности, допустим, у охотничьих пород, к примеру, к более дикому образу жизни. Есть у собак такое понятие, как бродяжничество, то есть собаки, которые любят свободу, когда их ограничивают, может проявлять агрессию. Ну 99% это недостаток в воспитании. То есть мы привыкаем к собаке, к примеру, что она себя хорошо ведет, вроде бы нас все устраивает, но это только лишь из-за того, что мы не ставим ей такие условия, которые ей не нравятся. То есть, возможно, где-то решила заставить собаку, когда ни разу так не делала, заставить собаку, к примеру, двигаться рядом с собой, то есть, к примеру, резко одернула поводком, и либо еще что-то, то сделала то, что никогда не делалось
Андрей Александрович, мы понимаем, но неужели одного поступка достаточно, чтобы собака смогла нанести такое количество укусов, чтобы человек скончался, пускай даже 71 года? Ну, смысл, во-первых, я так понимаю, как бы я не видел полностью дело, возможно, были просто такие повреждения, которые вызвали обильное кровотечение, то есть повредились крупные сосуды. Но вообще, вполне, когда собака входит, скажем так, в кураж, то есть срабатывает инстинкт, не всегда она себя может в этом плане уже контролировать. А вот скажите, необходимо профессиональное воспитание любой породе собак, либо там, ну, так называемые дворняги, с ними можно попроще? Вообще любой собаки, к любой, относящейся к любой породе, либо вообще беспородных, то есть так называемых метисов, дрессировать собак в обязательном порядке необходимо. Андрей Александрович, человек стал замечать, что его собака становится агрессивной не только по отношению к чужим, но и к семье, в которой живет. Огрызается. Ну вот то, что было в нашей истории. Да. Что делать? Куда бежать? Как себя вести? Смотрите, если обнаружились вообще такие позывы агрессии у собаки, даже если к посторонним, первым делом всегда нужно обратиться к специалисту, к дрессировщику, потому что самостоятельно отдрессировать собаку, даже учитывая, что сейчас сильно развился интернет, есть очень много всяких возможных видео, уроков, невозможно, потому что каждой собаке должен быть определенный подход. Но не это самое главное. Всегда агрессия возникает на определенный раздражитель, на связь. То есть и раздражителем этим может быть любая вещь, предмет, человек, либо действие человека. То есть мы не, к примеру, я сталкиваюсь, к примеру, вот такая ситуация. Приходит хозяин собаки, возвращается домой, по дороге забирает ребенка 11 лет из школы, вместе заходят, обнаруживают, что собака в квартире нагадила или что-то сгрызла. И начинает собаку наказывать тут же. Как правило, это мы не знаем, это физическое воздействие. Собака уже не свяжет эти действия хозяина, то есть наказание, со своими действиями, что она сделала час или два назад. Она сгрызла и давно забыла, к примеру, эту вещь, за которую ее побили, скажем так, напрямую. А с чем она это свяжет? Сразу же свяжет с чем? С тем, что резко появилась обстановка. Вот хозяин к примеру, без ребенка гладит ее, не наказывает, а тут раз с ребенком наказал. А если, не дай бог, это повторилось 2 или 3 раза, все, уже стойкая связь на этого ребенка у собаки, что она получает только, к примеру, при этом ребенке. Это вот такой самый, один из у таких... собаки появляется враг в семье? Ну, нет, он не враг, это связь. То есть недоверие к этому человеку. Враг это немножко другое. Недоверие к ней. То есть, как только есть вот эта вот связь, хозяин, ребенок и собака, соответственно, собака уже к этому ребенку в этот момент будет агрессивно относиться. При этом без хозяина она может тогда вполне позволить. Андрей Александрович, а скажите, пожалуйста, любую собаку в любом возрасте можно перевоспитать? Предположим, понравилась собака, дворняга, бродячая собака, но она уже взрослая, можно ее взять домой. Она подвержена дрессировке или уже бесполезна? Чему-нибудь можно научить любую собаку. То есть просто, соответственно, определенные наши требования нужно снизить. Но дрессировать можно любую собаку любого возраста. Ну хорошо, как снизить? Естественно, агрессию убрать, уже сложившийся, к примеру, сложившийся рефлекс на раздражитель, к примеру, на ребенка и кусание ребенка, не всегда уже получается исправить. Как правило, большую часть таких собак просто нужно уже с этой семьи изымать. Хорошо. Скажите, пожалуйста, говорят о том, что часто собаки агрессивны к людям, от которых запах алкоголя. Это правда? Нет. Как правило, это один из таких поверий. Запах алкоголя собаку, если хозяин вообще, то, как правило, и собака любит хозяина, у нее хороший контакт, вообще никаких роли не сыграет. Единственный момент в чем мы так считаем, потому что человек, который выпил, он всегда ведет себя более смело, у него утрачивается чувство самосохранения. Да. Начинает активно лезть к чужой собаке, то и получает. И от собаки, соответственно, она же себя тоже защищает. Вот из-за этого сложилось такое мнение. Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Человек идет вечером по парку, ему навстречу свора собак, где несколько, так скажем, кобелей вокруг предмета ухаживаний. Естественно, она ведет себя очень уверенно и начинает рычать на человека. Противостоять своре собак одному человеку практически невозможно. Что делать в данной ситуации? Нужно убегать или стоять? Что делать?
Если есть ближайшее укрытие, нужно, конечно же, убежать. И, первым делом вообще стараться обходить такие, с большого расстояния такие своры, потому что там работают уже серьезные инстинкты сохранения, размножения, и собаки довольно агрессивны в этих, скажем так, уже сообществах, стадии в этом. Поэтому первым делом, надо помнить, что собака кусается за то, что торчит. Поэтому, если попытки собаки наброситься, нужно ей выставить что-нибудь, что такое довольно твердое и неприятно кусать. К примеру, зонтик, сумку, можно снять куртку, обмотать руку, в том числе ткнуть этой курткой, чтобы собака поняла, что ей неприятно брать в зубы предметы, которые выставляет человек. Возможно, она отойдет. Как правило, еще можно поворачиваться к собаке боком, плотно прижав к себе конечности, чтобы собака за них не укусила. Мы инстинктивно обычно размахиваем руками, либо ногами. Собаки за эти конечности, как правило, я же говорю, и кусают. То есть надо выставлять такие стороны, которые тяжело собаке укусить, а если она и кусает смело, то наносит такие, минимальные повреждения человеку. А если нанести удар в болевую точку, в нос, например, собаки, она отступит или это ее еще больше разозлит? Это еще больше разозлит. Мы проводили всевозможные тренировки и даже личный состав специальных подразделений, который проходил, допустим, обучение, выполнял точно такие навыки, как уход от собаки атакующей. Так вот, даже профессионалы не в состоянии, когда собака кусает, когда ты ощущаешь болевой шок, выполнить какие-то такие серьезные действия в плане ударить в определенную точку. Плюс собака очень быстрая. Вряд ли это что-то у вас получится. И самое главное, у собаки болевой порог сильно ниже, чем у нас. Ударив ее в нос, нам покажется, что это ей привели, допустим, очень больно, она может почувствовать только дискомфорт. Ясно. Спасибо огромное. Я думаю, что ваши советы будут полезны абсолютно всем. Напомню, что с нами на связи был майор Андрей Александрович Тисецкий, заместитель начальника по специальной службе кинологического центра Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы в ответе за тех, кого приручили, так что давайте будем ответственно подходить к вопросу, кого мы приручаем. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Если у вас есть своя история, звоните к нам в редакцию до 6 часов вечера. Вас ждут наши корреспонденты, и, конечно же, наши мессенджеры к вашим услугам. А сейчас мы расскажем о ситуации, о которой нам поведала Оксана, волонтер из Логойска. В ее городе есть сообщество неравнодушных людей, которые помогают животным. Щенок был спасен из усыпалки и на испытательный срок передан хозяйке, предполагаемой хозяйке. Но вскоре волонтеры узнали, что собака погибла. Давайте разберемся в этой ситуации. И что на самом деле произошло там, мы, я надеюсь, узнаем от самой Оксаны. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сначала, как эта собака попала к этой женщине? Собаку мы привезли сами. Собаку мы спасли с усыпалки Нагурского и искали ей дом. Но я стала ее официальным хозяином, насколько это возможно. То есть я ее спасла, сделала прививку от бешенства и некоторое время кормила, чтобы собака выжила. Это был щенок. И мы стали ей активно искать дом. Мы дали объявление в поисках хорошей семьи и хороших рук. Откликнулась женщина, которая жила в городе Смолевичи. И мы договорились, что мы привезем к ней Розу с условием того, что она посмотрит, подходит ли ей собака, получится ли у нее с ней дружить. Она сказала, что она опытный собаковод, и все будет хорошо. Мы привезли Розу, мы оставили деньги. 150 белорусских рублей на ее содержание, первоначальная помощь. Мы привезли ошейник, все необходимое для собаки. Единственное условие у нее было стерилизация по возрасту, и мы говорили с опаской о том, чтобы она обязательно сводила ее к врачу, консультации, потому что собака бывшая бездомная. У собаки было расстройство желудка, мы с ней пропивали таблетки. Понятно, после Гурского, когда она начала есть нормально, у них очень часто проблемы с кишечником. До этого она ела, что попадало, из мусорок. И она очень хотела ее стерилизовать. Договоренности о том, что эта собака переходит в ее собственность, у нас не было. Как любой волонтер, мы хотели посмотреть, приживется ли
собака, все ли хорошо, и в случае чего... А документы, Оксана, документы на собаку у кого были? Да, у меня у вас, да? Но знаете, в чем проблема нашего законодательства? Простите, это эмоции. В том, что ветпаспорт – это всего лишь ветпаспорт. У меня был ветпаспорт, где вклеена ее фотография, стоит печать, и мы сделали ей прививку первую от бешенства, все необходимое. И у меня очень много свидетелей, что это была моя собака, что я ее пристраивала, ну и, в общем-то, о том, что я была фактически хозяином. Но с точки зрения юридической, эта собака не была зарегистрирована по адресу моего проживания. Ну, правильно, вы же ее... Она же у вас была, ну, как бы на передержке. Да, да. А следовательно, я не являюсь ее фактической хозяйкой. Получается, что животное – это вещь. И когда мы передали вот этой женщине, я была уверена, что если что-то пойдет не так, я просто заберу. Могу объяснить, по каким причинам. На утро, вот вечером мы привезли ей собачку, а уже на следующее утро, ну, либо день, я не могу сказать точно, чтобы не давать неправильную информацию, она отвела ее на стерилизацию. То есть маленькую крошку, которая 4 месяца на кастрацию, это полное удаление репродуктивных всех органов. Есть операции разные, стерилизация, она немножко полегче. Вот кастрация – это удаление всех органов. И все бы ничего, но мы не переживали, мы знали о том, что она собирается делать эту операцию, но мы были уверены, что доктор даст правильную консультацию профессиональную и в любом случае собачку обследует. А что доктор? А доктор не взял ни одного анализа. Ни кровь, ни УЗИ, ни мочу. Ну, то есть вообще ни одного анализа, в принципе, он это и не отрицает. А как была ситуация у нас? Мы спрашивали, как Роза, она не выходила на связь. Пока я просто не позвонила в клинику, не спросила, как собака. Не клиника, это был веткабинет, она нам очень ходила, говорила, что у нее там знакомый врач. И нам сказали, что собака не выжила, что Роза не перенесла операцию. У меня очень хорошая интуиция, и я понимала, что что-то здесь не так. Как может собака вот не выйти из операции? Нам всегда животные отдают, когда она вышла из наркоза. У меня очень много опыта, у меня своих 2 собаки. И я понимала, что есть вопросы, на которые у меня нет ответов. Я стала их искать. Я позвонила ей и попросила рассказать мне все подробно, почему Роза умерла. На что она сказала, что собака умирала, оказывается, почти полдня. После операции ей дали животное, не вышедшее из наркоза. Это подтвердила их администратор-продавец, что она села с Розой. Роза была еще в наркозе, то есть ей отдали собаку, которая не пришла в себя, я считаю, это тоже нарушение. Дома у нее пошли осложнения, у нее открылся понос, скорее всего поднялась температура, но у врача был выходной, понимаете, это Смолевичи. Она ему позвонила просто на мобильный номер и стала рассказывать ситуацию, что щенку плохо, а он ей сказал поить, ну что-то еще там делать. То есть он не в срочном порядке собаку привезли, чтобы понять, в чем осложнение. На собаке становилось хуже и хуже. Она позвонила ему еще раз, и он приехал, уколол ей укол от аллергии почему-то. Опять без обследований каких-то. Ну и к 6, по-моему, утра, то ли вечера, я плохо запомнила, Роза умерла. Из ваших слов следует проверить квалификацию этого врача. Да. Вот если именно честно. Поэтому я подавала в суд. Именно на это я подавала в суд, не на эту женщину. Я подавала в суд на врача, но у меня юридически не хватило на это оснований. Я подала жалобу в налоговую по работе веткабинета, потому что веткабинет еще не факт, что может делать полостные операции. На ветстанцию, чтобы проверили работу врача. Но у меня везде и повсюду, и даже в обществе защиты прав потребителей о том, что некачественно была проведена операция с нарушением. Полостная, тяжелая операция. Везде мне один ответ. Вы не хозяин собаки, хозяин собаки. Вот. Претензий не имеет. Ну, ясно. Да. И получается, что все. В общем, как бы вашу точку зрения печальная поняли, да, история печальная. Мы благодарим Оксану, и вот сейчас, может быть, прольет свет на данную ситуацию как раз Наталья Даниловна Кирильчик, директор веткабинета из Смолевичей. Ну и с нами еще на связи Оксана Николаевна Давыденко, это председатель Ассоциации зоозащитных организаций. Наталья Даниловна, добрый день. Оксана Николаевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Даниловна, ну вот мы выслушали точку зрения нашей героини. Расскажите вы, что же произошло с этой собакой? Что произошло с собакой?
Собака умерла. К нам обратилась женщина, привезла собаку. Сперва пришла, говорит, вот у меня собака, я взяла у волонтеров. Она уже обработана, она уже подготовлена, нужно ее простерилизовать. Так. Ну, хорошо. То есть она сказала, что анализы брать не нужно, УЗИ делать не нужно, кровь брать не нужно. Это не обязательная программа. Не нужно брать. Так. Наталья Даниловна, простите, что перебиваю, а 4-месячному щенку можно делать подобную операцию? 4-месячному нет, но там было не 4 месяца щенку. По нашей информации, собаке было 4 месяца. Так, это один вопрос. И еще позвольте задать один вопрос. Собаке после операции стало плохо. Врач ушла... 24/7 врач на связи со всеми нашими пациентами. Я не врач, я администратор. Была проведена операция, плановая операция. Собака не выдержала наркоза, потому что собака была, оказывается, не подготовлена вообще, чтобы ее передавали в чужие руки. Волонтер, если она волонтер, как вот она могла отдать? Она была не подготовлена, не обработана, не провакцинирована. Она говорит, что сделали прививку от бешенства. Но первая прививка делается не от бешенства, давайте так. Когда собака умерла, сделали вскрытие. Конечно, врач тоже интересно, почему такое произошло. Мы никогда не оставляем никаких, каждый случай, он разбирается. Конечно. Понятно, чтобы впредь такое не произошло. К какому выводу пришли вот после вскрытия? Там был острый энтерит на фоне глистной инвазии. Собака была больная. Она была не подготовлена, чтобы ее передавали в чужие руки. А скажите, почему врач взялся за операцию, не зная, что собака не подготовлена? А нам разве дали документы? А почему он не спросил? Документы привезли через неделю. Внешне она была вполне нормальная собака. В любом случае, врач, который взялся за это дело, несет ответственность. Возможно, хотел как лучше, понимаете, но... Я вам скажу, что это действительно так. В большинстве клиник не требуют документы. Вот. Ну, давайте, хорошо. Сейчас давайте мы поговорим с Оксаной Николаевной Давыденко, председателем Ассоциации зоозащитных организаций. Ну вот, может быть, она нам разъяснит эту ситуацию. Оксана Николаевна, добрый день. Добрый день. Ну, вы все слышали, да? Здравствуйте, Оксана. Ваша точка зрения, вот что произошло? Вот знаете, нам всегда сложно вообще спорить с ветеринарными врачами, потому что мы, так сказать... С одной стороны, мы же понимаем, что портить отношения с ветеринарными врачами это плохо, потому что мы вынуждены обращаться. С другой стороны, когда бывают эти врачебные ошибки, которые стоят жизни подопечным, они все равно требуют вмешательства. Поэтому здесь, конечно, я бы рекомендовала все-таки, очень жалко, что вскрытие проводилось в той же клинике, которая, так сказать, которую обвиняют сейчас, насколько я поняла, в гибели собаки. Потому что все-таки нужно было проводить это дело в сторонней клинике, чтобы там был объективный взгляд. И мы всегда в таких случаях рекомендуем людям обращаться в Общество защиты прав потребителей. И я могу привести свой пример. Мы вчера спасали котят, и я с ними тоже обращалась в ветклинику. То есть они не зарегистрированы еще, понятное дело, нигде, потому что они были выловлены в частном доме. Поэтому ветклиника оказала мне услуги. Если бы я осталась недовольной услугами, оказанными в ветклинике, я бы обязательно обратилась, так сказать, за защитой своих прав. И к сожалению, могу сказать, что Общество по защите прав потребителей, они констатируют, что сейчас очень много обращений по поводу некачественного оказания ветеринарных услуг. Но, к сожалению, граждане не всегда грамотно поступают. Иногда, кстати, эти претензии не обоснованы. Это тоже обращают внимание юристы из Общества защиты прав. Но в том числе они обращают внимание на том, что все-таки обязательно нужно проводить вскрытие и желательно действительно в сторонней клинике это делать. И опять-таки собирать все документы, абсолютно все документы. Здесь я слышала от сотрудника, как я понимаю, ветклиники оправдание по поводу того, что собака была внешне здорова.
Понимаете, но ведь собаки проводятся определенные манипуляции перед операцией, и в том числе измеряется температура, прослушиваются сердечные ритмы. И как бы, если честно, немножко сомнительно, чтобы не отличить щенка 4-месячного, вот, у которого глистная инвазия. Глистная инвазия, она, в общем-то, так сказать, имеет признаки, особенно сильная глистная инвазия, это раздутый живот. Вот. Странноватые, если честно. Хорошо. Давайте тогда немножко подведем итог. Скажите, пожалуйста, в данной ситуации понятно, каждая сторона отстаивает свою точку зрения. Что сейчас делать Оксане для того, чтобы свою точку зрения отстоять? Смотря чего она требует от ветеринарной клиники, потому что мы же все понимаем, что животное уже не вернешь. Понятно, да. Это самое печальное в этой истории, потому что если она считает, что в ветклинике работают недостаточно квалифицированные врачи, во-первых, она в книгу жалоб и предложений может оставить свои замечания, так сказать. Так. Во-вторых, я бы ей все-таки советовала обратиться к юристам из Общества защиты прав потребителей, потому что мне кажется, судя по этим объяснениям, что ей кто-то сказал, что собака не зарегистрированная, она не имеет на это прав, это очень ложная информация. Абсолютно она неверная. Я бы ей рекомендовала все-таки пойти к юристам. А если в суд обращаться? Вот это с помощью, опять-таки, Общества защиты прав потребителей. Поможет. Почему мы... Да, конечно. Но вы знаете, мне кажется, что это в любом случае правильный выход, потому что если клиника права, то клиника отстоит свои права. Но если клиника не права, то Оксана все-таки будет удовлетворена. Как минимум, хотя ситуация уже собачку никто не вернет. Не вернет. Вопрос рубля, кто за что будет платить в конечном итоге. И здесь нужно оценить свои силы. К сожалению, все мы правы. Очень жалко 4-месячного щенка. Это очень милое создание и очень душевное, теплое. Но, тем не менее, ситуация такова, что ее обязательно нужно довести до финала. Потому что это будет всем нам наука. Мы будем держать руку на пульсе этой истории, мы будем следить за тем, как происходит эта история. Но для того, чтобы все ответственно относились к процессу, которым управляют. Врач к своему процессу, волонтер к своему процессу, поскольку мы слышали обвинения от директора ветклиники о том, что собака была не подготовлена. И у нас нет оснований не верить в эти слова. Конечно. Потому что, как ты правильно, Анатолий, сказал, каждый отстаивает свою точку зрения. И здесь важно найти именно тех юристов, которые видят перспективу в этом деле и доведут его до конца для того, чтобы справедливость была восстановлена. А посему мы точку в этой истории не ставим. Просто благодарим за участие в программе Наталью Даниловну Кирильчик, директора веткабинета Смолевичей, и Оксану Николаевну Давыденко, председателя Ассоциации зоозащитных организаций. Мы продолжаем. И еще одна ситуация попала в поле зрения программы «Белорусское времечко». И эта ситуация требует обсуждения. Катерина из Несвежского района оказалась в очень непростой ситуации. Она из-за собаки может лишиться жилья. Наши корреспонденты разбирались в этой истории, кому и за что грозит выселение. Я в общежитии проживаю уже 16 лет. С нами проживает собака породы стаффордширский терьер. С нами он уже проживает 10,5 лет. За 10 лет Тайсон стал полноправным членом семьи. Однако над привычным укладом жизни Екатерины и ее домашних навис дамоклов меч. Пришло уведомление, что животное следует выселить. На что я, естественно, пошла на прием к директору. Разговор у нас, скажем так, не сложился, потому что он категорически настроен, сказал, что собаку нужно убрать. Оперирует это тем, что якобы мы нарушаем санитарные нормы, хотя собака полностью содержится в чистоте, он привит, у него прививка от 1-го года до сегодняшнего, то есть года 24-го. И единственное предложение директора это было подарить, убрать, продать. Для этого дали срок 1 месяц. Общежитие небольшое, в здании только Екатерина, владелец собаки. У соседей же только коты, но и их не обошла участь переселенцев. Екатерина говорит, что все хозяева питомцев в отчаянии. Все спрашивают у меня, что буду делать я.
Вот, поэтому кто-то говорит, вывезу в деревню, но это тот кот, который гуляет постоянно по улице, только тот приходит домой. Вот. Те, допустим, коты, у кого они находятся непосредственно в комнате, там, конечно, люди не знают, потому что там тоже и породистые, есть, конечно, и обычные коты, но все равно любое животное специфическое, оно привыкает к хозяину, как его можно просто вывести в сарай. За эти годы животное привыкло к семье и даже лапы доверяет мыть только Екатерине. И как так взять и куда-то отдать, терзается хозяйка Тайсона. Более того, перед тем, как завести питомца, женщина ходила к предыдущему директору предприятия, на балансе которого находится общежитие, и он дал добро. Но вот только на словах. Документального подтверждения, увы, нет. Есть специфические санитарно-эпидемиологические требования по содержанию и эксплуатации общежитий. Номер постановления 740. В пункте 9 главы 2 вышеупомянутых требований прописано, что порядок содержания домашних животных в местах проживания устанавливается руководителями мест проживания. В феврале 2017 года в этой организации были утверждены правила внутреннего распорядка проживания в общежитиях. И еще тогда жильцов ознакомили с этими правилами. Если предыдущие годы на это еще закрывали глаза, то сейчас решили к этому вопросу вернуться. В связи с тем, что за последнее время у нас участились жалобы от жильцов общежития на содержание домашних животных, на лай собак, администрацией было принято решение всех жильцов уведомить о недопущении содержания домашних животных в общежитии. В законодательстве Республики Беларусь прямого запрета на содержание домашних животных на территории общежитий нет. Однако наблюдается картина, что в одном общежитии лояльно относятся к живности, а в другом нет. Почему так, пояснили в исполкоме. Согласно положению об общежитиях, которое утверждено постановлением Совета министров номер 269, указывается, что именно регламенты проживания в том или ином жилом помещении определяются руководителем организации, балансодержателем. Что касается данного случая, здесь я знаю, что четкий имеется запрет на содержание животных. Однако первым требованием для проживания является регистрация. Каждое животное должно иметь удостоверение и жетон. Более того, питомец Екатерины той породы, которая входит в перечень потенциально опасных. На сегодняшний день это все актуально, потому что жители, граждане приобретают животных. Собак, кошек. И согласно правилам содержания требуется регистрация животных. У нас ведется журнал. Когда приходит владелец, мы выписываем регистрационное удостоверение. Выдается собачке жетон, который необходимо, чтобы на ошейнике ходил, носил. Потому что если есть отлов собак, значит, по жетону можно определить хозяина. На сегодняшний день ставка налога, значит, собаки, которые, не, скажем, потенциально опасная, это 11 рублей 90 копеек. Потенциально, да, опасная, значит, 56 рублей 90 копеек. Эта сумма выставляется в жировку один раз в 3 месяца. Кстати, в этом году питомец Екатерины получил заветную регистрацию. 21 мая к нам обратилась Шевчук Екатерина, проживающая в поселке Альба, для регистрации своей собаки. Регистрация проведена, ей выдано регистрационное удостоверение. На данный момент регистрация не спасает от выселения собаки Екатерины. Но 1 апреля этого года президентом был подписан закон об ответственном обращении с животными. Такие моменты там детально проработаны. Новопринятый закон во многом будет достаточно прогрессивным актом, и он либерализирует значительную часть норм и отношений, которые существуют у граждан. В частности, по ситуации с общежитиями в пункте 6 статьи 25 предусмотрена возможность содержания при определенных условиях, которые Совет министров должен разработать до вступления закона в силу, и собак, и кошек в общежитиях. То есть такая норма, она в законе содержится, и она будет позволять гражданам содержать животных-компаньонов в условиях общежития. Этот закон вступит в силу только 1 января 2025 года, а выселяют животных сейчас. И перспективы у семьи Екатерины не очень радужные. 3 предписания за год и выселение не только Тайсона. Чемоданы придется собрать и Екатерине, и ее супругу, и дочери. К слову, несовершеннолетней. А пока у них своего жилья нет, это достаточно проблематично. Но это уже совсем другая история. И чем она закончится, покажет времечко. Собаки – друзья человека. Однако об этом не каждая знает собака. Времечко. Вы знаете, друзья, скорее всего, дело не в собаках и не в котах. Скорее всего, дело в людях.
В очередной раз мы упираемся в соседские отношения. Получается, что люди, которые проявляют любовь к животным, держат дома собак, котов. Мы видели, что собака воспитанная, ухоженная. Мы видели, как она себя ведет доброжелательно. Костя, я вот о чем хочу сказать, что, возможно, и Тайсон тут вообще ни при чем. Возможно, какому-то человеку в общежитии не нравится соседский кот. И пожаловались на кота. А администрация принимает волевое решение рубить, значит, уже под корень. Ну, насколько я знаю, если на эту уже собаку... выгонять, так всех животных, и чтобы ни одно животное... Так дело не в том, что кот не нравится, а может быть, это человеческие отношения, может быть, и кот не нравится. Но я понимаю прекрасно администрацию вот этого общежития. Зачем нести ответственность, если есть люди, которые уже начали жалобу? Через полгода вступит в силу закон, где черным по белому будет написано, что и собак, и котов можно держать в общежитии. Что тогда? Ну, насколько мне известно, вот именно на эту собаку жалоб не поступало. Но, видите, попала под раздачу, что называется, и очень многие чиновники просто живут по принципу, кабы чего не вышло, на всякий случай, а давайте-ка мы запретим, а там разберемся. Когда через полгода вступит в силу этот закон, с чиновников снимется вот эта ответственность, и они, может быть, вздохнут свободно, они смогут лояльно и легально проявлять свою человечность, как бы уже не надо будет разрешать, так сказать, своих домашних животных держать в общежитии, потому что они будут иметь право по закону. Хорошо, а что Тайсону полгода делать? Сейчас, какие варианты у нас есть? Сейчас семья съезжает из общежития, снимает квартиру. Разница в деньгах будет не очень большая, скорее всего. Или лучше всего найти дом. Потому что есть другой вариант. Кому-то его отдать в добрые, надежные руки на эти полгода. В заводчики какие-то. В какую-то гостиницу ходить, навещать. Но это боль. Собачья гостиница – это очень дорогое удовольствие на полгода. Вот. Но, понимаешь, что значит отдать? Ведь это, по сути, член семьи. Да. Давайте отдадим на полгода ребенка там, отдадим жену, маму, папу. Но собаке не объяснишь, что ее не предают, ее не бросают, а через полгода мы тебя заберем обратно. Это вообще страшная история. И тем не менее... Я не представляю даже, какой совет тут можно дать. Если мы не можем докопаться до истины, мы не можем, потому что мы не знаем всех отношений, с чего все началось и у кого где какой конфликт. Я могу сказать, что у меня была точно такая же ситуация. У меня была собака в общежитии, и мне сказали, решай, либо собака, либо мы тебя выселяем. Вот. И все, и нам пришлось собаку отдать родственникам в деревню. Слава богу, что у тебя есть родственники в деревне, понимаешь? Можно дать еще такой совет. Очевидно, все хозяева котов и собак должны собраться, написать какое-то коллективное письмо и подписать это письмо у всех соседей, что соседи не возражают против того, что животные будут жить в общежитии. И потом уже с этим подписанным письмом идти к директору предприятия и вызывать к какой-то человечности. Есть еще один. К человечности мы уже говорили. К сожалению, вступил в силу закон. Есть еще один путь. Использовать бюрократическую систему. Начать... ответный иск в судебной системе, подавать в суд, тянуть время, совершенно верно. Слушай, в течение полугода тянуть время. Человек рискует лишиться общежития для себя, не из-за собаки, а из-за своего плохого характера. Понимаешь? Когда человек на чашу весов кладет... Начнет судиться и скажут, тогда тогда надо взывать уже к человечности руководителя и сказать, что, дорогой мой руководитель, к сожалению, вынужден двигаться вот таким путем, потому что вы же нам разрешили, а сейчас через полгода как-то нам надо решить эту проблему. Через полгода вступит в силу закон. Радует только одно. Мы эту тему подняли. Скорее всего, люди, которые живут там, возможно, увидят нашу программу и все-таки, может быть, обратят на это внимание и по-другому решат этот вопрос. У меня просьба к нашим зрителям.
слушаем. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Возможно, у кого-то возникнет по этому поводу какая-то идея. Поделитесь, пожалуйста, напишите в телеграм-канал, в Вайбер. Ну, мы вернемся обязательно к этой теме. И всем хозяевам живности домашней, общежитской, мы желаем терпения и удачи. А сейчас давайте сделаем небольшую паузу, поскольку подошло время нашей постоянной благотворительной рубрики «Дети нашего времечка», в которой сегодня мы обращаемся к вам за помощью для 6-летней Екатерины Виноградовой из Кобрина. У девочки огромная беда со здоровьем. Ей диагностировали редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия 2 типа. При этом заболевании слабеют мышцы ног, рук. Ребенок теряет возможность глотать. Спасение есть. Одна инъекция импортного препарата, но стоит этот препарат около $2 миллионов. Такую космическую сумму, как вы понимаете, семье собрать просто невозможно. А время ограничено. Инъекцию необходимо сделать до определенного возраста и веса ребенка. Если вы можете помочь, то сделайте. Дайте девочке шанс на жизнь. Самый простой способ это сделать – перечислить деньги на номер телефона. Номер вы видите на экране. На Беларусь-1 белорусское время. За тех, кого приручили, так звучит тема нашей сегодняшней программы. Если у вас есть своя история, позвоните по телефону, который вы видите на экране. В редакции вас ждут наши корреспонденты. Присылайте свои фото, видеоматериалы на наши аккаунты, в том числе и в мессенджеры, телеграм-канал. Подписывайтесь на него обязательно. Белорусское времечко. Комментируйте ситуации, о которых мы рассказываем в эфире. Ну а мы продолжаем. И на очереди обращение от Анны из Витебского района, Максима из Минска, Елизаветы Максимовны из Вилейки, Виктора из Витебска. Все они пишут об одном и том же. О том, что сегодня дикие звери, медведи, лоси, волки заходят в города, и их можно увидеть гуляющими по трассе. Ну, в интернете тоже вы наверняка видели много картинок и видео, где медведь гуляет по трассе, а даже в Минске лось бегал по дворам. Такие случаи достаточно часто происходили, и не только в нашей стране, во всех странах это происходит. Например, в Прибалтике практически 60% дорожно-транспортных происшествий на дороге около леса связано с дикими животными. Вот мы видим сейчас на экране медведь достаточно спокойный, не агрессивный. И, тем не менее, слава богу, что они еще пока в магазины не заходят и не грабят их, как в определенных мультфильмах, но тем не менее у людей, далеких от природы, живущих в городах, это вызывает шок. Соответственно, они снимают вот такие видео, которые мы сейчас видим. 35 километров от Витебска – это достаточно далеко и достаточно близко. Хорошо еще не в самом городе. Вот как себя вести при встрече с диким животным? Ну, особенно с медведем, если честно. Потому что лось как-то так перебегает дорогу и уходит в чащу, а медведь, он чувствует свою силу и свое любопытство демонстрирует. Наверное, одно из правил – не подкармливать диких животных никогда, потому что они к этому привыкают. Это уж точно, да. Ну, ты говоришь, что лось еще так. Но когда лось гулял, было видео примерно в километре от нашей студии. Это тоже так себе, конечно. В Минске, в Уручье дворе был замечен лось, который был напуган, он бегал, он даже и людей испугал, и сам был напуган. Это просто опасно. Да, это очень опасно. Но наши зрители жалуются не только на лесных обитателей. Городские вороны тоже становятся опасными и нападают на людей. Почему? Об этом расскажут наши корреспонденты. О, боже мой, мать, она второй раз так у меня прилетает. Это девочки, это я не знаю. А знаете, откуда это? Это с моей головы. А знаете почему? Потому на меня ворона покушалась. Она порезала голову. Мне теперь бешенство будет или что? Это
Это видео с покушением вороны уже облетело многие соцсети. На днях этот случай произошел в Минске. Гомель птичьи атаки тоже не обошли стороной. Недружелюбность одной из ворон почувствовал на себе и гомельчанин Александр. Буквально вчера я был атакован вороной, шел на работу с утра. И я еле успел увернуться. Она уже почти на голове у меня сидела. Не щадят вороны ни людей, ни животных. Котам и собакам достается по полной. Явление странное, но объяснимое. Повторяется каждый год. В конце весны, начале лета. Дает диагноз птичьих дел мастер, орнитолог и ветеринар Руслан Титушкин. Птенцы серой вороны пытаются встать на крыло, учатся летать. Естественно, выпадают из своих гнезд, падают где-то в траву. Естественно, люди, проходя мимо, являются угрозой для птенцов. И матери, чаще всего защищая своих птенцов, нападают на мимо проходящих людей. Любые живые существа, которые могут оказывать угрозу для птенца. Не запаниковать в такой ситуации очень сложно, но нужно постараться и искать причину вороньей атаки рядом в траве. Уже опытный во взаимоотношениях птиц и людей гомельчанин Александр знал, что делать. Потом я прошел, заметил, сидит маленький вороненок возле кустиков в траве. Я так и понял, что это взрослая ворона защищает свое дитя. Воронья атака может быть довольно продолжительной и болезненной. Специалисты консультируют. Птицу-мать нужно постараться понять и простить, а маленькому птенцу по возможности помочь. Для этого нужно укрыться с помощью зонта или одежды и отнести птенца в безопасное место, подальше от дороги. Чтобы стать на крыло, птенцам вороны нужно от 3 дней до недели, так что скоро птичьи атаки прекратятся. Жизнь идет. Спасайся, кто может. Я вам хочу сказать, что птицу-мать, конечно, можно простить, и это достаточно короткий промежуток времени. Да, и ни один волос, как написано в Писании, не упадет с нашей головы без ведома Всевышнего. Но то, что эти вороны делают с мусорными баками в наших городах и в наших дворах, то, что они творят с мусором, вот это, конечно, ужас. И с этим что-то тоже надо делать. То есть не хватало нам еще, чтобы вороны управляли нашей жизнью. Друзья, надо обращать на это острое внимание. Причем, заметь, с мусором они хулиганят на протяжении целого года, а не 2-3 дня в мае месяце. Я историю расскажу. Купил я продуктов, пакет поставил около подъезда на лавочку и отошел поговорить со своими знакомыми. Минут 3, наверное, им понадобилось для того, чтобы хамски и по-наглому начать атаковать мой пакет с моими продуктами. То есть мне пришлось бежать и отгонять их. Это уже настолько наглое поведение этих ворон. Поэтому птицу-мать мы, конечно, можем понять и простить, но как простить остальных? Ну, вы знаете, что очень часто люди сами виноваты в том, что вытворяют вороны, потому что бросают мусор где попало, не закрывают баки. Но я думаю, об этом лучше мы поговорим в четверг. Да, давайте. Давайте поговорим мы про другую птицу. Причем уже не в первый раз мы о ней говорим. В деревне Старинки, это Воронический сельсовет Полоцкого района. Там живут птицы, которые для местных жителей стали родными. Много лет на старой водонапорной башне гнездились аисты. Этой весной водонапорную башню снесли. И аисты оказались брошенными без дома, но люди своих птиц не захотели оставить, бросить в беде. Они обращались за помощью в разные инстанции, обратились и к нам. Мы связались с местной властью, и нам пообещали помочь. Вскоре мы получили новость, что полоцкие электросети поставили столб с гнездовьем. Вот только не знаем до сих пор, пообещали вернуться к этой истории, не знаем до сих пор, прижились ли аисты на новых высоких метрах. Я думаю, что Алина нам поможет, расскажет об этом. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Как аисты чувствуют себя в новом гнезде, на новом столбе?
Но, к сожалению, АСТ к нам уже в этом году не вернулись. Наверное, скорее всего, по той причине, что поздно столб был установлен. Ну вот. Да, они прилетели, я помню, вы нам рассказывали, Алина, что они прилетели и долго кружились над местом, где когда-то была водонапорная башня. Ну, естественно, понадобилось время для того, чтобы этот столб установить. Вот. Но мне кажется, что в следующем году, когда аисты будут возвращаться с зимовья, они обязательно захотят пролететь над родными местами, и они все-таки к вам вернутся. Мне так кажется. Нет ничьей вины. Здесь нет ничьей вины. Мы надеемся. Мы, конечно, на это надеемся, что в следующем году они отыщут все-таки этот столб. Конечно, он гораздо ниже, чем та башня. Башня возвышалась, она далеко в округе видна была со всех сторон. Столб, конечно, стоит пониже, но, тем не менее, сделано все хорошо. Алина, в Беларуси есть хороший опыт, когда аисты очень красивые гнезда там достраивают и делают на этих столбах, и живут там, и птенцов выводят. Свято место пусто не бывает, Алена, совершенно верно, абсолютно с тобой согласен. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, вот ваши аисты где нашли пристанище себе новое? Ну, нет, конечно, откуда мы можем знать. Они ходили по нашим полям здесь, когда прилетели сразу, а потом уже все, они за работу, естественно, уже у них жизнь продолжается. Я думаю, что поле прокормит и других аистов, поскольку есть там много, так сказать, для них съестного. Поэтому не эти аисты, так другие прилетят. В любом случае, столб поставлен и ждет свою семью аистов. Еще раз огромное спасибо Полоцким электрическим сетям, которые нашли возможность не оставить птиц без дома. Ну и Алине выражаем свою благодарность за участие в нашей программе. И мы надеемся, что все-таки следующей весной они прилетят. Я в это верю. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так мы обозначили сегодня тему нашей программы. И говорить мы пытались всю программу, весь наш эфирный час о братьях наших меньших. Но все равно говорили о людях. О людях, среди которых одни любят животных, другие не любят. Одни готовы сделать все возможное и невозможное для того, чтобы животное жило и в нормальных условиях, и чтобы оно не умирало. Другие люди таким образом умудряются друг с другом счеты сводить, что страдают опять-таки животные. Очень бы хотелось, чтобы мы, люди-человеки, научились свои отношения выяснять друг с другом по-человечески. И чтобы от этого не страдали те, кто беззащитен перед нами. Вы знаете, очень часто нам так хочется принести домой вот это вот маленькое пушистое существо для того, чтобы оно радовало нас, делало нашу жизнь красивей. Но мы очень часто забываем, что не только оно должно радовать нас, и мы должны что-то отдавать этому существу, потому что мы действительно в ответе за них, в ответе за каждого котенка, собачку, щеночка. Мы должны отдавать частичку себя, и только тогда будет хорошо и нам, и этому маленькому существу. Мы в ответе за тех, кого приручили. А отвечать, как показывает практика, иногда приходится по закону. Именно о законах мы будем говорить завтра в юридической среде в программе «Белорусское времечко» на телеканале «Беларусь-1» в 17:05. Не пропустите, будет интересно. А на сегодня все. До свидания.
эфир на телеканале «Беларусь-1» працягваюць навіны сталіцы Мінскай вобласці. З вами ў прамым эфіры Елизавета Лашкевич. Добрый вечер и про основные подеи коротко. Эстафета миру и воинской славы. Барысаву сёння перадалі сімвалічны вымпел, які крочыць па Мінскай вобласці. Яркое свято с интерактивными пляцоўкамі, фотозонами и мастер-классами. Старт дзіцячай летней оздоровленчей кампании у центральным регионе. 3 спектакли за один вечер. Балетное лето ў Вялікім працягваецца. С гастролями ў Мінску театр балета імя Якабсуна Санкт-Петербурга. Усе дарогі вядуць у Вялікі камень. У індустрыяльным парку сёння пачала працу міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагра». Амаль 5000 кампаній з 11 краін. Адзін з акцэнтаў – харчовая бяспека. На экспазіцыі флагманскія прадпрыемствы мяса-малочнай галіны, а таксама пачаткоўцы рынку, асобны сектар машынабудавання. Толькі ў прадпрыемства ў структуры Мінпрама амаль 200 навінак. Маштабна прадстаўлены МТЗ, Гомсельмаш, заводы холдинга Амкадар. Дарэчы, адно з іх ноу-хау шырока захопная сеялка «Верас». Асобна прадстаўлены распрацоўкі беларускіх навукоўцаў. Гэта, напрыклад, новая машына для упакоўкі бульбы ў папяровыя пакеты. На выставке «Белагра» в этом году мы представили полностью все 3 новых машины. Это компьютерно-весовая станция, наша белорусская, произведенная в Беларуси, уже с белорусскими комплектующими, с белорусской программой, с белорусскими взвешивающими платформами. И 2 наших фасовочных машины. Это упаковка в бумагу, что будет очень востребовано на нашем рынке и будет очень продаваться в ближайшее время. И упаковка в сетку «Домик». Также мы можем сами наблюдать, что данная упаковка уже представлена в наших магазинах, как в Минске, так и в других городах. Гомсельмаш представляет на этой выставке несколько новинок. Это в первую очередь кормоуборочный энергонасыщенный высокопроизводительный комбайн FS650. Уникальность машины, что такие машины в принципе не производятся в странах СНГ. Мы сегодня, можно сказать, единственный производитель такой машины. Еще одна новинка – это высокопроизводительная зерноуборочная машина GH810 с гибридной схемой обморота. Еще одна новинка – это наша относительно небольшая машина, передвижная дождевальная машина. Это новая машина для Гомсельмаша, которая позволяет маленьким мелким фермерским хозяйствам в короткие сроки обеспечить полив любой культуры. То есть это могут быть и зерновые, это может быть и кукуруза, это могут быть и овощные культуры. Мы приехали из Гродненской области, Щучинский район, агрогородок Гурносель. Впервые приехали. Приехали сюда так, как сами сельской местности, и интересуемся техникой. И вообще поражает масштаб этой выставки. Много всякой техники, как и импортной, так и белорусской. Адзначу, «Белагра» будзе працаваць кожны дзень да канца гэтага тыдня. Для тых жа, хто не быў у Вялікім камені, гэта нагода пазнаёміцца і з самім індустрыяльным паркам. Прамысловы, навуковы, творчы патэнцыял моладзі знаходзіць прымяненне ў розных галінах эканомікі, асаблівы попыт і на крэатыўных кіраўнікоў да 31 года. У цэнтральным рэгіёне падвялі вынікі конкурсу «Малады лідар Мінскай вобласці». Лепшых у сваіх прафесіях павіншавалі ў Смалявічах на сцэне школы нумар 5, новыя для гэтага горада-спадарожніка. Больш за дзясятак намінацый, ад адукацыі, аховы здароўя да АПК і лясной гаспадаркі усяго паступіла звыш 30 заявак. Тут жа свае дасягненні прэзентавалі навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа, таксама такія флагманскія прадпрыемствы нашай краіны, як «Светанак» и «БелАЗ». Мне, как молодому ученому, молодому учителю, хочется внести свой вклад в развитие нашей страны, образования, и поэтому я занимаюсь мотивацией учащихся к учебе, к своему предмету химии, разработала электронный образовательный ресурс, который я уже успешно реализовываю 2-й год. Для меня это очень почетно, когда они поступают в университеты, приходят в школу выпускники. Радует, что они все практикоприменимы, эти проекты. Радует, что они все воплощаются в своих организациях, на своих предприятиях. Молодежь вокруг них объединяется. Адзначу, у Смалявічах адбылося пасяджэнне Савета працоўнай моладзі. Абмеркавалі ў тым ліку праект патрыятычнага форуму «Час выбраў нас», які пройдзе ў гэтым месяцы.
Эстафета миру и воинской славы. Сёння Барысаў далучыўся да маштабнай патрыятычнай акцыі. У горад доставили сімвалічны вымпел, які пакрысе крочыць па райцэнтрах Мінскай вобласці. Ва ўрачыстай атмасферы дэлегацыя з Лагойска перадала знак пашаны суседзям. Ля помніка легендарнаму экіпажу героя Савецкага Саюза лейтенанта Паўла Рака собралася моладзь, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, ветэраны, салдаты і духавенства. Разам усклалі кветкі, хвілінай маўчання ушанавалі памяць ахвяр военнага лихолетия. Мы учимся в 7-й школе города Борисова. Вот мы вступили в военно-политический класс в начале 8 класса. То есть после 7 класса у нас летом был как лагерь. Мы там обучались разбирать автоматы, проходить полосу препятствий. И вообще сам процесс тут очень интересный. Наша семья, она в военной сфере работает. Вот, и поэтому нам очень нравится это действие. Мы очень гордимся, что нас берут на такие мероприятия ответственные. То есть, нам это нравится. Мы сегодня принимаем эстафету мира и воинской славы. Мы всегда должны чтить память наших предков. Мы в Борисском регионе в этом году возобновили аллею героев Борисовщины. Это у нас их 40. Из них 11 уроженцы города Борисова. У нас почва для патриотического воспитания мощная. И у нас действующие войска. Северо-западное оперативное командование. Печанский, знакомый вам, 72-й объединенный учебный центр. Я восхищен подвигом этих людей. А все эти солдаты этого, экипажа навечно занесены в списки почетных солдат 72-го объединенного учебного центра. Смысл моей жизни – передать патриотизм молодому поколению. Акция «Эстафета миру и воинской славы» сёлетняя патрыятычная прэм'ера прымеркавалі яе да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З 15 красавіка з герба Салігорска на сімвалічным вымпеле паступова з'яўляецца геральдыка кожнага райцэнтра Мінскай вобласці. Кульмінацыя патрыятычнага марафону 3 ліпеня ля кургана славы. У цэнтральным рэгіёне дадзены старт дзіцячай летняй аздараўленчай кампаніі «Яркае абласное свята» з інтэрактыўнымі пляцоўкамі, фотазонамі і займальнымі майстар-класамі прайшло ў чэрвені. Розныя раёны Мінскай вобласці прэзентавалі наведвальнікам летнія лагеры, праграмы і фарматы аздараўлення. Гэта дапамагло дзецям і бацькам вызначыцца з выбарам месца адпачынку. В Вилейском районе представлены, наверное, все виды детских оздоровительных лагерей. Это, в первую очередь, стационарный лагерь «Сказка», который находится в замечательном сосновом лесу. Это школьные лагеря, лагеря летнего трудового отдыха, палаточные лагеря. Это спортивные лагеря. Они проводят время весело, ярко, задорно. У нас открывается оздоровительная кампания. И чтобы она была запоминающей для детей, яркая и безопасность, здесь проходит презентация всех оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, которые находятся в структуре системы образования Минской области. В этом году будем отмечать тех людей, которые долгие годы работают в системе летнего оздоровления. И других педагогов настроить на плодотворную, интересную и результативную работу. Фінал свята ў зале Доме культуры. Менавіта там свае заслужаныя ўзнагароды атрымалі пераможцы абласнога этапу рэспубліканскага конкурсу сацыяльнай рэкламы, сямейнага ўладкавання дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, сям'я для дзіцяці. Узнагароды атрымалі навучэнцы, 12 дыпломаў уручылі пераможцам абласнога конкурсу творчых работ «Вялікі подзвіг у гісторыі маёй сям'і». Убачыць 3 спектаклі ў якабсонаўскай пластыцы за один вечар. Балетнае лета ў Вялікім працягваецца. Гастрольную эстафету прымае тэатр балета імя Леаніда Якабсона. Напярэдадні піцерская трупа прэмярала беларускую сцэну. Прадаўжальнікі традыцыі ленінградскага мадэрн-балета танцавалі ў Вялікім у 2014-м. Сёння паказ візітнага трыа спектакляў на 598 тактаў кампазітара Баха паставіў харэаграфію сучаснік Самадураў. У яго ж прачытанні 3-е аддзяленне. Там эстэты пачуюць 18 хвілін гарэзлівых прыпевак Радзівона Шчадрына. І кульмінацыя у цэнтры вечара аднаактны балет «Радэн». Гэта 7 адноўленых мініяцюр, задуманых самім Якабсонам. 3 спектаклі пройдуць сёння пад фанаграму, але на авансцэне ўвесь склад салістаў тэатра. Сярод іх і Аполлон, Дзяніс Клімук. З беларуса ляпілі цэнтральную фігуру, што сустракае гледачоў над парадным уваходам у Вялікі тэатр. Это моя родная сцена, поэтому у меня немножко
такие, знаете, волнительные чувства всегда, когда я приезжаю на свою сцену, на которой я родился и сформировался, по сути. Наш знаменитый цикл роденовских миниатюр, не совсем танцевальный, это пластические миниатюры. Практически 50 лет назад, когда они были поставлены, они вызвали фурор, восторг, в том числе осуждение со стороны цензуры, потому что Якобсон вывел на сцену практически обнаженных артистов и показал красоту, эстетику обнаженного тела человеческого. Нагадаю, гастролі праходзяць у рамках балетнага лета ў Вялікім. Форум завершыцца гала-канцэртам зорак балета 9 чэрвеня. Музычнае свята «Дзеці спяваюць джаз» у 5-й раз прымала Белдзяржфілармонія. Юныя таленты ад 8 до 18 гадоў выконвалі джазавыя хіты пад акампанемент Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча. Калі для салістаў музычнай школы арт-вакал сусветна вядомы рэпертуар вучэбная праграма, то для народнага аркестра джазавая праграма стала прэм'ернай. Музычныя батлы імправізацыі ў рэпартажы Ларысы Гулякевіч. Дети, джаз и оркестр народных инструментов. Уникальный проект на сцене Белдзяржфілармоніі. У свяце музыкі удзельнічаюць як прафесійныя артысты Беларусі, так і зусім юныя таленты, якія паспелі ўзяць перамогі на джазавых міжнародных і рэспубліканскіх конкурсах. Джаз пад цымбалы, акардэён і іншыя народныя інструменты. З аднаго боку гэта эксперымент, з іншага звычайная джазавая імправізацыя. Прынята лічыць, што ў класічным джазе гучаць саксафон, трамбон, раяль і ударныя. Але сусветныя музыканты прызнаюць, што джазавыя імправізацыі могуць нараджацца нават на любых инструментах. Галоўное – адчуванне джазовой хвали и тьму. Дети прекрасные, они настолько подвижные, они настолько благодарные. И эти горящие глазки их смотришь, просто до удивления, потому что дети заинтересованы, они живут в этом. И это оркестр, особенно с самой первой репетиции почувствовал. Если уж оркестр аплодирует каждому ребенку, значит, это достиг результата. Адметнасць канцэрта – дзіцячае вакальнае выкананне джаза. Падчас рэпетыцый з Нацыянальным акадэмічным народным аркестрам імя Жыновіча, а знакамітаму калектыву больш за 90 гадоў, юныя выканаўцы музычнай школы арт-вакал не толькі добра сыграліся, спеліся, але і пасябравалі. Выступать с оркестром – это для нас, для нашего ансамбля, нашей школы новая ответственность. И в процессе подготовки мы действительно очень сплотились, нашли новых людей, с прекрасным дирижером работали. Вот, мы все очень хорошо, прям отлично чувствовали музыку, и очень интересные соло играли музыканты. Джаз – это импровизация, легко сказать, импровизирую. На самом деле это большой труд, это знания в первую очередь. Поэтому в нашей школе дети изучают игру на музыкальных инструментах, сольфеджио, основы формы, основы джазовой гармонии и уже учатся импровизировать, имея какие-то фундаментальные базовые знания и навыки, которые позволяют им это делать. Но когда они уже начинают это делать, остановить их невозможно. Горжусь абсолютно всеми, потому что у каждого изначально своя стартовая точка разная. И я не могу сказать, что я горжусь только лауреатами или победителями, потому что каждый ребенок, который совершает свой рост, для меня ценен. Для 8-гадовай артысткі Сафіі Ваевай джаз – стыль жыцця. У школе арт-вакал яна 3-й год навучаецца фартэпіяна і вакалу джазаваму. А яшчэ дадаткова вывучае англійскую мову, асвоівае плаванне. Сярод нядаўніх музычных перамог першае месца ў гродзенскім конкурсе «Юны джаз», другое – на фестывалі «У рытме джаза». Отношусь к импровизации как место, где можно показать себя, потому что в классике нужно играть ровно, и мне это нравится, но в джазе ты можешь создать что-то новое, чего у других не было. И джаз это тем уникально. Классику я тоже играю, но джаз, это оно очень как-то для меня ко мне подходит, потому что он, как и я, ритмичный, красивый, такой прекрасный. Джаз аб'ядноўвае і развівае дзяцей і дарослых. Некаторыя аранжыроўкі сусветна вядомых джазавых кампазіцый Эллы Фіцджеральд,
Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона былі зробленыя «Дзеці спяваюць джаз». Лариса Гулякевич, Ілля Пучкоў, агентство «Тэленавін». На гэтым усё. Больш навін на нашым сайце tvr.by. Прыемнага вечара. В эфире «Криминальные новости». Это проект «Зона Х». Я, Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Контент, запрещенный из-за распространения детского порно, задержан студент столичного вуза. Парню 17 лет. У каждого свои недостатки, когда прекрасная незнакомка с сайта знакомств оказалась мужчиной, да еще и мастером афер. Крепкие нервы и джинсы. Попытка сбежать от ответственности оказалась провальной. Фигурант повис на заборе и остался без штанов. За распространение детского порно задержан несовершеннолетний студент столичного вуза. Как сообщили в МВД, молодой человек 17 лет создал и администрировал приватный телеграм-канал. На протяжении 5 месяцев он скачивал из интернета ролики с детским порно и выкладывал их на своем ресурсе, доступ к которому предоставлял желающим за деньги. В поле зрения оперативников в сфере нравов Октябрьского РУВД Могилева попал 17-летний студент одного из вузов Минска, который создал и администрировал приватный телеграм-канал по распространению детского порноконтента. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать покупателей запрещенных файлов. Романтичная девушка с сайта знакомств на самом деле оказалась мужчиной. Причем сотрудником ритуальной службы. В Минске задержан злоумышленник, который знакомился с парнями и просил денег. Так один потерпевший обратился в милицию и рассказал, что познакомился в интернете с девушкой. Их общение затянулось и вышло на доверительный уровень. Дама стала жаловаться на проблемы в жизни, то и дело просила помочь ей финансово. Молодой человек несколько раз перевел новой знакомой, которая успела ему понравиться, онлайн деньги. В общей сумме около 2000 рублей. Позже доверчивый мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в милицию. Зарегистрировался на сайте знакомств под никнеймом девушки. Мне написал молодой человек познакомиться. Я согласился. В дальнейшем нашем общении я попросил у него скинуть денег. Он скинул, мы общались где-то 2 месяца. И за эти 2 месяца он мне скинул 1700 белорусских рублей. Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности Советского РУВД установили, что с потерпевшим вел переписку 21-летний житель Минского района, который на сайте знакомств создал страницу от имени девушки. Известно, что фигурант работает грузчиком в одной из организаций ритуальных услуг. Возбуждено уголовное дело. В Зельве пассажирский поезд сбил 90-летнюю пенсионерку. Шансов выжить у нее не было. Машинист приложил все усилия и применил экстренное торможение, но остановить махину не удалось. Известно, что пожилая женщина шла по железнодорожным путям в тот момент, когда шел состав Минск-Гродно. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Милиция выясняет все обстоятельства трагедии. В Могилевском районе во время заготовки сенажа погиб водитель. СК разбирается в обстоятельствах происшествия. ЧП случилось накануне вблизи деревни Речки-1. По предварительной информации, 32-летний водитель сельхозпредприятия устранял неисправность машины, на которой он работал в поле. В это время транспорт, который стоял под уклоном, покатился и переехал мужчину. От полученных травм шофер скончался. Рабочего под колесами грузовика обнаружили коллеги. Следственно-оперативная группа работала на месте. Как стало известно, несмотря на имевшиеся у водителя противооткатные упоры, он их не использовал. Стояночный тормоз был также выключен. О событиях по линии дорожной милиции далее в эфире. Материал Юрия Шевчука. Сегодня утром на внешнем кольце МКАД из-за ДТП было серьезно затруднено движение со стороны улицы Кижеватова в направлении Кабушкина. Авария случилась на 20-м километре внешнего кольца. Ближе к обеду движение было восстановлено.
Массовая авария на столичной улице Притыцкого. По предварительной информации, накануне водитель Volkswagen в направлении улицы Якубовского при перестроении не уступил дорогу и подрезал Volvo. Водитель не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили Opel, Audi, Mazda и Renault. В результате ДТП никто не пострадал, но все автомобили нуждаются в ремонте. Мотоциклист пострадал в ДТП в Полоцке. Авария произошла в районе дома номер 20 по улице Коммунистическая. Как рассказали в ГАИ, водитель Hyundai, выезжая со стороны, не уступил мотоциклисту на Сузуки, который ехал по главной дороге. В результате аварии 21-летний байкер получил травмы и был госпитализирован. 3 человека пострадали в Кармянском районе в результате ДТП. Как рассказали в ГАИ, водитель Audi не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. С травмами в больницу госпитализированы шофер и 2 его пассажира, обе женщины. В Гомеле пьяный бесправник на «Мерседес» врезался в дерево. 25-летний водитель ехал по улице Богдана Хмельницкого и не справился с управлением. Машину повело в сторону, она выехала за пределы проезжей части и влетела в дерево. Как отметили в ГАИ, травмы получила пассажир авто. Это женщина, владелица «Мерседеса», которая также была в состоянии алкогольного опьянения и разрешила сесть за руль своей машины нетрезвому водителю, у которого не было прав. Одну машину угнали 3 раза за несколько дней в Гродненском районе. Иномарка принадлежала директору лесопилки. Его сотрудник должен был отремонтировать авто, но вместо этого без разрешения 2 раза съездил на нем по своим делам. Причем в одной из поездок мужчина попал в ДТП. Когда Мазда оказалась на месте, владелец простил мужчине проступок, но приказал устранить повреждения, полученные в аварии. В следующий раз без спроса автомобиль взяли гости того самого работника пилорамы. Компания молодых людей выпивала, а когда тот, кто должен был ремонтировать авто, уснул, Мазда снова отправилась на поиски приключений. На этот раз из-за неправильной эксплуатации в машине заклинил двигатель. Все участники этой истории привлечены к ответственности. Внимание, дети! 2 зацеперов задержали в Орше. Оба любителя смертельно опасных развлечений – это подростки. В первом случае 15-летний житель Минска, юноша, видимо, в поисках острых ощущений, проезжал между вагонами грузового поезда и поезда международных линий с сообщением Москва-Минск. Второй парень также минчанин, 17 лет. Он на протяжении 2 часов проехал между вагонами поезда с сообщением Минск-Москва. Юношу привлекут к административной ответственности. Что касается 15-летнего нарушителя, ответственность за него могут понести законные представители. И прервемся на рекламу. Через несколько минут мы продолжим.
Вы разом з намі на хвалях беларускага радыё, сябры. Гэтым вечарам, прыгожым вечарам, глядзіце, якое надвор'е усталявалася сонейка, зяе, цеплынь, ну сапраўдны чэрвень, сапраўднае лета. І я так думаю, што многія зараз, хто з працы вяртаецца, хто проста у сваім агародзе, а хто з першым нацыянальным каналам беларускага радыё заўсёды. Калі ласка, далучайцеся. Мы чакаем ад вас смс, канешне ж, на кароткі нумар 162 і, канешне ж, чакаем ад вас віншанне і прывітанне ў нашым тэлеграм-канале радыё ніжняе падкрэсліванне 1 ад Валянтины з тэлеграм-канала. Здравствуйте, прошу передать привет любимому Мишутке. Люблю, скучаю и верю. Твоя Валюша. Вновь от нашего постоянного слушателя Валентина Климовича. Прывітанне ўсім і вядучым. Хочу пожадаць усім моцнага здароўя, шчасця і цярпення. Няхай хоць сёння толькі аўторак, але заўтра будзе серада, а як кажа Евген, гэта маленькая пятніца. Ну, серада, чацвер, а потым толькі пятніца. Вось гэта 2 працоўныя дні, 3 працоўныя дні, тым не менш. Это программа «Зона X», и мы продолжаем наш выпуск. Это не педагогично. В Гродно мужчина бросил петарду в компанию подростков. Мол, так хотел успокоить якобы слишком шумных ребят. СК возбудил уголовное дело. По информации ведомства, 1 июня мужчина, находясь на балконе своей квартиры, бросил в молодых людей на улице петарду. А после, дабы избежать ответственности, злоумышленник вместе с женой покинул свое жилище. Тем временем ребята обратились за помощью к правоохранителям. Следователи и эксперты работали на месте происшествия. Сотрудники милиции оперативно задержали фигуранта. Мужчина рассказал следователю, что когда вышел на балкон, внизу во дворе дома увидел компанию молодых людей. Якобы молодежь шумела, и он решил их напугать. Житель областного центра взял петарду, поджег ее и бросил в детей. В момент совершения преступления фигурант был сильно пьян, степень его опьянения составила свыше 2 промилле. В результате преступных действий хулигана учащийся одного из колледжей Гродно получил ожоги плеча и ног. Другие ребята отделались испугом. В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает. Действия мужчины квалифицированы как особо злостное хулиганство. Следствие будет ходатайствовать о применении к жителю областного центра меры пресечения в виде заключения под стражу. В Гродно монтажные работы здания открыли тайник с боеприпасами. Они были спрятаны внутри стены. Сотрудники строительной организации, как и полагается, не стали трогать находку и сообщили о ней в милицию. Специалисты извлекли опасные предметы и отправили на исследование. По результатам проведенных судебных баллистических экспертиз, судебные эксперты установили, что изъятые патроны являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, среди изъятых объектов имелся магазин к автомату Калашникова, который изготовлен заводским способом. Также судебными экспертами установлено, что патроны предоставлены на экспертизу в пригодном для стрельбы состоянии. По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка. Блок новостей от спасателей в продолжение программы. Передаю слово Алене Лешкевич. Подробности инцидента, где загорелась бетономешалка в Свислочском районе. ДТП, которое закончилось пожаром, чудом обошлось без пострадавших. Напомню, не доезжая до районного центра, столкнулись грузовик и спецтехника. Последняя опрокинулась на бок и придавила проезжающий мимо автомобиль. Люди из легковушки успели выбраться и не пострадали. После бетономешалка загорелась. Со слов очевидцев, водитель МАЗа ехал по второстепенной дороге со стороны Свислочи, выехал на перекресток и не пропустил стройтехнику, которая ехала по главной. Ее шофер уходил от удара влево, из-за чего и опрокинулся на легковой автомобиль. Разряд молнии попал в сарай и вызвал пожар в Новогрудском районе. Накануне после сильной грозы сгорела хозпостройка. Местный житель услышал треск шифера и увидел, что горит соседнее здание. Он сообщил о возгорании в МЧС. Огонь потушили, не дав перекинуться на другие дома. Сарай сгорел. В Глузке на пожаре бойцы МЧС спасли мужчину. На 4-м этаже по улице Гагарина загорелась квартира. Внутри находился ее 53-летний хозяин. В бессознательном состоянии, его лежащим на диване, нашли спасатели. Мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Столичные спасатели пришли на помощь мальчику, губа которого застряла в машинке для стрижки ногтей. Накануне в Минске 8-летний школьник стал заложником современного гаджета. Спасатели помогли ребенку, пострадавшего пришлось госпитализировать. Травма оказалась достаточно серьезной. А на филиппинском острове Негрос извержение вулкана. Канлаон выпустил в небо столб пепла и дыма высотой в 5 километров. Более 30 авиарейсов отменены, закрыты все школы. Порядка 800 человек были вынуждены спешно покинуть свои дома. Природная стихия сопровождалась сильными подземными толчками, которые повысили вероятность наступления ливневых паводков и селей. В Германии из-за проливных дождей улицы баварского города Райхерцхофен ушли под воду. Система канализации не справилась с задачей. Осадки привели к наводнениям. С настолько бушующей стихией местные жители еще не сталкивались. Сильные дожди привели к подтоплениям и на Шри-Ланке. На острове закрываются все школы и приостанавливаются поставки электроэнергии в несколько регионов. Похожая ситуация наблюдается и в китайской провинции Гуандун. Там машины буквально плавают в воде, а местные жители пересели на лодки. Крепкие нервы и даже джинсы. А следующее видео – наглядный пример, чем опасен забор с пиками. Помимо травм, которые вполне вероятны, можно буквально остаться без штанов. Действующий персонаж этого ролика набедокурил и пытался сбежать от ответственности через ограду. Но карма – штука мгновенная. Мужчина зацепился джинсами за штырь и, как бы ни пытался соскочить, все никак. Не помогли ни акробатические этюды, ни попытки порвать злополучные брюки. В итоге бедолага так и остался висеть на пике в нижнем белье. Что было дальше, история умалчивает, но остался иной вопрос. Где купить такие невероятно прочные джинсы? Такой была программа «Зона X» сегодня. Увидимся завтра на Беларусь-1. Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Адпачываем разом на Першым нацыянальным. Que fais-tu si ennuyé? Ni pour moi c'est l'époque rêvée. Saut en arrière pour le passé, jusqu'à l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Pas grandi dans ces années, c'est pour ça qu'on est blasé. Plonge-toi dans ta pensée, voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé, ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Ellen Soul sont prêts. Chattanooga in the mood, sing, sing, moonlight serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer.
blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yé-yé. Des classiques, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Mélodies qui font chanter, le rythme qui fait bouger. Miller, Goodman, Elianto sont prêts. Chattanooga in the mood. Sing, sing, moonlight serenade. Tous les big bands sont prêts à jouer. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Voici l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Реклама. Я лично плачу безналично. И свой телефон друзьям напишу. Но номер карты никому не скажу. Безналично отлично, но не надо о личном. Не сообщайте посторонним номер своей карты. Появился новый спортивный сайт sport5.by. Оперативные результаты, прямые трансляции и лучшие видеоролики соцсетей. Аналитика от ведущих спортивных журналистов и экспертов. А еще множество интересных фактов, обзоров и мнений. sport5.by. Весь спорт здесь. 33 счастливых лета. Любимый праздник вновь собирает друзей. С 9 по 15 июля в 33-й раз пройдет международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске с популярными песнями, зажигательными танцами, ярким шоу и улыбками тысяч зрителей. Добро пожаловать в бесконечность искусства. Ищите подробности на сайте и в официальных сообществах фестиваля. Реклама на Першым национальном. Телефон рекламной службы 017 353 69 26. Прогноз надвор'я. 18:41, сапраўды прагноз надвор'я. Зараз заўтра серада 5 чэрвеня і у нашай краіне будзе воблачна. Уначы з праясненнямі па паўднёвай палове, а раніцай і ўдзень на большай частцы тэрыторыі чакаюцца дажджы і навальніцы, месцамі моцныя ліўні. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер пераменных напрамкаў, умераны пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ўначы ад 10 до 16 з плюсам, удзень чакаецца плюс 20-26. У областных центрах завтра у Брэсце чакаецца ад 20 до 22-24 с плюсам, у Магілёве, Гомелі і Гродні плюс 23-25, у Вітебску завтра будзе ад 24 до 26 градусаў цяпла. Гэтай ноччу ў сталіцы будзе плюс 12-14 без істотных ападкаў. Завтра ў дзень плюс 21-23, часам дождж, навальніца, месцамі па горадзе моцныя ліўні. І пра надвор'е ў наступныя двое сутак. Чацвер, 6 чэрвеня, будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Ветер паўночна-заходні умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-16, у дзень будзе ад 20 до 27 з плюсам. І пятніца, 7 чэрвеня. У нашай краіне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўначы па захадзе, а ў дзень у асноўным па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер пераменных напрамкаў, умераны пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы ад 7 до 14 з плюсам, у дзень плюс 19-26. Беларускае радыё. Першы нацыянальны канал. Вітаем, віншуем, жадаем. Адзначым свята разам.
Пяшчотай цябе атуляю, палю да нябёс устыму. Шчасце нашае любы, гэтак сонейка ранкам цалуе зямлю. Гэтак месяц начны вербалозы галубіць. Каб ты ведаў заўжды пра злату і гады на гасцінцах, шляхах ці на сцежачцы вузкай, як умее любіць, як умее чакаць, як умее кахаць беларуска. Твае краски душы я каханнем крану, а ўскрусе прыйду я табе на падмогу, цябе сэрцем сваім ад бяды ахіну, і малітваю я асвячу нам дарогу. Каб ты ведаў заўжды пра злату і гады на гасцінцах, шляхах ці на сцежачцы вузкай, як умее любіць, як умее чакаць, як умее кахаць беларуска. У 18 гадзін 46 хвілін. Андрэй Сініца, Аксана Хаменка і музычна-віншавальная праграма «Вітаем, віншуем, жадаем». Сябры, далучайцеся да нашага дуэта. Кароткі нумар для вашых смс 1062. І таксама не забывайцеся пра наш тэлеграм-канал «Радыё ніжняе падкрэсліванне 1». Зараз там адкрыты пост музычна-віншавальнай праграмы «Вітаем, віншуем, жадаем». І ў каментарыях вы можете павіншаваць і перадаць прывітанне, калі ласка. Ну а я зноў смс зачытаю. Поздравляем Надежду Ивановну с днем рождения. Агрогородок Слобода, Крупский район. От детей, правнуков и внуков. Желаем здоровья и долголетия. Эти глаза напротив калейдоскопа огней, эти глаза напротив ярче все теплей, эти глаза напротив чайного цвета, эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив пусть побегут года,
глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет разлук. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, волей моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Я не знаю, пусть радость найду или грусть, мой неотступный мотив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вечер на Першым нацыянальным. Будем разом. Я не боюсь счастливою казаться, когда не все оценят и поймут. Я не боюсь от правды отказаться, когда ее красиво продают. Без веры замерзают жизни реки, и за туманом не видны мечты. Без человека нету человека, и счастье, если это понял ты, понял ты. Настоящее золото не отдай за долги. Настоящее золото для себя береги. Настоящее золото для тебя, не для всех. Настоящее золото твой родной человек. Я научусь казаться очень сильно. Я научусь и слышать, и прощать, не вспоминая все, что раньше было. Я научусь не брать, а отдавать. И будет настоящей наградой и радостью делить свой мир на всех. Я все смогу, когда со мною рядом такой родной, родной мой человек. Человек. Настоящее золото не отдай за долги. Настоящее золото для себя береги. Настоящее золото для тебя, не для всех. Настоящее золото твой родной человек. Не отдай за долги. Настоящее золото
для себя береги. Настоящее золото для тебя, не для всех. Настоящее золото, твой родной человек. Настоящее золото не отдай за долги. Настоящее золото для себя береги. Настоящее золото для тебя, не для всех. Настоящее золото, твой родной человек. Сябры, зараз 18 гадзін 54 хвіліны і вельмі хутка на хвалях беларускага радыё пастфактум мы разам з Сергеем Верасам будем падводзіць вынікі сённяшняга дня. Ён рыхтуецца да эфіру, а вам я нагадаю, што як і заўсёды 106.2 кароткі нумар для СМС, радыё ніжняе падкрэсліванне 1 гэта тэлеграм-канал беларускага радыё. Хвілін праз 20-25 мы працягнем музычна-віншавальную праграму. Вітаем, віншуем, жадаем. Ну і я спадзяюся, што да гэтага часу вы паспееце даслаць ваши віншаванні і ваши прывітанні. Зноў Валянціну Клімовічу хочу сказаць, што мы таксама падтрымліваем усё тое, што вы напісалі Аксане. Я абавязкова перадам ваши пажаданні. Ну і, канешне ж, заставайцеся на хвалях беларускага радыё. Твое сердце в моих руках, я не в силах разжать ладони. И сама не пойму я, как повернула твой мир вверх дном я. Этот космос в твоих глазах, я хочу все вернуть назад. Остаться, забыться, но вновь ухожу. Рву душу на части, с ума я схожу. Я слышала стук твоего сердца, не знаю куда от этого деться. И я все бегу, ухожу, улетаю. Не надо мне слов, от взгляда я таю. Опять слышу стук твоего сердца. Мне в мире большом без тебя не согреться. Но я все бегу, ухожу, улетаю. Ты смотришь мне вслед и любишь, я знаю. Твое сердце в моих руках, все как сон, я боюсь проснуться. Каждый день вспоминаю, как ты губами меня коснулся. Наваждение или судьба, так хочу я ответить да. Остаться, забыться, но вновь ухожу. Рву душу на части, с ума я схожу. Я слышала стук твоего сердца, не знаю куда от этого деться. И я все бегу, ухожу, улетаю. Не надо мне слов, от взгляда я таю. Опять слышу стук твоего сердца. Мне в мире большом без тебя не согреться. Но я все бегу, ухожу, улетаю. Ты смотришь мне вслед и любишь, я знаю. Адпачываем разом на Першым нацыянальным. Вечер полон надежд, в час наших встреч он молод и свеж. Песня льется вдали, звезды зажглись над краем земли. Этот вечер полон любви, и я спешу сказать тебе об этом. В час, когда
блеснут у воды две непогасшие звезды. Вечер сводит с ума, видеть должна ты это сама. Взгляд не отвожу с крутых берегов, не пропустить бы только звук твоих шагов. Этот вечер был полон любви, и я хотел сказать тебе об этом. В час, когда упала роса и просветлели небеса. Этот вечер был полон любви, и я хотел сказать тебе об этом. В час, когда блеснут у воды две непогасшие, две непонятные, мне померещились звезды. Беларуси 19 гадзін. Постфактум. Вынікі дня. Добрый вечар. Пра асноўныя падзеі на гэты час на першым нацыянальным канале беларускага радыё. В студыі Сергей Верас. Пачнем з галоўных тэм выпуском. Александр Лукашенко пасля візіту ў Манголію прыляцеў у Іркутск. Гэты расійскі рэгіён з'яўляецца для Беларусі важным эканамічным партнёрам. Кіраўнікі ўрадаў краін ЕАЭС падпісалі пакет дакументаў па выніках пасяджэння ў Нясвіжы. У Вялікім Камені пачала работу выстава Белагра, удзельнічаюць амаль 500 кампаній з 10 краін. У мастах працягваецца рэканструкцыя самага доўгага падвеснага маста Беларусі. Частка яго пралёту будзе мець шкляную аснову. Далей не толькі пра гэта, падрабязна. Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Расію. Александр Лукашенко наведвае Іркутскую вобласць. Самалёт беларускага лідара прыляцеў туды з міжнароднага аэрапорта Чингисхан ва Улан-Батор. У Манголіі Александр Лукашенко знаходзіўся з дзяржаўным візітам, у час якога адбыліся афіцыйныя перагаворы прэзідэнтаў дзвюх краін у вузкім і пашыраным складах, дасягнутыя дамоўленасці аб пашырэнні ўзаемадзеяння ў гандлёвай эканамічнай сферы, пастаўках на мангольскі рынак харчовай і прамысловай прадукцыі айчынных прадпрыемстваў, сумеснай рабоце па лініі АПК. Усе падрабязнасці ў матэрыяле маёй калегі Тацяны Зянько. Беларусь и Монголия открывают новый этап супрацоўніцтва. Дзяржаўны визит президента Александра Лукашенко. Вы смотрите новости. В студии Татьяна Некрасова. Добрый вечер и коротко о главном. Надежное партнерство, давние отношения, прочные связи. Президент Беларуси с рабочим визитом в Иркутске. Что в сфере взаимных интересов, расскажем. Возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и увидеть успехи партнеров. В Беларуси открылся самый масштабный аграрный форум. Спектакль окончен, гаснет свет. Росіяни гвалтують на окупованих українських територіях не лише жінок, а й чоловіків. На Украине в эфире телемарафона студия погрузилась во тьму. Для войны хороша, для НАТО не годится. Байден признается, что не видит Украину среди членов Альянса. Слишком много коррупции. И лучший в СНГ по итогам 23-го. Национальный аэропорт Минск награжден грамотой и кубком за прошлый год. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер 1 приземлился в Иркутске.
Беларусь и Иркутская область имеют давние и прочные взаимоотношения. Этот российский регион для нас важный партнер. Как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах. Также для Иркутской области может представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили и пассажирский транспорт. В поле взаимных интересов и лесное хозяйство, а также строительство. Как известно, Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию собственного авиастроения. Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача реализовать масштабные проекты по наращиванию объемов выпуска судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к решению этой задачи. Они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов, агрегатов. Самолет белорусского лидера прилетел в Россию прямиком из международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе. В Монголии Александр Лукашенко, напомним, находился с государственным визитом. Промышленность, АПК, торговля, гуманитарная сфера. Стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие по самым разным направлениям. В копилке двусторонних соглашений около 20 миллионов долларов. Достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК. Во время визита Александр Лукашенко также ознакомился с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии. Сегодня утром лидеры стран общались в неформальной обстановке в загородном центре монгольской культуры. Сразу по прибытии президенты на территории центра посадили сибирские ели. В честь высокого гостя из Беларуси для глав государства создали атмосферу монгольского общенационального фестиваля «Наадам» – национального праздника в честь создания единой монгольской империи. Его отмечают в июле. Вокальные и хореографические номера вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта, и один из них – борьба. Главы государств понаблюдали за стрельбой мастеров. Позже вместе с монгольским коллегой опробовал лук и президент Беларуси. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Лучший меткий стрелок. 3 лет. Монгольский. Президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему коллеге 2 трактора специально под потребности региона. А в хозяйстве белорусского лидера появятся 2 монгольских скакуна. Им уже дали клички «Мир» и «Хутки». Спасибо. Очень дорогой подарок. Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Традиционный, давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Это более мощный. У меня дома не такой. У меня 150 сил, а этот 200. Это для таких крупных полей. Очень мощный. Трактор относительно несложный для специалистов, но тот, кто не видел такой техники, надо обучать. Молодец! Кондиционер, все там. Вот на эти трактора сейчас очень большой спрос, то это вот перспективный для Монголии трактор. Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью, поэтому ты будешь очень востребован тут. Страны связывают крепкие дружественные связи еще с советских времен. В последние годы торговля нуждается в активизации. И наш президент убежден, для этого есть все, что необходимо. И обоюдный интерес, и политическая воля. Впереди у Беларуси и Монголии качественно новый этап развития отношений. Межправсовет ЕАЭС завершился. 2-дневный марафон принимала наша страна. Мероприятия прошли сразу в 2 точках – в индустриальном парке «Великий Камень» и Несвежском замке. Финальной точкой стало заседание в расширенном составе. По его итогам подписано 5 документов, которые касаются разных сфер. От конкуренции на транснациональных рынках до сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Кроме того, премьеры стран «пятерки» поделились видением, какие еще в Союзе остаются проблемы. Один из главных вопросов – цифровизация. Пришло время решить вопрос взаимным признанием электронной цифровой подписи ЕАЭС. А также нужно активизировать работу по соглашениям о зонах свободной торговли с третьими странами. При этом, несмотря
несмотря на определенные успехи, развитие некоторых переговорных треков притормозилось. Полагаю, что пришло время более критично посмотреть на ситуацию. Если кто-то из партнеров сегодня не готов или передумал, может стоит оценить, насколько целесообразно вести дальше работу и распылять переговорный ресурс. Убежден, сегодня хватает в мире государств, готовых с нами взаимовыгодно сотрудничать. На наш взгляд, требуется ускорение по тем направлениям, где мы взяли хороший темп. Это, по нашей оценке, прежде всего Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Монголия. Евразийский экономический союз недавно отпраздновал десятилетие, и двухдневный межправсовет стал поводом подвести предварительные итоги. Так, за это время союзный ВВП вырос более чем на 12%. Растет и взаимная торговля, а также повышается доля расчетов в национальных валютах. Во всех странах строятся новые инфраструктурные объекты. Сейчас приоритетным являются 11 масштабных проектов по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог. В этом году будет продолжена реализация мероприятий комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров. Продолжится работа по цифровизации железнодорожных перевозок. Отмечается высокий уровень использования электронных документов при осуществлении перевозок между нашими странами. В зависимости от направления этот показатель достигает 90%. Например, между Казахстаном и Россией доля безбумажных перевозок выросла в 2 раза. И, как стало известно, Иран подал запрос для получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Заявка будет рассмотрена в ближайшее время. Следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет осенью в Ереване. Инновационные комбайны и тракторы, гибрид Электромаз-X, бумажная упаковка для картофеля и ароматные дегустации. Сегодня начала работу международно специализированная выставка «Белагро». Локация уже традиционная – это индустриальный парк «Великий камень». Почти 500 компаний из 11 стран. Это место, где можно увидеть ноу-хау наших ученых, плюс максимум технических новинок от ведущих брендов машиностроения. За весь день все самое интересное увидел и оценил Алексей Кондратенко. И прямо сейчас он на прямой связи со студией из Великого камня. Первый день работы Белагро такой насыщенный событиями и презентациями, что даже и в эти минуты гости не спешат расходиться. Напомню, почти 500 компаний-участников из 11 стран. Только в секции сельхозмашиностроения, можно сказать, винтику упасть негде. И вот какие интересные новинки нам удалось увидеть. Уже не надо ловить, что там, например, одной передачи чуть-чуть не хватает, а на следующий чуть-чуть быстро, да, и получается, мы как бы немножко не идеально работаем с какими-то агрегатами, здесь можно просто выставить тот ход, который нам нужен, и спокойненько едем. А плюс здесь удобство управления, то есть уже получается стоит многофункциональный подлокотник, выставили удобным джойстиком ход, выставили там подачу топлива, сколько нам надо в ручном режиме, там как круиз-контроль в автомобиле, да, и спокойненько едем, наблюдаем в мониторе. 2 наших фасовочных машины. Это упаковка в бумагу, что будет очень востребовано на нашем рынке и будет очень продаваться. Производство бумаги уже освоено на Добружской фабрике, и уже наши фермеры делают предзаказы на 2024 год по поставке данной машины. Белагро – это и всевозможные дегустации, мясомолочная, кондитерская, другая продукция. Много интересного демонстрируют и ученые Национальной академии наук нашей страны, а это более 300 технологий и разработок. К примеру, такие направления, как цифровые решения АПК, продовольственная безопасность, экологически чистые удобрения. Страны Африки – это в первую очередь сухие продукты. А у нас в этом году состоялись первые отгрузки в Зимбабве. Дальше мы будем только наращивать объемы. И мы работаем над тем, чтобы увеличить объем производства выдержанных сыров. Все мы были в детстве и в школьной столовой покупали себе в обед шницель. Это тот же шницель, только под жестким контролем качества. Мы используем шок-заморозку минус 45. Что это дает? Быстрая шок-заморозка – это минимум потерь. Ну, а я напомню, что Белагро открыта для всех до конца недели, так что есть хороший повод запланировать поездку в Великий камень. Студия. Спасибо. На связи со студией из Великого камня был Алексей Кондратенко.
Мелиорация – главная задача государства в вопросе плодородия земель. Так, в Беларуси в этом году планируют ввести в оборот 110 тысяч гектаров мелиорированных земель. То, что необходимо навести порядок на земле и каждый ее кусочек должен использоваться на благо страны – требование нашего президента. Сегодня почти 40% всех сельхозугодий в Беларуси – мелиорированные земли. А это ни много ни мало 2 миллиона 810 тысяч гектаров. Цифры более чем внушительные. В Брестской, Гомельской и Минской областях сосредоточена основная часть таких земель. На них производят треть растениевой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства. И сегодня задача не только обеспечить должный уход за этими территориями, но и постепенно расширять площади плодородных земель. Для этого в отрасли постоянно внедряются новые технологии. В том числе продолжается реконструкция мелиоративных систем и закупка новой техники. Только за 2 последних года приобретено более 1000 единиц отечественной техники. Учитывая, что объем работ достаточно большой, на 2021-2025 год президентом страны было принято решение в ноябре 2022 года на совещании по вопросам мелиорации земель увеличить объемы мелиорации земель в 3 раза относительно 2021 года. В 2021 году мы сделали 27 тысяч, что предстояло нам обеспечить 81 тысячу. Но учитывая то, что за 5-летку нам надо выполнить 412 тысяч, нам надо, начиная с 2023 года по 2025 год, выполнять по 110 тысяч гектар мелиорации и культуртехники. О практике применения законодательства в области мелиорации и эффективного использования таких земель будут говорить завтра в Любани. Там пройдет заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Участники не только рассмотрят положение дел в регионе, но и обсудят перспективы вовлечения в хозяйственный оборот земель сельхозназначения, а также проверят, как выполняются поручения главы государства по вопросам мелиорации земель. Байден раскрывает тайны и планы Вашингтона. Лидер Белого дома в интервью журналу «Таймс» заявил, что выступает против будущего Украины в НАТО, даже когда там наступит мир. По его словам, США продолжат вооружать Киев и далее, но для членства в военном блоке страна не годится. Уж слишком велика там коррупция и крайне сложная внутриполитическая ситуация. Зато Штаты, похоже, с радостью готовы создать очередную горячую точку. Байден рассказал также, что может отправить американские войска на помощь Тайваню в случае вторжения Китая. При этом, напомним, Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая обязательным условием для межгосударственного сотрудничества. Официально США этот принцип соблюдают, однако поддерживают с Тайванем тесные контакты и поставляют острову оружие. Тем временем в Киеве разоблачили банду черных трансплантологов. В ней состояли десятки врачей, а возглавлял ее бывший замминистра здравоохранения. Как сообщается, участники преступного сообщества изымали органы у беспомощных пациентов больниц и вывозили донорский материал за рубеж. Часть участников группировки арестованы, им грозит 12 лет заключения. Тот факт, что ситуация на востоке Украины привела к расцвету преступного бизнеса такого рода, был известен давно. О незаконном изъятии органов сообщали, в частности, западные медики-волонтеры. Однако в Киеве неустанно повторяли, что все это российская пропаганда. Зато украинская пропаганда неожиданно решила взять паузу, правда, временно. Систематические атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины принесли свои результаты. Во время эфира в студии главного вещателя лжи для ушей украинцев, так называемого телемарафона, пропал свет. Натрапляю на статтю CNN, які пишуть про те, що росіяни гвалтують на окупованих українських територіях не лише жінок, а й чоловіків. Передаємо слово на новини. Незабаром у нас гасне світло. Ось в таких реаліях ми живемо. На Київщині відключення в Києві. Совсем недавно так называемая международная неправительственная организация «Репортеры без границ» представила свой новый рейтинг «Всемирный индекс свободы прессы». Прежде чем перейти к цифрам, напомним, против чего организация борется. Против цензуры и за свободную и безопасную работу журналистов. И журналисты Беларуси именно за такой подход. Но почему-то Украина занимает 61 место, а Беларусь и Россия 167 и 162 соответственно. Литва 13, Латвия 12. Весь мир обсуждает, как на Украине исчезают журналисты, а на тех, кто на виду, объявляют охоту за материалы о коррупции и воровстве в ВСУ. Похожая ситуация и в странах Прибалтики.
Но какая свободная пресса может быть в Прибалтике? Ее нет уже как минимум лет 10, а то и 15. И за последние 3 года вообще зачистили все пространство. Посмотрите, есть ли, работает ли хотя бы один портал в Латвии, Литве, Эстонии из портала российский или белорусский? Ну, нет их. Их зачищали прямо вот один за одним, опасаясь того, что просто жители Латвии, Литвы, Эстонии смогут получать альтернативную точку зрения, слышать не то, что им вкладывают в уши или льет в уши правительство этих 3 республик. Подробности сегодня после панорамы в авторской программе Ксении Лебедевой «Это другое». Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост президента Мексики. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск заинтересован в придании большей динамики взаимодействия с Мехико. Также глава государства отметил, что высокие профессиональные качества Шейнбаум будут способствовать успешному осуществлению социально ориентированной политики, укреплению позиций страны на международной арене и дальнейшему развитию дружественных отношений с зарубежными партнерами. Напомним, президентом Мексики впервые в истории страны стала женщина. Клаудия Шейнбаум, 61 год, она профессор в области биоинженерии и бывший мэр Мехико. Минск расширяет африканский вектор сотрудничества. Сегодня в Притории подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Беларусью и королевством Эсватини. Как отметили в МИД нашей страны, это событие открывает возможности для развития всего комплекса отношений между двумя государствами в области политического диалога, продвижения торговли и экономической кооперации, налаживания связей в области образования, здравоохранения, науки и технологий, культурного обмена. Отмечается, что работа по отдельным направлениям сотрудничества уже активно ведется. Новости из воздушной гавани. Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ по итогам 2023 года. В Москве состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации. Почетной грамотой и кубка за прошлый год удостоен и наш Минский аэропорт. Конкурс среди авиагаваней стран СНГ проводится ежегодно, и эта победа стала нашей 4-й. 10 человек доставлены в больницу для обследования в результате автокатастрофы в пригороде Бобруйска. Водитель маршрутного такси вблизи деревни Брошка протаранил трактор с прицепом. По данным ГАИ, лесовоз двигался в попутном направлении, должен был поворачивать налево, когда произошло столкновение. В результате сильного удара трактор и прицеп оказались за пределами проезжей части. А причиной 8-бальных заторов в Минске сегодня в обед стала авария на МКАД. Известны подробности ДТП с участием грузовика на Столичной кольцевой. В районе улицы Кижеватова водитель большой груза «Рено» не справился с управлением, машину занесло, и она перегородила часть дороги. Движение было заблокировано примерно на 3 часа. В городе сразу же образовались большие заторы. Водитель от госпитализации отказался, другие не пострадали. Эстафета мира и воинской славы. Сегодня Борисов присоединился к масштабной патриотической акции. В город доставили символический вымпел, который следует по районным центрам Минской области. В торжественной обстановке делегация Логойска вручила знак уважения соседям. У памятника легендарному экипажу героя Советского Союза лейтенанта Павла Рака собрались молодые люди, представители общественных организаций, ветераны, солдаты и духовенство. Вместе возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв военного лихолетия. Мы учимся в 7-й школе города Борисова. Вот мы вступили в военно-политический класс в начале 8 класса. То есть после 7 класса у нас летом был как лагерь. Мы там обучались разбирать автоматы, проходить полосу препятствий. И вообще сам процесс тут очень интересный. Наша семья, она в военной сфере работает, вот, и поэтому нам очень нравится это действие. Мы очень гордимся, что у нас берут такие мероприятия, соответственно, то есть, нам это нравится. Мы сегодня принимаем эстафету мира и воинской славы. Мы всегда должны чтить память наших предков. Мы в Борисском регионе в этом году возобновили аллею героев Борисовщины. Это у нас их 40. Из них 11 уроженцы города Борисова. Акция «Эстафета мира и воинской славы» – патриотическая премьера этого года. Она приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кульминация патриотического марафона 3 июля у Кургана Славы. Песни, спетые не только сердцем, но и руками. В Минске состоялся международный благотворительный фестиваль «Твои таланты так нужны планете».
Участники форума – дети и молодые люди с ограниченными возможностями из разных регионов Беларуси и России. Благотворительный фонд создан актрисой театра и кино, амбассадором дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Беларуси Евгенией Короткевич. Поддержать добрую традицию приехали звезды российской и белорусской эстрады. Я люблю тебя, моя земля, Беларусь, матушка Россия, двух кровей во мне течет река, двух земель во мне славянских сил. В этот раз уже такая большая география. У нас в прошлые фестивали дети из Минска приезжали в Москву на второй фестиваль. А на третий фестиваль дети из Забайкалья приехали в Москву, в Авгике мы проводили. Поэтому фестиваль посвящается нашим странам двум. И это вклад в мою силу рода, в наши народы, в нашу дружбу. Всегда привлекаются детки, которые обучаются в специализированных школах, то есть детки это глухие или слабослышащие детки. Поэтому мы здесь, собственно, и участвуем, да, потому что белорусское общество глухих это 10 тысяч человек по всей стране у нас. Этот фестиваль, он как раз и предназначен, и мы говорим о том, что обратите внимание на тех, кому сложно, будьте добрее. Поддержка и развитие детей с ограниченными возможностями – главная миссия благотворительного фонда. Инициативу поддержали Министерство культуры и образования Республики Беларусь, а также сенатор Дмитрий Басков. Продолжит выпуск новости спорта. Итоги дня у моих коллег в «Панораме». Я же прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Польская теннисистка Ига Швентек вышла в полуфинал Ролан-Гаррос, где встретится с американкой Коко Гайф, которая при ПП официально стала игроком мадридского Реала. Контракт рассчитан до 2029 года. Афіцыйна абвясціў аб пераходзе нападаючага Кіліяна Мбапэ. Такім чынам, самы чаканы трансфер цяперашняга міжсезоння ўсё ж такі адбыўся. Кантракт з французскім форвардам разлічаны да 2029 года. Нагадаю, апошнія 6 гадоў Мбапэ выступаў за Пари Сен-Жермен. У складзе гэтай каманды зорны нападаючы забіў 255 галоў ва ўсіх турнірах, у тым ліку 44 толькі ў мінулым сезоне, а таксама неаднаразова выйграваў чэмпіянат, кубак і суперкубак Францыі. Дадам, што прыкладны трансферны кошт Мбапэ ацэньваюць у суму каля 180 мільёнаў еўра. Англійскі футбольны клуб Челсі абвясціў імя новага галоўнага трэнера. Лонданскі калектыў узначаліў 44-гадовы італьянскі спецыяліст Энцо Марэска. У свой час ён быў памочнікам Хасепа Гвардыёлы ў Манчэстэр-Сіці. А папярэднім месцам працы Марэскі з'яўляўся Лестер, якога італьянец у мінулым сезоне вывеў з другога па сіле англійскага дывізіёна чэмпіёншыпа ў прэм'ер-лігу. Нагадаю, што ў канцы мая кіраўніцтва Челсі на фоне няўдалых вынікаў клуба звольніла з пасады ранейшага рулявога аргенцінца Маўрыцыа Пачэціна. Бразільскі нападаючы мадрыдскага Рэала Вінісіус Жуніор прызнаны найлепшым гульцом сезона ў лізе чэмпіёнаў. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт УЕФА. За 10 матчаў у рамках галоўнага клубнага турніру Еўропы Вінісіус забіў 6 галоў, у тым ліку 1 у фінале, зрабіў 5 выніковых перадач і такім чынам стаў адным з асноўных творцаў поспеху Рэала, які ўжо ў 15 раз у гісторыі стаў пераможцам лігі чэмпіёнаў. І гэта асноўная спартыўная падзея. Ля мікрафона быў Яўген Калечыц. Да сустрэчы. Новины спорту. Возвращение домой – это всегда эпично. Сборная во главе с Карлосом Алласом везет в Минск бронзовых призеров Евро и четвертьфиналистов Мундиаля. Товарищеский матч Беларусь-Россия 7 июня, 20:00, стадион «Динамо». Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 5 чэрвеня будуць вызначаць актыўныя атмасферныя франты. На большай частцы краіны дажджы і навальніцы, падчас якіх парывісты вецер, месцамі моцныя ліўні. У Брэсце часам дождж, навальніца, уначы плюс 13, удзень 24 вышэй за 0. У Гродні кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, уначы плюс 13, удзень 25 цяпла. У Віцебску уначы без істотных ападкаў плюс 12, удзень кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, 26 вышэй за 0. У Магілёве уначы ападкі малаверагодны, плюс 13, удзень часам дождж, навальніца і 25 цяпла. У Гомелі часам дождж, навальніца, начная тэмпература паветра плюс 14, дзённая 25 з плюсам. У Мінску уначы без істотных ападкаў
сіноптыкаў плюс 12, удзень 23 цяпла, часам дождж, навальніца, месцамі моцныя ліўні. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у чацвер плюс 23, у пятніцу 21 вышэй за 0. Надвор'е ў суседніх краінах. У Москве плюс 28, Вільнюсе і Києві 24 цяпла, Варшаве 25 з плюсам. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 19, Берліне 20 вышэй за 0, Вене і Рыме 26 цяпла. Национальный колорит, гостеприимство с монгольским размахом, подробности встречи президентов без галстуков и итоги государственного визита в материале Евгения Постолова. Без перерыва на смену поясов Александр Лукашенко направился в Иркутск, что запланировано в рамках рабочего визита в Россию. Транспортная инфраструктура, таможенно-тарифное регулирование и климатическая повестка. Широкий круг вопросов обсудили участники заседания Евразийского межправсовета. Из Несвежа репортаж Глеба Прокофьева. Литва с этой недели пропускает людей на границе по новым правилам, которые возмутили общественность. Ситуация в пунктах пропуска Бенекуни и Шальчининкай в репортаже Галины Буро. Заместитель мэра Минска встретился с заместителем председателя города Душанбе. Какие направления сотрудничества будут развивать? А тем временем в Беларуси скошено более половины площадей с травами. Расскажу, как идет кормозаготовка в Минской области. С новостями Минска и Центрального региона Ольга Власовец. Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем. А на открытом чемпионате Франции по теннису близится решающая стадия. Об этом и не только в спортивном обозрении расскажет Светлана Андролович. Еще больше новостей в рамках вечернего информационного канала. Меня зовут Екатерина Забинько. Здравствуйте. Продолжается зарубежная командировка Александра Лукашенко. Сегодня в графике президента Иркутская область, крупнейший регион России, транспортная, культурная, экономическая и научная столица Восточной Сибири, известная своими промышленными и добывающими руду, уголь, золото, нефть и газ предприятиями. И, конечно, природными красотами, тайгой и озером Байкал.
посетить область несколько лет назад главу нашего государства пригласил губернатор во время своего визита в Минск. И вот график совпал. Борт номер 1 приземлился в воздушной гавани Иркутска несколько часов назад. Александр Лукашенко у трапа встречал глава региона Игорь Кобзев. Между Иркутской областью и Республикой Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны взаимодействуют и в промышленной, и в аграрной сферах. Мы стабильно поставляем в регион карьерные самосвалы, БелАЗы, грузовики МАЗ, сельхозтехнику. Речь о комбайнах ГОМСельМаш и тракторах МТЗ. По данным на прошлый год, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Приангарья доля тракторов белорусского производства составляла 64%, а вот городской транспорт отечественного производства здесь встретишь нечасто. Поставки до сегодняшнего момента носили исключительно единичный характер. Тепло, радушно и колоритно. Именно так встречали и принимали нашего президента в Улан-Баторе во время уже завершившегося государственного визита. В Монголии Александр Лукашенко провел несколько насыщенных дней. Обсуждали политику, делали ставку на экономику, а еще знакомились с местной культурой. Сегодня утром перед отлетом Александра Лукашенко в российский Иркутск лидеры посетили загородный центр монгольской культуры. Это буквально в 40 километрах от Улан-Батора. Здесь они высадили на память сибирские ели, постреляли из лука, еще обменялись подарками. Наши тракторы теперь есть и у президента Монголии. Казалось бы, географически нас разделяют почти 7 тысяч километров. Мы говорим на разных языках, ментально отличаемся друг от друга, но для Беларуси и Монголии все это вовсе не преграда. Евгений Пустовой подводит итоги визита. Беловежская пуща и Дудутки в одном месте и по-местному. Это и есть центр монгольской культуры. Аутентичная природа, неизменная тысячелетиями, благо цивилизации спрятаны в юртах и актеры, стирающие грань между веками истории. Чем не локация для съемок фильма о Чингисхане. Но сегодня здесь все искренне. Похоже, между лидерами Беларуси и Монголии зарождается дружба. За дни государственного визита перед нашим президентом были разосланы красные ковровые дорожки в самых знаковых местах Монголии. Сегодня Александр Лукашенко и его коллега встречаются в сакральном месте монгольской культуры. Получается, как у Высоцкого, друга в горы тени. У Монголии мощные исторические корни, но теперь нынешний президент нацелен на расцвет страны. Одна из инициатив – посадить 1 миллиард деревьев. В грандиозном проекте готовы поучаствовать и белорусы. У них, по-моему, 15 миллионов деревьев планов закупить. Они очень к этому стремятся, но один недостаток у них то, что те деревья, кусты, которые они высаживают, у них съедают овцы и животные. Поэтому здесь тоже они огораживаются. Но все впереди, и я думаю, что сотрудничество должно быть в этом направлении. Сегодня главы государств посадили деревья. Местные степи влияют даже на мировой климат. Наши страны не собираются влиять на геополитический климат, но готовность отстаивать свои интересы нас сближает. Зажатый между двумя империями, громаднейшими государствами, вы очень тонко, аккуратно проводите внешнюю политику, балансируя между этими силами. Я знаю, как непросто вам удержаться на плаву. В государственном и культурологическом календарях Монголии один из важнейших праздников – Наадам. Его философию передает наш День независимости Александрия, сбирая гостей. Этот праздник в миниатюре воссоздали перед нашим президентом. Национальные танцы, древние песни в исполнении актеров Государственного театра и средневековая картина «Реальная Монголия» – соревнования по древнейшему виду местной борьбы. Из сотен борцов выбирают сильнейших. Титулы говорят сами за себя. Сокол, слон, лев, исполин. Среди национальных забав стрельба из лука. Такого мы еще не видели. Александр Лукашенко с первого раза отправил стрелу на 70 метров. С
Цель визита достигнута. Перезагрузка отношений. Беларусь знакома для Монголии по советским временам. Здесь помнят о наших специалистах, которые строили дороги и школы. Сейчас школы частные и англоязычные строят западные бенефициары. Элемент мягкой силы. Мы же готовы к честному и выгодному сотрудничеству. Направления и тренды заданы. По дипломатическому протоколу церемония подписания документов сопровождалась на монгольском и белорусском языках. Но диалог вышел. Монголов доверчивыми партнерами не назовешь. Тон задал наш президент. Мы готовы вам подставить плечо. Приезжайте, посмотрите. Если вам что-то понравится, мы вам окажем поддержку и помощь. Закрытых тем в сотрудничестве с вами нет и никогда не будет. Вы наши близкие люди. Визит действительно исторический. Это не только из-за возобновления отношений, но благодаря договоренностям и по созданию правовой базы по соглашению между министерствами и бизнесом. За 2 дня форума деловые соглашения подписаны кратные сумме трети всего годового товарооборота. На полях визита подписано 13 коммерческих документов. Общая сумма подписанных документов составляет $20 миллионов США. Договоренности по линии Совбеза, МВД, МЧС. Причем к нашим пожарным машинам у монголов такой пиетет, что они даже фильмы про них снимают. 10 лет подряд они покупают наши автобусы, а белазами, а сколько еще здесь неосвоенных рудников, называют карьерные самосвалы разных стран. Теперь время засевать бескрайние степи интересам стальным белорусам. Всего 40 километров от Улан-Батор, столицы, и сразу настоящий колорит Монголии. Горы, юрты, аутентичная музыка и хорошо знакомая для нас конная гвардия. Ух! Но больше всего меня удивило. Пойдемте покажу. Степи Чингисхана покоряют наши белорусы. 7-8 тысяч километров не расстояние для белорусских брендов. Тема лошадиных сил получила развитие. Праздник Наадам – это, конечно же, и про скачки, но их устраивать не стали. Президенты обменялись подарками. Александру Лукашенко подарили пару лошадей чистокровной монгольской породы. Они уже и сертификаты, и клички получили «Мир» и «Худкий». В этих названиях и национальный колорит, и наш геополитический посыл. А наш подарок тоже символичен. Правда, по сумме лошадиных сил заметно весомее. На огромный табун потянет. Спасибо. Очень дорогой подарок. Вы можете дать собственное имя. Так уже дали. Мир. Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Это для таких крупных полей. Очень мощный трактор, относительно несложный для специалистов. Это 80-й. А это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили, но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. А Лукашенко не изменен себе. И здесь, за 1000 километров от родины, не обошел вниманием простого работягу. Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью. Поэтому ты будешь очень востребован тут. Я буду обучить. Да. Вот президента научи к моему следующему приезду на этом тракторе. Хорошо, я буду обучить. Обязательно научу. Белорусы готовы торговать здесь не только тракторами, но и открывать различные производства и делиться своими компетенциями, в том числе в области образования. Дипломы, кстати, как и водительское удостоверение, мы уже договорились признавать. Нам надо создавать совместные предприятия по производству тех же тракторов, автомобилей, лифтов, по производству карьерных самосвалов и так далее. Здесь, в Монголии. И на этих предприятиях учить наших монгольских людей, друзей, молодежь Монголии. Дорожная карта до 2026 года подписана. Это заметно позволит сократить расстояние между нашими странами. Но главный вектор и направление заданы. Во время нынешнего визита договорились даже о глубинном. Наши археологи будут участвовать в раскопках в Монголии. Что же касается глубинных смыслов, как политических, за многополярный мир, так
и мировоззренческих, с любовью относиться к своей природе. Поэтому среди подарков нашему лидеру картина, на которой Александр Лукашенко держит умку, выполнена в кашемире. Это дорогая и очень мягкая ткань. Примечательно, у истоков дипломатических отношений между Беларусью и Монголией в 92-м стоял депутат Александр Лукашенко. Сейчас новое время из направлений мостить дороги. Сотрудничество. Монголия этим занимается внутри страны и на внешнем контуре. Одно из первых приглашений получила Беларусь. Евгений Пустовой, Виктория Ходосок, Александр Бутрим, Монголия, СТВ. Александр Лукашенко поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием на пост президента Мексики. Глава государства пожелал ей успехов на ответственном посту и выразил надежду, что высокие профессиональные качества новоизбранного лидера будут способствовать укреплению позиций страны на международной арене, а также дальнейшему развитию дружественных отношений с зарубежными партнерами, в том числе с Минском. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в придании большей динамики белорусско-мексиканскому взаимодействию и выразил уверенность, что совместными усилиями две страны смогут реализовать существующий потенциал сотрудничества. Экономическая безопасность стран ЕАЭС. По сути, эта тема стала главной на сегодняшнем заседании Евразийского межправительственного совета в Несвеже. Встреча – своеобразное подведение итогов десятилетнего периода деятельности Союза, как подчеркнул премьер-министр Беларуси. Созданная за эти годы интеграционная платформа позволяет эффективно преодолевать самые сложные вызовы. Сегодня главы правительств Евразийской пятерки обсудили широкий круг вопросов и по дальнейшему углублению интеграции. Глеб Прокофьев продолжит. Короткая церемония фотографирования, и главы правительств направляются в золотой зал Несвежского замка. В восстановленных интерьерах 18 века много говорят об экономике. Успехи ЕАЭС очевидны. За 10 лет ВВП Союза увеличился более чем на 12%. Развивается взаимная торговля, объем товарооборота между странами ЕАЭС практически удвоился. Наши страны вышли на финальную стадию реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Позитивные результаты очевидны по множеству запланированных мероприятий. При этом ряд мероприятий еще в стадии проработки, и есть опасения, что они не будут выполнены до конца 2025 года из-за пролонгации сроков, отсутствия консенсуса и так далее. Вместе с тем, стратегические направления развития – это документ, утвержденный главами государств. И наша задача – обеспечить его полное исполнение. Союз приносит реальную выгоду каждому из участников объединения. Странам пятерки удалось выстроить уникальную систему регулирования взаимных поставок. Порядка 85% продукции на общем рынке регламентировано техническими документами. Это значительно упрощает условия торговли, к тому же защищает покупателя. Подобные механизмы нужно развивать, подключать к ним участников Содружества независимых государств, других стран, с которыми наши экономические связи сильны. Это позволит нам эффективно, используя уже проверенный инструментарий, снижать барьеры для производителей. Один из важных вопросов – таможенная стоимость товаров. В ЕАЭС необходимо принять дополнительные решения по ее контролю. Ведь этот вопрос напрямую затрагивает экономические интересы наших стран. Заниженная таможенная стоимость – это значительные потери поступлений в госбюджеты государств. Чем больше мы и качественнее определим таможенную стоимость, тем больше мы будем собирать ввозных таможенных пошлин, тем больше бюджеты наших стран будут это получать. Это зависит от качественной работы и таможенных служб, и наших налоговых служб. И, как вчера было сказано, мы не должны давать почву для различного рода нарушениям в этой сфере для того, чтобы все максимально концентрировалось и наполнялись бюджеты государств, и дальше мы развивали наш Евразийский экономический союз. Союз доказал свою состоятельность, но сегодня не обошлось одним лишь подведением итогов. В правительственных кругах обсуждают, как углубить евразийскую интеграцию. Особое внимание таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке. Говорили о соперничестве участников рынка. Здесь выявлено наибольшее число признаков нарушений права Союза. Речь идет о недобросовестной конкуренции. Нами проанализировано около 90 различных рынков, где сделаны выводы о состоянии конкуренции на этих рынках. В случаях, когда мы наблюдаем нарушение конкурентного права, неконкурентное поведение субъектов рынка, мы корректируем их поведение. Не остались без внимания вопросы создания и развития транспортной инфраструктуры в направлениях восток-запад и север-юг. Продолжится работа по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Кроме этого, одновременно в ЕАЭС началась реализация пилотного проекта по внедрению электронного таможенного транзита по 2 маршрутам. Среди новелл этого года хотел бы выделить следующее. В ЕАЭС заработал механизм оценки фактического воздействия принятых решений. Оценку регулирующего воздействия на бизнес теперь будут
проходить проекты международных договоров, а не только проекты решений комиссии, как это было ранее. Эти новшества дадут возможность охватить оценкой весь жизненный цикл нормативного регулирования в Союзе. За 2 дня заседания главы правительств рассмотрели 12 вопросов, подписан ряд многосторонних документов. В завершении встречи решено, что следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет уже этой осенью в Ереване. Глеб Прокофьев, Евгений Титов, СТВ. Граница раздора. Литва ввела запрет на ввоз около 3000 белорусских товаров. В основном табу касается продуктов питания. И коснулся он не только бизнес-перевозок. Теперь даже у простых граждан изымают личные продукты, взятые в дорогу. Люди жалуются на негуманное обращение. К примеру, молодую пару с ребенком заставляли выложить пачку белорусского детского питания. Родители не смогли лишить своего малыша еды и вынужденно отказались от пересечения границы. Галина Буро отправилась на рубежи с Литвой. Первые впечатления о новом запрете Литвы заполонили соцсети. Вообще никакой собойки. Едем на границу прям с пустыми руками, поставили большие контейнера и прямо на границу все это выбрасываем. В чатах люди делятся эмоциями. Трясут сумки полным ходом. Вижу, что целыми ящиками забрали минеральную воду и квас. Сумки огромные, в мусор с продуктами. Тоже везу редкое лекарство, которого в Литве нет, потому что не сертифицируют его. Надеюсь, не выбросят, а иначе жесть. Рецепт, естественно, аптека забирает. Могла бы сделать скан, если бы знала, что сегодня вот так произойдет. Поздно узнала о новшествах. Фото изъятых продуктов на литовских пунктах пропуска шокируют. Вскрытые бутылки с водой, печенье, хлеб, зефир – все, что люди берут с собой в дорогу, в том числе для детей, литовская таможня не пропускает. Смотрите, вот здесь уже проходит разделительная линия границы, там начинается литовский пункт пропуска, и мы видим, что прямо на въезде стоят очень много мусорных баков. И вот я попрошу оператора даже укрупнить, мы видим, что один из баков уже полностью забит под завязку. В объективе литовский пункт пропуска Шальчининкай. Зайти на него мы не можем. Ведем съемку с сопредельного белорусского Бенякони. Нам навстречу выезжают водители явно под впечатлением. Мусорки там все завалены товарами. Запрет Вильнюса на ввоз около 3000 видов белорусских товаров действует с 3 июня. Раньше такие ограничения касались лишь бизнес-перевозок. Нынешняя фаза пограничного беспредела Литвы достигла апофеоза. Недовольны все, особенно спортсмены, которые питаются по часам. Плохая ситуация, что запрет, что не пускают. Я как вообще бывший спортсмен, вот это понимаю, потому что постоянно же нужно какое-то питание, чтобы рацион был. А мороженое решили съесть. Ну, это наше вкусное белорусское. Жалко выбрасывать, ну, правда? Да. Как быть людям, которые принимают определенные медицинские препараты, и вовсе непонятно. Александра Андрушкевич, живя в Литве, часто приезжала в белорусские аптеки. Намного дешевле лекарства тут. За лекарствами ездили. А сейчас что я знаю? Пропустят, не пропустят. Сегодня 2 упаковочки взяла, не знаю. Выброшу, так выброшу. Что скажут, так и будем делать. А вот Владимир Ильясевич переживает еще и за верного 8-летнего друга Крео. Животных с белорусским ветпаспортом литовцы тоже перестали пропускать. Борются с бизнесом на щенках для Европы. У меня документы оформлены через Литву. Может, посочувствует, пропустит. Просто в отпуске был с собачкой. И надо как-то выезжать. Если бы знал, через Латвию бы уехал. Член семьи, как я могу выпустить? Не оставлю. И хоть Литва заявляет, что нововведение касается всех, на деле иначе. Водители грузовиков с конфискацией личных продуктов пока не столкнулись, но волнуются. В последнее время от режима Вильнюса можно всего ожидать. Нам с Калининграда ехать, извините меня, тут стоишь по 3-4 дня в очередях. Нельзя, если везти даже продукты себе покушать, то это, конечно, очень жестоко. Но пока очевидно, физические лица не случайно под прицелом продуктового запрета. Все дело в белорусском безвизе, по которому литовцы ездили за нашими продуктами. Стоимость продуктов в Литве примерно в 3 раза дороже, чем у нас. Таким образом, Литва, когда вводит ограничения, она решает 2 задачи. Первая задача – отфильтровать ту группу, которая ведет приграничное движение. То есть, кто из граждан Литвы ездит сюда только за продуктами. Вот они вводят ограничения, посмотрят, кто отвалится после этого. Вторая задача, которую они решают, они как бы наказывают вот ту группу внутри Беларуси, которая часто ездит через границу Евросоюза, за действия нашей власти. В пункте пропуска уже говорят, количество легковых машин на литовских номерах сократилось в разы. Для простых литовцев белорусский безвиз был спасением, а для режима Вильнюса – больной мозолью. Ведь после посещения нашей страны литовские граждане уже отказывались верить западной пропаганде и не боялись запугивания властей. Потому те пошли на абсурдные меры. Бесчеловечно, зато действенно. Только страдают от такой политики люди, которые хотят как раньше. Нормально, по-соседски, дружить и торговать. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, белорусско-литовская граница.
В Европе круг приоритетных тем не меняется, в то время как Беларусь и дружественные нам страны делают все для поддержания мира в регионе, развития экономических, гуманитарных, культурных связей между государствами. Сторонники Запада заняты созданием новых очагов напряженности. Однако не всем их замыслам суждено сбыться. На некоторые задачи еврочиновникам хватает амбиций, но не хватает ресурсов. Так Польша отложила введение буферной зоны на границе с нашей страной. К ее восстановлению должны были приступить сегодня, однако в Варшаве заявили, что вернутся к этой теме позже. По официальной версии, из-за задержек в планировании. Окончательное решение, скорее всего, примут только в конце недели, а вот дополнительные силы к нашим рубежам уже стянули. Это еще порядка 100 человек в подкреплении. Воодушевленная военными идеями Польша для Запада не более чем расходный материал, потенциальное поле боя. По сообщениям британских СМИ, НАТО готовит план переброски американских войск в Европу в случае нападения России. При таком развитии событий предполагается, что Альянс высадит солдат США в Нидерландах, а затем перебросит через Германию в Польшу, пишут издания. Зловоние и санитария – новое лицо культурной столицы Европы. Предстоящая гонка за олимпийские медали в Париже обещает быть интересной, если, конечно, вообще состоится. В главную водную артерию города попало около 50 миллионов литров зловонной воды с отходами. Оказалось, что из-за поломки систем на насосной станции стоки сливались в Сену в течение нескольких недель. Готовы были дальше не замечать проблему, но шум подняли местные жители, которые буквально задыхаются от невыносимого запаха. Ко всему прочему, река своего рода – один из олимпийских объектов. На ней должен пройти парад лодок и даже соревнования по плаванию и триатлону. Состоятся ли заплатит? Удивительно, но когда речь идет о социальной чистке города, власти Парижа проявляют куда большую активность. В рамках подготовки к Олимпиаде за последний год из города и его окрестностей выдворили свыше 12 тысяч человек. В другой европейской столице, Брюсселе, людей напротив становится все больше. В главный город Бельгии съезжаются разгневанные фермеры. За 2 дня до выборов в Европарламент представители сельхозсектора решили призвать к ответу чиновников, которые так и не исполнили обещания, данные аграрии. Демонстранты выступают за прекращение неограниченного экспорта сельхозпродукции за пределы сообщества, в том числе украинской. Это подрывает местный рынок и оставляет фермеров без прибыли. Протестующие также требуют снизить налоги и финансово поддержать сектор. В акции задействовали более 500 тракторов. На улицах Брюсселя как никогда шумно. К демонстрации присоединились фермеры из Польши, Нидерландов, Германии, Бельгии, Италии, Румынии и Франции. Ожидается, что завтра протестующих прибавится. Полиция пока не вмешивается в происходящее, но, вероятно, это ненадолго. Как показывает практика, европейская демократия до 3 не считает. Активисты намерены ночевать в столице. С собой у них подушки, пледы и самые серьезные намерения. Белорусские предприятия почти на 100% обеспечивают продовольственную безопасность страны. Республика входит в 5 мировых экспортеров молока, а также в топ-15 мяса и мясной продукции. Наша страна является лидером не только в Европе, но и в мире по производству основных сельхозпродуктов на душу населения. Лучшие достижения агропромышленной отрасли представлены сегодня на 34-й международной специализированной выставке «Белагро-2024». Она открылась в индустриальном парке «Великий камень». Около 300 моделей отечественной и зарубежной сельхозтехники, из которых более 170 новинки. А также передовые направления в развитии растениеводства, животноводства и современные технологии переработки продукции. Потенциал отечественных производителей с каждым разом только возрастает. Как и площадь экспозиции. В этом году она достигла рекордных размеров.
Сегодня демонстрируется и то, что уже делается и используется у нас на полях и на фермах. Ну и, конечно же, новое, что будет в перспективе использовано в агропромышленном комплексе. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов. В современном мире уделяется огромное внимание в области автоматизации сельхозработ, в том числе использование беспилотных технологий, технологий точного земледелия. И, конечно же, Министерство промышленности ведет целый ряд разработок в этой области. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. Традиционно форум собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных гостей. В этом году в международной выставке принимают участие около 500 компаний из 11 стран. Впервые свои экспозиции представляют Монголия, Кыргызстан и Казахстан. Мы из Республики Казахстан представляем продукцию сухое кобылье молоко. Продукт очень важен для жизненно важных процессов организма человека. Кроме этого, у нас колбасные изделия, виноводочные изделия, молочная продукция. Кроме этого, у нас еще имеется мед. В первый день работы форума выставочный комплекс превратился в настоящую дегустационную площадку. Хлебобулочные изделия, мясо, колбасы и настоящее белорусское сало. Традиционный участник международной выставки «Белкапсоюз» славится не только вкусными, но и качественными продуктами. На прилавках магазинов потребкооперации до 20% товаров те, что произведены самостоятельно. От хлеба и мяса до брендовых разносолов. Собственную продукцию поставляют и на экспорт. Основным потребителем остается Россия. Особый интерес зарубежных партнеров к пушнине. Стоит отметить, что спрос на белорусские шубы есть и у наших модниц. Это подтверждает интерес посетителей к выставочному павильону. В этом году гости форума также смогли первыми попробовать пищевые новинки, которые еще не добрались до прилавков магазинов. В их числе и рис с морской солью, пастила со вкусом черники и зефир с облепихой от кондитерской фабрики «Красный Мазырянин». Сегодня промышленный флагман Беларуси выпускает более 120 наименований продукции, в том числе знаменитые конфеты «Коровка», которые производят по старинному рецепту. У нас предприятие вообще образовано в 1913 году. Более 110 лет мы на рынке. Занимаемся производством сахаристых кондитерских изделий. Основное наше направление – это пастила, зефир, ирисы, мармелады и наша знаменитая коровка, конфета, которая делается по рецептуре еще той старой коровки. Мы не уходили от рецептуры. Это рецептура 1947 года. 30% у нас уходит на экспорт, 95% экспорта Российская Федерация. Помимо этого у нас Азербайджан, Армения, Израиль, Казахстан на данный момент. Международная специализированная выставка «Белагра-2024» продлится до 9 июня. За время проведения белорусской промышленной недели ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов о поставках белорусских товаров за рубеж. Нередко своими необычными техническими решениями удивлял Минский автомобильный завод. На протяжении 80 лет существования предприятия его продукция пользовалась большим спросом. В 1988 году модульная конструкция МАЗ-200 «Перестройка» произвела фурор на международном автосалоне в Париже и даже получила диплом за выдающиеся технические достижения. В нынешнем юбилейном в своей истории завод представил современный сидельный тягач МАЗ-X. Это будет самый передовой грузовик, который когда-либо выпускал завод. Наши корреспонденты оценили новинку. Представленный МАЗ-X на престижных выставках СТТ и Комвекс без преувеличения взорвал интернет. Прошло каких-то 5 дней, и вот она звезда на рынке тягачей, которую зажег Минский автомобильный завод на Белагра-2024. МАЗ-X – тягач, созданный на базе гибридной платформы с электромеханической трансмиссией и инновационной конструкцией аэродинамической низкопольной кабины модульного типа с применением легких композитных материалов. Это каркасная кабина, а не монокок, как на классическом автомобиле.
Это применение композитных материалов, что для нас тоже ново. «Тягач» создан под ключевые требования магистральных перевозок. Высокая энергоэффективность, высокий ресурс по пробегу и грузоподъемности, высокий уровень комфорта и безопасности для водителя, высокий уровень экологичности. В нем полностью воплощена концепция 4Е – экономичность, эффективность, эргономичность и экологичность. У нас на борту 820 литров топлива, то есть 2 бака по 410 литров. Что позволяет 3000 километров. Классический тягач имеет запас топлива 1400-1500 литров. Вот в этом существенное отличие. Трансмиссия разработана в Беларуси нашей компанией MB Engineering. Мы очень благодарны Минскому автомобильзаводу, который наконец-то выстроил очень профессионально частно-государственное партнерство для достижения максимальной цели с точки зрения наших компетенций, наших возможностей. Поэтому вот электромеханическая трансмиссия в паре с источником энергии на борту и буферным накопителем является ключевым аргументом создания новой компоновки, как следствие тех потребительских свойств по расходу топлива, по комфорту водителя. На борту тягача установлены все системы, обеспечивающие безопасность и комфорт вождения. Круиз-контроль, электронная система торможения, система курсовой устойчивости, подвеска, система электронного управления, датчики дождя, открытие двери, нагрузки на оси, система контроля мертвых зон, камеры вместо зеркал. Забота о комфорте и безопасности – одно из ключевых и актуальных направлений в условиях дефицита водителей. В настоящее время именно водители выбирают, на какой технике им работать. 2026 год станет отправной точкой старта продаж. Для нас предстоит еще очень огромная работа. Мы создаем второй, уже предсерийный образец, и параллельно готовим производство к выпуску серии. Сразу малая серия – это 10 автомобилей, а дальше серийный выпуск. К слову, задачу по обеспечению технологической независимости в этом тягаче завод выполнил. У новинки высокий выход локализации. Доля белорусских комплектующих более 50%. Доля комплектующих дружественных стран около 30%. В 2026 году МАЗ планирует достигнуть 85-90% локализации. Партнерство СМИ и власти на местах, открытый разговор о проблемах, защита информационного поля от фейков и полуправды. Медиафорум среди представителей партии «Белая Русь» прошел в Минске. Сегодняшняя встреча, по сути, продолжение большого разговора о работе СМИ, который провел на прошлой неделе Александр Лукашенко. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил работе местных изданий и сотрудничеству чиновников с журналистами. Так что сегодня среди участников форума специалисты по связям с общественностью, активисты и представители Белой Руси из регионов. Те, кто не понаслышке знает о местных проблемах и могут решать их в связке с журналистами. Продолжаем вот такой концептуальный разговор. Здесь очень важный такой форум, потому что здесь люди с мест, которые работают с местными проблемами, работают с местными администрациями. Очень много посылов прозвучало на медиафоруме именно по этой работе, но мы вот это все вместе обсудим и будем учиться друг у друга. Спикерами форума выступили представители крупных республиканских СМИ, в том числе представители нашего телеканала, которые немного рассказали об изнанке работы в медиасреде, специфике борьбы с фейками и поделились профессиональными приемами, которые позволяют привлечь и удержать внимание аудитории. Мне понравилось, что основной посыл сегодняшнего форума, медиафорума, это прежде всего то, что мы должны бороться за правду все вместе. То есть каждый на своих местах должны видеть эту правду, объяснять эту правду своим коллегам, сотрудникам. Я работаю с детьми, с молодежью, это тоже очень важно. Это такое поле, огромное поле для нашей работы. С регионами нужно работать, там тоже воспитываются классные кадры в сфере журналистики. Много вопросов было в отношении работы с исполнительными комитетами, своими, с чиновниками, только подавая правдивую, честную информацию, совместно, единую, мы сможем показывать, что у нас есть. Кроме того, эксперты отметили важность здравой критики в СМИ, как республиканских, так и региональных. О проблемах можно и нужно говорить, чтобы совместными силами найти решение. Главное, не превращать это в критиканство.
Несмотря на все внешние вызовы и угрозы, легкая промышленность Беларуси продолжает успешно функционировать и достигать высоких результатов. Так, в первом квартале 2024 года выручка от продаж товаров и услуг, предоставляемых концерном Беллекпром, увеличилась более чем на 11%. Налажен экспорт в более чем 70 регионов России. Кроме того, на руку отечественному Лекпрому сыграли санкции недружественных стран. Мы значительно шире вышли на рынки стран дальней дуги СНГ. В планах не только продолжать наращивать экспорт, но и открывать торговые точки за рубежом. Готовая кожа сегодня абсолютно конкурентоспособна на рынке Индии и Пакистана, Ирана. Если говорить о легкой промышленности и его таком серьезном векторе текстиле, который нам удалось сохранить, модернизировать и развивать, то мы сегодня структурно, конечно, ежегодно баланс в производственной матрице сдвигаем в сторону максимального увеличения производства готовых штучных изделий. Среди главных векторов развития легкой промышленности на будущий год – онлайн-торговля. Планируется, что отечественные товары будут представлены на крупнейших интернет-площадках и маркетплейсах. В перспективе занять нишу детских товаров. Так, в столице планируется открытие крупного профильного магазина. Беларусь всегда славилась своей толерантностью. Наша страна стала домом для представителей свыше 140 национальностей. Они уважают традиции друг друга и мирно живут на нашей земле на протяжении многих лет. Символом их дружбы и единства стал фестиваль национальных культур. 14-й по счету праздник стартует в Гродно уже в эту пятницу. Порядка 80 мероприятий, более 800 участников. Среди них есть и новички. Впервые в этом году в яркую компанию вольются творческие люди из Аргентины, Монголии, Бурятии, Камеруна и Египта. Готовы ли в Гродно встречать гостей, расскажет Алена Жибард. Пряники и пироги гродненского хлебозавода украшает цветик-семицветик. Это символ приближающегося фестиваля национальных культур. Ароматные кексы испекли специально к празднику. Сладости уже поступили в магазины. Мы уже произвели более 500 штук пряников. Также произвели более 100 штук сладости мучной. И планируем еще, по крайней мере, столько же. Уже стала традицией, что грузинская диаспора заказывает у нас торт в виде карты Грузии. Мы очень трепетно к этому относимся. Активно готовятся к празднику и ремесленники. Гостеприимная Гродно примет около 400 мастеров из разных уголков Беларуси. Среди них и Павел Комарец, участник народного любительского объединения «Городенский колорит». Он представит на фестивале изделия из дерева. Прошлый фестиваль нам показал, что люди больше хотят. Хотят напоминания о фестивале, чтобы было какое-то. Мы сделали цветик-семицветик такого плана с гравировочкой фестиваля национальных культур. Калужская церковь, замки, все, что связано с нашим городом и с нашей страной. С нетерпением ждут праздники и любители остановить мгновение. Фотографы уже знакомятся с локациями, изучают лучшие точки, чтобы сделать не один яркий кадр. Оценить их творчество можно на выставке, которая разместилась в культурном центре. Здесь представлено более сотни фоторабот, яркие моменты с прошлого фестиваля. Мы выбрали эти самые красивые моменты фестиваля и в преддверии нового фестиваля показываем, зажигаем той атмосферы фестиваля всех, кто приходит на эту выставку. Участие в праздничных мероприятиях примут представители более 35 национальностей. Впервые приедут аргентинцы, египтяне, камерунцы, буряты и монголы. В большую фестивальную семью вольются также нигерийцы и пакистанцы. Татарский клен, сербская ель, корейская пихта. Это сквер дружбы в Калужском парке. Он появился в 2014 году во время проведения 10-го фестиваля национальных культур. В этом году он пополнится. Здесь свои экзотические деревья высадят новые участники большого праздника. Первый день праздника по традиции состоится красочное театрализованное шествие. Все участники, а их более 800, в национальных костюмах пройдут по центру города с песнями и танцами. Главное событие второго фестивального дня – презентации национальных подворьев. Их будет 19. Третий день фестиваля пройдет на Августовском канале. Наш фестиваль в этом году посвящен семье, семейной обрядности, семейным традициям. И мы говорим о том, что Беларусь – это большая, единая, многонациональная семья. Мы рады любому гостю, мы рады свой он, или он сосед, или он друг, или он свояк и родственник. Мы в любом случае всегда мирно дружим и любим всех, кто к нам приходит.
Всего в рамках праздника запланировано более 80 мероприятий. Фестивальные дни будут богаты на выставки и концерты. Среди новинок – конное шоу и битвы диджеев. В Гродно уже чувствуется приближение праздника. Тем, кто не сможет посетить фестиваль, достаточно включить СТВ. Наш телеканал – главный информационный партнер. И мы покажем самые яркие моменты. Алена Жибарт, Владислав Хаткевич, телекомпания СТВ. Переходим к новостям спорта. Чем запомнился прошедший соревновательный день, спрошу моей коллеги Светланы Андролович. Света, добрый вечер. Тебе слово. Катя, здравствуй. Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем. С этого и начну. Совсем скоро пройдет 5-я встреча сборных Беларуси и России. Последняя игра между двумя командами состоялась в 2015 году на овале московских «Химок». И тогда сильнее были хозяева площадки 4-2. Предстоящий поединок принимает Минск на главной арене страны – Олимпийском стадионе «Динамо» 7 июня в пятницу. Главный тренер национальной сборной Карлос Алас настроен на серьезную борьбу. Он собрал в стан команды 24 футболиста и приступил к тренировкам. Среди вызванных значатся представители как отечественного чемпионата, так и легионеры ближнего и дальнего зарубежья. Полузащитник Владислав Климович прибыл из Венгрии. Я надеюсь, мы не подведем, порадуем тоже хорошей игрой, хорошим результатом. Конечно, для нас в первую очередь это будет игра, пускай она и товарищеская, но, наверное, надо к ней относиться как к официальный, хороший соперник, как я уже сказал, плюс давно не играли дома. Хочется порадовать наших болельщиков хорошим результатом и отличной игрой. Я ожидаю очень сложную и интересную игру. Мне хочется, чтобы были полные трибуны зрителей, ведь когда есть болельщик, есть для кого играть и за кого. Нам необходима их поддержка. Соперник очень сложный, там много игроков из топ-лиг, но я знаю, что это будет интересная игра. Я ожидаю, в принципе, равной борьбы. Вообще, я послушал выступление главного тренера национальной сборной Беларуси. Он сказал, что будет фантастический матч. Молодец, что он так говорит, и молодец, что он верит в это. И он подпитывает нас, и болельщиков, и специалистов, такими фразами. Это очень хорошо. Теперь осталось только посмотреть и воспроизвести это. После игры со сборной России нашу команду ожидает второй поединок, на этот раз в соперниках Израиль. Игра состоится в Венгрии 9 июня. Иван Шангин и Евгений Федоринчик вышли в полуфиналы чемпионата мира по тайскому боксу. Престижный турнир проходит в Греции. На соревнования заявились атлеты из 93 стран. В весе до 63 килограммов среди молодежи Шангин по ходу турнира прошел представителей Франции и Ирака. За финал ему предстоит бой с Абдельмуном Бастой из Алжира. В категории до 71 килограмма среди спортсменов не старше 23 лет Федоринчик был сильнее атлетов из России и Украины. Теперь он встретится с Каем Уит-Джонсом из Австралии. Полуфиналы назначены на 7 июня. При этом отмечу, оба белоруса уже гарантировали себе минимум бронзовые награды. На открытом чемпионате Франции по теннису состоялся очередной соревновательный день, который явно огорчил поклонников Новака Джоковича. Серб снялся с турнира, так как у него разрыв мениска колена. Таким образом, он не подтвердил очки за титул, и теперь новой первой ракеткой будет Яник Синнер. Он станет первым итальянцем, который возглавит мировой рейтинг. О других результатах дня далее в нашем обзоре. В женском разрезе на Ролан-Гаррос близится развязка. Во вторник определились первые полуфиналистки турнира. Один заветный квиток у американки Кока. В 1-2 Угав будет крайне серьезная оппонентка. Это первая ракетка мира Ига Швентек. Поль Угавут и Швентек – богатая история личных встреч. Девушки играли 10 раз. И здесь статистика не в пользу американской теннисистки. Лишь раз ей удалось взять верх над лидером тура. И было это в августе прошлого года на харде в Цинциннати. На грунте же Кока не смогла взять у Иги даже сетом. В среду в свой второй полуфинал Ролан-Гаррос попытается выйти Арина Соболенко. Ее соперница – вундеркинд из России, 17-летняя Мира Андреева. В чемпионате Беларуси по мини-футболу стартовала серия за бронзовые медали. В борьбе за пьедестал Витэн и Минск. Первый матч стартовал в 19:00, пока на табло 2-0 в пользу аршанского коллектива. Команды в третий раз в плей-офф играют друг против друга, однако впервые это стадия за награды. Напомню, предыдущие 2 сезона Минск брал бронзу, а вот Витэн оставался без подиума.
На этом у меня все. Далее новости Минска и столичного региона. В студии работала Светлана Андролович. И мне будет что вам рассказать в следующий раз. До встречи в эфире. И пусть каждый день для вас как праздник будет. Будьте счастливы, родные сердцу люди. Будьте счастливы, любимые всегда. И пусть каждый день для вас как праздник будет. Ни о чем вы не жалейте никогда. Будьте счастливы, родные сердцу люди. Будьте счастливы, любимые всегда. И пусть каждый день для вас как праздник будет. Ни о чем вы не жалейте никогда. Першы нацыянальны канал беларускага радыё разам з вами, паважаныя сябры, і сённяшнім вечарам таксама. СМС зачитаю. Хочу поздравить Ивана Рожкова с 55-летием. Желаю счастья, здоровья. Коля Наумщик из деревни Нурова. Ну и также зачитаю вот это письмо. Здравствуйте, поважанная. Добрый вечер, поважанная программа. Мы, жыхары вёскі Панютичи, что на Нясвішчыне. Сегодня с вашей допомогой віншуем нашу суседку Валентину Михайловну Буян с яе юбилеем. 4 чэрвеня ёй будзе ўжо 70, але не скажешь, что ёй шмат гадоў. Яна вельмі рухавая у нас, шчырая, памяркоўная. Со сваімі балячкамі мы звяртаемся да нашай Валянціны, да нашага доктара, як мы ўсе тут яе называем, бо яна і сапраўды наш ратавальнік. Усё жыццё яна працавала ў сноўскай амбулаторыі медыцынскай сястрой і зараз яшчэ там працуе. А побачылі б вы, што ў яе на дворыку, што робіцца. Чаго там толькі не ўбачыш, і кветкі, і ўсё самае прыгожае. Усе мы хочам раўняцца на яе, але не заўсёды атрымліваецца. Жадаем нашай юбіляршым моцнага здароўя, павагі ад усіх родных, дзяцей, унукаў і ад нас суседзяў. А гэта ад Антаніны Мазан, Валянціна, Людміла, Вольгі Апанасёк, Веры Корзун і ад сям'і Даліўцоў. Каля ласка, паставьте для яе добрую песню «С павагаю все мы». В эфире «Столичные подробности», в студии Ольга Власовец. Здравствуйте. За первый квартал этого года товарооборот между Минском и Таджикистаном вырос в 6 раз. Он составляет свыше 120 миллионов рублей. О расширении торгово-экономических связей шла речь на встрече заместителя мэра Минска Александра Черникова с заместителем председателя города Душанбе Абдурахманзодой Абдуррахмоном. Таджикистан заинтересован в поставках продукции, производимой в Минске. Так, столичное предприятие экспортирует в эту центральноазиатскую страну тракторы, холодильники, лесоматериалы, а также кондитерские изделия. В свою очередь, Таджикистан поставляет в Беларусь фрукты и овощи. С Республикой Таджикистан мы работаем по многим направлениям, в частности и в сфере образования. У нас есть заключено более сотни межвузовских прямых соглашений. Благодаря теплым отношениям таджикского и белорусского народов мы являемся городами-побратимами. Поэтому у нас действительно мы очень часто встречаемся, часто общаемся по насущным проблемам и стараемся их быстро, оперативно решать. В рамках встречи педагогов из Душанбе пригласили в белорусскую столицу для прохождения курсов повышения квалификации. Также планируется, что творческие коллективы Таджикистана примут участие в летнем музыкально-туристическом сезоне в Верхнем городе. ДТП на МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением. По предварительным данным, авария произошла сегодня около 11:30. 33-летний водитель большегруза двигался по кольцевой дороге. На 20-м километре мужчина не справился с управлением. Машину развернуло поперек проезжей части. Водитель получил различные травмы. По факту ДТП проводится проверка. На каком участке МКАД ограничено движение в связи с ремонтными работами, благодаря чему дорожная разметка в Минске станет заметнее, и где в столице можно соприкоснуться с сельским колоритом? Все ответы у нашего дежурного по городу Дарья Овсюк.
Движение на путепроводе МКАД через улицу Шаранговича ограничили до 30 июня. Это связано с ремонтными работами. Работы здесь ведутся в круглосуточном режиме с пополосным закрытием движения. Необходимо отремонтировать участок площадью 87 квадратных метров. Задействовано 16 человек. Завершить ремонт планируют в конце июня. Сейчас ведутся демонтажные работы. Работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтаж железобетонного защитного слоя, демонтаж слоя гидроизоляции. Дорожная разметка в Минске станет более заметной. При нанесении используют новый материал. Это пластик холодного и горячего нанесения. Его преимущество – хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность и устойчивость к реагентам. Всего в текущем году необходимо обновить 350 тысяч квадратных метров разметки. Пластики позволяют не приходить на тот или иной участок улично-дорожной сети ежегодно, так как гарантийный срок разметки, нанесенной эмалью, составляет всего лишь 6 месяцев, а пластиком и любым холодным или горячим 3 года. Сельский колорит в городской черте. На улице Громова пасется стадо коз. Встретить их можно в районе частной застройки. Такая картина не характерна для столицы. Животные разгуливают по территории и ведут себя дружелюбно, поэтому собирают множество людей вокруг. Особенно такие столичные обитатели привлекают детей. Проходящие пешеходы не упускают возможность сделать фото на память. Козы охотно идут к людям и с удовольствием принимают от них лакомства. Я гуляю здесь часто с родителями, и это очень необычно встретить сельских животных в городе. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните по телефону горячей линии 029 единица 600 700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А по столице сегодня дежурили Дарья Овсюк, Анжелика Исаеня, СТВ. В Минске с начала года утонули 7 человек. Практически все инциденты произошли в местах, запрещенных для купания. Поэтому на Заславском водохранилище развернется новая спасательная станция. Она расположится на 9-м пляже. В столичных зонах отдыха ежедневно на дежурство заступает 160 спасателей. Обеспечивается безопасность и в местах, запрещенных для купания. Дополнительно там проводят рейды с участием сотрудников МЧС, ОСВОД и правоохранительных органов. К ним присоединяются и активисты БРСМ. В рамках профилактической работы особое внимание уделяют детям. В этом году планируем создать класс «Юный осводовец». И летом поедем с профилактическими мероприятиями по лагерям города Минска и Минской области, где будем учить детишек плаванию и детей и преподавателей оказывать первую помощь пострадавшим. Во время купального сезона 8 спасательных станций и 19 постов обеспечивают безопасность на водоемах. Кстати, самый посещаемый пляж находится на Цнянском водохранилище, где в жаркую погоду собирается до 10 тысяч человек. Поэтому следить за безопасностью и порядком здесь помогают еще и камеры видеонаблюдения. И это все столичные подробности. Далее новости Центрального региона. Расскажу, как волонтеры золотого возраста помогают спасателям и какими методами в Минской области ведется борьба с борщевиком. Не переключайтесь. Извините, а что вы здесь делаете? Как что? Поле готовлю для вас. Так подождите, мы же играем на «Динамо». «Динамо» так «Динамо». 7 июня, 20:00, стадион «Динамо». Нам нужна ваша поддержка. Информационный канал продолжают новости Центрального региона. В Беларуси скошено более половины площадей с травами. Заготовлено почти 3450 тонн сенажа. По темпам укоса лидирует Брестская область, которая справилась с планом почти на 96%. В Минском регионе скошено более 60%. Завершили первый этап аграрии Несвежского, Слуцкого и Клецкого районов. Газета «Край Смолявицкий» стала лучшим печатным районным СМИ Минской области. В этом году издание запустило новый информационно-просветительский проект «Спутник для жизни». Это серия видеосюжетов и материалов о развитии райцентра, а также его жителях. Смолявическая газета – это мультимедийное издание, материалы публикуют не только в печатном формате. Здесь активно развивают социальные сети. О новых подходах и проектах районного СМИ расскажет Анна Куртасова.
Анна Шеремет – корреспондент районной газеты «Край Смолевицкий». Герои ее сюжетов – простые люди, которые занимаются любимым делом. Мастера, коллекционеры часто пишут статьи и о ветеранах. Очередное редакционное задание. Анна Шеремет через знакомых узнала о жительнице района, которая прошла через всю войну. Скоро откровенный диалог будет на страницах свежего номера издания. Делают газету люди. Поэтому большое спасибо людям, которые помогают нам делать нашу работу, которые не стесняются, которые согласны рассказывать о своем населенном пункте, делиться своими мыслями. А в соседней деревне Курганне параллельно работает Марина Михайловская, более 15 лет в журналистике. Уверена, хороший журналист – тот, который найдет подход к любому человеку. Каждый раз, едя в поездку, ты не знаешь, чем ты вернешься. Бывает, что люди встречаются приветливые. Бывают люди, конечно, немножко закрытые. Учитывая то, что я педагог по образованию, да, это очень помогает сильно в работе. То есть, как бы ты уже коммуницировать научился с людьми. Интервью записано, фото сделано. Далее отправляемся в редакцию. Здесь начинается творческий полет фантазии журналистов. Над отснятым материалом уже вовсю работают коллеги. Поздравляли работников, механизаторов в поле. Приезжаешь уже в редакцию, на рабочем месте снимаешь с диктофона беседы с ними, коротенькие интервью, чтобы материал получился более живой. Край Смолевицкий – это свежие новости, репортажи с полей, предприятий и аналитика. Каждую неделю журналисты рассказывают о событиях всех 9 сельсоветов. Многих сельчан журналисты хорошо знают, оттого умеют находить интересные инфоповоды. О событиях района корреспонденты зачастую узнают от самих читателей и подписчиков официальных аккаунтов редакции. Так, в телеграм-канале газеты есть свой чат-бот, где каждый может поделиться интересной новостью или сообщить о проблеме. Для этого необходимо отсканировать QR-код, перейти по ссылке и далее написать сообщение, отправить фото или видео. Корреспонденты оперативно откликаются на ту или иную проблему и стараются помочь решить ее как можно оперативнее. Со страничек своего издания рост доверия аудитории газете растет, увеличивается число подписчиков в социальных сетях. Здесь за контент отвечает молодой специалист Полина Прокопеня. Следит за трендами, поэтому знает, что зайдет аудитории. Чаще всего самыми популярными новостями становятся какие-то проблемные, каверзные материалы, очень интересные нашим читателям. Конечно, происшествия. Издание стало ближе к людям. Это проявляется и в новых журналистских проектах. «Кропка на карте» – прошлым и настоящим населенных пунктов, интервью с нашим человеком. А недавно запустили еще один значимый видеопроект о жизни в городе-спутнике. Повестка районных СМИ, она должна строиться на каркасе мелкотемья. В нашей газете упор делается именно на повестку местечковую. Мы рассказываем про людей, которые живут, работают рядом. По итогам прошлого года газета «Край Смолевицкий» стала лучшим печатным районом СМИ Минской области. За каждым материалом стоит кропотливая работа журналистов, которые, не боясь этого слова, горят любимым делом, своим родным краем и людьми, которые в нем живут. Анна Куртасова, Александр Зарецкий, СТВ. Старые дороги в июне отметят 500-летие, и, как положено к празднику, предусмотрены подарки. С каждым днем город становится все краше. Ряд объектов не только обновили, появилась яркая цветовая гамма. Отремонтировали дороги и пешеходные связи. Сейчас озеленители работают над праздничным оформлением. Высажено уже свыше 30 тысяч цветов. Подарок подготовил и местный ФОК в виде ландшафтного проекта. В центре герб старых дорог, а также надпись «Родному городу 500». Сотрудники ФОКа над композицией трудились около месяца. На нее пошло свыше 1000 саженцев и 620 килограммов декоративных камней. Я очень надеюсь, что наша яркая солнечная композиция будет радовать своим настроением не только жителей нашего района и города, но и гостей. И каждый, кто проезжает мимо, может ознакомиться с нашим городом именно через нашу композицию. А для маленьких жителей города возле ФОКа установили фотозону. На ней представлены различные виды спорта. В Минской области наблюдается рост несчастных случаев, связанных с огнем. Так, с начала года на территории региона произошло около 600 пожаров. Погибли 72 человека. Основная причина происшествий с трагическим исходом – неосторожное обращение с огнем. Чтобы снизить количество чрезвычайных ситуаций, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия. Так, в Смолевическом районе МЧС совместно с территориальным центром соцобслуживания населения запустили новый проект о пожарной безопасности. Волонтеры Золотого
золотого возраста будут помогать спасателям проводить разъяснительную работу с населением. Добровольцы уже прошли тренинги. Работники МЧС показали, как устанавливать пожарные извещатели и рассказали о правилах безопасности при пожаре. Самая главная информация населения, таких же людей, как и мы. Мы заинтересованы в том, что шла бы пропаганда именно по безопасности жизнедеятельности. Пожилые граждане – это основная уязвимая категория граждан, как и от пожаров, как и от других нештатных ситуаций. Поэтому именно на эту категорию и акцентирован данный проект. Работники разъясняют волонтерам, на что обращать внимание при посещении домовладений, при эксплуатации печного отопления. Безусловно, автономный пожарный извещатель – это основное техническое средство, которое ежегодно спасает жизни людей, и поэтому его нахождение в домовладении, считаю, это обязательное требование каждого гражданина. В дальнейшем наш проект будет еще направлен на то, чтобы наши волонтеры золотого возраста посещали организации, учреждения Смолевичского района с целью проведения профилактической работы среди трудоспособного населения. С начала года только в Смолевичском районе произошло более 40 пожаров. 1 человек погиб. В Минской области обработают свыше 820 гектаров с борщевиком Сосновского. Напомню, это опасное растение. Оно вызывает сильные ожоги на коже, особенно в жаркие дни. Поэтому ежегодно с борщевиком ведется борьба. Наиболее инвазированные районы – Логойский, Минский и Вилейский. Чтобы сократить площадь произрастания, проводится комплекс мероприятий по уничтожению жгучего растения. Только в Пристоличье предстоит обработать почти 120 гектаров. Все подробности в сюжете Екатерины Ковальчук. Специалисты проводят химическую обработку, чтобы избавиться от жгучего растения. Это происходит обычно там, где невозможно его выкосить, в канавах или зарослях. Например, в деревне Марыполь надо пройти почти гектар. В защитных костюмах, масках и с инструментом для распыления химических реагентов специалисты с апреля ведут борьбу с борщевиком. Бензоопрыскиватель оперирует на расстоянии 5-6 метров. В обычных условиях таким способом за час можно обработать гектар полей. Но здесь другая ситуация. Растение запряталось. Его в 70-х годах завезли именно в нашу местность, именно к нам, чтобы для кормления животных использовать хотели. То есть масса большая, набирает быстро, поэтому у нас его было всегда очень много. То есть он начался, грубо, в Минском районе с нашей территории, так скажу. Сейчас было порядка 30-40 гектаров, даже 50, а сейчас мы свели 6-7. Обработку проводят до фазы цветения, чтобы растение не образовывало новые семена. Если борщевик вырастает до 4 метров, то воевать с ним становится намного сложнее. И здесь в ход идут другие средства. Там, где произрастает борщевик, ходьба производится тракторами в основном. Там, где мы косим руками и попадается борщевик, то его обходим. И уничтожением его занимаются уже специалисты-химики. Мы занимаемся благоустройством, косьбой сорной растительности на 5 сельских советах Минского района. Борщевик особо опасен в солнечную погоду, в первую очередь из-за его сока, который под воздействием лучей вызывает ожоги или аллергическую реакцию. Кажется, это растение приживется везде. Помимо полей, канав, лесополос, его можно встретить и возле жилых домов. У нас было очень красиво, очень красиво. Было панское поместье дочки, и мы, знаете, хотим, чтобы эта красота у нас сохранилась, чтобы нам помогали убирать эту траву, борщевник. Ни у кого по деревне не было ожогов. В Минском районе с борщевиком Сосновским ведут борьбу более 10 лет. Даже после химической обработки растение вновь может появиться через 2-3 года. Важно не допустить его дальнейшее распространение и сохранить местное биоразнообразие. По сравнению с прошлым годом площадь произрастания сократилась почти на 10 гектаров. Екатерина Ковальчук, Евгений Трачко, СТВ. В Старых Дорогах положено начало 3-му трудовому семестру. Ребятам вручены путевки для работы на социально значимых объектах. В этом сезоне в Стародорожском районе вакансии на летнюю занятость предлагают 12 организаций. Работать молодежь может по разным направлениям – сельское, лесное и жилищно-коммунальное хозяйство. В текущем году в состав студенческих отрядов планируют трудоустроить более 100 бойцов. Заявки принимают ежедневно. Акция «Выбираем студотряд», она стартовала 1 марта текущего года. Каждый желающий смог оставить свою заявку для работы в составе студенческих отрядов. Если он не успел какое-то время оставить свою заявку, в течение всего трудового семестра желающий может подойти и оставить свою заявку. И дальше мы уже будем с ним связываться и предлагать определенные виды работ. Работа является официальной и оплачиваемой. Всего в Минской области в студотрядах будут трудоустроены более 3500 молодых людей.
Это были все новости Центрального региона. Хорошего вечера. Далее в эфире смотрите сериал «Шеф». Было гэта падчас пасяджэння Англии, Франции и США во ўсходнім Берліне. Мы шмат ездзілі па Германіі. І вось у Дрэздене на спектаклі «Травіята», я там не спяваў, але ў зале прысутнічаў, падчас антракту я заўважыў высокага чалавека ў цёмна-сінім касцюме з вельмі запамінальнай знешнасцю, капа сядых валасоў, густыя бровы, арліны нос і шэрыя пранізлівыя вочы. Ён так уважліва ў мяне ўглядаўся, што я сказаў Ойстраху, што гэта ён так на мяне глядзіць. Так, ён проста прасвідраваў ужо вас вачамі, адказаў Ойстрах. Нібы пачуўшы нашу гутарку, чалавек гэты наблізіўся і звярнуўся да мяне на рускай мове з акцэнтам. Прабачце, калі ласка, вы спявак? Так, я спявак. Іван Іванович Пятроў. Так. Дазвольце адрэкамендавацца, фельдмаршал Паулюс. Калі я пачуў гэта імя, ад нечаканасці нават голас страціў. Ледзь-ледзь выціснуў з сябе вельмі прыемна, Паулюс працягваў. Калі я па заканчэнні вайны жыў пад Масквой на дачы, то вельмі часта слухаў ваш спеў па радыё. Зараз, калі вы размаўлялі, я адразу пазнаў вас па голасе, рады, што не памыліўся. І ён пажадаў мне поспеху. Ну што ж, у Івана Пятрова было шмат цікавых сустрэч. Пра, напэўна, самую адметную для спевака я раскажу пасля чарговага запісу. Мы слухаем знакамітую элегію Михаила Яковлева на словы Антона Дельвига. Просилась ты погибнуть и любить, когда желания и мечты к тебе теснились жить, когда еще я не пил слез из чаши бытия. Зачем тогда венке из роз к тем дням мне отбыл возвратите счастья мне. Завтра, 5 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южной половине, утром и днем на большей части страны дожди и грозы. Местами пройдут сильные ливни. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 25 градусов. В городах Минской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 23 градусов. В столице в ближайшие дни будет облачная с прояснениями погода. Пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха от 20 до 23 градусов. 950-е, першая палова 60-х былі самым плённым часам у тэатральнай творчасці Івана Пятрова. Паспяховыя выступленні оперы «Мазепа»,
А потым у Хаваншчыне прынеслі артысту званне і медалі лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР. У 54-м Пятрова першым сярод рускіх спевакоў пасля Шаляпіна прымала знакамітая гранд-апера. Яго Барыс Гадуноў і Мефістофель выклікалі сапраўдны фурор у парыжскай публікі. Авацыі доўжыліся па паўгадзіны. Мэтры французскай крытыкі асыпалі артыста нечуванымі пахваламі. Юманітэ, у прыватнасці, пісала: «Парыжская публіка бачыла шмат версій Барыса Гадунова, але ніводная з іх не перасягала ці была роўнай той, якую прапанаваў Іван Пятроў. Ён найвыдатнейшы спявак, а таксама цудоўны акцёр». Хваляваўся я незвычайна, узгадываў потым артыст, але мае хваляванні былі ўзнагароджаны самай гарачай удзячнасцю аўдыторыі. Я проста не чакаў такога шчырага прыёму. Менавіта тады Пятроў стаў ганаровым членам гранд-апера. Акрамя яго толькі сусветна вядомы тэнар Марыо Дель Монака быў удастоены гэткага гонару. Праз 10 гадоў Барысам Гадуновым адкрываліся гастролі вялікага тэатра ў Мілане. Пасля спектакля Івану Пятрову пазваніла дачка Тасканіні, Валі, і сказала, што з ім хацелася пазнаёміцца дачка Шаляпіна, Марына Фёдоровна. На другі дзень адбылася тая хвалюючая і запамінальная для спевака сустрэча. Учора вы зрабілі на мяне найвялікшае ўражанне. Звычайна на оперы, у якіх спяваў мой бацька, я іду ў скептычным настроі, але вы мяне настолькі ўразілі, што я не магла не сустрэцца з вамі. Я хачу зрабіць вам невялікі падарунак. І Марына Фёдоровна працягнула Пятрову зеленавата-сіненькую скрыначку. Разгублены артыст адкрыў яе і ўбачыў пярсцёнак з рубінам у сярэдзіне і з жамчужынамі па краях. Няўжо гэта пярсцёнак Фёдора Івановича? Так, мой бацька надзяваў яго кожны раз, калі спяваў Барыса. Цяпер ён ваш. Гэты падарунак, а дакладней прызнанне яго як спевака, як прадаўжальніка традыцыі вялікага Шаляпіна, стала адным з найпамятных і хвалююча радасных момантаў у жыцці Івана Івановича Пятрова. Мы ж зноў вяртаемся да запісаў артыста з яго камернага рэпертуару. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Так искренно, так нежно, когда и вам Бог любимой быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог любимой быть другим.
Стояли мы на берегу Невы, вы руку жали мне, промчался без возврата тот сладкий миг, его забыли вы руку жали мне, промчался без возврата тот сладкий миг, его забыли вы. До гроба вы клялись любить поэта, боясь людей, боясь людской молвы, вы не исполнили священного обета, свою любовь и забыли вы не исполнили священного обета, свою любовь и ту забыли вы. Но смерть близка, близка моя могила, когда умру, тихий шум травы, мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами жил, его забыли вы. Мой голос прозвучит и скажет вам уныло, он вами жил. Его забыли На жаль, Іван Іванович Пятроў рана пакінуў сцэну у 50, у самым росквіце творчых сіл. Прымусіла спевака зрабіць гэта, як ён сам казаў, салодкая хвароба. Праслухаўшы свой апошні запіс, артыст не пазнаў уласнага голасу. Ён нібы абясколерыўся. Пятроў папрасіў сцерці запіс і болей не спяваў. Вядома, гэта не азначала, што таленавіты спявак зусім адышоў ад творчасці. Ён аказаўся і выдатным педагогам, і цікавым кінаакцёрам. Памятаеце, сябры, стужку «Всаднік без галавы»? Іван Пятроў бліскуча сыграў у ім старога паляўнічага Зэба Стампа. Праўда, гэта не быў кінадэбют спевака. Яшчэ ў 58-м ён зняўся ў ролі Грэміна у фільме оперы Романа Ціхамірава «Евгений Онегин». Публіка ніколі не забывала свайго куміра. Іван Іванович Пятроў шмат сустракаўся са сваімі слухачамі, сярод якіх, дарэчы, заўсёды была моладзь. Майстар вакальнай сцэны шчыра дзяліўся сваімі ведамі, сваімі жыццесцвярджальнымі станоўчымі эмоцыямі, сваёй бескарыслівай любоўю да мастацтва. Не стала незабыўнага спевака
у 2003 годзе. Хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые, вспомнишь и лица давно обильные, страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые. Первая встреча, последняя встреча, тихого голоса звуки любимые, тихого голоса звуки любимые. Помнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь давно позабытое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо Сябры, вы слухали Ивана Петрова. Программу «Ретро» падрыхтавалі. Аўтар Рэната Патака, гукарэжысёр Алена Пранчак і вядучы Уладзімір Баклейчаў. Да наступнай сустрэчы на хвалях першага нацыянальнага канала. Усяго вам самага добрага, сябры. в сад, чуть слышно трепетали последние листы на липовых ветвях.
и вечер голубой исполненный печали, бледнея догорал в задумчивых лучах. И плакали кругом печальные березы, вставала за горой туманная луна. Мы молча шли, и накипали слезы, и дивной нежностью душа была полна. Казалось, эта ночь сулила столько счастья, чтоб тихо отогнать уснувшие мечты. Но все прошло, как в дивной чудной сказке. И далека та ночь, но Я нравлюсь абсолютно всем, ведь я новая платформа, где вы можете слушать любимую радиостанцию в сети без помех Radio Player by. А еще меня можно скачать в виде мобильного приложения Radio Player Беларусь. Все радиостанции Беларуси слушайте здесь. Это «Панорама», прямой эфир. Расскажем о главных событиях вторника, 4 июня. Борт номер 1 сегодня встречали уже в Иркутске. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Философия беглых, готовых защищать свою новую родину с упорством неофитов. И почему пролукашенковский – это не про диктатуру, а про защиту интересов собственной страны. Интервью Артемия Лебедева. И Всемирный индекс свободы прессы. Репортеры без границ представили новый рейтинг демократии слова. Это точно совсем другое. Теперь в лидерах ложь, фейки, лицемерие и грязное белье. Ну а смотрите в нашем выпуске. Александр Лукашенко приземлился сегодня в Иркутске. На Байкале нашего президента ждали. Подробности в «Панораме». Транспортные коридоры, цифровизация и добросовестная конкуренция. Межправсовет Евразийского союза обсудил главные вопросы интеграции. Международная выставка «Белагра» открылась в индустриальном парке «Великий камень». Изучили стенды и расскажем, почему стоит сюда приехать. Колоритное подворье диаспор, проживающих в Беларуси, концертные программы, выставки, пленэры. Гродно готовится встречать 14-й республиканский фестиваль национальных культур. Анонс праздничной афиши в материале «Панорамы». Имитация
Декламация свободы слова в колыбели демократии. Скотта Риттера, экс-офицера разведки морской пехоты, сняли с самолета в США, не дав вылететь в Питер на экономический форум. Чего боится Вашингтон? Узнаем в «Панораме». Немало красивых спортивных событий из мира белорусского спорта в нашем ежедневном обозрении. Золото, гимнастки Горнасько, события на парижских кортах Ролан-Гаррос. Наконец, мечта футболиста Мбаппе, которая стала реальностью. Лет президента России в Сибирском федеральном округе. Иркутская область – огромная территория. Сам Иркутск – 25-й по численности город России с развитой промышленностью. Поэтому у области с белорусской стороной давние и прочные взаимоотношения. Для нас это важный партнер как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах. Наше горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили и пассажирский транспорт – все в сфере российских интересов. 2 года назад Иркутск подписал договор с Гомсельмашем. МТЗ экспортирует сюда белорусские тракторы, в поле зрения лесное хозяйство и строительство. Об этом говорили во время визита губернатора Иркутской области в Минск. Обсуждали в том числе развитие туризма. Байкал, чей возраст ученые оценивают в 25 миллионов лет, самое большое пресное озеро мира. А еще оно считается одним из самых эстетичных. Начинается в пригороде Иркутска. Белорусы могут рассматривать это как направление для путешествий. Прямого рейса пока нет, но сегодня две страны уделяют особое внимание развитию и собственного авиастроения. Задача – собирать больше судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к решению этой задачи. Они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Ну а в Россию самолет белорусского лидера прилетел прямиком из международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе. Напомню, в Монголии Александр Лукашенко находился с государственным визитом. Стороны подтвердили готовность развивать взаимодействие по самым разным направлениям. В копилке двусторонних соглашений уже около 20 миллионов долларов. Достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК. Во время визита Александр Лукашенко также ознакомился с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии. Сегодня утром лидеры стран общались в неформальной обстановке в загородном центре монгольской культуры. Сразу по прибытии на территории центра президенты посадили сибирские ели. В честь высокого гостя из Беларуси для глав государств воспроизвели точную атмосферу монгольского общенационального фестиваля «Наадам», национального праздника в честь создания единой монгольской империи. Его отмечают в июле. Вокальные и хореографические номера вперемешку с традиционными монгольскими видами спорта. Одна из них – борьба. Главы государств понаблюдали за стрельбой мастеров. Позже вместе с монгольским коллегой опробовал лук и президент Беларуси. Уже с первого выстрела стрела улетела более чем на 75 метров. Лучшие меткие стрелки. 3 лет монгольские. Президенты обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему коллеге 2 трактора специально под потребности региона. А в хозяйстве у белорусского лидера появятся 2 монгольских скакуна. Им уже дали клички «Мир» и «Хутки». Спасибо. Очень дорогой подарок. Потому что пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Традиционный, давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только
были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Это более мощный. У меня дома не такой. У меня 150 сил, а этот 200. Это для таких крупных полей. Очень мощный. Трактор относительно несложный для специалистов, но тот, кто не видел такой техники, надо обучать. Молодец! Кондиционер, все там. Вот на эти трактора сейчас очень большой спрос, то это вот перспективный для Монголии трактор. Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью, поэтому ты будешь очень востребован тут. Страны связывают крепкие и дружественные связи еще с советских времен. В последние годы торговля нуждается в активизации. И наш президент убежден, для этого есть все, что необходимо. И обоюдные интересы, и политическая воля. Впереди у Беларуси и Монголии качественно новый этап развития отношений. Ну а в «Несвеже» сегодня определяли главное в развитии интеграции евразийской пятерки. Состоялся Межправсовет ЕАЭС. Взаимная торговля Евразийского союза выросла за прошлый год почти на 5%. И сегодня это почти 90 миллиардов долларов. Сельхозпроизводство пятерки оценивается в 136 миллиардов долларов. За 10 лет оно увеличилось почти на треть. Далее. Доля национальных валют в расчетах превысила в 2023-м уже 80%. И это важный фактор финансовой самостоятельности нашего экономического пространства. Сегодня Союз продолжает набирать вес на мировой арене, уже позиционируя себя как одно из ключевых экономических центров формирования большого евразийского партнерства. Об инициативах Беларуси на Межправсовете и что важно сделать сегодня, чтобы быть сильнее, Светлана Лукинюк. Свою богатую историю мы всегда готовы показать гостям. Главправительств пятерки пригласили в Несвеж. 2 дня активной работы в интерьерах 17 века. Накануне вечером премьер-министры стран ЕС обсуждали чувствительные вопросы евразийской интеграции здесь буквально до 22:00. И сегодня рано утром вновь собрались в Несвежском замке уже в широком формате. Как раз в этом зале для переговоров каждая из стран обозначила свои приоритеты для будущего союза. 10 лет интеграции Евразийского экономического союза показали эффективность работы сообща. Так, ВВП общий увеличился на 12%, а общий наш товарооборот вырос почти вдвое. Но сегодня планы куда амбициознее. Приоритет – промышленная кооперация. Это та область, в которой мы просто обязаны найти общие проекты, скажет наш премьер. Финансы есть, а вот с идеями пока не густо. Мы же вновь настаиваем на своем евразийском электробусе и призываем коллег включиться в процесс сборки. А вот почувствовать комфорт экотранспорта вице-премьеров пригласили проехать на нашей машине по Несвежу. Мы увидели, что у нас есть огромный потенциал для того, чтобы включить наши предприятия и Беларуси, и России, и Казахстана, и Кыргызстана, и Армении в наш совместный этот проект. Тем более мы обсуждаем активно и продвигаем климатическую повестку дня. Электротранспорт – это один из составных элементов, соответственно, сбережения нашей окружающей среды. Не менее важно для нашего здоровья и качества продукции, чтобы рынок не заполнял контрафакт. Поэтому техническому регулированию в пятерке особое внимание. На наш взгляд, нужно начать с аккредитации органов по сертификации испытательных лабораторий, предоставляющих право на выпуск свободное обращение товаров. Важен системный контроль и надзор за безопасностью товаров на общем рынке, обоснованностью выдачи удостоверяющих документов. К сожалению, недобросовестные импортеры, продавцы пользуются ограничениями и мораториями на проведение проверочных мероприятий в некоторых из наших стран, что приводит к незащищенности потребителей от приобретения некачественной и небезопасной продукции. А вот качественным товарам зеленый свет и равное конкурентное преимущество. За прошлый год Евразийская экономическая комиссия оценила 87 рынков и на каждом нашла нарушение.
Жалобы в комиссию поступают и по стройотрасли, фармацевтике и продовольствию. В помощь общественные приемные для бизнеса, где детально разбирают каждый момент. В марте такая прошла в Бресте, а летом будет в Новосибирске. Мы же спросили про удешевление взаимных звонков. Да, пока про отмену роуминга в Союзе мы не говорим. Речь идет о справедливых тарифах на услуги связи, ближе к домашним. Есть соответствующий план мероприятий, и мы надеемся, что переход на эти справедливые тарифы произойдет уже в первом полугодии 2025 года. К 1 апреля 2025 года мы должны завершить разработку рекомендаций по уровню этих тарифов. Мы ориентируемся на тот опыт, который существует между Россией и Белоруссией. Пытаемся распространить эти подходы на все страны пятерки. Современные технологии делают, конечно, взаимодействие более эффективным и оперативным. А вот чего ждет бизнес, так это признание цифровой электронной подписи. В рамках двойки этот вопрос и решен, а вот в пятерке остается открытым. Убежден, что пришло время поставить точку и окончательно решить вопрос взаимным признанием электронной цифровой подписи. Эта тема, на наш взгляд, явно перезрела. Промедление с ее решением будет означать возможность эрозии интеграционных процессов в Союзе. Дальше двигаться просто невозможно. Россия здесь нас поддерживает. Премьер Мишустин отметит и важность развития цифровых проектов. Тем более все больше популярными становятся такие, как онлайн-торговля, электронные платежи и платформы для бизнеса. В приоритете также дальнейшее совершенствование таможенного регулирования. Мы на узком составе вчера подробно об этом говорили. Но прежде всего для оптимизации процедур как для продавцов, так и для покупателей, в том числе через применение механизмов единого окна, зеленых коридоров и электронных методов таможенного декларирования. Все больше спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции. Ну и значит, нужны общие и понятные прозрачные правила для всех. Для развития транспортных коридоров север и юг и восток и запад модернизируются и пункты пропуска, и не только. Эти проекты важны и для сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь», а экспортерам создаются лучшие конкурентные условия для выхода на растущие рынки стран глобального юга. У нас уже утверждены 11 проектов в пятерке. Каждая страна в своей части делает работу по дорожному строительству, инфраструктурные проекты, по железной дороге, мультимодальные проекты. Общий рынок Евразийского союза готов активнее выходить и на третьи страны, заключая соглашение о зоне свободной торговли. Беларусь в числе новых партнеров называет Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты и Монголию. А то, что интерес к пятерке растет, лучше всего скажет присутствие премьера Азербайджана на этом заседании, которые активно работают с ЕС по транспортным коридорам, как и Узбекистан. Это страна-наблюдатель при ЕАЭС. А этот список может, кстати, пополнить и Иран. Прозвучала очень важная новость о том, что Исламская Республика Иран выразила заинтересованность в присоединении к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя. Здесь есть процедуры, в том числе юридические процедуры, которые прописаны, которые должны быть соблюдены. Но здесь мы также выражаем свою заинтересованность в развитии экономических связей с Исламской Республикой Иран. Детали сотрудничества с этой страной, как и выполнение подписанных сегодня договоренностей, обсудят уже на следующем заседании Межправсовета. Он соберется в сентябре-октябре в Армении. Светлана Лукинюк, Сергей Матвейчук, Антон Малюта и Андрей Новгородцев. Агентство теленовостей. Международная выставка «Белагра-2024» открылась сегодня в индустриальном парке «Великий камень». С каждым разом аграрный форум становится все масштабнее и популярнее. Цифры этого года уже прям впечатляют. 490 компаний, 11 стран, почти 3 десятка зарубежных делегаций. А еще организаторы ожидают не менее 70 тысяч посетителей. Выставка будет интересна не только профессионалам, но и людям, которые вообще не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Илона Волынец побывала на открытии форума и внимательно изучила все стенды. Более 32 тысяч квадратных метров. На одной площадке все, что нужно знать о сельском хозяйстве. А ведь белорусам есть чем гордиться. Мы на 100% обеспечиваем свою продовольственную безопасность,
Страна в пятерке экспортеров молока, в топ-15 экспортеров мяса. В самых разных уголках планеты колесит отечественная сельхозтехника. Без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве. Белагро расширяет границы. 490 компаний из 11 стран и почти 30 зарубежных делегаций. Впервые на форум приехали представители Кыргызстана, Казахстана и Монголии. Есть магазины даже в Азербайджане фирменные, белорусские. Я тоже часто покупаю, там дома тоже любят белорусские продукты. Главное это то, что вот они вкусные. Это вкус, это то, что не найдешь в других местах. А вот новинки от ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. Постоянный участник выставки «Белагро» компания «Белросагросервис» предлагает высокопроизводительные машины для сельхозорганизаций. Энергонасыщенные тракторы, самоходные опрыскиватели и кормораздатчики, телескопические погрузчики, сеялки точного высева. Последние разработки и от флагманов отечественного машиностроения. Предприятия Минпрома представили более 170 образцов техники. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. На ней устанавливаются современные датчики контроля внесения, дозированного внесения различного рода удобрений и добавок в почву. С каждым годом этим процессом будет уделяться еще больше внимания. Белагро – это еще и вкусно, ведь здесь все сливки от наших производителей. К примеру, Лунинецкий молочный завод привез свою особливую линейку от молока и масла до кефира и биойогуртов. Главное преимущество в полезном составе. Продукт хорошо усваивается, укрепляет иммунитет. Предприятие представляет и новинки – йогурты с наполнителями. Мёрский мясокомбинат удивляет своими изысками. Черная колбаса, мясной шарик в натуральной оболочке, копченые ушки, буженина. Во всем минимум добавок и никакой сои. На десерт – тортик из варикопченых изделий. Немногие мировые производители могут похвастаться таким составом – 80% натурального мяса. Рецептура со времен основания завода, а это примерно вековая традиция. А как вам мясная летающая тарелка от Пинского мясокомбината? За космическим вкусом мгновенно выстроилась очередь. Пикант угощает горячими колбасками, аппетитными ребрами, ароматным шашлыком. Гордость марки – копченое сало с дымком и сальчичон с орехом. Акцент сегодня на натуральность, на качественную составляющую, соответственно, те вкусы, которые привычны нам. И что отрадно отметить, очень многие наши производители в пищевой отрасли возвращаются к тем традиционным, я бы сказала, советским рецептурам, когда наименьшее количество использовалось различных добавок. Что-то нужное для себя здесь обязательно найдут дачники. Семена, саженцы, удобрения. Полезные лайфхаки от специалистов как бонус. Всей семьей не первый раз. Мальчишкам очень нравится смотреть не только на сельскохозяйственную технику, а также им очень нравятся животные, посмотреть, как выращивают растения в теплицах. Также им нравится сама атмосфера праздника. Вообще отлично. Честно, удивился так до невозможности. Такая техника у нас, очень много новое, что увидел. По традиции в рамках Белагро выберут лучшую племенную корову и определят сильнейшего пахаря. А еще здесь абсолютно бесплатно каждый желающий может прокатиться на тракторе. Так что даже если вы совсем ничего не понимаете в сельском хозяйстве, приезжайте, здесь интересно. Илона Волынец, Анатолий Долотовский, агентство теленовостей. Но ведь, согласитесь, более чем за 30 лет независимости чего только не слышали мы в адрес проводимой властью аграрной политики. Наш президент не раз вспоминал, как неоднократно пытались все продать по дешевке. И как приходилось отстаивать и ни в коем случае не принижать стоимость труда белорусов. И вот сегодня, как оказалось, пролукашенковский – это и есть умеющий отстоять интересы своей страны. Такими мыслями поделился известный дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев. За вами очень давно. Я не то чтобы какой-то там пролукашенковский, да, в общем, меня ничего с ним никак не связывает, никогда не связывало. Но я вижу, что человек делает дело, что он все равно на своем месте, что он очень сильно защищает свои интересы. Это, во-первых, очень круто, хотя люди это не ценят. Им кажется, что это диктатура, а мне кажется, что он просто не разбазарил все то добро, которое ему досталось.
Вот заводы работают, люди там, пусть немного, но получают. Вот это все, это хорошие вещи, объективно. Потому что есть другие страны, где там, не знаю, азиатские наши республики, бывшие советские. Они просто все раздербанили, потратили, разворовали, и ничего не осталось. У них в результате и ресурсов не осталось, и люди бедные. И все поехали на заработки там, куда-то, к нам. Ну, то есть это неправильно, так не надо делать. А когда вот пошли все эти протесты, естественно, моя реакция была такая, что это абсолютное безобразие, так нельзя, власть так не свергают. Если бы это происходило в Америке, получили бы по башке сразу. И, собственно, после этого, когда случилась история с Капитолием, это было прям... Там дали по башке гораздо раньше, не рассусоливая, не размазывая это все на 3 дня. Полную версию интервью смотрите на YouTube. В ЕС тем временем свои сельскохозяйственные достижения. Так называемое зерно раздора среди аграриев. Польские фермеры, как и предупреждали, заблокировали переход на польско-украинской границе. В течение следующих 2 дней пропускать намерены по одному грузовому транспортному средству в час. Параллельно идет блокада дороги недалеко от Пшемысля в знак протеста против ввоза украинского продовольствия. Движение по ней будет восстановлено лишь 30 июня. Негодуют фермеры и в Брюсселе. В преддверии выборов в Европарламент демонстранты на тракторах выехали на акцию протеста. Местные журналисты насчитали на улицах столицы Бельгии более 200 единиц техники. Аграрии выступают против неограниченного экспорта аграрной продукции, в том числе из Украины, и, соответственно, за собственную продовольственную безопасность. Имитация свободы слова в колыбели демократии. Экс-разведчика США не выпустили из страны в Россию. Целью визита Скотта Риттера должен был стать поиск путей налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако ему не дали улететь. Яна Менделева продолжит. Намеренная засада и скрипящие тиски американской цензуры. На Западе вновь запутались в формулировках «нападки на демократию» и «свобода слова». Отворот-поворот и препоны США. Отставному офицеру разведки морской пехоты и военному аналитику помешали отправиться на Петербургский международный экономический форум. По приказу Госдепа Скотту Риттеру не позволили покинуть страну. Таможенники и пограничники, которые утверждали, что действуют от имени Государственного департамента США, не позволили мне сесть на рейс в Стамбул и далее в Санкт-Петербург. Они изъяли мой паспорт без объяснения причины. Это был запланированный акт со стороны правительства Соединенных Штатов, чтобы не дать мне сесть в самолет и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Сам Госдеп отказался комментировать информацию о препятствовании поездки. Риттер же убежден, что Вашингтон испугался того, что он собирался сказать на Международном экономическом форуме. Но заверил, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось. А еще оспорит факт незаконного изъятия паспорта, когда разберется в ситуации. Так почему Риттера так хотят изолировать? Вспомним пару заявлений аналитика. Когда все это кончится, украинского государства уже не будет, и это из-за Джейка Салливана. В этом виноват Салливан, виноват Байден, возможно, даже и Макрон виноват, Шольц виноват. Все, кто говорил о передаче Украине дальнобойного оружия, будут виноваты в этом. Наступит июль, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на деньги, выделенные Конгрессом, будет уничтожена Россией, и Украине придется хоронить еще 100 тысяч военнослужащих. Глядя на президента США, видишь человека, который в силу возраста уже не пригоден. Он не должен занимать эту должность не из-за каких-то вопросов законности процедуры избрания, а из-за немощности. Аллодексофобия – расстройство, характеризующееся подавляющим и иррациональным страхом мнения других людей. Иными словами, боязнь альтернативного мнения. Богатство взглядов в американской информационной среде под тотальным контролем, и ситуация со Скоттом – очередное тому подтверждение. С одной стороны, мы видим, да, что никаких объяснений Скотту Риттеру предъявлено не было, да, почему этот самый паспорт отбирается, там, закон ли он какой-то нарушил, не нарушил. Ну, вот, поэтому здесь... При этом нужно понимать, что действительно, конечно,
в американской практике там неоднократно многим людям запрещают перемещаться авиасообщением. Но, безусловно, конечно, в Соединенных Штатах есть огромные проблемы со свободой слова. Там многие люди, например, опасаются того, что их могут просто-напросто уволить с работы или разорить им бизнес, если они как что-нибудь неполиткорректное скажут. Например, там покритикуют радужную повестку или БЛМ или что-нибудь в таком духе. Поэтому, действительно, конечно, есть колоссальные проблемы со свободой слова, и со свободой в принципе. Да, и не зря это все происходит на фоне сильнейшего раскола страны, потому что действительно многим такая ситуация не нравится. После атаки на первую поправку к американской конституции, которая гарантирует гражданам свободу слова, надежд на то, что западная Фемида прозреет, не остается. За другими примерами далеко ходить не нужно. Это и любимец миллионов зрителей Такер Карлсон, которого ушли с Fox News, и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, дело против которого в США до сих пор не прекратили, и от запроса на экстрадицию пока не отказались. Как бы Штаты ни старались закрывать неугодных и соблюдать в обществе информационный вакуум, всегда находятся те, кто помогает открыться ломящемуся от скелетов американскому шкафу. Ведь шило в мешке не утаишь, даже отобрав у журналиста паспорт. Яна Менделева, Дмитрий Астыртах, агентство теленовостей. И в продолжении темы прав, свободы, скелетов. Совсем недавно так называемая международная неправительственная организация «Репортеры без границ» представила свой новый рейтинг «Всемирный индекс свободы прессы». Но прежде чем перейти к цифрам, напомню, против чего организация, собственно, борется. Против цензуры. За свободную и безопасную работу журналистов. Например, знаете, журналисты Беларуси всегда были и есть именно за такой подход. Но Украина в этом рейтинге почему-то занимает 61 место. А Беларусь и Россия 167 и 162 соответственно. Зато Литва 13, Латвия 12. Что тут думать? Как быть? Если весь мир обсуждает, как на Украине исчезают журналисты, а те, кто на виду, объявляют охоту за материалы о коррупции и воровстве в ВСУ. Похожая ситуация, кстати, и в странах Прибалтики. Какая свободная пресса может быть в Прибалтике? Ее нет уже как минимум лет 10, а то и 15. И за последние 3 года вообще зачистили все пространство. Посмотрите, работает ли хотя бы один портал в Латвии, Литве, Эстонии из портала российский или белорусский? Нет их. Их зачищали прямо один за одним, опасаясь того, что просто жители Латвии, Литвы, Эстонии смогут получать альтернативную точку зрения, слышать не то, что им вкладывают в уши или льет в уши правительство этих 3 республик. Эксклюзивные подробности смотрите сегодня после панорамы в авторской программе Ксении Лебедевой «Это другое». Но здесь важно понимать, мы уже совсем другие. Информационная турбулентность после 2020 года успешно пройдена. Люди стали больше доверять государственным СМИ. К такому выводу пришли белорусские социологи после проведения опроса общественного мнения. Как изменилась отечественная журналистика? Какие основные тренды можно выделить в нашем медиапространстве? На эти и другие вопросы моей коллеге Катерине Стрихе ответил заместитель директора по научной работе Института социологии Национальной академии наук Беларуси Александр Постоловский. Александр Владимирович, медийный форум недавно прошел в Могилеве. Как его оценивают белорусы и что говорят об итогах? Проведение медиафорума, оно вызвало интерес и как среди экспертов, аналитиков, так и у всего населения. Безусловно, нужно было и поговорить, в том числе с участием главы государства, о тех информационных трендах, информационных вызовах, которые происходят вокруг нашей страны. И журналистское экспертное сообщество должны дать адекватные ответы возникающим вызовам и угрозам. Пройдена ли информационная турбулентность после
после 2020 года. И как люди в плане доверия относятся к государственным СМИ? Стали ли больше доверять нам, либо же наоборот? Скажем, если еще в 2021 году показатель доверия государственным СМИ составлял 38%, то сейчас это почти 55%. То есть с каждым годом доверие к государственным средствам массовой информации увеличивается. Опять же, увеличивается доверие в том числе и к общественно-политическому контенту на белорусском телевидении. То есть это уже показатель более 60%, хотя там, может быть, в прошлом году там был порядка на уровне 50%. Поэтому можно с уверенностью сказать, то, что белорусы в том числе научились фильтровать, научились анализировать информацию, научились критически мыслить и, соответственно, выбирают только качественные и абсолютно объективные источники информации. Что вы можете сказать, каким источникам в первую очередь сегодня доверяют белорусы? Условное такое первое место пока занимает телевидение. На втором месте это интернет. Интернет имеется в виду сетевые различные ресурсы, сайты, порталы новостные. Далее уже идут социальные сети, уже есть где-то и мессенджеры, в том числе такой источник информации, как общение непосредственно с людьми, книги. И все эти источники так или иначе они востребованы населением. Можем ли мы выделить какие-то основные тренды сегодня в медиапространстве Беларуси? Ну, тренды, конечно, это условная так вот медиаконвергенция, да, то, что все-таки происходит условное стирание границ между все-таки традиционными аудиовизуальными СМИ, печатными СМИ. Все-таки, опять же, газета, она в обязательном порядке представлена и на сайтах, и в мессенджерах, так же, как и наоборот, различные сетевые ресурсы имеют свои группы и каналы распространения. Тем не менее, по-прежнему необходимо ответить, что даже несмотря на возрастающую популярность сетевых ресурсов, традиционные СМИ, они продолжают сохранять свои позиции в национальном информационном поле, и во многом за счет аудитории традиционных СМИ продолжают сохраняться высокие показатели доверия национальным СМИ и, в принципе, как национальному общественно-политическому контенту в целом. Александр Владимирович, по какой методике в нашей стране проводится исследование медиапространства? Классическая социология. Проводится она по двум методикам. Как правило, либо это анкетный опрос лицом к лицу, коммуникация интерьер-респондент. Представлены основные все регионы, столичные регионы, областные регионы, квоты по полу, по возрасту и так далее. То есть классический социологический опрос. А второе большое направление – это медиаизмерение аудитории. То есть у нас исследовательская компания «Медиаизмеритель», которая занимается посредством панельного измерения аудиторных показателей аудитории телевидения и радиовещания посредством регулярных телефонных опросов. Александр Владимирович, спасибо, что уделили нам время. Запад готовит почву для переговоров с Россией по Украине. В частности, речь идет о швейцарской конференции. По сообщениям агентства Bloomberg, участники саммита хотят согласовать позиции для будущих переговоров и предпринять конкретные шаги, которые могут послужить в качестве мер по укреплению доверия. Журналисты ссылаются на некий черновик документа, который подготовлен к этому мероприятию. Напомню, ранее отказался принимать участие в саммите Пекин, так как план конференции расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира. Президент Бразилии отправит на саммит по Украине и в Швейцарию посла вместо себя, потому что там не будет России, информируют местные СМИ. Австралию представит министр системы страхования инвалидов. Не планирует направлять чиновников высокого уровня. И Индия. Байден также будет отсутствовать. Многие западные СМИ заявляли, что смерть президента Ирана нанесет серьезный ущерб внутренней стабильности страны. Но все оказалось совсем наоборот. По словам иранского журналиста Хаяла Муазини, в сложившейся ситуации народ объединился и показал свое единство, чтобы не позволить врагам извне раскачать ситуацию в республике. В Иране ты можешь увидеть, что человек, который одет в современной форме, там рваные штаны и так далее. Когда вопрос касается о будущей страны, о единстве страны и безопасности страны, это молодежь все объединяется и защищает свои страны. А также мы были свидетелем, например, проходило мероприятие
День революции Исламской Республики Ирана. Мы видим, что там участвует в этих День революции Исламской Республики Ирана девушка, которая не носит хиджаба, держит на руках фото Касыма Сулеймани. Это доказательство того, что народ, несмотря на это, что человек верующий или неверующий, соблюдает ли он правила хиджаба, но вопрос, когда касается своих страны, они все едины. К чему ведет тотальная мобилизация на Украине? Почему происходящее в Незалежной выгодно не только оружейным компаниям? И какие причины нарастающей эскалации по всему миру? Смотрите проект «Тренды» завтра после «Панорамы». Это «Панорама», прямой эфир. Смотрите далее в нашем выпуске. От небольшого комбината до крупного производителя кондитерского эксклюзива. Гомельская фабрика отмечает вековой юбилей. О модернизации производства, уникальных рецептурах, качестве белорусских конфет и наращивании экспорта. Сладкий репортаж «Панорамы». Белые крылы уже в сборе и продолжают активную подготовку к долгожданному матчу против россиян. Последние новости из стана сборной для «Панорамы» собрал Александр Якубовский. Балетное лето греет эстетов в Большом театре Беларуси. Главные овации фестиваля танцевальных премьер сегодня адресованы труппе Капсона. Все о марафоне на пуантах расскажем в «Панораме». Гродно готовится к масштабному фестивалю национальных культур. Его называют символом мира и межнациональной дружбы на белорусской земле, единения наций и народности, их духовного богатства и творческого потенциала. Это 14-й республиканский фестиваль. Он стартует в эту пятницу и будет проходить 3 дня. 2 дня в Гродно, а 3-й день, в воскресенье, примет Августовский канал. Кстати, он отмечает в этом году свое 200-летие. На празднике ожидают более 850 участников. Определены места для размещения 19 подворий. В Гродно приедут представители 36 национальностей. Участники покажут свои традиции, культуру, костюмы, кухню и ремесленное мастерство. Впервые представят себя выходцы из Аргентины, Бурятии, Монголии, Египта, Камеруна, Нигерии и Пакистана. Так что программа обещает быть очень насыщенной. Под торжества отвели весь исторический центр Гродно. Гостей праздника ждут многочисленные концерты любительских и профессиональных коллективов, творческих объединений белорусов зарубежья и иностранных студентов. На протяжении 3 дней можно будет не только познакомиться с культурой и традициями диаспор, отведать национальные кухни разных народов мира, но и принять участие в многочисленных пленэрах, круглых столах, выставках. Самым ярким событием первого дня фестиваля станет традиционное театрализованное шествие. Его сравнивают с бразильским карнавалом. Запланировано масштабное шествие представителей национальных культур, которое пройдет с улицы Дзержинского на площадь Советскую. Здесь начнется церемония открытия фестиваля, и после этого пройдет гала-концерт. Гала-концерт и работа всех тематических площадок в этом году будет посвящена тематике семьи. Внимание горожан и гостей фестиваля привлечет работа передвижного комплекса Музея истории Великой Отечественной войны «Дорога памяти», выставка-ярмарка «Город мастеров». А в Калужском парке аллея дружбы пополнится новыми деревьями, которые высадят впервые участвующие в фестивале аргентинцы, монголы, нигерийцы и представители других национальностей.
Знаковое событие на рынке отечественной пищевой промышленности. Одно из крупнейших отечественных предприятий кондитерской отрасли сегодня отмечает вековой юбилей. Прежде чем стать лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, гомельская фабрика «Спартак» прошла долгий путь модернизации, техперевооружения, разработки уникальных рецептур. Все они с акцентом на натуральность. Сладкоежки всего мира полюбили эксклюзивную продукцию. С какими достижениями производитель шагнул во второе столетие? Сладкий репортаж Натальи Игнатенко. От небольшого производства, когда с конвейеров сходили первые партии карамели, конфет, ириса и мармелада, до крупного производителя кондитерского эксклюзива. Ассортимент впечатляет. 350 наименований изделий, от печенья, пирожных и тортов до тончайшего шоколада и эксклюзивных сладких пельменей ручной работы. Это предприятие замкнутого цикла. Предприятие, которое начинается от какао-бобак с Ганы, с Эфиопии, то есть с африканского континента, обжаривается, изготавливается, перетирается, готовится определенная масса и подается для изготовления различных продукций. Ставка в стратегии передового предприятия на импортозамещение. Уже в этом году «Спартак» выпустил более 4000 тонн востребованной продукции. Линия по производству ноги. Это импортозамещающая линия. То есть мы там выпускаем продукты, которые лучше, чем Марс и Сникерс, потому что они выпускаются у нас из экологически чистого сырья. Мы сами производим, перерабатываем какао-продукты для того, чтобы наш шоколад был натуральным. Не добавляем никаких заменителей. Коллектив почти 2000 человек. В трудовой книжке Эллы Корольковой единственная запись. Предана делу и родному предприятию вот уже четверть века. Сменила не один участок, воспитала достойную смену. Говорит, семейная династия здесь традиция. Мама работала пекарем тоже на печах. Она ушла на пенсию, я пришла. Старая печь у нас была. Я сидела вручную, снимала лист. 5 лет я уже работаю на новой линии. Здесь у нас совсем другие условия. Все параметры я устанавливаю на компьютере и слежу просто за качеством листа. Эта автоматизированная линия за 2 минуты выпускает почти 150 вафельных листов. За смену 5 тонн готовой продукции. Затем пропитывают начинкой, покрывают шоколадом и уже в виде конфет или батончиков сладкое лакомство поставляют потребителям. Выпуск тонкого шоколада толщиной в несколько миллиметров – это тоже про импортозамещение. За час 150 тонн плиток. Линия задействована по максимуму. Покупатель ждет. С нее же сходит и другой премиальный шоколад – альтернатива импортному. Продажи на внутреннем рынке растут, ширится и география экспортных поставок. Среди покупателей 22 страны мира. Растут объемы продаж в Поднебесную. Отгрузка на Китай за 4 месяца составила более $2 миллионов. На последней выставке в Китае был подписан контракт с новой компанией. Хотим освоить рынки Африки. Есть сложности попасть на этот рынок, потому что очень большая логистика, длинный путь поставки и температурный режим. Но мы, я думаю, освоим и этот континент. На разработку новой рецептуры иногда уходит несколько месяцев. Качественная и безопасная продукция – то, что всегда в цене. За преданность лучшим традициям кондитерского искусства покупатель голосует рублем. Уже в этом году крупнейшее предприятие пищевой промышленности пополнило копилку наград. По итогам только одного международного конкурса «Лучший продукт-2024», проходивший в феврале в Москве, 7 золотых медалей. В ближайших планах укрепить имидж компании и побить свои же рекорды. Наталья Игнатенко, Александр Мурашкин, агентство теленовостей. На сцене Большого театра Беларуси сияет юбилейный фестиваль танцевальных премьер «Балетное лето». 10-й по счету он обращен к легендам, культовому квартету балетмейстеров Мариусу Петипа, Леониду Якобсону, Борису Эйфману и, конечно, Валентину Елизарьеву. Художественный руководитель театра с приставкой «Экс» служил в сцене Большого полвека и буквально на прошлой неделе покинул пост. Куда ведут сюжеты балетного лета, знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
Балетное лето. Официальный главный герой афиши большого без антракта фестиваль на Пуантах будет танцевать до воскресенья включительно. Финальная по марафону эстетики за гала-концертом звезд балета. Но пока о том, что за рамками академизма, расскажут те, кто владеет классикой в совершенстве. Слово питерской труппе театру балета имени Якобсона. На нашу академическую с триптихом хорео-бестселлеров в мизансценах современника Вячеслава Самодурова пробили 598 тактов, вдохновленных партитурами Баха. Под гамму «Щедрина» модерн-балет танцевал озорные частушки, а в прайм-тайм вечера посвящения хореография кисти Якобсона. Свой цикл миниатюр «Роден» мастер ваял по лекалам французского импрессиониста. В труппе Якобсона и белорусский Аполлон Денис Климук. С него лепили центральную фигуру над парадным в Большой. У меня немножко такие, знаете, волнительные чувства всегда, когда я приезжаю на свою сцену, на которой я родился и сформировался, по сути. Наш знаменитый цикл роденовских миниатюр не совсем танцевальные, это пластические миниатюры. Практически 50 лет назад, когда они были поставлены, они вызвали фурор, восторг, в том числе осуждение со стороны цензуры, потому что Якобсон вывел на сцену практически обнаженных артистов. Приглашать профессионалов других школ всегда было в традиции русского балета. Но про программы я хотел бы сказать, что это две действительно эксклюзивные программы, которые мы привезли к вам. Это очень петербургская история. Вы не увидите вот эти балеты в исполнении ни одного театра в мире. В каждом из 9 заявленных спектаклей лета от Мусаге до Баядырки в пару нашим солистам, коллеги по цеху из российских театров. Ведущая партия в гранд-премьере нынешнего сезона «Иллюзиях любви» Игоря Колба за примой Мариинки Оксаны Скорик. Дипломатия на Пуантах под музыкальные виражи Шостаковича, Шопена и Ширина в афише уже ближе к экватору 6 июня. На сегодняшний день это прима мирового масштаба. И, конечно же, большая честь Большому театру Беларуси пригласить Оксану в спектакль «Иллюзии любви» и «Баядырка». Оксана признанная Никия во всем мире. Весь фестиваль выстроен таким образом, что премьеры в премьерах. И это тоже невероятно приятно, потому что получилось, что очень многопланово, многоходово простроена сама история. Но это необходимо, поскольку 10 лет – это такая запоминающаяся дата. У нас юбилейный фестиваль, и у него появилась совершенно определенная концепция. И концепция эта посвящена традициям и преемственности. Мне кажется, это вообще самое важное, что может быть в искусстве и в истории хореографического искусства. Мы его продумали как такой петербургский формат, потому что это самая знаменитая школа, это, собственно, колыбель классического русского балета. Поэтому мы посвятили этот фестиваль именам выдающихся балетмейстеров. В унисон балетному лету объемнее станет репертуар национальный. Под занавес июня допишут патетический дневник памяти, до заглянут на гастроли в замок Радивилов. Мажорные интонации 91-го театрального за русской классикой. Уже в репертуаре новая вариация сказки о царе Салтане. На карандаше «Балетная Золушка» ждем оперных премьер. В лучах балетного лета зрителю греться еще 5 дней. И да, не пропустите всегда события «Лебединое озеро» Чайковского. О больших планах Большого Дарья Тарасова и Анатолий Долотовский. Международный футбол возвращается в Беларусь. Всего 3 дня до товарищеского матча между нашей сборной с командой России, с соперником топ-уровня. Беларусь собирается найти козыри против грозного оппонента, а главным преимуществом может стать аншлаг на трибунах Национального олимпийского стадиона «Динамо». Уже продано 16 тысяч билетов. Сегодняшняя тренировка «Белых крылов» была частично открыта для прессы. Этим, естественно, воспользовалась и наша съемочная группа. Ожидания от предстоящего поединка и атмосфера в команде в сюжете Александра Якубовского. Белые крылы слетелись на учебно-тренировочный сбор еще вчера. Присоединились в том числе и легионеры. А сегодня первые 15 минут тренировки за процессом позволили наблюдать журналистам.
Все по расписанию. В 11 часов сразу после работы в тренажерном зале игроки появились на поле. Самые пунктуальные — дебютанты из брестского «Динамо», защитник Максим Косарап и форвард Герман Барковский. В общении с прессой он был предельно лаконичен. Как готовы? Готовы отлично. Готовы. Вот сейчас увидите на тренировке все. Все отлично. Без лишних слов. Не буду многословен. Все хорошо. А это уже минутка ностальгии. В экипировке сборной Беларуси снова видим Александра Глеба. Легендарный полузащитник наблюдал за тренировочным процессом и делился ценными советами с футболистами. И не сомневается, что белорусы могут оказать достойное сопротивление российской команде. Тренерский штаб делает все для этого. Мне иногда даже кажется, что тренер верит в нашу сборную больше, чем сами ребята. Конечно, я так утрирую, но он в очередь хочет заставить их верить в себя. Последний раз сборные Беларуси и России встречались 9 лет назад на арене «Химки». Тогда и Глеб был в ростере команды. Помнит то противостояние и опытный защитник Денис Поляков, который не прочь взять у восточных соседей реванш. Тогда мы уступили 2-4. Я вышел на замену, помню, в той игре. Но результат был не очень для нас. Мы выигрывали на протяжении какого-то количества матчей, да, и в конце проиграли. Поэтому, если сделать вывод из той игры, то сборная России играет. Ну, как и любая, наверное, секунды, да, нужно сохранять концентрацию и показывать результат. Игроков нашей команды матч с Россией. Нет, честно, я уже позабылась, потому что очень много времени прошло, да. И хочется вспомнить эти чувства себя и сделать праздник. Я верю, что будет полный стадион и будет хорошая атмосфера. В Беларуси за сборную еще не играл. Это большое событие — сыграть дома при своих болельщиках. Надеюсь, их придет как можно больше, и мы сможем их порадовать. Естественно, это большая сборная, это серьезная команда, и я думаю, что мы будем стараться играть на быстрых контратаках, стараться не давать им создавать моменты. Это всегда событие в любом случае, и делюсь всегда, когда вызывают с родителями, с любимыми людьми. Вот. Поэтому очень важно представлять страну на международной арене. Я думаю, что не только у меня, но и у остальных ребят семьи придут поддержать. И это приятная ответственность, которую хочется уже побыстрее испытать. Думаю, что и российские болельщики будут на игре, но думаю, что преимущество есть у нас в виде наших болельщиков, которые, надеюсь, придут в большом количестве. А сейчас в Подмосковье, в Новогорск. Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает здесь подготовку к матчу против нашей команды. В ростере и победитель Лиги Европы в составе «Аталанты» Алексей Миранчук. Соперник также ожидает серьезное сопротивление, где все могут решить отдельные эпизоды, в том числе и точность удара. В Беларуси, куда сборная России прибудет уже завтра вечером, именитый наставник Валерий Карпин разрешит своим игрокам попробовать драники, но только при определенном условии. Если драники есть каждый день, жирные, как вы говорите, драники разные бывают. Если каждый день их есть по ведрами, то, наверное, да, это нехорошо. Если один раз есть драники, то в чем проблема? А Белорусская федерация футбола в преддверии поединка выпустила промо-ролик с участием Александра Солодуха и трио футболистов. Но это еще далеко не все сюрпризы, которые организаторы собираются преподнести болельщикам. Извините, а что вы здесь делаете? Как что? Поле готовлю для вас. Так подождите, мы же играем на «Динамо». «Динамо» так «Динамо». Итак, пятница, Национальный олимпийский стадион «Динамо». Стартовый свисток в 20 часов, но организаторы рекомендуют приходить на стадион заранее. Будет организована массу сюрпризов. Пока билеты еще есть в продаже, но с каждым днем их становится все меньше. Уже продано более 10 тысяч квитков. Александр Якубовский, Дмитрий Чумак, агентство теленовостей. Ну, «Динамо» так «Динамо». На это у меня все. А прямо сейчас авторский проект Ксении Лебедевой – это другое. О Всемирном индексе свободы прессы.
происходит со средствами массовой информации в Беларуси. Хорошую оценку и СМИ, и журналистам дал Александр Лукашенко во время своего выступления на форуме медийного сообщества в Могилеве. В чем-то похвалил за проделанную работу, но и без критики не обошлось. Наверное, последнее – это самое важное. Не время расслабляться и почить на лаврах. Не время для самоуспокоения, подчеркнул президент. Время работать на опережение, время понимать и чувствовать своего информационного противника. А это прежде всего центры информационно-психологических операций, которые сгруппированы под крышей НАТО. Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и еще полмира. Но наше главное оружие – это не постановки и ложь, излюбленные методы противника, а правда. А правда часто видна издалека. Но это другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Совсем недавно так называемая международная неправительственная организация «Репортеры без границ» представила свой новый рейтинг «Всемирный индекс свободы прессы». Прежде чем перейти к цифрам, хочется напомнить, против чего организация борется. Против цензуры и за свободную и безопасную работу журналистов. Не поверите, но журналисты Беларуси именно за такой подход. Но почему-то Украина занимает 61 место, а Беларусь и Россия 167 и 162 соответственно. Литва 13, Латвия 12. Действительно, свобода слова, например, в той же Молдавии, которая идет сейчас в Евросоюз, где буквально на прошлой неделе закрыли еще десяток медиа под эгидой свободы слова, якобы они там кем-то финансируются. Они никем не финансируются, а если даже финансируются, то почему вы их закрываете? Например, в отличие от той же России, где вешается просто плашка «иноагент». Свобода слова, которой действительно нет ни в Литве, ни в Латвии, и я не говорю уже про Украину, где человек не может ничего сказать. В лучшем случае его заберут на фронт. Александр Лукашенко очень верно сказал, что слово – это оружие. Идет информационная война, идет эмоциональная война, идет война смыслов. И нам, как журналистам, нужно понимать, какие снаряды ты посылаешь. Безусловно, нельзя скатываться в некие елеи, нельзя там облизывать теперь всех подряд. Наоборот, я считаю, что именно государственные медиа имеют право критиковать и находить болевые точки неких государственных структур, государственных институтов. Потому что у нас одна задача – сделать нашу страну, наше сообщество более сильным, более честным, более правильным и так далее. И без критики никуда. Поэтому к этому нужно тоже внимательно относиться, там, обласканными быть – это очень плохо. Стерильность вообще вредна. Этот рейтинг якобы основан на оценках экспертов в регионе, которые отвечают на конкретные вопросы. У меня такой нескромный вопрос. А кого опросили из белорусских журналистов? Просто никто из моих коллег не слышал ни о каком рейтинге. Ну ладно, мы изгои в вашем продвинутом медиасообществе. Так а на Украине с кем из журналистов вы разговаривали? Как, например, быть с тем, что даже Госдеп США внес украинский телемарафон «Единые новости» в отчет о нарушении прав человека? Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал отчет о нарушении прав человека на Украине за 2023 год, добавив туда телемарафон «Единые новости». Об этом говорится в отчете Госдепа США. В документе отмечается, что подписание указа о введении военного положения президентом Владимиром Зеленским в феврале 2022 года позволило ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы. К примеру, как утверждает Госдеп США, телемарафон придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны. Введение марафона сделало возможным беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм, считают в США. В отчете также упоминается о запрете блокирования, введении санкций правительством против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или высказывали позиции, которые, по мнению властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Собственно, достойный пример антисвободы прессы. Вывод сделан не белорусскими и российскими медиаэкспертами и омбудсменами. По сути дела, США обвиняют Украину в том же, что сделали сами с ЕС в отношении Беларуси. Например, я и мои коллеги не можем свободно поехать в Польшу и в другие страны Евросоюза, чтобы показать, что там происходит в реальности. Не можем, потому что в отношении нас введены санкции. Белорусские журналисты представляют угрозу национальной безопасности Евросоюза.
Евросоюза. И давление разного рода мы, журналисты госсми, испытываем постоянно со стороны Запада. Удаление наших материалов с YouTube – это вообще отдельная история. Но это же другое. С тех самых пор, как только дали понять, что будем проводить самостоятельную политику, мы живем под огнем постоянной критики, лжи, абсурдных обвинений. Это терабайты сфабрикованных и щедро проплаченных медийных фальшивок под красивой оберткой. Много негатива выливается, в том числе лично на вас, ваших родных и близких. И все это вы пропускаете через свои ум и сердце. Колоссальная нагрузка, которая требует колоссальной концентрации усилий по защите своего информационного пространства. Но по-другому нельзя. Только так можно сохранить суверенитет страны, находящейся в эпицентре глобальных геополитических противоречий. Что касается свободы слова в Литве и Латвии, судя по рейтингу, так там просто расцвет плюрализма и свободы прессы. Ну какая свободная пресса может быть в Прибалтике? Ее нет уже как минимум лет 10, а то и 15. И за последние 3 года вообще зачистили все пространство. Посмотрите, работает ли хотя бы один портал в Латвии, Литве, Эстонии из портала российский или белорусский? Ну, нет их. Их зачищали прямо вот один за одним, опасаясь того, что просто жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут получать альтернативную точку зрения, слышать не то, что им вкладывают в уши или льет в уши правительство этих 3 республик. Ну какая может быть свобода слова, когда в тюрьмах 3 прибалтийских республик сидят люди за то, что они делали? Когда людей судят за то, что они делают. Если брать Латвию, это 14 журналистов, которые находятся на скамье подсудимых. Дело тянется с 2019 года. Если брать Литву, есть в Литве, например, точнее был Международный форум добрососедства, можно сказать, что члены этого форума также были своего рода журналисты, да, скажем, Эрика Швенчонини, которая регулярно выступала, делала заявления. Они даже создали свое телевидение, которое на литовском языке, литовский, немножко русский, рассказывала о ситуации в стране, ситуации в мире, о ситуации вокруг Украины, естественно. Вот. И сейчас что? Эрика Швенчонини на скамье подсудимых, ее товарищ по этому форуму, кстати, закрыт официально, ее товарищ Казимирис Юрайтис тоже под следствием, а Валерий Иванов, гражданин России, который родился, вырос в Литве, но не будем говорить о том, почему он взял гражданство России, это в свое время спасло просто ему жизнь, когда его политически преследовали. Но суть в том, что его официально уже выдворили, не дали оспорить разрешение остаться жить в Литве, где у него все родственники и вся его жизнь прошла. После 2020 года мы, белорусские журналисты, стали более агрессивными, более дерзкими, но работать с правдой – наша кредо. А это сложнее всего, когда противник регулярно против нас использует запрещенное оружие – ложь. Да, жизнь научила белорусов мыслить критически и проверять информацию, прежде чем делать выводы. Или пропускать мимо, если проверить нельзя. Это маленькая, но победа, ваша победа. Победа в том числе тех, кто подверг жесткой верификации поток вылитой тогда на нас грязь. Наши журналисты отлично сработали в связке с правоохранительными органами. Настолько, что созданные передачи вошли в историю как пособие по защите информационного суверенитета страны. Конечно, мы не расслабляемся. Более того, максимально сконцентрированы на угрозах. Причины известны. И если я вижу, что кто-то самоуспокоился, я часто напоминаю: не самоуспокаиваться. Работа журналиста сегодня и опасна, и трудна. Как подчеркнул Александр Григорьевич, информационная борьба – это ступенька к горячему противостоянию. Поэтому к этой борьбе на словах, на текстах, на образах и смыслах мы должны отнестись серьезно. Белорусская журналистика стала, помимо того, что она стала гораздо ярче, гораздо интереснее, она стала авторской, субъективной. К сожалению, для этого пришлось пережить очень страшный и очень опасный кризис, попытки переворота 2020 года, когда оппоненты действительно, они
создавали кумиров, не побоюсь этого слова. Они создавали огромное количество различных проектов, которые были направлены именно на взращивание аудитории. Когда вокруг людей, вокруг неких брендов формировалась аудитория. И когда она выросла, этой аудиторией можно было манипулировать. И именно через эмоции. Те эмоции, которых не было в медиа-среде, государственной медиа-среде Беларуси. Поэтому, когда человек ищет эмоции, вообще мы живем в мире постправды. Мир постправды характеризуется как раз-таки большим количеством эмоций. И люди в поисках каких-то эмоций, какого-то ощущения шли не туда, куда хотелось бы. Ну и некоторые пришли, как мы знаем, вообще в очень печальные точки. Произошел 2020 год, и белорусская журналистика, на мой взгляд, сейчас переживает полный расцвет. Это и авторские проекты, это и очень дерзкие, очень правильные комментарии. Это разоблачение тех оппонентов, которые много лет чувствовали себя вольготно. Работать мы, журналисты, должны вместе с вами, с нашими зрителями, слушателями, читателями, получая от вас обратную связь. Только вместе мы сможем отстоять наши традиции, ценности и наше прошлое и будущее. И нашу стабильность, которую на Западе многие хаяли, а теперь хвалят. Потому что это наш путь к развитию. Но это для некоторых другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе. В эфире «День спорта». Главное событие спортивного вторника прямо сейчас. Вместе с вами Андрей Козлов. Здравствуйте. Начинаем выпуск с красоты и грации белорусского спорта. Призер Олимпиады в Токио Алина Горнасько вновь показывает свой высокий мировой класс и становится в эти дни победительницей престижного командного международного турнира в Испании по художественной гимнастике, показав лучшие результаты в упражнениях с обручем и лентой. А Минская «Динамо» продолжает селекционную работу перед сезоном КХЛ 2024-2025. Накануне в стан зубров перешли канадские защитники 30-летний Ксавье Уэлли и 24-летний Джош Брук. У первого из названных есть опыт игры в Национальной хоккейной лиге за Детройт и Монреаль. Тем временем определилась первая пара полуфиналистов в женской сетке Ролан Гаррос, Ига Швентек и Кори Гауф. В мужской сетке Новак Джокович оформил путевку в четвертьфинал и установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Однако из-за травмы снялся с соревнований. Подробности с парижских кортов прямо сейчас. И выход в который спорила с чешской теннисисткой Маркетой Вандроусовой. Для победы в первом сете польской спортсменке понадобилось менее чем полчаса – 6-0. Кстати, это третья баранка к ряду от Швентек своим соперницам. Во второй пар уверенной игрой добыла себе путевку в полуфинал 6-2, 6-3. Однако Жабер не стоит расстраиваться с такой-то поддержкой. Параллельно же в мужском чемпионате Новак Джокович в матче четвертого круга с трудом выбил из борьбы 24-й номер мирового рейтинга Франсиско Черундолла. На корте спортсмены провели 4 часа 40 минут, сыграв 5 сетов – 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. Стартует летний сезон. Ну и в завершении выпуска о детской мечте, которая стала реальностью. Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе накануне был официально объявлен как игрок футбольного клуба «Реал Мадрид». Известна история о том, как в комнате Кильяна висели постеры со звездой королевского клуба середины прошлого десятилетия Криштиану Роналду. И сам Мбаппе в детстве мечтал надеть футболку этого клуба. И вот вскоре на презентации мечта состоится наяву. Мечтайте, добивайтесь и работайте над собой. Тогда все станет реальностью. Более полный выпуск программы «День спорта» в нашем ночном эфире. Берегите себя. Считай, шкура де центнер фаширки, и то старая. А что ж, хлопцы, робить? Развел руками у роспачи лясничий. Одна рада дострелить и на комбинаты. И сельповцы взялись закладать, замощивать дырки у мостку.
Папіхаючы вазок ляснічага і прытрымліваючы за аброць атрыножаную кабылу, ледве сцягнулі яе на абочыну, асцярожна перавялі сваіх коней і паехалі ў мястэчка. З-за хмары выкаціўся замурзаны месяц, асвяціў куп'істае балота, чорныя стажкі паміж лазняку, пасохлы аеры і сітнік на беразе ржавай канавы. Кабыла ўздрыгвала з макрэлай скурай, бездапаможна вісела перабітая нага, а карэзлівая жарабятка падбегла да маці, падсунуў галоўку пад сцягняк і пачало таўчы ў вымя. Яго злосна адагнаў прыгнечаны разгублены ляснічы. Ён стаяў на ўзбочыне гразкай дарогі і не ведаў, што яму рабіць. Потым усё збылося, як сказаў сельпоўскі вазак. У лясніцтве засталося асірацелая жарабятка. Куды яго збыць, як гадаваць, ляснічы адразу прыдумаць не мог. Жарабок лятаў па прасторным дзядзінцы лясніцтва, голасна і ржава, як толькі ўбачыць сівага коня. Гатоў быў сігануць праз высозны плот, не адолеўшы лёг побач паўз плот. Высока задзіраў зграбную галоўку і галасіў. Вітаю вас, шановныя тэлегледачы. Сёння надвор'е на тэрыторыі Беларусі вызначала няўстойлівая паветраная маса. Уначы месцамі, удзень пераважна па паўднёвай палове краіны прайшлі кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах грымелі навальніцы, падчас якіх адзначаўся парывісты вецер. Літаральна праз некалькі хвілін даведаемся, што нас чакае ў найбліжэйшы час. Але спачатку традыцыйны агляд прыродных падзей. У розных кутках нашай планеты умовы надвор'я змяняюцца з ясных на пахмурныя. У Германіі з-за праліўных дажджоў вуліцы баварскага гарадка Рахерцхофен сышлі пад ваду. Сістэма каналізацыі не справілася з задачай. Ападкі прывялі да паводак. З такой буйной бядой тут яшчэ не сутыкаліся. Частку населенага пункта ўдалося выратаваць насыпнымі загародамі. Моцныя дажджы прывялі да падтаплення і на Шры-Ланцы. У найбліжэйшыя дні па прагнозах дажджы працягнуцца. Міністэрства адукацыі абвясціла аб закрыцці ўсіх школ у краіне, а Міністэрства энергетыкі прыпыніла пастаўкі электраэнергіі ў некалькі рэгіёнаў. Падобная сітуацыя назіраецца і ў кітайскай правінцыі Гуандун. Там машыны літаральна плаваюць у вадзе, а мясцовыя жыхары пераселі на лодкі. Больш за 30 авіярэйсаў адмененыя. Зачыненыя ўсе школы. Каля 800 чалавек былі вымушаныя спешна пакінуць свае дамы з-за вывяржэння вулкана на філіппінскім востраве Неграс. Канлаон выпусціў у неба слуп попелу і дыму вышынёй 5 кіламетраў. Мясцовымі ўладамі была абвешчаная абавязковая эвакуацыя. Прыродная стыхія суправаджаецца моцнымі падземнымі штуршкамі, якія павысілі верагоднасць наступаў ліўнёвых паводак і селяў. Упершыню ў гісторыі чалавецтва ўзяты ўзор грунту з далёкага боку месяца, участка ў так званай вечнай цемры. Гэтую місію выканаў кітайскі зонд Чан-Э-6. Палёты на адваротны бок нашага спадарожніка складаней за звычайныя, бо для іх патрабуецца не толькі зонд, але дадаткова спадарожнік-рэтранслятар для падтрымання сувязі. Свае карэктывы ўносяць і мясцовасць, больш перасечаная і з меншай колькасцю плоскіх участкаў для пасадкі. Зонд даставіць каля 2 кілаграмаў каштоўнага іншаземнага грунту ўжо 25 чэрвеня. Заўтра на тэрыторыі нашай краіны прагназуецца ўзбуранае геамагнітнае становішча. Будзьце, калі ласка, уважлівы да свайго самаадчування. І некалькі народных прыкмет. Трава раніцай мацней звычайнага пахне, быць дажджу. Пчолы роем вакол рабіны квітнеючай уюцца, заўтра будзе яснае надвор'е. Раса пасля дажджоў хутка знікае да паляпшэння надвор'я. Ну а зараз пра надвор'е на найбліжэйшы час, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Валкавыску ў 1947 годзе, каля 1 градуса марозу.
А дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Лельчыцах у 2000 годзе больш за 33 градусы цяпла. Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 5 чэрвеня будуць вызначаць актыўныя атмасферныя франты. На большай частцы краіны дажджы і навальніцы, падчас якіх парывісты вецер, месцамі моцныя ліўні. У Брэсце часам дождж, навальніца, уначы плюс 13, удзень 24 вышэй за 0. У Гродні кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, уначы плюс 13, удзень 25 цяпла. У Віцебску уначы без істотных ападкаў плюс 12, удзень кароткачасовы дождж, магчыма навальніца, 26 вышэй за 0. У Магілёве уначы ападкі малаверагодны, плюс 13, удзень часам дождж, навальніца і 25 цяпла. У Гомелі часам дождж, навальніца, начная тэмпература паветра плюс 14, дзённая 25 з плюсам. У Мінску уначы без істотных ападкаў плюс 12, удзень 23 цяпла, часам дождж, навальніца, месцамі моцныя ліўні. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у чацвер плюс 23, у пятніцу 21 вышэй за 0. Надвор'е ў суседніх краінах у Маскве плюс 28, Вільнюсе і Кіеве 24 цяпла, Варшаве 25 з плюсам. Надвор'е ў заходняй Еўропе, у Парыжы плюс 19, Берліне 20 вышэй за 0, Вене і Рыме 26 цяпла. А на сёння ўсё. Сачыце за прагнозам разам з намі. Кожны дзень у вячэрнім эфіры на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24». І памятайце, якое б надвор'е не было за вокнамі, яно ўсё роўна залежыць толькі ад нас саміх і ад нашага настрою. До сустрэчы! Пташки лузала, як гарбузики, читала, репу грызла. И кожную весну на радость маме и дядьку приносила похвальные листы. Пасля школы лынды ніколі не біла, павучыць уроки и з лясёнкаю по молодую траву, то свиньям намешая, то курей покормить, а ўсё летечка ў полі и ў полі. Да калгасаў дядька меў 2 маргі зямлі, коня и пару коров, да яшчэ служыў. За Мікалаем у манапольцы, за советами у крэдытным таварыстве гаспадарка, загадваў складам. Выдаваў у растэрміноўку культурным гаспадарам жняяркі, веялкі, дыскавыя бароны. У касавіцу і жніво прадаваў косы і сярпы. І да свае гаспадаркі быў падкі, хоць на што яна яму была, і сам не ведаў. Думаў, усё для Мальвіны. Як толькі яна папручэла, скрозь паспявала, а больш за ўсё любіла свайго пястунчыка Варанка. Выпасвала ўсе ўзмешкі і канаўкі, разам з хлопцамі вадзіла на начлег і ніколі не адставала ад іх у галопу туды і назад. Варанок азываўся на яе голас, а наскупшыся, спутаны, дрыбаў да вогнішча і стаяў каля закручанай у рудую суконную світу Мальвіны. З тае пары яна ўжо ніколі не разлучалася з коньмі. Калі ўжо нельга было трымаць сваіх, бралася даглядаць то сельповскіх, то з дарожнага ўчастка, а некалі гады са 2 трымала прокурорскага перастарка, то вось соскі выкарміла і не разлучалася з лясніцкім орлікам. Клопату і траты з ім было куды больш, як таго набытку. Мальвініны ўспаміны дзяліліся не па гадах і важных падзеях, а па конях. Мама памерла, калі яшчэ быў Варанок. Вайна пачалася пры наравістым буяне, хоць не раз ёй даваўся ў знакі, але часцей выручаў з бяды, верна служыў, пакуль на палаючым мосце не скасіла яго варожая куля. Работу ў ашчадкасе пачала, калі даглядала прокурорскага кодекса. Гэтак яна хрысціла супраць волі гаспадара і слухаўся, пакуль вяла орліка з пашы, чаго толькі не перадумала Мальвіна. На лавачцы аж круціўся ад нецярпення балашоўскі ляснік Зміцер. На кожнага, каму давала коня, глядзела Мальвіна з недаверам і затоенай варожасцю, нібы роднае дзіця аддавала ў егіпецкую работу. Яна павяла орліка ў двор, на Змітра і не глянула. Насыпала ў карыт саўса, выцерла травяным вехцем карак і крыж,
Вынесла леснику в упрашь и барок с посторонками, поклала на лавочку и буркнула: «Барок неси, а буди волочиться, барани божа, бабки позбивая». «Не бойся, Юстиновна», — заявили Узмитер. «Все буде в порядку. Тут така наш шофер казав, и хомут сиделкою довезе. Ну, гляди. Сядешь полудновать и орлика не забудь покормить. Это ж тебе не трактор. Все буде, як часы. Там и работы дает силы на полдня». Узяв повод и заспешался. Мальвина над умывальником, прибитым до плота, ополоснула руки и твар, стоячи съела оладку, ковтнула с гладышки молока, одела чистую кофту, потертый до бляску на рукавах коричневый жакетик, упхнула порепанные, покрученные ноги у добро растоптанные туфли, обтерла их трапкачом, погляделася ў пацямнелае люстэрка ў паточанай шашлем раме з адбітымі балабешкамі і зноў пашкадавала сябе. Ну чаму ж я не такая, як іншыя бабы майго веку? Щоки припечены солнцем и ветром, а под ушами и на подбородку бледно-желтая скура с рисочками морщин, невеликий и острый, как дюбка, нос, замест шеи, подобное на гладыш валлё, тонкие бровы от переносия круто спадают вниз, редкие, гладко зачесанные волосы, собранные на потылице у куксочку, щодро прицерушилась и везна. З дзяцінства пакутавала Мальвіна, што Бог не даў хоць трохі зграбнасці і прыгажосці. Таму цуралася сваіх статных і ладных равесніц, рэдка глядзелася ў люстэрка, неяк паспрабавала падмаляваць вусны і бровы, сама сабе гідкаю стала, больше не бралася. Пра ўсе свае пакуты і беды расказвала толькі коням і верыла, што ўсё яны разумеюць і спагадаюць ёй. Мальвіна прыгладзіла валасы, завязала беленькую хустачку і не вельмі ходка пайшла ў сваю ашчадкасу. Па дарозе падумалася, колькі ж ёй яшчэ хадзіць сюды. Як толькі стрэлка дойдзе да 2 пяцёрак, павіншуюць заслужаным адпачынкам, паднясуць электрычны чайнік, штапелю на сукенку, пашкадуюць, што траціць такога вопытнага работніка і чулую жанчыну. На заўтра на яе месца сядзе размаляваны з чырвонымі позіркамі фіфачка і пачне чывокаць на гарадскі манер. Апошнім часам усё часцей і часцей пановалі Мальвіну ўспаміны. Значит, наближается старость. Летом мало кто заходил в ашчадкасу. С книжками человек 10-12 переворачивался за день. Частей сдавали членские взносы, приходили с пералічэннямі, проверяли латарэйныя билеты, але ёсць люди ці няма, сядзі, чакай, пазірай у акно, хто куды ідзе, што нясе, хто з кім сустрэўся, хто прыехаў аўтобусам. Ашчадкаса на рагу местачковай плошчы ў колішняй цаглянай краме, непадалёк аўтобусныя станцыі, цераз плошчу райкома, побач універмаг. Калі што вартыя прывозілі туды, у ашчадкасе ведалі раней за ўсіх і па чарзе бегалі ў чаргу. Мальвіна ведала ўсіх местачкоўцаў да 3-го калена, і яе ведалі ўсе. Не толькі ведалі, паважалі і старыя, і малыя, за сумленнасць, працавітасць, за ласкавую дабрату і нават за любоў да коней. Сядзіць Мальвіна, чакае наведвальнікаў, але адкуль ім быць? Гарачая пара ў полі і ў гародах. У краме да канца месяца няма чаго рабіць. Вось і сядзіць сабе, перабірае ў памяці ўсё сваё жыццё. Як праз туман бачыць невялічкую станцыю, дзе нарадзілася ў жоўтым чыгуначным доме пад стромкімі таполямі. Бацька быў старшым кандуктарам, ад яго вобліку толькі і засталося ў памяці казыткія светлыя вусы і 2 словы «дачушка» і «мальвачка». Запомнілася яшчэ, як галасіла маці, праводзячы мужа на тую мікалаеўскую вайну. Больш яго ніхто не бачыў, не чуў. Тады ж яны і пераехалі сюды, да дзядзькі Андрона. Усю нерастрачаную любоў ён аддаў маленькай пляменніцы. Куды б ні ехаў, браў з сабою. Гуляючы, прывучыў да рыдлёўкі і капаніцы, маленькую прыахвоціў да лічыльнікаў, а потым год ад году упрагалася ў бабскую мужчынскую работу. Была Мальвінай партызанскай сувязной. Адыходзячы ў тыл, раённы ваенком
пакідаў ёй на догляд казённага занадта гарачага буяна. Развітваючыся, ваенком сказаў: вернемся, аддзячым. А калі часам зойдзе чалавек адведаць буяна і спытае, ці не трэба перавязаць хамут, не бойцеся яго, памажыце, калі чаго папросіць, вам мы давяраем. Паціснуў руку і паехаў на райкомаўскай машыне са сваімі паперамі. І... Как завершился государственный визит президента в Монголию и начался в российский Иркутск, какие вопросы обсудили участники заседания Евразийского межпрофсовета в Несвеже, почему на литовской границе у людей забирают продукты и за что Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы. Это вечерние новости на СТВ, в студии Екатерина Забринько. Здравствуйте. Продолжается зарубежная командировка Александра Лукашенко. Сегодня в графике президента Иркутская область, крупнейший регион России, транспортная, культурная, экономическая и научная столица Восточной Сибири, известная своими промышленными и добывающими руду, уголь, золото, нефть и газ предприятиями. И, конечно, природными красотами, тайгой и озером Байкал. Посетить область несколько лет назад главу нашего государства пригласил губернатор во время своего визита в Минск. И вот график совпал. Борт номер 1 приземлился в воздушной гавани Иркутска несколько часов назад. Александр Лукашенко у трапа встречал глава региона Игорь Кобзев. Между Иркутской областью и Республикой Беларусь подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны взаимодействуют и в промышленной, и в аграрной сферах. Мы стабильно поставляем в регион карьерные самосвалы, БелАЗ и грузовики МАЗ, сельхозтехнику. Речь о комбайнах ГОМ-Сельмаш и тракторах МТЗ. По данным на прошлый год, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Приангария доля тракторов белорусского производства составляла 64%. А вот городской транспорт отечественного производства здесь встретишь нечасто. Поставки до сегодняшнего момента носили исключительно единичный характер. Тепло, радушно и колоритно. Именно так встречали и принимали нашего президента в Улан-Баторе во время уже завершившегося государственного визита. В Монголии Александр Лукашенко провел несколько насыщенных дней. Обсуждали политику, делали ставку на экономику, а еще знакомились с местной культурой. Сегодня утром перед отлетом Александра Лукашенко в российский Иркутск лидеры посетили загородный центр монгольской культуры. Это буквально в 40 километрах от Улан-Батора. Здесь они высадили на память сибирские ели, постреляли из лука, а еще обменялись подарками. Наши тракторы теперь есть и у президента Монголии. Казалось бы, географически нас разделяют почти 7 тысяч километров. Мы говорим на разных языках, ментально отличаемся друг от друга. Но для Беларуси и Монголии все это вовсе не преграда. Евгений Пустовой подводит итоги визита. Беловежская пуща и Дудутки в одном месте и по-местному. Это и есть центр монгольской культуры. Аутентичная природа, неизменная тысячелетиями, благо цивилизации спрятаны в юртах и актеры, стирающие грань между веками истории. Чем не локация для съемок фильма о Чингисхане. Но сегодня здесь все искренне. Похоже, между лидерами Беларуси и Монголии зарождается дружба. За дни государственного визита перед нашим президентом были разосланы красные ковровые дорожки в самых знаковых местах Монголии. Сегодня Александр Лукашенко и его коллега встречают в сакральном месте монгольской культуры. Получается, как у Высоцкого, друга в горы тени. У Монголии мощные исторические корни, но теперь нынешний президент нацелен на расцвет страны. Одна из инициатив – посадить 1 миллиард деревьев. В грандиозном проекте готовы поучаствовать и белорусы. У них, по-моему, 15 миллионов деревьев в планах закупить. Они очень к этому стремятся, но один недостаток у них то, что те деревья, кусты, которые они высаживают, у них съедают овцы и животные. Поэтому здесь тоже они огораживаются, но все впереди, и я думаю, что сотрудничество должно быть в этом направлении. Сегодня главы государств посадили деревья.
Местные степи влияют даже на мировой климат. Наши страны не собираются влиять на геополитический климат, но готовность отстаивать свои интересы нас сближает. Зажатый между двумя империями, громаднейшими государствами, вы очень тонко, аккуратно проводите внешнюю политику, балансируя между этими силами. Я знаю, как непросто вам удержаться на плаву. В государственном и культурологическом календарях Монголии один из важнейших праздников – Наадам. Его философию передает наш День независимости Александрия, сбирая гостей. Этот праздник в миниатюре воссоздали перед нашим президентом. Национальные танцы, древние песни в исполнении актеров государственного театра и средневековая картина «Реальная Монголия» – соревнования по древнейшему виду местной борьбы. Из сотен борцов выбирают сильнейших. Титулы говорят сами за себя. Сокол, слон, лев, исполин. Среди национальных забав стрельба из лука. Такого мы еще не видели. Александр Лукашенко с первого раза отправил стрелу на метров 70. Ого! 3 лет монгольский. Цель визита достигнута. Перезагрузка отношений. Беларусь знакома для Монголии по советским временам. Здесь помнят о наших специалистах, которые строили дороги и школы. Сейчас школы частные и англоязычные, строят западные бенефициары. Элемент мягкой силы. Мы же готовы к честному и выгодному сотрудничеству. Направления и тренды заданы. По дипломатическому протоколу церемония подписания документов сопровождалась на монгольском и белорусском языках. Но диалог вышел. Монголов доверчивыми партнерами не назовешь. Тон задал наш президент. Мы готовы вам подставить плечо. Приезжайте, посмотрите. Если вам что-то понравится, мы вам окажем поддержку и помощь. Закрытых тем в сотрудничестве с вами нет и никогда не будет. Вы наши близкие люди. Визит действительно исторический. Это не только из-за возобновления отношений, но благодаря договоренностям и по созданию правовой базы по соглашению между министерствами и бизнесом. За 2 дня форума деловые соглашения подписаны кратные сумме трети всего годового товарооборота. На полях визита подписано 13 коммерческих документов. Общая сумма подписанных документов составляет $20 миллионов США. Договоренности по линии Совбеза, МВД, МЧС. Причем к нашим пожарным машинам у монголов такой пиетет, что они даже фильмы про них снимают. 10 лет подряд они покупают наши автобусы, а БелАЗами, а сколько еще здесь неосвоенных рудников, называют карьерные самосвалы разных стран. Теперь время засевать бескрайние степи интересам стальным белорусам. Всего 40 километров от Улан-Батор, столицы, и сразу настоящий колорит Монголии. Горы, юрты, аутентичная музыка и хорошо знакомая для нас конная гвардия. Ух! Но больше всего меня удивило. Пойдемте покажу. Степи Чингисхана покоряют наши белорусы. 7-8 тысяч километров не расстояние для белорусских брендов. Тема лошадиных сил получила развитие. Праздник Наадам – это, конечно же, и про скачки, но их устраивать не стали. Президенты обменялись подарками. Александру Лукашенко подарили пару лошадей чистокровной монгольской породы. Они уже и сертификаты, и клички получили «Мир» и «Худкий». В этих названиях и национальный колорит, и наш геополитический посыл. А наш подарок тоже символичен. Правда, по сумме лошадиных сил заметно весомее. На огромный табун потянет. Спасибо. Очень дорогой подарок. Вы можете дать собственное имя. Так уже дали. Мир. Пойдем, я тебе лошадь подарю, более мощную. Это для таких крупных полей. Очень мощный трактор.
относительно несложный для специалистов. Это 80-й. А это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80, 80 лошадиных сил. Мы, конечно, его осовременили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. А Лукашенко не изменен себе. И здесь, за 1000 километров от родины, не обошел вниманием простого работягу. Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью. Поэтому ты будешь очень востребован. Я буду обучить. Да. Вот президента научи к моему следующему приезду на этом тракторе. Хорошо, я буду обучить. Обязательно научу. Белорусы готовы торговать здесь не только тракторами, но и открывать различные производства и делиться своими компетенциями, в том числе в области образования. Дипломы, кстати, как и водительское удостоверение, мы уже договорились признавать. Нам надо создавать совместные предприятия по производству тех же тракторов, автомобилей, лифтов, по производству карьерных самосвалов и так далее. Здесь, в Монголии. И на этих предприятиях учить наших монгольских людей, друзей, молодежь Монголии. Дорожная карта до 2026 года подписана. Это заметно позволит сократить расстояние между нашими странами. Но главное, вектор и направление заданы. Во время нынешнего визита договорились даже о глубинном. Наши археологи будут участвовать в раскопках в Монголии. Что же касается глубинных смыслов, как политических за многополярный мир, так и мировоззренческих, с любовью относиться к своей природе. Поэтому среди подарков нашему лидеру картина, на которой Александр Лукашенко держит умку, выполнена в Кашемире. Это дорогая и очень мягкая ткань. Примечательно, у истоков дипломатических отношений между Беларусью и Монголией в 92-м стоял депутат Александр Лукашенко. Сейчас новое время из направлений мостить дороги. Сотрудничество. Монголия этим занимается внутри страны и на внешнем контуре. Одно из первых приглашений получила Беларусь. Евгений Пустовой, Виктория Ходосок, Александр Бутрим, Монголия, СТВ. Экономическая безопасность стран ЕС. По сути, эта тема стала главной на сегодняшнем заседании Евразийского межправительственного совета в Несвеже. Встреча – своеобразное подведение итогов десятилетнего периода деятельности Союза. Как подчеркнул премьер-министр Беларуси, созданная за эти годы интеграционная платформа позволяет эффективно преодолевать самые сложные вызовы. Сегодня главы правительств Евразийской пятерки обсудили широкий круг вопросов и по дальнейшему углублению интеграции. Глеб Прокофьев продолжит. Короткая церемония фотографирования, и главы правительств направляются в золотой зал Несвежского замка. В восстановленных интерьерах 18 века много говорят об экономике. Успехи ЕАЭС очевидны. За 10 лет ВВП Союза увеличился более чем на 12%. Развивается взаимная торговля, объем товарооборота между странами ЕАЭС практически удвоился. Наши страны вышли на финальную стадию реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Позитивные результаты очевидны по множеству запланированных мероприятий. При этом ряд мероприятий еще в стадии проработки, и есть опасения, что они не будут выполнены до конца 2025 года из-за пролонгации сроков, отсутствия консенсуса и так далее. Вместе с тем, стратегические направления развития – это документ, утвержденный главами государств. И наша задача – обеспечить его полное исполнение. Союз приносит реальную выгоду каждому из участников объединения. Странам пятерки удалось выстроить уникальную систему регулирования взаимных поставок. Порядка 85% продукции на общем рынке регламентировано техническими документами. Это значительно упрощает условия торговли, к тому же защищает покупателя. Подобные механизмы нужно развивать, подключать к ним участников Содружества независимых государств, других стран, с которыми наши экономические связи сильны. Это позволит нам эффективно, используя уже проверенный инструментарий, снижать барьеры для производителей. Один из важных вопросов – таможенная стоимость товаров. В ЕС необходимо принять дополнительные решения по ее контролю. Ведь этот вопрос напрямую затрагивает экономические интересы наших стран. Заниженная таможенная стоимость – это значительные потери поступлений в госбюджеты государств. Чем больше мы и качественнее определим таможенную стоимость, тем больше мы будем собирать ввозных таможенных пошлин, тем больше бюджеты наших стран будут это получать.
это зависит от качественной работы и таможенных служб, и наших налоговых служб. И, как вчера было сказано, мы не должны давать почву для различного рода нарушениям в этой сфере для того, чтобы все максимально концентрировалось и наполнялись бюджеты государств, и дальше мы развивали наш Евразийский экономический союз. Союз доказал свою состоятельность, но сегодня не обошлось одним лишь подведением итогов. В правительственных кругах обсуждают как особое внимание таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке. Говорили о соперничестве участников рынка. Здесь выявлено наибольшее число признаков нарушений права Союза. Речь идет о недобросовестной конкуренции. Нами проанализировано около 90, где сделаны выводы о состоянии конкуренции на этих рынках. В случаях, когда мы наблюдаем нарушение конкурентного права, неконкурентное поведение субъектов рынка, мы корректируем их поведение. Не остались без внимания вопросы создания и развития транспортной инфраструктуры в направлениях восток-запад и север-юг. Продолжится работа по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Кроме этого, одновременно в ЕАЭС началась реализация пилотного проекта по внедрению электронного таможенного транзита по 2 маршрутам. Среди новелл этого года хотел бы выделить следующее. В ЕАЭС заработал механизм оценки фактического воздействия принятых решений. Оценку регулирующего воздействия на бизнес теперь будут проходить проекты международных договоров, а не только проекты решений комиссии, как это было ранее. Эти новшества дадут возможность охватить оценкой весь жизненный цикл нормативного регулирования в Союзе. За 2 дня заседания главы правительств рассмотрели 12 вопросов, подписан ряд многосторонних документов. В завершении встречи решено, что следующее заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет уже этой осенью в Ереване. Глеб Прокофьев, Евгений Титов, СТВ. Граница раздора. Литва ввела запрет на ввоз около 3000 белорусских товаров. В основном табу касается продуктов питания. И коснулся он не только бизнес-перевозок. Теперь даже у простых граждан изымают личные продукты, взятые в дорогу. Люди жалуются на негуманное обращение. К примеру, молодую пару с ребенком заставляли выложить пачку белорусского детского питания. Родители не смогли лишить своего малыша еды и вынужденно отказались от пересечения границы. Галина Буро отправилась на рубежи с Литвой. Первые впечатления о новом запрете Литвы заполонили соцсети. Вообще никакой собойки. Едем на границу прям с пустыми руками, поставили большие контейнера и прямо на границу все это выбрасываем. В чатах люди делятся эмоциями. Трясут сумки полным ходом. Вижу, что целыми ящиками забрали минеральную воду и квас. Сумки огромные, в мусор с продуктами. Тоже везу редкое лекарство, которого в Литве нет, потому что не сертифицируют его. Надеюсь, не выбросят, а иначе жесть. Рецепты, естественно, аптека забирает. Могла бы сделать скан, если бы знала, что сегодня вот так произойдет. Поздно узнала о новшествах. Фото изъятых продуктов на литовских пунктах пропуска шокируют. Вскрытые бутылки с водой, печенье, хлеб, зефир – все, что люди берут с собой в дорогу, в том числе для детей, литовская таможня не пропускает. Смотрите, вот здесь уже проходит разделительная линия границы, там начинается литовский пункт пропуска, и мы видим, что прямо на въезде стоят очень много мусорных баков. И вот я попрошу оператора даже укрупнить, мы видим, что один из баков уже полностью забит под завязку. В объективе литовский пункт пропуска Шальчининка, и зайти на него мы не можем. Ведем съемку с сопредельного белорусского Бенякони. Нам навстречу выезжают водители явно под впечатлением. Мусорки там все завалены товарами. Запрет Вильнюса на ввоз около 3000 видов белорусских товаров действует с 3 июня. Раньше такие ограничения касались лишь бизнес-перевозок. Нынешняя фаза пограничного беспредела Литвы достигла апофеоза. Недовольны все, особенно спортсмены, которые питаются по часам. Плохая ситуация, что запрет, что не пускают. Я как вообще бывший спортсмен, вот это понимаю, потому что постоянно же нужно какое-то питание, чтобы рацион был. А мороженое решили съесть. Ну это наше вкусное белорусское. Жалко выбрасывать, ну, правда? Да. Как быть людям, которые принимают определенные медицинские препараты, и вовсе непонятно. Александра Андрушкевич, живя в Литве, часто приезжала в белорусские аптеки. Намного дешевле лекарства тут, за лекарствами ездили. А сейчас что я знаю? Пропустят, не пропустят сегодня. 2 упаковочки взяла, не знаю. Выброшу, так выброшу. Что скажу, так и будем делать. А вот Владимир Ильясевич переживает еще и за верного 8-летнего друга Крео. Животных с белорусским ветпаспортом литовцы тоже перестали пропускать. Борются с бизнесом на щенках для Европы. У меня документы оформлены через Литву. Может, посочувствует, пропустит. Просто в отпуске был с собачкой. И надо как-то уезжать. Если бы знал, через Латвию бы уехал. Член семьи, как я могу выпустить? Не оставлю.
И хоть Литва заявляет, что нововведение касается всех, на деле иначе. Водители грузовиков с конфискацией личных продуктов пока не столкнулись, но волнуются. В последнее время от режима Вильнюса можно всего ожидать. Нам с Калининграда ехать, извините меня, тут стоишь по 3-4 дня в очередях. Нельзя, если везти даже продукты себе покушать, то это, конечно, очень жестоко. Но пока очевидно, физические лица не случайно под прицелом продуктового запрета. Все дело в белорусском безвизе, по которому литовцы ездили за нашими продуктами. Стоимость продуктов в Литве примерно в 3 раза дороже, чем у нас. Таким образом, Литва, когда вводит ограничения, она решает 2 задачи. Первая задача – отфильтровать ту группу, которая ведет приграничное движение. То есть, кто из граждан Литвы ездит сюда только за продуктами. Вот они вводят ограничения, посмотрят, кто отвалится после этого. Вторая задача, которую они решают, они как бы наказывают вот ту группу внутри Беларуси, которая часто ездит через границу Евросоюза, за действия нашей власти. В пункте пропуска уже говорят, количество легковых машин на литовских номерах сократилось в разы. Для простых литовцев белорусский безвиз был спасением, а для режима Вильнюса – больную мозолью. Ведь после посещения нашей страны литовские граждане уже отказывались верить западной пропаганде и не боялись запугивания властей. Потому те пошли на абсурдные меры. Бесчеловечно, зато действенно. Только страдают от такой политики люди, которые хотят как раньше. Нормально, по-соседски, дружить и торговать. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, белорусско-литовская граница. Интересы граждан Прибалтики не совпадают с планами правительства региона. Литва намерена увеличить максимальную численность армии почти на треть. Сеймом страны уже принят и запущен в работу соответствующий документ, поддержал который на пленарном заседании 91 депутат. Против высказался лишь 1 политик, еще 11 воздержались. Так уже с 2025 года в случае вступления нововведения в силу максимально допустимое количество бойцов в Литве возрастет до 29 300 человек. Это решение продиктовано созданием мотопехотной дивизии в стране. Ее основу составит танковый биатлон с машинами немецкого производства. Напомню, на прошлой неделе в Литве завершились военные учения с участием солдат ФРГ. В рамках маневров отрабатывалась переброска 2 дивизий из центрального региона Европы на восток. Сыну действующего президента США грозит тюрьма. Хантер Байден предстал перед судом. Ему предъявлено сразу несколько обвинений. В частности, незаконная покупка и хранение оружия, а также дача ложных показаний. Дело тянется с 2018 года. Сам Байден-младший свою вину не признает и все обвинения отвергает. Однако не отрицает, что в тот момент был зависим от употребления наркотиков. Прокуроры также намерены доказать этот эпизод в суде. В частности, с помощью показаний свидетелей, в том числе бывшей жены. Отмечу, что в истории США это первый случай, когда судебный процесс идет в отношении детей действующего главы государства. Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в $750 000. Аналитики считают, что ситуация привлечет излишнее внимание к Байдену в преддверии президентских выборов, что даст некое преимущество его главному оппоненту, экс-президенту США Трампу. У здравоохранения Британии складывается чрезвычайная ситуация. Об этом заявил профсоюз медсестер страны. Они отмечают катастрофический дисбаланс в отрасли. Количество пациентов растет, а вот число врачей, наоборот, планомерно снижается. Сотни нуждающихся сидят в очередях в коридорах на протяжении многих часов, а иногда и дней, рассказывают сами медики. Лечение ожидают свыше 7 миллионов человек. На этом фоне в королевстве даже появился новый термин – коридорная помощь. Каждый 4-й пациент в британских медучреждениях получил консультацию вне врачебного кабинета. Иногда там же в проходе людям ставят диагнозы и даже берут анализы. Удивительно, что это в Британии умудряются оправдывать. По мнению ряда руководителей Национальной службы здравоохранения, прием пациентов в коридоре разгружает машины скорой помощи. Белорусские предприятия почти на 100% обеспечивают продовольственную безопасность страны. Республика входит в 5 мировых экспортеров молока, а также в топ-15 мяса и мясной продукции. Наша страна является лидером не только в Европе, но и в мире по производству основных сельхозпродуктов на душу населения. Лучшие достижения агропромышленной отрасли представлены сегодня на 34-й международной специализированной выставке «Белагро-2024». Она открылась в индустриальном парке «Великий камень».
около 300 моделей отечественной и зарубежной сельхозтехники, из которых более 170 новинки, а также передовые направления в развитии растениеводства, животноводства и современные технологии переработки продукции. Потенциал отечественных производителей с каждым разом только возрастает, как и площадь экспозиции. В этом году она достигла рекордных размеров. Сегодня демонстрируется и то, что уже делается и используется у нас на полях и на фермах. Ну и, конечно же, новое, что будет в перспективе использовано в агропромышленном комплексе. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов. В современном мире уделяется огромное внимание в области автоматизации сельхозработ, в том числе использование беспилотных технологий, технологий точного земледелия. И, конечно же, Министерство промышленности ведет целый ряд разработок в этой области. Наша техника сегодня может практически без участия оператора возделывать сельхозземли, убирать урожаи. Она оснащается оптическим зрением. Традиционно форум собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных гостей. В этом году в международной выставке принимают участие около 500 компаний из 11 стран. Впервые свои экспозиции представляют Монголия, Кыргызстан и Казахстан. Международная специализированная выставка «Белагро-2024» продлится до 9 июня. За время проведения Белорусской промышленной недели ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов о поставках белорусских товаров за рубеж. Партнерство СМИ и власти на местах, открытый разговор о проблемах, защита информационного поля от фейков и полуправды. Медиафорум среди представителей партии «Беларусь» прошел в Минске. Сегодняшняя встреча, по сути, продолжение большого разговора о работе СМИ, который провел на прошлой неделе Александр Лукашенко. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил работе местных изданий и сотрудничеству чиновников с журналистами. Так что сегодня среди участников форума специалисты по связям с общественностью, активисты и представители Белой Руси из регионов. Те, кто не понаслышке знает о местных проблемах и могут решать их в связке с журналистами. Продолжаем вот такой концептуальный разговор. Здесь очень важный такой форум, потому что здесь люди с мест, которые работают с местными проблемами, работают с местными администрациями. Очень много посылов прозвучало на медиафоруме именно по этой работе, но мы вот это все вместе обсудим и будем учиться друг у друга. Спикерами форума выступили представители крупных республиканских СМИ, в том числе представители нашего телеканала, которые немного рассказали об изнанке работы в медиасреде, специфике борьбы с фейками и поделились профессиональными приемами, которые позволяют привлечь и удержать внимание аудитории. Мне понравилось, что основной посыл сегодняшнего форума, медиафорума, это прежде всего то, что мы должны бороться за правду все вместе. То есть каждый на своих местах должны видеть эту правду, объяснять эту правду своим коллегам, сотрудникам. Я работаю с детьми, с молодежью, это тоже очень важно. Это такое поле, огромное поле для нашей работы. С регионами нужно работать, там тоже воспитываются классные кадры в сфере журналистики. Много вопросов было в отношении работы с исполнительными комитетами, со своими, с чиновниками, только подавая правдивую, честную информацию, совместно, единую, мы сможем показывать, что у нас есть. Кроме того, эксперты отметили важность здравой критики в СМИ, как республиканских, так и региональных. О проблемах можно и нужно говорить, чтобы совместными силами найти решение. Главное, не превращать это в критиканство. Несмотря на все внешние вызовы и угрозы, легкая промышленность Беларуси продолжает успешно функционировать и достигать высоких результатов. Так, в первом квартале 2024 года выручка от продаж товаров и услуг, предоставляемых концерном Беллекпром, увеличилась более чем на 11%. Налажен экспорт в более чем 70 регионов России. Кроме того, на руку отечественному Лекпрому сыграли санкции недружественных стран. Мы значительно шире вышли на рынки стран Дальней Дуги и СНГ. В планах не только продолжать наращивать экспорт, но и открывать торговые точки за рубежом.
Готовая кожа сегодня абсолютно конкурентоспособна на рынке Индии и Пакистана, Ирана. Если говорить о легкой промышленности и его таком серьезном векторе текстиле, который нам удалось сохранить, модернизировать и развивать, то мы сегодня структурно, конечно, ежегодно баланс в производственной матрице сдвигаем в сторону максимального увеличения производства готовых штучных изделий. Среди главных векторов развития легкой промышленности на будущий год – онлайн-торговля. Планируется, что отечественные товары будут представлены на крупнейших интернет-площадках и маркетплейсах. В перспективе занять нишу детских товаров. Так в столице планируется открытие крупного профильного магазина. Беларусь всегда славилась своей толерантностью. Наша страна стала домом для представителей свыше 140 национальностей. Они уважают традиции друг друга и мирно живут на нашей земле на протяжении многих лет. Символом их дружбы и единства стал фестиваль национальных культур. 14-й по счету праздник стартует в Гродно уже в эту пятницу. Порядка 80 мероприятий, более 800 участников. Среди них есть и новички. Впервые в этом году в яркую компанию вольются творческие люди из Аргентины, Монголии, Бурятии, Камеруна и Египта. Готовы ли в Гродно встречать гостей, расскажет Алена Жибарт. Пряники и пироги гродненского хлебозавода украшает цветик-семицветик. Это символ приближающегося фестиваля национальных культур. Ароматные кексы испекли специально к празднику. Сладости уже поступили в магазины. Мы уже произвели более 500 штук пряников. Также произвели более 100 штук сладости мучной. И планируем еще, по крайней мере, столько же. Уже стала традицией, что грузинская диаспора заказывает у нас торт в виде карты Грузии. Мы очень трепетно к этому относимся. Активно готовятся к празднику и ремесленники. Гостеприимная Гродно примет около 400 мастеров из разных уголков Беларуси. Среди них и Павел Комарец, участник народного любительского объединения «Городенский колорит». Он представит на фестивале изделия из дерева. Прошлый фестиваль нам показал, что люди больше хотят. Хотят напоминания о фестивале, чтобы было какое-то. Мы сделали цветик-семицветик такого плана с гравировочкой фестиваля национальных культур. Калужская церковь, замки, все, что связано с нашим городом и с нашей страной. С нетерпением ждут праздники и любители остановить мгновение. Фотографы уже знакомятся с локациями, изучают лучшие точки, чтобы сделать не один яркий кадр. Оценить их творчество можно на выставке, которая разместилась в культурном центре. Здесь представлено более сотни фоторабот, яркие моменты с прошлого фестиваля. Мы выбрали эти самые красивые моменты фестиваля и в преддверии нового фестиваля показываем, зажигаем той атмосферы фестиваля всех, кто приходит на эту выставку. Участие в праздничных мероприятиях примут представители более 35 национальностей. Впервые приедут аргентинцы, египтяне, камерунцы, буряты и монголы. В большую фестивальную семью вольются также нигерийцы и пакистанцы. Татарский клен, сербская ель, корейская пихта. Это сквер дружбы в Калужском парке. Он появился в 2014 году во время проведения 10-го фестиваля национальных культур. В этом году он пополнится. Здесь свои экзотические деревья высадят новые участники большого праздника. Первый день праздника по традиции состоится красочное театрализованное шествие. Все участники, а их более 800, в национальных костюмах пройдут по центру города с песнями и танцами. Главное событие второго фестивального дня – презентации национальных подворьев. Их будет 19. Третий день фестиваля пройдет на Августовском канале. Наш фестиваль в этом году посвящен семье, семейной обрядности, семейным традициям. И мы говорим о том, что Беларусь – это большая, единая, многонациональная семья. Мы рады любому гостю, мы рады свой он, или он сосед, или он друг, или он свояк и родственник. Мы в любом случае всегда мирно дружим и любим всех, кто к нам приходит. Всего в рамках праздника запланировано более 80 мероприятий. Фестивальные дни будут богаты на выставки и концерты. Среди новинок – конное шоу и битвы диджеев. В Гродно уже чувствуется приближение праздника. Тем, кто не сможет посетить фестиваль, достаточно включить СТВ. Наш телеканал – главный информационный партнер. И мы покажем самые яркие моменты. Алена Жибарт, Владислав Хаткевич, телекомпания СТВ. Далее авторская рубрика Андрея Лазуткина «Занимательная политология». Затем не пропустите новости спорта. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.
смысл уголовных дел, которые могут идти годами. У них результат – информационный шлейф. Показать, какой Трамп нехороший. Это «Война компроматов», где материалы затрагивают связь Трампа с девушкой легкого поведения. Вот она, кстати, на видео выступает в Оксфорде, учит жизнь молодое поколение. Примерно так же работали против Клинтона, раскручивая скандал с Левинским. На выборы идет большая женская аудитория, и для нее разыгрывают спектакль «Неверный муж», чтобы сбить рейтинг. Но сторонников Трампа это не смущает. А вот почему демократы должны голосовать за Байдена и какие у него успехи, это большой вопрос. Однако главные игроки в США – это не президенты, которые борются между собой, кто достойнее, а заказчики выборов. В данном случае оборонный сектор. В США построена такая схема финансирования выборов, где основные деньги на избирательную кампанию собираются не в фонде кандидата, как у нас, а в специальных независимых фондах, которые не связаны с кандидатами. У них такой фонд называется «Суперпэк». Например, такой фонд создает оружейная корпорация и по своему усмотрению критикует или хвалит того или иного кандидата, дает на это деньги СМИ. Таких фондов в США примерно 2500, и задача кандидата на выборах не самостоятельно собрать себе деньги и победить, а понравиться этим фондам, чтобы они начали параллельно вкладывать деньги в его информационную кампанию. Для сравнения, сейчас Трамп собрал в свой личный избирательный фонд $76 миллионов, и это большой успех. А суперпэки вкладывают в выборы суммарно больше 1 миллиарда. То есть сам кандидат формирует информационную повестку примерно процентов на 10. А реально, как его будут освещать в СМИ, ругать или поддерживать, решают крупные корпоративные группы. Понятно, что если эти группы зарабатывают на войне, они вбросят деньги в пиар-компанию против кандидата-миротворца. И какой бы ни был кандидат умный и красивый, незамеченный в порочащих связях, победит тот, кто отражает более близкую фондам точку зрения. Это секрет победы того же Байдена, который, несмотря на возраст и болезни, все-таки победил. Он просто более удобен большинству корпоративных фондов, чем Трамп. И это секрет его устойчивости даже сейчас, несмотря на плохое состояние. А в итоге в США получаются интересные вещи. Кого бы ни выбрали, политика в целом не меняется. Потому что главный заказчик и спонсор избирательной кампании не сам кандидат, даже миллионер, как Трамп, или его сторонники, или какая-то группа, которая за ним стоит, а те самые суперпэки. То есть корпоративные фонды крупных компаний. Оружие, газ, нефть. Им выгодно, чтобы с помощью закупок оружия велись конфликты с участием нефтедобывающих стран. Поэтому действующие лица меняются, а США все равно воюют. Получается, тогда нет разницы, за кого голосовать, а как поддерживать демократию. Поэтому, чтобы победить, кандидат делает свое предложение, как он видит будущую политику. А его в ответ начинают поддерживать либо топить. Это вроде бы свобода, да, там появляются несистемные кандидаты, которые рассказывают нормальные вещи, но система суперпэков их просто замалчивает. И это тоже как бы демократия. Это не цензура, а просто бизнес не хочет вас поддерживать, это его право. Но интрига есть. У Трампа и Байдена все-таки разные программы по Украине. Поэтому один у нас как бы считается хорошим, а второй плохим. Действительно, администрация Байдена будет продолжать конфликт, формируя госзаказ на новое оружие внутри США. А старые изделия будут не утилизировать за деньги, а бесплатно поставлять на Украину. Примерно по такой же схеме они планируют перевооружить Европу. Новое оружие закупаем, старое отдаем Зеленскому. И таков план на следующие 5 лет правления Демпартии. Конфликт оставят в неком коридоре, но не прекратят. То есть не будет переговоров, а будет продолжаться штурм укрепрайонов Восточной Украины. Под это будут обеспечивать дальнейшую мобилизацию и помогать иностранными контингентами на особо тяжелых направлениях, как сейчас под Харьковом, чтобы Киев не проиграл. Трамп на таком фоне хочет выглядеть миротворцем и человеком, который один в мире успешно договорился с русскими. Но на мир с Россией не даст деньги ВПК. И что он предлагает оружейникам? Более интенсивный конфликт на Ближнем Востоке, поддержка Израиля в любых действиях против Ирана. То есть новый рынок сбыта боеприпасов вместо украинского. Здесь мы подпишем мир, а оружие будем утилизировать там. Но мир в Европе, даже с учетом эскалации на Ближнем Востоке, все равно не устраивает ВПК. Демократы предлагают готовый и уже работающий бизнес еще на 5 лет, а Трамп только некие перспективы. Поэтому даже в случае прихода Трампа и подписания мирного договора с Украиной в 2025 году надо быть готовым, что Украина потребует от Запада гарантии. И республиканцы их дадут в пользу американского ВПК. Самая очевидная гарантия мира – это продолжение поставок вооружений. То есть боеприпасы будут поставлять и дальше, что при Трампе, что при Байдене. И регион не станет демилитаризованным, как этого хотела Россия, несмотря на изменения границы. Поставки оружия – это часть избирательной кампании, что Трампа, что Байдена. Вторая гарантия, которую может потребовать Украина – это ввод иностранных контингентов. Не обязательно они будут большими, но задача западной дипломатии – сделать результаты договора максимально унизительными для России. СВО начиналось для ликвидации натовских баз под видом учебных центров. Скорее всего, Украина потребует такие центры вернуть. А Трампу такое нравится. Недавно большую базу имени себя, Форт Трамп, он предлагал строить полякам, что не сильно хорошо для нас. Что может делать Россия в такой ситуации?
Если они просчитывают, что американская политика кардинально не поменяется, то задача русских – создать максимально большую буферную зону. Поэтому идут тяжелые бои на Харьковском направлении. По сути, тот, кто будет контролировать полосу в 40 километров между Харьковом и Белгородом, будет контролировать общую обстановку после подписания мира. Украина так делала после Минских соглашений, обстреливая Донецк из Авдеевки. То есть это такой пистолет, который всегда приставлен к виску. В данном случае к городу-миллионнику. И Россия тоже не верит западным гарантиям. И проще создать такую конфигурацию фронта, чтобы не штурмовать миллионники, а держать их под прицелом и нанести быстрый ответ в случае нарушения перемирия. К слову, примерно такой же вариант реализован между Северной и Южной Кореей. Сеул находится в зоне поражения артиллерии Пхеньяна, и в случае американской агрессии там все разобьют прямой наводкой. Возможно, примерно так же Россия хочет себя обезопасить в случае подписания мирного договора. То есть для стабильного мира нужна буферная зона и огневой контроль Харькова, главного военного центра Украины. А без этого мир с американцами не подпишут. С другой стороны, то же самое хочет Киев. После сдачи Авдеевки они потеряли главную точку для давления на Россию – укрепрайон для обстрелов Донецка. И начали создавать такой же укрепрайон в Харьковской области для ударов по Белгороду. То есть мир с Трампом, если он будет в следующем году, может быть обеспечен только успешной летней кампанией на Харьковском направлении. И поэтому Демпартия делает все, чтобы организовать там сопротивление. Бьют дальнобойными ракетами по российским тылам, дают боеприпасы, дроны, наемников, допускают ослабление других направлений, но ни в коем случае ни на метр не хотят отходить на Харьковском. Смысл их действий понятен. Если Россия не создаст санитарную зону, она, скорее всего, не подпишет и мирный договор с Трампом. То есть даже в случае смены власти в США на Украине будет и дальше реализовываться сценарий Демпартии. Но Байдену, как и Трампу, тоже надо быть миротворцем на выборах. И поэтому неожиданно публиковали мирный план по Палестине с отводом войск Израиля из сектора Газа. То есть на конференцию в Швейцарии Байден не едет. По сути, ее сорвали и дали понять, что не хотят своим присутствием усиливать Зеленского. Зато объявлено про 2 этапа перемирия в Палестине. Но понятно, что делается это не от любви к арабам, а чтобы до выборов отрезать Трампу свободу маневра, что на Ближнем Востоке, что в России. Вывод из ситуации. Все понимают, что надо создавать сильную переговорную позицию. Но, к сожалению, сегодня усиление переговорной позиции возможно только военным путем. Поэтому этап подготовки к миру может получиться еще тяжелее и острее, чем вся война за 3 года. И поэтому наш президент так осторожен в оценках и ориентирует наши СМИ не обострять конфликт. Ну а с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии». Навуковыя навінкі харчавання удакладніў першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Сергей Федченко. Сегодня демонстрироваться и то, что уже делается и используется у нас на полях и на фермах, ну и, конечно же, новое, что будет в перспективе использовано в агропромышленном комплексе. Поэтому вот для этого именно и для популяризации того, что делается в республике и в самом сельском хозяйстве, и я уже упомянул в Министерстве промышленности, которое на сегодняшний день практически мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое. И Министерство промышленности нам предлагает полный набор машин и механизмов для того, чтобы технологично все делать и в растениеводстве, и в животноводстве. Ну, давайте говорить, мы еще в начале пути в этой теме точного земледелия. И в будущем, конечно, это минимальное использование людского труда и экономия ресурсов, которые сейчас используются в сельском хозяйстве. Конечно же, в первую очередь, это тот набор техники, который сегодня есть в распоряжении сельского хозяйства, и то, что производят наши промышленные предприятия. Тот же Минский тракторный завод, Гомсельмаш, зерноуборочная и кормовая техника, Амкадор, который предлагает широкий спектр. Эфир телеканала СТВ продолжает новости спорта. В студии Светлана Андролович. Здравствуйте.
Иван Шангин и Евгений Федоринчик вышли в полуфиналы чемпионата мира по тайскому боксу. Престижный турнир проходит в греческих Патрах. На соревнования всего заявились атлеты из 93 стран. Веся до 63 килограммов среди молодежи, Шангин по ходу турнира прошел представителей Франции и Ирака. За финал ему предстоит бой с Абдельмуnem Бастой из Алжира. В категории до 71 килограмма среди спортсменов не старше 23 лет Федоринчик был сильнее атлетов из России и Украины. Теперь он встретится с Каем Уит-Джонсом из Австралии. Полуфиналы назначены на 7 июня. При этом, отмечу, оба белоруса уже гарантировали себе минимум бронзовые награды. Авторитетное спортивное издание опубликовало финальную версию рейтинга проспектов, которые выйдут на драфт НХЛ 2024. Он состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. Белорусский защитник Артем Левшунов замкнул топ-3 списка. Минувший сезон уроженец Жлобина провел в команде Мичиганского государственного университета. В 38 поединках чемпионата он набрал 35 очков при показателе полезности плюс 27. Левшунов может стать рекордсменом среди белорусов по номеру драфта НХЛ. Пока лучший показатель принадлежит Руслану Салею. В 1996 году он был выбран Анахаймом под 9 номером. Совсем скоро пройдет 5-я встреча сборных Беларуси и России. Последняя игра между двумя командами состоялась в 2015 году на овале московских «Химок», и тогда сильнее были хозяева площадки 4-2. Предстоящий поединок принимает Минск на главной арене страны – Олимпийском стадионе «Динамо» 7 июня в пятницу. Главный тренер национальной сборной Карлос Алас настроен на серьезную борьбу. Он собрал в стан команды 24 футболиста и приступил к тренировкам. Среди вызванных значатся представители как отечественного чемпионата, так и легионеры ближнего и дальнего зарубежья. Полузащитник Владислав Климович прибыл из Венгрии. Я надеюсь, мы не подведем, порадуем тоже хорошей игрой, хорошим результатом. Конечно, для нас в первую очередь это будет игра, пускай она и товарищеская, но, наверное, надо к ней относиться как к официальный, хороший соперник. Как я уже сказал, плюс давно не играли дома. Хочется порадовать наших болельщиков хорошим результатом и отличной игрой. Я ожидаю очень сложную и интересную игру. Мне хочется, чтобы были полные трибуны зрителей, ведь когда есть болельщик, есть для кого играть и за кого. Нам необходима их поддержка. Соперник очень сложный, там много игроков из топ-лиг, но я знаю, что это будет интересная игра. Я ожидаю, в принципе, равной борьбы. Вообще, я послушал выступление главного тренера национальной сборной Беларуси. Он сказал, что будет фантастический матч. Молодец, что он так говорит, и молодец, что он верит в это. И он подпитывает нас, и болельщиков, и специалистов, такими фразами. Это очень хорошо. Теперь осталось только посмотреть и воспроизвести это. После игры со сборной России нашу команду ожидает второй поединок, на этот раз в соперниках Израиль. Игра состоится в Венгрии 9 июня. В межсезонье футбольные клубы продолжают тренерские рокировки. Так, московский ЦСКА объявил о новом коуче. Теперь команду возглавит Марко Николич. Сербский специалист сменил на этой должности отправленного в отставку Владимира Федотова. Ранее Николич возглавлял Шабаб Аль-Ахли из ОАЭ. Под его руководством коллектив выиграл 2 трофея – Суперкубок страны и Суперкубок Катара и ОАЭ. При этом тренер уже работал в российской премьер-лиге. С мая 2020 года по октябрь 2021 он был наставником «Локомотива», с которым взял Кубок России. На этом у меня все. Я напоминаю, что все материалы и эфирное видео доступны на нашем YouTube-канале. В студии работала Светлана Андролович, и мне будет что вам рассказать в следующий раз. До встречи в эфире. Фонбет – это журналисты. Экспертом может стать любой человек, который имеет свою точку зрения по обсуждаемой теме. Темы в проекте поднимаются самые разные, начиная от внешней и внутренней политики и заканчивая сохранением истории, сохранением наших семейных ценностей. Мне кажется, что черное и белое – это про то, как действительно сохранить все самое лучшее, что есть в нашей стране. Нацыянальны тэлевізійны конкурс тэлевяршыня – гэта самы галоўны іспыты для журналістаў нашай краіны. Атрымаць запаветную статуэтку марыць кожны. Гэты шлях праходзяць наймацнейшыя прафесіяналы сваёй справы.
100 гадоў на варце якасці гомельская кандытарская фабрыка адзначае юбілей. За стагоддзе прадпрыемства прайшло вялікі шлях развіцця і стала адным з буйнейшых вытворцаў кандытарскіх вырабаў у Рэспубліцы Беларусь. Гэта імідж не толькі нашага рэгіёну, але і краіны ў цэлым. Гомельская кандытарская фабрыка спецыялізуецца на вытворчасці карамелі, цукерак, шакаладу, печыва, вафельных вырабаў. Звыш 350 найменняў прадукцыі кожны дзень выходзіць з канвеера. І каб заваяваць сэрцы пакупнікоў, кандытарскай фабрыцы прыйшлося прыкласці шмат намаганняў. Пры гэтым сёння гомельскі бренд упэўнена заяўляе аб сабе на міжнародным рынку, адзначае генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Спартак» Татьяна Лисицына. Линия по производству ноги – это импортозамещающая линия. То есть мы там выпускаем продукты, которые заменяют Марс, Сникерс лучше, потому что они выпускаются у нас из экологически чистого сырья. Мы сами производим, перерабатываем какао-продукты для того, чтобы наш шоколад был натуральным. З пачатку года на прадпрыемстве выпушчана звыш 10 тысяч тонн прадукцыю. І гэтыя лічбы гавораць аб тым, што гомельская кандытарская фабрыка – гэта не толькі смачна і якасна. Гэта яшчэ і пра эканамічную бяспеку Беларусі, і павышэнне рэйтынгу айчыннага прадаўца на міжнароднай арэне. Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. У Гомелі прайшла трэніроўка па рэсурсным забеспячэнні пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ва ўмовах ваеннага часу. Калі амаль у 30 кіламетрах ад Гомеля праходзяць ваенныя дзеянні, нашым службам прыходзіцца трымаць руку на пульсе 24/7. За некалькі дзён была адпрацавана гатоўнасць не толькі МНС, але і ўсіх фарміраванняў грамадзянскай абароны Гомельшчыны. Аналагічныя трэніроўкі прайшлі ў 2 рэгіёнах краіны, наш па ліку 3. Падобныя мерапрыемствы – гэта выклік часу, лічыць першы намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Александр Худалеев. Система Гомельщины готова к переводу на военное время. Вместе с тем есть ряд корректировок, которые требуют оперативного вмешательства, поэтому мы выработаем управленческое решение и примем соответствующие нормативно-правовые акты, которые позволят нам в целом реализовать и обеспечить функционирование в период подготовки и перевода на военные рельсы. Падобныя трэніроўкі ў перспектыве плануецца правесці ў раёнах Гомельскай вобласці. Сёння няпростае становішча на заходніх рубяжах вымушае быць гатовымі да ўсіх магчымых варыянтаў развіцця падзеі. Завтра, 5 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южной половине, утром и днем на большей части страны дожди и грозы. Местами пройдут сильные ливни. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 25 градусов. В городах Минской области будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов, днем от 20 до 23 градусов. В столице в ближайшие дни будет облачная с прояснениями погода. Пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха от 20 до 23 градусов. Мянскага ведаюць не толькі ў Беларусі. Знает и на всем постсоветском пространстве. Знают в Европе, знают в Америке, знают в Австралии, потому что частички мощей когда-то передавались на эти континенты. И народ с любовью приходит к мощам Батюшки Иоанна и спрашивает благословение на свою дальнейшую жизнь. И Господь по его молитвах дает нам все. У сэрцы звяртаецца да яго за падтрымкай. Вот так вот с легкой политической шутки мы начинаем, но вообще в каждой шутке есть доля шутки в десятку. 333. Батька стреляет из лука в Монголии. И это замечательная новость. Как раз пишет Ефим Шульман, наш зритель из Израиля. Добрый вечер. Смотрел по ТВ. Для Лукашенко все равно, что с лука стрелять, что с ружья, что дрова колоть, что деревья сажать, что с косой косить. Настоящий батька. Гордость Беларуси. Да, Ефим, я абсолютно вас поддерживаю в этом плане. Кирилл Владимирович Казаков, главный редактор